Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Eferde bugün yayını bu 4 gün içinde yüreklerimizde yüz bergen hadiseler, rahatsız duygularını hepimiz yaşayımız ve göremiz ki nasıl adaletsizlikler vatanımızda yüz beri ve ne on mahkeme olup geçti ve bizde mahkemeden Nariman Cilal'nın çıkışı var, gelin seyrettik, sonra yayınımızına devam ederiz. Во-первых, очень большая благодарность всем, кто за меня и за ребят переживает. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что обвинения абсолютно ложные, связаны с моей журналистской и публичной политической деятельностью. И это еще раз доказывает правоту того, чем я занимался, и не только я. Вот. И всем передаю большой привет. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. И обязательно друг друга поддерживаем. Nariman Cilal'nın faaliyetine, yapılan işlerine, adaletke nasıl yanaşkanını bütün bizim vatandaşlarımız bile ve Nariman Cilal'ını hürmeti o kadar büyük ki ve biz göremiz ki olğan onu nasıl adaletsizlikler o için yüz beri ve diğer vatandaşlarımız için neler yapıla bizler bugün hepimiz gözetemiz. Nariman Cilal degende bu insan tilimiz hakkında, vatanımız hakkında daima düşünüyordu, kaygıraydı ve birçok güzel leyhalarını yapmaya tırışaydı. Onlardan biri lügat leyhası aynı anda. Bu leyha üzerinde o ayta serbestlik bu nedir? Gelin seyrettik. Одни говорят: «Эй, вы что, в Крыму совсем хвосты поджали? Боитесь показать свое несогласие, миритесь с несправедливостью, молчите, когда нужно говорить. Скоро мир поверит в то, что крымские татары довольны нынешней жизнью. Восторгаются Тавридой, развивают новый бизнес, торжественно провожают детей служить в российскую армию, устраивают концерты и ярмарки». Им отвечают: «Вы сбежали и уже не понимаете, каково это жить сегодня в Крыму. Каково это ждать, что к тебе рано утром в дом начнут ломиться вооруженные люди. За честное слово могут уволить с работы, разрушить бизнес, посадить в тюрьму. Вы не можете указывать, как нам здесь жить. Вот вернитесь и сами делайте то, чего ждете от нас». И этот диалог повторяется изо дня в день, из года в год. Он легко увлекает нас. Стороны находят новые аргументы в свою защиту, десятки лайков, репосты и комментарии. Мы без сожаления бьем болевые точки друг друга, обвиняя кого в трусости, а кого в бегстве. Но большинство из нас боится признать, что наш оппонент в этом споре может быть и прав. Ведь то, что наш собеседник живет в иных обстоятельствах, не подвергнут нашим рискам, но и не имеет наших возможностей, не делает его автоматически неправым. Не стоит забывать, что мы, по обе стороны, адаптируемся к обстоятельствам. Мы перестаем замечать уродство, проникающее в нашу жизнь, остро реагировать на него, начинаем принимать его как норму жизни. Соглашаемся на общество недостойных людей, лицемеров и лжецов. Более того, нас к этому активно подталкивают, стирая моральные границы и поощряя предательство собственных убеждений. Мы позволяем себе насмехаться над слабостью другого, даже не попытавшись узнать ее причину. Мы начали радоваться неудачам и ошибкам друг друга, лишь бы оказаться правыми. И окрик со стороны вполне может помочь осознать нам, что мы стоим не на твердой земле, а стремительно погружаемся в трясину. Не стоит забывать ставить себя на место тех, к кому мы так категорично апеллируем. В своей погоне доказать правоту мы можем окончательно разорвать связующие нас нити, чего и добиваются наши недруги. Гораздо правильным и полезным было бы использовать возможности друг друга. То, чего не можете вы, могут они. То, чего нет у них, есть у вас. Нам давно пора научиться достигать синергии, умножать наши возможности и энергию. Но для этого необходимо научиться вести правильный диалог.
Нариман Джилалның чыгышы olğan idi. Мен белесем, herkesna bu çıkış pervasız kaldırmadı. Ve şimdi bizlerden canlı bağımızda Kırım Ailesi Merkezi'nin reisi Anife Hanım Kurtsiyetova. Selam aleyküm Anife Hanım. Aleyküm selam Elmas. Anife Hanım, olğan vaziyetini mına biz göremiz. Kırım'da nasıl vakalar yüz beri, sizin izahatlarınız nasıl olur? Aslında elbette bu haçkun hepimiz pek rahatsızmız. Nefes almaya bile zor desem de olur. Çünkü bizim vazifemiz, Kırım Tatar halkın vazifesi zaten zor idi. Ama bu haçkunda başka bir yanı sayfaya açılganı göremiz. Ve elbette hasivet etemiz ve güzel insanlarımızı kendi hapishanelere aldılar. Айтмаға çok zor. Nariman Cilal'la ne vakit tanış oldunuz? Nariman ağanın çoktan tanıştık ama o kadar yakın değil. Lakin 4 yıl evvel böyle bizim aksiyalar başlamak o günde. Onunla da böyle güzel tanış olduk ve aslında bu el yardımı aksiya, Kırım Ailesi'nin hazırlanan aksiyalardan bu beraberlik yapgan edik, beraberlik her vakit hazırlagan edik ve bütün sualler gerekli, ne gerek yapmağa biz her vakit Nariman ağanın laf etken edik ve elbette tanış olganımız için, güzel tanıgan için ve samimi insan için bugün yüreklerimiz yana. Men istedim etmeye en son görüşmemiz oldu 23 Ağustos Kırım platforma kelgen vakitte. O zaman Kırım platformanın binası açılgan idi. Ve o günde biz beraberlikte yarım gün olduk ve fırsat oldu çok laf etmeye. Aslında her vakit Nariman ağanın laf etsen, her bir sözü o kadar önemli, o kadar halkımız için gerekli sözler, işler ve ben hala o gündeyim 23 Ağustos'tayım çünkü o men bilesem ağnarıdı ve biz hepimiz ağnarıdık ne oldu ne olacaktı ve nasıl yolumuz daha güç olacaktı ama sonra savuşan zamanda her vakit gibi ben Nariman ağaydım pek korkamaz. Siz şimdi haytacaksınız, ne olacak? Yüreklerimiz pek ağrı. Ama Nariman ağa bana söyledi, ben ende özüm için kararlar çoktan bile aldım. Ve biz hepimiz çalışmaya gerekmiz. Sizler Mında Kiev'de yapkan işleriniz, önemli işlerinizi devam ediniz. Biz anda Kırım'da hiçbir vakit işlerinizi kaldırmanız. Mutlaka devam ediniz. Bu en son sözleriydi ve bugünkü günde bana en çok ruh vergen sözler bu sözlerdir. Anife Hanım, bizim diğer vatandaşlarımız da onlarını da haberladılar bu Aziz ve Hasan Ahtemovalar ve bilirsiniz bizim cemaatimiz onlarını tanıyor. Ayta nasıl bu onların güzel aile başları olganlarını, ne kadar Kırım'ını sevgenlerini herkes bunu ayta ve aslında bana Ukrayna'da yaşayanlarının şimdi diasporamızda yaşayanlarının sesleri nasıl olmalı? Sesleri güç olmalı gerek evet ama men bilesem halkımızın da sözü güç olacak. Kırım'da men elbette ağnayım. Biz Kırım'da değiliz. Anda laf etmeye çok zor ve hepimiz nasıl alını olganı bilemiz. Ama yine de sözümüz de güçlü olacak. Bizim ana babalarımız, hard babalarımız böyle kuriştiler. Kureş olmasaydı Kırım'a hiçbir Kırım Tatar gelmez idi. Onun için birinciden susmak mümkün değil. Bazı bu günlerde tek men değil başka da insanlar bunu görüyor ve bizim halkımıza da bunu etmeye isteyeyim. Sonra elbette
Ukrayna'da, başka devletlerde sesimiz güç olacak. Şimdi ben bunu kesin bilmeyeyim ama birkaç devlet endi müracaatlarını yazdılar, gösterdiler. Ama elbette daha güçlü olacak bizim devletimiz. Ukrayna sesi en güçlü olacak çünkü Kırım Tatar halkı, Tamır halkı. Misal için benim bilgen bunda Ukrayna semidişlerimiz bu 3 gün içinde o kadar çok telefon açtılar. Neler yapmaya gerekmez, nasıl yardımcı olabilir? Ben bilsem Ukrayna halkı endi daha çok Kırım Tatar halkı için bilirler ve haberleri var ve hasibetleniyorlar. Misal olarak burada bir şehir var, Fastov şehri. Onun müdürü siz bilirsiniz ki o her zaman çeşitli tedbirler Kırım Tatar halkı için yapar ve bizim bayrağımız şehrin içinde asılı ve o da telefon açtı. Ben Kırım Tatar halkla beraber ben geleceğim, neler yapmaya gerek onu da söyledi. Bunun için ben bilsem bütün dünya o sözünü aytacak. Bütün dünya bizim semidişlerimizi hapishanelerden çıkarmaya gerek. Biz buna işinamiz, ümit etemiz. Anifе Hanım, bilesiniz, halkımız arasında pervasız insanlar da var. Öyle insanlar var ki onlar aslında bir şey görmüyorlar, bir şey bilmiyorlar ve onlar arasında mankurtlar da var. Mana biz şimdi içtimayi ağlarda biz görüyoruz. Onlar çıkışlar yaptılar. Onların kanallarında. Bu insanlar hakkında ne aytar ediniz ve böyle gibi insanlara bizler karşılık bildirmek gerekmez mi? Elmas Hanım, bu da bir yanık bizler için. Men bilsem ayıp ve maskaralık. Çünkü men de gördüm, men de okudum. Men bilsem böyle bir müracaat olacak bütün halkımız için. Sevimli ana babalar, hartanalar, dedeler. O kadar aşıkıp balalarınızı oturgızıp bizim Kırım Tatar tarih hakkında laf etiniz, ağlatınız. Böyle kureş olgan, milli kureş hakkında aytınız lütfen. Bizim balalarımız ağlanacak böyle çeşit efirlerde, Rus telekanallarda ayıp şeyler aytmağa maskaralık. Bu bir Kırım Tatar insana aytmağa isteyeyim. Çünkü men onu okuganda böyle betim kıpkırmızı ola. Siz ana babalar nasıl buna destek verirsiniz? Nasıl bunu koruyorsunuz? Neler içinde var o zaman ben bilmeyeyim. Ve aslında mana milletimizge ve bugün bu repressiyalarga uğraganlarının ailelerine ne aytar ediniz, nasıl destek sözler bildirir ediniz? O kadar kıyın bir şey aytmağa, çünkü bizim bütün hapishanelerde olgan bizim semidişlerimiz, benim için bu bizim kahramanlarımız. Onun için her bir aile kahraman aileler. Çünkü sizin evladlarınız, sizin semidişleriniz, sizin balacıklarınız, torunlarınız, kardeşleriniz o kadar özünü güzel gösterdiler. Ve men her vakit bunu aytam, men gururlanam Kırım Tatar halkın bir parçası olmak için men pek gururlanam. Ve siz de güçlü olacaksınız. Bütün halk sizinle beraber böyle 2-3 gün öyle duygularımız var. Nefes almağa zorken sanki biz hepimiz bu hapishanelerde aslında biz hepimiz sandamız. Nasıl da serbest burada yaşasak yüreklerimiz de rahat değil. Onun için hürmetli bizim semidişlerimiz sizge güç kuvvet, havi sağlık, iman olsun. Biz hepimiz sizden beraberlikteyiz. Sizden bütün böyle hasivetlerinizi bölmek isteyimiz. Allah sizge sabır versin. Çok sağ olun Anifе Hanım, sağ olun bizlerle bağlanğanınız için. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam bizden Kırım Ailesi Merkezi'nin
рейсы Анефе ханым Курсеитова bağlanğan edi. Ve şimdi biz endi gördük nasıl bizim Aziz ve Asan iki Ahtemavlarga bu iki doğmuş kardeş Onlar nasıl azaplar çektiler ve onlar bu azaplarının neticesinde onlara ne aytırmağa mecbur ettiler gelin seyrettik. Меня зовут Ахтемов Асан Исламович, 1989 года рождения. Добрались мы до Херсона на простом рейсовом автобусе. Оплатили проезд, пересекли спокойно границу. Нам сказали, что хотят вот так сделать плохую вещь с газовой трубой, подорвать газовую трубу. В селе Перевальном, в квартире, они нам показали взрывное устройство. Рассказали про него, как им пользоваться. Устройство должно было сработать в течение 4-5 часов. Позже я был на работе, и в часов 12 дня мне опять же позвонил Саид и сказал, все сработало. Сказал, что там куча людей и ищут неизвестных. Просьбы с их стороны были удалить все переписки. И когда сказали, когда вы будете ехать туда, оставьте телефоны дома. Я Азиз Ахтемов Азиз Эскендерович, 1996 года рождения. Спустя где-то 2-3 недели они нам отправляют это взрывающее средство. После этого где-то в конце июля нам приходит сообщение, отправили координаты. Газовой трубы находятся в Перевальном. К приезду мы оставили машину под мостом, где до цели оставалось 100 метров. Biz gördük, onların yüzlerine kapattыlar ve görесіз nasıl bizim vatandaşlarımızı çekiştirip neler aytmağa mecbur ettiler ve bilesіз bizlerden şimdi canlı bağımızda onların dostları var. Bugün bizlerden canlı bağımızda Roland Osmanov. Selam aleyküm Roland Bey. Selam aleyküm Roland. Roland Bey, biz şimdi gördük ve siz de men bilesem gördünüz bugün hem Asan hem Aziz onlarga neler aytmağa mecbur ettiler. Aslında bu ballar hakkında ne aytar ediniz? Men şimdi men bugün sabahtan gördüm bu video. Biz bekledik bu videonu. Bu nasıl iki gün onda tuttular bu ballarını ve onlardan nasıl aytayım urup çıkardılar bu lafları, aytkan lafları. Biz onu bekledik ve ama bu video onu bakıp onların kabatlamaya isterdiler ama biz inanmayız ona. Bizim ballar böyle şeyler hiç yapıp olamayla ve yapmadılar. Ama ballarga ne isteyim aytmaga onda tutsunlar ozunu ve bu nasıl aytayım, Rusça aytayım, надо пройти через эти испытания, там, я понимаю, как там сложно им приходится, через что им пришлось пройти, что им пришлось сказать такие слова, такое признание. Не зря к ним не подпускают адвокатов, и двое суток держали в подвалах ФСБ. Ну что ж, я думаю, все-таки все прояснится со временем, и наши ребята, я думаю, рано или поздно выйдут на свободу. Roland Bey, aslında Asan, Aziz, insan olarak onlar neyle uğraşaydılar? Bu ballar hakkında ne aytar ediniz? Nasıl siz tanış oldunuz onlarla? Biz Asan'ın tanış olduk, o redaksiyada çalışar edi. Biz Avdet gazetasında. Biz o vakta onun tanış olduk. Pek yakınlaştık. Öyle nasıl айтайım, очень порядочный человек, никогда не обманывает, семьянин, двое детей.
держит свое слово. А с Азизом мы меньше были знакомы, поскольку несколько раз пересекались, как с его двоюродным братишкой. Мен сіз бүгін бір видеоны дерчен еттіңіз, мен көрдім, насылсыз берабер судаха барғанда асанын үстінде өлі көлмек бар еді, көлмектің үстінде Эрвин Ибрагимов бар еді. Демек, бұл сіздің достарыңыз өлі пек ватан первер еді. Яғни бұл олған вазиетке олар ляхайт олмаған инсанлардан еді, өле ме? Evet. Ve sizni de xabatlağan ediler, mana siz mahkeme yanına çıkan ediniz. Bu prosesler nasıl olgan edi? Bağışlanı sıçmadım. Sizni de xabatlağan ediler, siz de mahkemeye çıkanda sizni de mana avtobuslarga yüklediler. Bu hakkında tafsilatlıca hikaye etiniz. Biz onda toplaştık. O konu olarını alған күні ve kimse bilmedi қайда балалар, не олар не нула, не олар не ябалар. Ama білесің, біз епселер білдік, онда Франко соқағында, бульвар Франко соқағында, олар онда içindeler. Ve biz onda toplaştık. Ondan олардан сұрамая, олардан nasıl айтайын, одни хотели услышать ответ, действительно, там ли они находятся и что с ними творится, потому что с ними не было связи, двое суток не было известно об их судьбе. Поэтому мы там собиралось порядочное количество людей, и, видимо, мы им начали мешать, вернее, там позже, как выяснилось, после того, как нас всех увезли оттуда, погрузили в автобусы и развезли в РОВД, целью этих задержаний был вывоз из здания ФСБ наших ребят. Как только нас развезли по РОВД, с территории ФСБ выехала тонированный автомобиль и вывез в неизвестном направлении наших соотечественников. А расскажите сам процесс задержания, какие вам вопросы задавали? Брали ли у вас отпечатки пальцев? Сам процесс самого задержания, там никаких вопросов не задавали, просто всех, кто находился, кто даже там были пару человек, которые проходили мимо, просто всех загружали в автобусы и увозили. Уже у следователя, когда с нас просили объяснительные, с нас хотели взять дактилоскопию, это отпечатки пальцев, на вопрос, и что интересно, на вопрос, а могу ли я от них отказаться. Они мне ответили, что нет, не могу. Тем не менее, я отказался. И нас продержали там больше установленного положенного времени, даже по законодательству, это 6-6,5 часов, хотя по законодательству более 3 часов они просто не имеют права нас держать. Аллах шкур, все вышли, кроме двоих. Это братишка Асана и бабасы Азиза. Почему? Их задержали по статье неповиновения. Якобы они убегали при задержании, сопротивлялись при загрузке их в автобус. Хотя я там был, я их видел, ничего такого не происходило. Вы считаете, что их намеренно задержали? Вы считаете, что их намеренно задержали? Отца, брата? Да. Расскажите, а как вообще в таких ситуациях, кто попадает, как нужно себя вести? Нужно ли требовать адвоката? Как нужно себя вести в таких ситуациях, если ты попадаешь, если тебя задерживают? Когда тебя задерживают на улице, во-первых, сопротивляться не стоит, но было бы хорошо зафиксировать вообще поведение. Это их поведение, то есть что они говорят, что они требуют, как себя ведут.
Если есть камера, обязательно это можно снимать. Уже у следователя не следует ни единому их слову, их работа отработать с вами и взять с вас максимальное количество показаний. Конечно же, можно даже объяснительно, не можно, а нужно даже не давать даже объяснительно без адвоката, если и не бояться того, что нужно будет ждать. Обычно они и пугают тем, что вот мы тебя будем сейчас держать там сутки двое, ты будешь сидеть, ты нам все расскажи, и мы тебя отпустим через час. Ну, это во многих случаях это работает. С задержанными они дают показания, и их все равно задерживают там на сутки двое, а еще если какие-то показания, то там светит. Лучше быть готовым уже к тому, что ты там, если туда попал, и что ты там проведешь определенное количество времени, лучше потратить его не на то, что ты будешь давать объяснения, а на то, чтобы ждать адвоката. Расскажите о вчерашних процессах. Как вы вчера собирались? Были ли какие-то препятствия? Мы вчера собирались в парке у самого здания суда. Там было большое количество Росгвардии, вот в такой же форме, как вы сейчас показываете на экране. Милиции было большое количество, так что мы собирались в парке рядом, следили, ждали, когда привезут задержанных, и ждали комментариев адвоката. Вам удалось увидеть Наримана Асана? Как это происходило? Позади здания суда есть дворик с решетчатым забором, в который заехали два автомобиля. Мы поняли, что это привезли вот наших ребят, наших соотечественников, и ждали, чтобы хотя бы на несколько секунд увидеть их, когда их будут заводить и выводить из машины в здание. Нам удалось их увидеть. Азиз и Асан были очень подавлены, это было видно, они даже голову боялись поднять. Нариман Ага, он видно был, что он более в стойком моральном состоянии, или давление на него в связи с статусом было на него меньше, или скорее всего, он просто более стойкий. Поэтому было видно, что состояние моральное у него было лучше. И в этой ситуации, вот в сложившейся ситуации, еще, кстати, будет один вопрос все-таки, еще будет один вопрос, знаете, среди наших соотечественников, храм-татар тілінде айтайын, олай инсанлар барки, олар манқурт сыраларына кірелер, бекімсіз ичтимай ағыларда көресіңіз оларына, олай инсанларға біздер насыл давранмақ керекміз, нелер yapmaq керекміз, язмақ керекміз, флешмоплар yapmaq керекміз, насыл оларға қаршылығыны, я да құлақ асмамақ керекміз, сіздің фікіріңіз насыл олар? Более адамлара флешмоб да хорошая тоже не акция. Aslında siz көрдіңіз, нелер oldu мына олар осы каналларда, нелер біздің миллетіміз үшін айталар? Манқуртлар. Мен білмеймін, мен бұл суалдан шынды тикаранчик ұзақлашайын. Я миллетімізге мына бөле вәзібеттен асыл тілеклеріңіз олар ве біздің мына шымды мабус олған айлелерге не айтмаға істер едіңіз? Сейчас нам надо активироваться. Сейчас нам нужна поддержка тем семьям, мужья, сыновья, которых попали в этот прессинг. Сейчас нам нужно максимально поднимать эту ситуацию в информационном поле. И всеми силами, всеми возможными силами пытаться их оттуда выдворить. Çox sağ olunuz, Harlan Bey. Biz sizə can yürekten minnetdarmız.
Saygılı teleseyircilerimiz, bizler yayınımızda devam etimiz. Bizlerden canlı bağımızda faal Roland Osmanov olgan edi. Şimdi ise ben tekrar hatırlatmak isteyim. Aziz ve Asan Ahtemовларны диверсияда ve Nariman Jilyal'ını sanki onlar diversiya yapkanını kabahatlaylar ve biz görüyoruz onların dostları ve bütün milletimiz bu insanlarını tanı ve nasıl bu bizim ballarımız, nasıl vatansever ballarımız olganını herkes bunu devamlı ayta ve şimdi Elmas Kırımlı o da bu ballarını tanı, kendiniz onu seyrettik, onu izatını seyrettik. Асан менің яқын садық достым. Инсафы, мераметлі, ветанпервер инсан. Қырымны пек севе, халқымызны пек севе. Егер ярдым керек olsa, қол тұтмаға азыр. Азизны да таныйым. Азиз Асанның қардашы. Пек юваш, ветанпервер оған. Я знаю, что Асан и Азиз никогда не отказались бы добровольно от своих адвокатов. Асан и Азиз никогда не опустили голову. Но вчера, когда их выводили из автомобиля в здание Киевского суда, где проходило заседание, у них были опущены головы. Они очень подавлены. То, что к ним применялись пытки, это не мои предположения. Я знаю, что так и было. Я знаю, что они добровольно никогда бы себя не оговорили. Я знаю, что они никогда бы не отказались от своих адвокатов. Я знаю, что они бы никогда не подписали Elmas Kırımlı'nın izatı oldu. Ama hepimiz görüyoruz nasıl vakitte halkımız yaşay ve nasıl dehşetler bizim ailelerimizden kaplap ala ve bizlerin canlı bağımızda bizim hürmetli hocamız, filologiya ilimleri namzeti Raneta Hoca Gafarova. Selamun aleyküm Raneta Hocam. Aleyküm selam Elmas Hanım, ATR kanalımız. Sağ olun Raneta Hocam. Raneta Hocam, mana bu 4 gün içinde yüreklerimiz rahat değil. Siz olgan vaziyetlerge nasıl kıymet keserediniz? Bu kederli günlerde elbette bizim acı günlerimiz, bizim halkımız elbette daima alışkan böyle şeylerge deyimiz. Ama o böyle olay ve vakıya biz için bir böyle fırtına ola, bir saldırı ola, onu söyleyeyim. Çünkü yüreklerimiz yana, çünkü onlar bizim soydaşlarımız, bizim kardeşlerimiz ve bizim milletimizin yiğitleri ve elbette bir Kırım Tatarman böyle şey olsa o tek Kırım Tatarga ait değil, bütün milletke ait bir şeydir. Çünkü on birisi Facebook'ta bir güzel şey aytdı. Nariman Jilyalovna bugün hapiste ve oğa mahkeme kararını çıkaralar. Ve biliniz o tek Nariman Jilyalovna dokunmay, o bizim halkımızın mahkemede tutalar demek. Gerçek bu doğru bir sözler. Önceden bir şiirini okumak isteyeyim, son bir sohbetke. Çünkü şimdi ondan önce ben sizin programınızına baktım. Elmas Hanım çıktı, Roland Osmanov maşallah deymen bizim insanlarımızga. Çünkü böyle cesurlikmen açıktan açık böyle şeylerini aytkanına elbette tek men başımna egeymen.
Yakında birçok İdris Asani'nin şiirlerini okudum ve gerçek bu 4 günün içinde bir şiir daima aklımda duraydı. O şiir sanki bugünkü konunu ve bugünkü olayların içinde yaşayan bir şiirdir. Ama İdris Asani'ni bilirsiniz, o bizim milli hareketçimiz, bir cesur insan ve efsane milli hareketçilerden birisidir. Bu şiirini 2000 yılında yazgan şiiridir. Bakınız, 20 ne kadar 11 yıl geçti ama bu şiir bugüne kadar öyle aktüel. Şiirin adı "Ey yiğitler cesur olunuz." Ey yiğitler cesur olun, kokla olman yat kolunda. Düşman şeytan tuzağına kureşken halk uğrunda. Arslanlarga korku vermez, yol yakkan urgen itler. Bizge örnek Numan Hamdi gibi eren em şehitler. Ey yiğitler, cesur olun. Nege gerek boş söz bizge. Yurt uğrunda kureş bugün, boyun borcu hepimizge. Her nefeste millet hakkı. Olmalıdır en mukaddes vatanım dep kureşken, yiğit insan korku bilmez. Lanet olsun kureşim dep, os nefese satılganға, düşmanlarını sevindirip, kardeşlerini aytılganda. Ey yiğitler, yiğit demek ak niyetin kaytmaganlarga, men geminin kurtarardım dep, çetten forsa satkanlarga. Ey çoralar, arslanlar olun. Arslan edi dedelerimiz. Dedeler de evlat borcum ana yurtka biz tolermiz. Gerçek bu şiirin her sözünde bugünkü olgan vakıyalar ve olaylardır. Gerçek bizim yiğitlerimiz cesur olacak ve kaydi yalanlar, sahte şeyler ortaya çıkmasalar da onlar dik duracaklar ve böyle sözlerмен özlerin ruhlarını көтерecekler. Ранет Hocam, yani için mına asırlar boyu bizim milletimizge repressiyalar yapılan, mına tarihimizin nasıl devrini almasak, her bir devirde biz repressiyalarga uğrayız. Bilesizim, yakında böyle şey geldi aklıma, neden de bizim milletimiz o kadar Türk dünyasında tek bizim halkımız daima sanki bu sistemalarga uygun gelmegen bir halktır. Elbette bizim yaşagan yerimiz, cennet yerimiz Kırım, belki de bu stratejik tarafından, ama bizim milletimizin bu sistema siyasi ya da politika milleti dep etti. Onun için bizim milletimiz ne kadar biz ziyalarımız, sanat insanlarımız ne kadar medeniyetke çalışsak ya da ekimlik etsek, ocalık etsek, ama o kadar biz bu siyasetin içinde oturamız. Belki de bizim nasıl geniş böyle bakışlarımız ve elbette 1783 yıldan sonra bizim devletçiliğimiz kolumuzdan ketken sonra bu duygu nesilden nesilge böyle etip dağıldı ve biz daima kureştemiz. Biz ana vatanımızını kaytarmağa isteyimiz. Tekrar da onun sahibi olarak çıkmağa. O yüzden biz böyle aldamız. Bu benim düşüncelerim. Elbette onun içinde daha çok şeyler var. Ama bizim milletimiz bu Türk dünya halkların, milletlerin içinde elbette zeka bir insanımız, akıllı insanımız ve bizim biz adaletli insanımız. Çünkü
adalet bizim daima bir böyle yıldızımız ve adalet yolunda ışığımızı tutamız. Çoğumuz, onu aytayım. Ben tek bir insanlarını demeyeyim ama çoğusu adalet. Bir yalancı Kırım Tatarını elbette ben de görmedim. Vardır ama o başka. Ama bu yolda biz adalet ve elbette hakkımızı tekrar kaytarmağa hakkımız için daima biz özümüzü kuryaşırmız bu yolda. Ранета Уджа Кенеде тарихымыз хакында сезне лаф этмек истем. Bizim зиялыларымыз, bir çok insanlar, millet için bir çok şeyler yapgan, yazgan, bizler için asabалыгымызны kaldırgan insanlar, onlar hepsi pek yaş, genç vaxtda kettiler, 32 yaşında, 40 yaşında, hepsi bu siyasetten. Kimlerini faaliyetlerini ayrıca hayat etmege mümkün? Elbette bu biz şimdi men tek bu 20. asırın olaylarını aytayım çünkü o kadar bugünkü bizim durumumuzman ve bizge etken hareketlerмен o kadar benzi. Birinciden ne aytayım? O vakit bizim ziyalarımız elbette bu represiya maşınanın altına düştü ve bek ilginç 58. madde. Elbette Sovet hükümetin bu mahkeme maddesi. Onu böyle etip araştırıp çıkkanda pek şaşırdım, onu aytayım. Çünkü ben şimdi onu Rusça okuyayım. Ne demek 58. madde? Террористические акты, направленные против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, наказание аналогично статье 58.2. Ne diyeyim? Elbette bugün de aynı şeyini biz yaşayamız. Bir şey değişmedi. Sovet hükümetinde teröristik aksiyalarda bizim halkımızı daima böyle etip üstümüzden cinayet olarak gösterdi. Bugün de aynı şey. Elbette onların arasında pek çok ziyalar ve ziyalarını görgende korktular. Çünkü elbette ziya insanlar o kadar çok olsa millet, halk güçlü olar. Şimdi pek ilginç bir şey geliyor. 1937 yılda, 38. yılda böyle NKVD organların tarafından çıkararlar şimdi ben özümden yazdım, Tatar dilinde nasıl olacak? Millet kontra-inkılap terör merkezleri. Ve onların başında bir inkılap, bu merkezin başında Tora Bekir Çobanzade, ikinci merkezin başında Tora Osman Akçokraklı. Bakınız, iki grupaga bizni da bölerler ve içinde olgan insanlar, bilemiz 17. April günü 38. yılında 40'a yakın bizim Kırım Tatar ziyalarımız kurşunga dizildi ve bu maddeyle elbette antiteröristik ya da nasıl kontra-inkılap hareketler için böyle edip devlet haini olarak lagap koyuldu ya da anti-Sovet unsuru deyip ya da nasıl Sovet hükümetin karşı durgan insanlar. Elbette bu insanlar o kadar faaliyetliydi Milli Firka. Milli Firka teşkilatını biz bütün tarihini okusak ve onun nasıl aytayım duyguları, onların mefkuresi, onların hedefi neden Milli Firka deyip çıkar. Milli Firka esas Kırım Tatar toplumunu
Kırım Tatar medeniyetini, Kırım Tatar tahsilini, Kırım Tatar sanayini inkişaf edip ve Kırım Tatar halkını elbette okutmak, onlarını böyle modern ya da zemanevi yollara bizim toplumumuzu elbette kotermek. Ve Numan Çelebici Han'ın 17. yılda başlayan hareketleri elbette birinci Kırım Tatar Kırım Cumhuriyeti'ni kurmak için ve onun niyetleri Milli Firkanın elbette anayasasına kırıyor. Da aytmak gerek, Milli Firka başlanganda neden onlar korktular Milli Firkadan? Milli Firka başlanganda elbette o başta elbette bu inkılap rüzgarı ile bu değişmeler yavaş yavaş onun içerisinde bizim ziyalarımız, aydınlarımız kırıp başlaganda Bekir Çobanzade, Osman Akçokraklı, Hüseyin Badaninski, Cafer Sidamet, o sonradaki tamamen Kırım'da kalganlar, Reşat Rifatov, Yagya Butlu, Yakup Zeki Mustafa, Abdullah Latifzade, İsmail Lumanov, bakınız ne kadar adlar ve onlar epeyleri okuyan insanlar idi. Birisi hekim, birisi hoca, birisi bilim insanı, birisi ressam. Ve yavaş yavaş bu milli firkanın içine milli duygular geldi, milli mefkureler geldi. İnsanlar anladılar. Esas o milletimizini, kimliğimizni daha çok kuvvetleştirmek ve onu sağlam etmesini. Ve elbette o zaman Sovet hükümeti öyle hareketlerini kurgan sonra yavaş yavaş bu bizim ziyalarımızga birinci elbette saldırı oldu 1928 yılda ve ona aytmak gerek ve Sovet hükümetinden komünistlerini birinciden kurşunga dizdiler Veli İbrahimov ve onun yanında olan insanlarına. İkinci ise bu 36-38 yılda olan represiyalar. Bek bugünkü günlerge bek benzeyen, bek nasıl paralel olarak gitti. Evet, da onu araştırmak gerek. Neden de böyle şey ama bence o benim tek nasıl aytayım duygularım değil, bakışlarım bizim devletçiliğimiz yok ve biz devletsiz olgaçı biz daima böyle meselede kalacağız ve daha başka bir şey elbette şimdi bizim men onlarni kahraman deymen çünkü bu üç bizim yigitlerimiz onlar ne olsa da onların üstüne baskı ettiler işte mecburi onlar cinayetini üstlerine aldı ama ona biz bakmayacağız. Esas onların bugünkü olan olayların içinde bu millet için ve bizim sesimizni çıkarmak için bütün dünyaya elbette bek tasavvurlu şey oldu ve bence bütün dünya bugün öyle şey bizim ıhrımızga dikkat çekiyor elbette belki de biz bazı vakit aytamiz o bize birev bakmayın niçin ama yazışamam bunu Facebook'ta ve çeşit yerlerden bana gele ve inanılmaz. Ben bugün sabah Moskova'da yaşayan bizim bir bilim insanımız Ahmet Volodarski gerçek ben şaşırdım onu keçesi dinledim o saat 2'de böyle video çıkardı ve o kadar objektif ve gerçekten bütün acı duygularını bu meselede ayıttı ve ona aytayım elbette Ukrayna'dan yazarlar, Türkiye'den, Amerika'dan, Romanya'dan ve bizim halkımızı daima üstümüzge bir böyle etip lagap takmaga çalışalar. Bu aytamam bizim ziyalarımızı
üstünde hain деп çıkardılar. 1944 yılında çıkardılar böyle bütün halk hain деп. Son bizim milli hareketçilerimizin elbette olarına disident olarak ya da tekrar da Sovet rejimine karşı turgan hainler olarak çıkardılar ve ne kadar insanlar hapiste kaldı ve birileri sağ kaldı, birileri hasta kaldı ve bugünkü olgan şey diversiya degende o çok şaşıracak şey. Kırım Tatar insanı iç Kırım'a zarar getirmez. Bizim halkımız daima yaratıcı halk. O bargan yerge ev kurar, bahçe besler, bala ostrer. Bakınız bizim Kırım Tatar tarihimizini biz baksak, kayerge barmasak da her yerde yaşayış var. Elbette bizim halkımızın 44. yılında surgun ettiler. Birileri Rusya'ya düştü, işte Sibirya'a, birisi Uzbekistan'a, Kazakistan'a ve halkımız ona bakmadan her Kırım Tatar insanın evi var idi, bahçesi var idi, kvartirası var idi ve maddi taraftan biraz korçalılı idi. Ve ne kadar beslengen bahçeler kaldırdı. Kırım'da Uzbekistan'ı biz bırakıp taşlap Kırım'a kayıttık. Ve tekrar Kırım'da biz sanki ana kuştay, Feniks kuştay biz tekrar uzunumuzni tırtbege çalıştık. 90. yıllarımızın alayık. Tekrar biz evlerimizni kurup başladık. Bomboş yerlerde. Akça yok o zaman. Ve nasıl öyle Kırım Tatar özün toprağına ziyan getirir? Birisi olmaz. Onu düşünmek gerek çünkü diversiya degende bunda gerçek pek uyumsuz Kırım Tatar'a uyumsuz bir maddedir. Men böyle nasıl bağışta turamın, o benim sözüm, men Facebook'ta da onu paylaştım çünkü Kırım Tatar Kırım'ı o kadar sever ve Kırım'a bir zarar, şiddet getirmeye hiç aklına gelmez. Onu yaşatmağa. Çünkü Kırım Tatarlardan başka toprağı yok. O Kırım'dır. Ve Kırım'ı sever başkatan. Ve Kırım'ı sevgen, o kadar derin sevgen tek Kırım Tatarlardır. Bilmeyeyim. Benim belki de biraz karşı kayıttım. Çok böyle heyecanlanamam çünkü aytamam dörtküde belli böyle bir sanki dumanda yaşayımız ve daima düşünesin bu insanlarga ve elbette bizim yigitlerimizge sabır bersin, kuch bersin ve Kırım Tatarlığını elbette olar bugünge kadar boylatып turgan olsalar hiç öйтмасlar. Раниза hocam, çok sağ olunuz böyle meraklı sohbet için, böyle güzel siz gösterdiniz nasıl bolşevikler zamanı olgan edi. Ve fikrinizge göre, mana olgan vaziyette Kırım Tatarlığını özümüzni nasıl korçalamak gerekmiz? Bu duygunu joymamak nasıl etip, neler yapmak gerekmiz? Neler yapmak gerek? Birinciden unutmayık biz Kırım Tatarmız. Elbette şimdi tekrar til meselesini ya da edebiyat tarihimizni bilecekmiz. Badaninski demiş bu Milli Firkan azası olap kirgende ve sonra da bu Han Sarayın Müzesi'nin müdürü olganda elbette etnografiya böyle etti. Kureşmek için men öz tarihimni da derin ve güzel bilecekmen. Çünkü men bu tarihni da yaşatacakman. Onun için biz tarihimizni bilmesek, böyle mankurtlar da çıkar ve öz halkına karşı çıkan insanlar da çıkar ortaya ve
Оны тек жахиллер айтар деймін. Жайыл инсан дайыма қарсы тұрар. Оқыған инсан, тарихымызны білген инсан hiç böyle şeylerini etmez. Onun için çokça okunuz, bizim milletimizge böyle müracaatman çıkamın. Okunuz, kaysı tilde olsa, Rus tilinde olsa, Kırım Tatar tilinde olsa mı, Türk tilinde, İngiliz tilinde, kaysı tilde olsa bizim tarihimizni yaxşı, derin bilmege hareket etiniz. Çok sağ olun Ранет hocam. Sağ olunuz böyle meraklı söhbet için, böyle meraklı fikirlerden paylaşkanınız için. Biz sizge can yürekten minnettarmız, saygılı teleseyircilerimiz. Bu bölümünü yekunlayımız bir haç dahadan biz sizlerden bu stüdyada tekrar görüşürüz. Bizle olunuz. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Сем Дефне Еленас, мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөл торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim men akçın. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Eşitesiniz mi? Meni unuttınız mı? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım.
Tekrar selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz ve biz yayınımızga koşulganlarını tekrar selamlayımız ve bu günler devamında bizler Kırımda yüz bergen baskılarga yayınlarımızı bağışlayımız ve olgan kergin vaziyetini bu studiyada muzakere etemiz ve malum olganını gibi mına 4 gün evvel Meclisinin birinci muavinini Nariman Ağa Cilal'ını kabaatladılar. Ona sanki diversiya yapkanını kabaatlaylar. Bundan da gayrı bizim vatansever evlatlarımızını bu aziz ve asan Ahtemovalarını onlarını da kabaatlaylar. Ne on mahkeme olup geçti ve ben sizlerge teklif ettim Nariman Ağamızın nutkını dinlemege keliniz seyreteyik. Во-первых, очень большая благодарность всем, кто за меня и за ребят переживает. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что обвинения абсолютно ложные, связаны с моей журналистской и публичной политической деятельностью. И это еще раз доказывает правоту того, чем я занимался, и не только я. Вот. Всем передаю большой привет. У меня все в порядке. Держусь. Справедливость все равно восторжествует. И обязательно друг друга поддерживать. Saygılı vatandaşlarımız, keliniz pervasız kalmayıq, bizim vatandaşlarımızga kol tutayıq. Onlar hepimiz, onlar hepsi Kırım için kureşeler, Kırım'ın serbestligi için kureşeler ve Nariman ağamızın faaliyetini herkes bile, herkes tanıy, ne kadar o milletini kaygıraydı, ne kadar gençlerimizini kaygıraydı ve Nariman ağamız güzel leyhalar yapmağa daima tırışaydı. Onlarının birini seyretmege teklif ettim. Одни говорят: «Эй, вы что, в Крыму совсем хвосты поджали? Боитесь показать свое несогласие? Миритесь с несправедливостью, молчите, когда нужно говорить. Скоро мир поверит в то, что крымские татары довольны нынешней жизнью. Восторгаются тавридой, развивают новый бизнес, торжественно провожают детей служить в российскую армию, устраивают концерты и ярмарки». Им отвечают: «Вы сбежали и уже не понимаете, каково это жить сегодня в Крыму. Каково это ждать, что к тебе рано утром в дом начнут ломиться вооруженные люди. За честное слово могут уволить с работы, разрушить бизнес, посадить в тюрьму. Вы не можете указывать, как нам здесь жить. Вот вернитесь и сами делайте то, чего ждете от нас». И этот диалог повторяется изо дня в день, из года в год. Он легко увлекает нас. Стороны находят новые аргументы в свою защиту, десятки лайков, репосты и комментарии. Мы без сожаления бьем болевые точки друг друга, обвиняя кого в трусости, а кого в бегстве. Но большинство из нас боится признать, что наш оппонент в этом споре может быть и прав. Ведь то, что наш собеседник живет в иных обстоятельствах, не подвергнут нашим рискам, но и не имеет наших возможностей, не делает его автоматически неправым. Не стоит забывать, что мы, по обе стороны, адаптируемся к обстоятельствам. Мы перестаем замечать уродство, проникающее в нашу жизнь, остро реагировать на него, начинаем принимать его как норму жизни. Соглашаемся на общество недостойных людей, лицемеров и лжецов. Более того, нас к этому активно подталкивают, стирая моральные границы и поощряя предательство собственных убеждений. Мы позволяем себе насмехаться над слабостью другого, даже не попытавшись узнать ее причину. Мы начали радоваться неудачам и ошибкам друг друга, лишь бы оказаться правыми. И окрик со стороны вполне может помочь осознать нам, что мы стоим не на твердой земле, а стремительно погружаемся в трясину. Не стоит забывать ставить себя на место тех, к кому мы так категорично апеллируем. В своей погоне доказать правоту мы можем окончательно разорвать связующие нас нити, чего и добиваются наши недруги. Гораздо правильным и полезным было бы использовать возможности друг друга. То, чего не можете вы, могут они. То, чего нет у них, есть у вас. Нам давно пора научиться достигать синергии.
умножать наши возможности и энергию. Но для этого необходимо научиться вести правильный диалог. Нариман ағамыздың әрбір чықышы ешкім сені первасыз қалдырмай. Ве біздернен жанлы бағымызда халқымыздың севімлі актрисасы Луиза ханым Усейн. Селам алейкум, Луиза ханым. Алейкум селям, Эльмаз ханым. Луиза ханым, мұна біз 4 күн ішінде қасиветлерді яшаймыз. Я мұна сызны насыл дұйғылар қаплап ала? Pek kederlendim, pek kederli desem, bu bir şey demek, dememek demek. Yani söz bile yetişmeyi bu duygularımı aytmak için. Bilesiniz mi? Yüreğim o kadar sızlay, ağlay ki bütün dünyaca çırmak isteyim bu zulümler, bu cinayetlik ne vakit bitecek de ne vakit, ne için bizim halkımızda o kadar zulümler kene yaparlar. De bütün dünyaca çırmak isteyim. Ama özünüz bilesiz endi, hepimiz nasıl diyeyim, korku vaziyette bulunamız. Doğrusunu aytsam. Луиза ханым, Нариман ағамызмен насыл ве не вақыт таныш oldunuz? Нариман ағамен мен en azı bir 10 yıl kadar endi tanışım. Birinci onu ne vakit көрген едім, таныш olgan edim. Bu evet ATR'de. Bu vaxtları ATR'de o nasıldı bir program alıp baraydı. Men ise o vaxtları pek çok katnaydım bu seslendiruvge, yani filmlerini ve multfilmlerini seslendiruvine dubляж etmek için. Bu vaxtları işte her vakit geçkende illa bir selam, güler yüzlü böyle pek adam, evet birbirimizni tanıyorduk. Ama böyle yakınca tanış olduk. Biraz sonra bu Nariman Bey her vakit bu medeniyet ile bağlı ballar için bu yarışlar geçirildi. Bu belek ya da ufak ballar için şiir okuyorlar ular Köbelek yarışında. Meni jüri olarak anda davet etken ettiler. Sonra bir zamanda var eken, bir zamanda yok eken. Anda masallar, balalar için masallar sanalaştıraydık. Anda da men iştirak etken edim. O vaxtları biz yakınca tanış olduk. Ve elbette men her vakit Nariman Bey'e bakanda nasıl diyeyim, bu yüreğim daima gurur dolaydı. Böyle insanlar bizim halkımızda olgan nazimanevi siyasetçiler, vatanperver, ferasetli, akıllı, bilgili insan olganı, ziyalı, o her vakit pek münevver bir insandır. Ve o kadar merhametli ki sanki onun karşısında yanında bulunganda onun merhametlik nuru sanki saçaydı her vakit. Onun yanında bulunmak büyük bir şereftir. Böyle insan elbette o daima hakikatli ve adaletli insan olan bu yıllar arasında o çok büyük bir hürmet kazandı. Ve halk gerçekten de ve Kur'an'dası da aynı böyle Kur'an'dası nümunevi bir halkımızda nümunevi bir Kur'an'da acayip Umur kardeşi Liviza hanım, onun balacıkları, kızçıklarının şahsen ben tanıyım işte, onlar da iştirak etken ettiler, şiirler okugan ettiler, pek terbiyeli bir Kur'an'da. Onun için yüreğim elbet o kadar dolu mına bu pek elbet hasivet ettim. Ana babalarına büyük bir sabırlar versin ki şimdi nasıl duygular hissetken ben tek tasavvur ettim işte. Луиза ханым, ve aslında milli hareketimizni alsak,
Нариман ағамыздың милли әрекетімізде рөлі мына соңғы yılları ve şimdi диверсия сөзі бар. Мына bu ақында не айтарсınız? Білесіңіз ме, bu диверсия ve Nariman Cilal деген sözler, олар içte birbirlerine asıl bu yalan, bu bütünlüğü yalan. İçte kelişmeyi. Hem başka tarafı men aytmak isteyeyim. Tekaran milli hareketini, bizim Kırım Tatar milli hareketini bilgen insanlar böyle yalanlar uydurmaz ediler. Bizim milli hareketimiz bir vakit böyle usullarga bir türlü alakaları yok edi. Bir türlü öyle usullarla uğraşmaydılar. Bunu bilmeyeyim asıl hiç gelişmeyen şey. Daima bizim milli hareketimiz her vakit başka böyle kanuni boyunca usullar tapaydı. Ve Nariman Cilal her vakit aytam da ferasetli, böyle akıllı ve öz düşüngenini daima anlattıraydı, aytaydı, hakikatini aytaydı. O men böyle şeyler yapkanına hiç de inanmayayım. Bu bütünlüğü yalan. Ve bugün bakınız mına dünya boyunca bizim diasporalarımız ve bizler ne yapmak gerekmiş? Ukrayna'dan ne beklemek gerek? Mına sizin fikirleriniz nasıl olur? Bütün dünyaca endi Allah'ıma Kore'ye başladılar tekrar hareket etmeye verişler malumatlar öyle çıkar ama menimce daha mürekkepleştirmek gerek, daha ziyade yapmak gerek, böyle aytmak gerek, bütün dünyaca aytmak gerek. Bilmeyeyim ben de ama hepimiz anlayımız nasıl hükümet bunlar sanki dersin mahsus böyle en korumlu, en hürmet etken insanımızı haplap aldılar da ve nasıl maksatla bu işini yapkanlarını hep anlayımız. Çoksa anlayıp ben bilesem. Луиза ханым, siz düşünmediniz mi? Ne için mına halkımızga daima bir nesil küreşmege mecbur? Ne için halkımız daima böyle küreşte, represiyalarda yaşay? Bu endi tarihimizge eğer bizim halkımızın tarih boyunca baksak, bu endi kitap endi asırlar devamında devam etti. Ama sonu ne vakit olacağını evet pek umut ettim. Bir gün gelir inşallah. Bitecek böyle günler. Biz öz ana vatanımızda serbest, öz ana vatanımızın sahibi olmak isteyimiz. Bizge ise daima buna karşı çıkan insanlar, devletler var. Bu sebepten ben bilesem buna böyle bir bizge zulüm, bizim halkımız daima öyle bir zulümler görüyor. Ve da bir evlatlarımız, onların bilesizim, yakınları, dostları bu evlatlar hakkında hepsi ayta. Aziz ve Hasan Ahtemovlar, onlarını da xabatlaylar. Ve aslında onların ailelerine nasıl destek sözlerini aytar ediniz bana ana olarak? Pek ahır men anlayayım ki bu ana babalar şimdi nasıl duygular, nasıl vaziyette olganını endi elbette kol tutmak, onlara destek etmek çok niyetlenim ve nasıl sözler aytmak gerek olganını endi biz toxtamay öz-özümizge daima sabır dep aytıp oturamız ama bu bizim sabırımızın ne tübü tamırı görünüyor, o kadar terin ki
bilmeyeyim da ne kadar vakit sabır etmek, ne kadar da imkanımız olacak da sabır etmeye. Sabır etmek gerek evet. Çünkü biliyorsunuz mu adalet ve hakikat, ben eminim adalet ve hakikat bizim tarafta. Bu kara günler geçir inşallah. Aydın böyle aydın bir günler gelir. Ben işte bu umut ve işançtan kesmeyeyim. Çünkü bu aynı bu duygular bana ruhtan beni çürmeler, ruhtan kesmeler diyen ruhtan düşmeyeyim sonra. Pek inanam, işanam tezden öyle bir aydın günler gelir. Luiza Hanım ve bizim buna icadi insanlardan, bizim şairlerimizden biz daima kuch alamız, daima ilham alamız. Onların icatları bizge daima tesir etti. Bugün bizler için bir şeyler okur ediniz mi? Şakir Selim, Yunus Kandım bu her vakit çoktan indi bu benim sevimli şairlerimdendir. Onların şiirlerini çok okudum. Bugün gene de bir okugan edim bu şiirini televizyonda ama gene de tekrar edip okumak isteyeyim. Çünkü bu şiir Yunus Kandım 90. senesi yazgan şiirler. Yürekке pervasız kimseni kaldırmayı birinci de ve ular şimdi de sanki bana bugün yazılgan bir şiirler. Ve tesir etti. Daima yürekке pek tesir etti. Sevim bu şiirini, onun için bugün gene de bu şiirini okumak isteyeyim sizge. Buyurunuz. Yunus Kandım. Amin ya Rabbi. Ateşini yaksan beni, ateşini yanayım. Kara gülge döneyim ben, atsız işsiz kalayım. Neslimni kurut Rabbim, dünyadan yok olayım. Tek sağ kalsın doğan yurtum, aman kalsın Kırım'ım. Amin ya Rabbi. Aman kalsın yurtum mankurt olgan oğul kızımdan. Aman kalsın yurtum haçtan, ecel taşlı yıldızdan. Zahiresi urluğunu yok edecek yazıdan. Aman kalsın doğan yurtum. Aman kalsın Kırım'ım. Amin ya Rabbim. Aman kalsın yurtum vahşi ahmaklarının şerinden, yırtıcılar pancasından, yılanlarının zehrinden, kelmeşekler melunlarının kanlı bıçak kahrından. Aman kalsın doğan yurtum, aman kalsın Kırım'ım. Amin ya Rabbi. Köprülerini yaktım. Endi köprü yoktur artımda. Atlar kişney, meydan yana, yuku yoktur Kırım'da. Halkım kaldı Kamaçav'da, vatan kaldı sarımda. Aman kaldır vatanımını, aman kaldır Kırım'ını. Amin ya Rabbim. Amin ya Rabbim. Amin ya Rabbim. Çok sağ olunuz Luiza Hanım. Sağ olunuz böyle tesirli şiir için ve milletimizge, halkımızga nasıl tilekleriniz olur muna bu ağır günlerde ne etmeye ister ediniz?
Ve bilesiz, дача халқымызға первасыз insanlarga. Mana bilesiz, Facebook'nu mana açkanda meni bir çok şeyler elbette taciplendiре. Ve mana bizim Kırım Tatar kızlarımız çıkalar o kanallarga, bilmeyim siz gördünüz, görmediniz. Öyle haberlerini aytalar. Ve nasıl bu kımның evlatları elbette men özüme Akılga sığman şeyler öyle mi? Men de aslında aklıma sığdıramayım bu şeylerini. Bugün biz o kadar halk olarak biz gene de birlikte kuvvet deyimiz, daima birlikte kuvvet. Bu anlap olamayım bu bazı birler kayda okudular da kayda terbiye aldılar. Ne için böyle pervasız kalalar? Men bu şeyge taciplenim ve aytam da ne aytacağını da bilmeysin. Men özüm balalıktan, yaşlımdan daima nasıl vatan duygularım pek büyük edi. Vatanға sevgi men ana sütünden aşıladılar. Onun için men bu şeylerini anlap olamayım. Aklıma sığdırıp olamayım. Ve halkımıza aytmak isteyeyim ki biz bu ana vatanımızda o kadar zulümler geçirip biz ana vatanımıza kayıttık da şimdi gene de egiltip boynumuzni egiltmek gerekmiz mi? Ya da umumen bu Kırım Tatar olganımızını duymak gerekmiz mi? Ya da Kırım Tatar olganımızını unutmak gerekmiz mi? Pervasız olmayık cemaat. Böyle vakıalar olganda, böyle vaziyette halk alganda daima halkımız birleşiydi. Onun için şimdi de daima pervasız olmaya birleşmek gerekmiz. Biz tek bir maksatmen düşünmek gerekmiz, hem de hareket etmek gerekmiz. Menimce böyle. Ama pervasız olmayan vatandaşlarıma elbette aytmak isteyeyim. Umuttan, kene tekrar edip aytam ki umut ve işançtan kesilmeyik. Ruhtan düşmeyik. İnşallah çünkü adalet ve hakikat bizden beraber, bizden ile. Çok sağ olun Luiza Hanım. Sizin desteğiniz için, böyle mana bizge öyle güzel çıkış yapkanınız için, korkmaganınız için, bilesizin bizim halkımız ne içindir çok sular korkmağa da başladılar. Çok sağ olun sizge. Biz sizge can yürekten minnettarmız. Sağ olun Luiza Hanım. Hayırlı haberlerle birbirimizge daima. Elbette ki biz hepimiz... Evet Luiza Hanım. Aytınız sonki sözünü. Aytam da birbirimizge daima hayırlı haberlerle böyle bir vakıalar, böyle bir zamanlar gelsin ki daima birbirimizge hayırlı haberlerle. Biz de umut ettiğimiz şanç dolu yüreklerimiz. İnşallah. Çok sağ olun Luiza Hanım. Sağ olun. Can yürekten. Sağ olun. Eminim. Sağ Sayıklı teleseyircilerimiz, biz ise yayınımızda devam etemiz ve men de fırsatdan faydalanıp bizim yayınlarımızga koşulgan bütün vatandaşlarımızga samimi teşekkürlerini bildirmege isteyim. Birçok insanlar çıkıp olamaylar, bugün aytalar, bağışlanız deyler. Ama mana çıkan vatandaşlarımızga pek minnettarmız. Böyle alda biz birlik olmak gerekmiz ve bir şeye bakmadan bir nabız altında olmalımız ve aslında kim öz fikirlerini bildirmege istese Viber'ge yazınız. Biz sizlerini dinleyerek ve herkesge söz vererek ve tek böyle etip biz birlik olup biz ile maksadımızga erişerimiz ve şimdi içtimaiyalarda endi peyda oldu bizim vatandaşlarımızna aziz ve asan Ahtem avalarına onlar iki doğmuş kardeş olalar ve onlar bugün sanki bu diversiyanı yapkanını ayttılar ama biz göremiz mana mahkemede gördük nasıl alda bu ballar onlar hatta adliyecilerini kabul etmediler. Biz göremiz ki onların betlerini kapattılar. Bütün bu şeylerini şimdi sizge seyretmege teklif edeyim.
Меня зовут Ахтемов Асан Исламович, 1989 года рождения. Добрались мы до Херсона на простом рейсовом автобусе. Оплатили проезд, пересекли спокойно границу. Нам сказали, что хотят вот так сделать плохую вещь с газовой трубой, подорвать газовую трубу. В селе Перевальном, в квартире, они нам показали взрывное устройство. Рассказали про него, как им пользоваться. Устройство должно было сработать в течение 4-5 часов. Позже я был на работе, и в часов 12 дня мне опять же позвонил Саид и сказал, все сработало. Сказал, что там куча людей и ищут неизвестных. Просьбы с их стороны были удалить все переписки. И когда сказали, когда вы будете ехать туда, оставьте телефоны дома. Я Азиз Ахтемов Азиз Эскендерович, 1996 года рождения. Спустя где-то 2-3 недели они нам отправляют это взрывающее средство. После этого где-то в конце июля нам приходит сообщение, отправили координаты. Газовой трубы находится в Перевальном. К приезду мы оставили машину под мостом, где до цели оставалось 100 метров. Мана біз көрдіміз, олар біздің евлятларымыз азаплар чекіп, бұны айттылар. Мен режиссерларға теклиф етем, оларны таныған инсанларны шымды қоймаға, оларны білген инсанлар, aslında bütün onların bilgen insanlar buna inanmaylar ve şimdi Elmas Kırımlı'nın izahatını dinlemeye teklif ettim. Асан менің yakın sadık dostum. İnsafı, merhametli, vatanperver insan. Kırım'ını pek sevi, halkımızını pek sevi. Eğer yardım gerek olsa, қол tutmağa hazır. Азизны да таныйм. Азиз Асанның қардашы. Пек юваш, vatanperver оғлан. Я знаю, что Асан и Азиз никогда не отказались бы добровольно от своих адвокатов. Асан и Азиз никогда не опустили голову. Но вчера, когда их выводили из автомобиля в здание Киевского суда, где проходило заседание, у них были опущены головы. Они очень подавлены. То, что к ним применялись пытки, это не мои предположения. Я знаю, что так и было. Я знаю, что они добровольно никогда бы себя не оговорили. Я знаю, что они никогда бы не отказались от своих адвокатов. Я знаю, что они бы никогда не подписали Elmas Kırımlı'nın izatı olğan edi. Şimdi bizlerden Amerika Birleşik Devletlerinden, New York'tan bizim vatandaşlarımız, bu Tacikistan'da nam kazangan artist Zulfira Osmanova ve Koy Hocalık ilimlerin namzeti Ulker Osmanov kendiniz onlarına selamlayık. Selam aleyküm. Алейкум селям. Мына сіздің сағылыңыз біздерінен бағланғаныңыз үшін, біздерге бүгін дестек көстергеніңіз үшін, Зульфира ханым Улкербей, мына олған вазиетке насыл қимет кесер едіңіз? Мы считаем, что то, что сейчас происходит в Крыму с крымско-татарским народом, это прямое продолжение геноцида 18 мая 1944 года. Сейчас они, может быть, и с радостью бы выселили опять татар, но уже времена изменились. Уже весь мир знает о крымских татарах, об их проблемах, и он станет на защиту. Поэтому они усиливают репрессии по всяким надуманным причинам.
чтобы как можно больше татар выехало, убежало из Крыма. Но, слава Аллаху, говорится, народ стоит, народ живет. На своей земле. На своей земле существует такое системное неприятие нового режима среди крымских татар. Практически среди всех крымских татар. И они это понимают, и поэтому борются с татарами, преследуют, репрессируют. И причина, мне кажется, знаете, вот историческая такая причина есть. Ведь многие, если взять историю средних веков, сотни лет Московское княжество, Московия платила дань крымскому хану. Крымские татары сжигали Москву. И вот эта вот злость у них сидит по отношению к нашему народу. В 1956 году все народы вернули на их родину, а крымские татары остались в Средней Азии. И вот в этом, мне кажется, причина вот этих вот непрекращающихся репрессий. Они понимают, что татары не принимают их, никогда не согласятся с этой агрессией. И поэтому, соответственно, вот такое давление на весь народ, на лидеров, на всех активистов. Вот такое наше мнение. А Зуфира Ханум, что вы бы добавили? Ну, во-первых, я очень в таком трансе, в таком состоянии, что вот это все случилось. Это эти ребята, это дети, которые очень активно участие принимают в том, что они любят родину свою, в том, что они защищают наши права. Они ничего бесправного не делают. И тоже наш лидер Нариман Джилял тоже. Мы вот часто смотрели по телевизору, мы его близко не знаем, только видели, что он всегда очень грамотно, очень правильно, тактично, без всякого нашего нажима. Он говорил всегда об этом. И что вот так вот сейчас с ними это случилось, и вообще уже давно это все продолжается. С 2014 года это все продолжается. И нас это очень-очень все волнует, и мы просто, вот честно, даже ночи не спим, переживаем за то, что происходит сейчас в Крыму. Мы ни с чем с этим, ни с чем абсолютно не согласны. Мы считаем, что наш народ недостоин такого отношения к нам, недостоин такого отношения к нашим лидерам, к нашему... Вот сейчас вот эта крымская платформа, мы так обрадовались, что есть защитники, приехало столько народу, столько лидеров других стран, и они поддерживают то, что несправедливость происходит с нашим народом, и то, что сейчас с нашими детьми там происходит. Мы не согласны ни с чем с этим, абсолютно. Как вы думаете, это связано ли, вот эти усиленные репрессии, связаны ли с Крымской платформой? Да, безусловно, я думаю, что она прошла, кроме того, мало что она прошла успешно, и представители 45 стран подписались, зафиксировали свою позицию, что они считают незаконной агрессию и признают ее агрессией, незаконным актом со стороны Российской Федерации. И вот это бесит власти. Вот я бы хотел, знаете, еще добавить вот что. Вот нашему национальному движению крымско-татарскому уже больше 60 лет. И в основе национального движения лежал принцип ненасильственных действий. За все эти годы никто не пролили крымские татары ни одной капли крови, никаких диверсий, никаких терактов не было. И сейчас обвинять... Вот это у нас уже в крови стало у крымских татар. Мирным путем добиваться своих прав. И поэтому наше национальное движение завоевало такой авторитет и уважение всего мирового сообщества. Поэтому их признают, и наших лидеров, и весь наш народ, и всю проблему признает весь мир. Вот, а татар крымских и сажали в тюрьмы, и психбольницы, и голодовку держали. Преследовали как могли. Вот наши лидеры, весь наш народ, все наши лидеры выстояли в этой борьбе. И вот, казалось бы, вернулись на свою родину.
уже самое страшное позади. Но вот опять начинается новое испытание. Но мы уверены, что пережили сталинские репрессии, народ переживет и эти. Но... То есть диверсия и крымские татары — это несовместимые вещи. Несовместимые. Просто так, как крымские татары любят родину, так как крымские татары любят Крым, так ни один народ не сможет любить. И, соответственно, но это на самом деле то, что сегодня происходит, это как-то должна быть уже реакция на очень большом мировом уровне. А как бы, вот, вы никогда не задумывались, почему над нашим народом происходят постоянные репрессии? Возьмем первую аннексию Крыма, дальше большевистский режим, потом депортация, 2014 год. Почему так происходит? Я уже говорил вначале, это сидит в России такая злость на крымских татар. Обвиняли... Да, вот, и фактически Московское княжество находилось в вассальной зависимости от крымского хана, потому что сотни лет платили дань крымским ханам. Вот. И вот такая вот ненависть сохранилась на сегодняшний день. Ведь много делалось, когда мы жили все в депортации, чтобы вообще вычеркнуть из списка народов, из списка языков татарский язык и татарский народ. Все делалось для этого, но у них не получилось. Крымские татары выжили, без помощи государства вернулись на свою родину. Никто из них не стал требовать свои дома, в которых они жили. Сами, как могли в землянках, в палатках жили, мучились. Вот, наконец, построили более-менее себе сносную жизнь. Но нет, опять новые испытания. Вы знаете, вот моя мама за несколько месяцев до смерти своей, Мирьям Ибрагимова, вот она мне одну такую фразу сказала, которую я не могу забыть. Этот режим, который сейчас в России, он временный, а крымские татары — это навсегда. Вот я считаю, вот это очень правильно надо характеризует. И вот этим надо руководствоваться. Вот всем надо сплотиться, забыть все свои дрязги, мелочные всякие, никому не нужны, да. И объединиться, жить вместе, еще более чем сильнее, прежде чем быть ближе нам всем, и крепче, и верить, не терять надежду, что все в конце концов ставит на свои места. И не забывать, что мы крымские татары. Вот это Крым, это от этого и идет наше имя. Крымские татары. Вот. Ve bilesizim, men bugün bütün yayınlar devamında, bana 2 saat devamında içimden açılanan bazı bizim vatandaşlarımız, kızlar mına çıkarlar onların kanallarına ve öyle şeyler aytalar ki bana bizlerge özlerdi Kırım Tatarlar olup düşmanlık yaparlar. Bu insanlar hakkında ne aytardınız? По поводу этих программ «Миллет». То, что говорят, Вот сегодня некоторые наши соотечественницы выходят на российских каналах Меджлис называют террористической организацией. Нариман Джиляла тоже называют. Вот я не знаю, как нам реагировать, либо флешмоб начать. Это ведь крымские татарки, их бабушки прожили депортацию, их родители тоже участвовали в крымско-татарском национальном движении. Ведь они тоже вернулись тяжело в Крым, и сегодня они произносят такие слова. Я не знаю, где здесь грань между совестью твоей крымско-татарскостью? Вы знаете, у каждого человека рано или поздно в жизни наступает момент, когда ему нужно делать выбор. Как правило, это непростой выбор, как правило, это непростая ситуация. И вот, ну что же, некоторые наши соотечественники, к сожалению, в силу каких-то интересов, там, шкурных там, и так далее, непонимания. Ну как? Когда стоит сейчас на кону судьба твоего народа? Ну как? Они, к сожалению, об этом не думают. Что придет время, когда придется посмотреть в глаза своим соотечественникам. И как это они сделают, не знаю. И будет позор на них, на их детей. Это
мы им не завидуем, мы их жалеем, что это люди недостойные называться крымскими татарами. Но ведь наши соотечественники сегодня, вот 3 человека прошли через пытки. Нариман Джилял, Азиз, Асан. Мы же видим, что происходит. Они отказались от адвокатов. И как можно так выражать такое отношение к своему народу? Может быть, нам какой-то флешмоб начать? Как вы думаете, как мы должны реагировать на таких людей? Ну, знаете, мы как правило, с 2014 года вы много раз выходили на эти все мероприятия, протеста и в Организации Объединенных Наций, и перед зданием консульства российского вместе с украинскими активистами, вместе с турецкими активистами, кстати говоря. Вот. Ну, мы сейчас вот это в стадии работы, потому что здесь не так просто. Нужно согласовывать с городской властью, с полицией. Вот. И тогда получают разрешение. И после этого, безусловно, мы постараемся провести акции протеста. Нет, она здесь о другом говорит. Я имела, да, Зульфира Ханум. Зульфира Ханум, вы тогда ответьте на мой предыдущий вопрос. Я согласна, но вот опять-таки, как сказал Улькер, это надо как-то согласованно сделать, чтобы мы представители крымско-татарской диаспоры, мы не руководители. И для того, чтобы это все согласиться с тем, как вот, вы предлагаете, это надо согласовывать с нашим руководством, с нашими городскими... совсем, ну, кто стоит над нами, как сказать. Поэтому мы готовы холтутмага, мы готовы быть вместе с нашим народом. Мы никогда не четке чекльмимос. Вот это я хотела сказать. И еще относительно того, что вот сейчас было сказано о крымских татарах, о том, что мы крымские татары, и мы это не должны забывать. Мне хотелось бы прочитать одно стихотворение, если можно. Эльбетте, да, Бувернус, да. Я буду читать на татарском языке, и я думаю, что меня поймут и переведут на язык, который бы все понимали. Баш устымде долаша бір булут. Маңа дей, Крым татарлығыны сен ұнут. Yok dostum, sen bu дертні ұнут. Шу сөзлеріні хатырынде яқшы тұт. Сен не десен де, мен татар қызы, татар оғлы, татарым. O da benim iftikarım. Latif bağır rüzgarları küserse, dört taraftan acı yeller eserse, yollar, kökler, dağlar, taşlar, denizler bet çevirip yollarımı keserse, yollar aramam. Ortalıkta yaşarım ama derim, Tatar kızı, Tatar oğlu, Kırım Tatarım. Dünya batsa, derya taşsa, cagarlasa, ay güneşten korkup kaçsa, ağlasa, 7 kater, 7 kat kok birleşip tatarlığını inkar etse, saklansa, yere koku birbirine katarım, inkar etmem, inkar etmem. Kene Tatar kızı, Tatar oğlu, Kırım Tatarım. Çok sağ olun Зульфира Ханум. Sağ olunuz böyle şiirler için. Çünkü şiirler daima bizge ruh beri, gönüllerimizni kotere. Ve daha bir sualim olacak. Mana bu yıllar devamında Milli Hareketimiz hakkında ayttınız. Ama meclis mana struktura olarak, kurultay struktura olarak nasıl bir yer ala? Bugün mana meclisni terroristik deb tanıyırlar. Вы знаете, в каждом политическом движении, а национально-освободительное движение крымских татар таковым и было, в общем-то, должно быть какое-то лидерство. Вот наш меджлис, политический орган самоуправления, был законно выбран на всенародном собрании, на Курултае. На этот Курултай приглашались все политические силы, потому что там были различные течения, различные направления. Всех приглашали. Кто хотел, мог принять участие. Вот на этом Курултае выбрали меджлис.
И вот все эти годы он осуществлял политическую... Он не мог материальную помощь, там какую-то там помощь, как уже политический орган. Его задача была выработать правильную линию. И все эти годы он своей деятельностью завоевал уважение не только всего нашего народа, и во всем мире. Мы вот здесь живем, мы знаем, мы слышим. Вот вчера, например, в программе «Настоящее время» был специальный ролик, специальная программа, говорили о том, что происходит в Крыму, о репрессиях. И всегда упоминается это везде. Весь мир знает, что это за народ крымские татары. И что с ним происходит? Происходит ущемление их прав. Они не могут жить на своей родине со всеми правами. И, в общем-то, весь мир, общий, все симпатии мировые на стороне крымских татар, и все они это понимают. И в этом заслуга Меджлиса, особенно с 2014 года, когда в ужасном положении все это оказалось, и люди, которые годами сидели в этих лагерях сталинских и коммунистических лагерях, они не могут жить на своей родине. Ну, и все это понимают, это такое беззаконие. Потому что вот этот режим, этот беспримерным цинизмом попирает и международные законы, и законы своей собственной страны. Поэтому и весь мир это видит, понимаете? И этот режим теряет стыд и международное признание. Он давно его потерял, и все продолжается, это все. И поэтому очень огромная роль Меджлиса во всем этом. Да. И, кстати говоря, раз уж пришлось по вашему каналу говорить, большое спасибо АТРу, что все время держит руку на пульсе важнейших событий в Крыму. И мы вот далеко от родины живем, и мы абсолютно в курсе дела, что происходит. Большое вам всем спасибо. Это, знаете, работа АТР вселяет в нас надежду и не дает падать духом, что у нас есть родина, и рано или поздно там будем хозяевами. Мына бүгін біздің балаларымызға, мына Нариман ағамыздың айлесіне, бұндан да ғайры мына Азиз ве Асан Ахтемовларының айлелеріне, оларға шынды пек қиын, оларға не айтмаға істердіңіз ве әлбетті кемелетімізге? Ну, что им сказать? Это новое поколение небезразличных крымских татар, активистов, которые все понимают, что там шаг вправо, шаг влево, это большие неприятности будут у каждого крымского татарина. Все это понимают. И они, несмотря на это, молодежь, у них вся жизнь впереди, они, несмотря на это, были активистами, принимали участие во всех национальных мероприятиях, политических мероприятиях, насколько это возможно в условиях сегодняшнего Крыма. Особенно хочу сказать о Наримане Джеляловой. Мы, к сожалению, мы не знакомы с ним. К сожалению. Да, мы приехали сюда уже в начале 90-х годов. Но вот регулярно смотрим его выступления, мы понимаем, что это очень умный, очень мудрый человек. Он понимал, что он ходит по острию ножа, шаг вправо, шаг влево, его каждое слово проверяется там, под микроскопом. И он все это понимал, и как он умно и мудро вел себя, грамотно вел себя, и народа был, и поддерживал, все, что было в силах, все поддерживал. Вообще я хочу сказать, он представитель нашей интеллигенции, собственно говоря. Вот вы знаете, притеснение народа всегда это трагедия, да? Но особенно трагедия, когда начинается террор против представителей интеллигенции, потому что интеллигенция — это мозг народа. Они это все понимают. И убив интеллигенцию, они могут убить весь народ. Вот с чего начинались? 1937 год. Лучшие представители татарской интеллигенции погибли. Чохраклы, Ботанинский, Шевки, Бехтере. Да многие-многие были посажены в лагеря, погибли в лагерях. Возьмем 50-е годы, когда татары привезли все князи. Лучшие представители татарской интеллигенции: Сабрия Реджепова, Эшреф Шемизаде, Сейд Халиль Османов, все были в лагерях. И сейчас тоже преследуют самый умный, образованный класс татарского народа. Понимаешь, что они мозг нашего народа.
Чух сағылны, что вышли с нами на прямую связь с Нью-Йорка. Сағылмыз вам за поддержку. Бұл сізге жан жүректен миннетдармыз. Сайғылы телесерділеріміз ве жанлы бағымызда біздерінен берабер Мансур Тейфух. Селям алейкум, Мансур бей. Селям алейкум. Мансур бей, мына әлбетте ки эпіміз янамыз, анлаймыз. Ве мына Асан ве Азиз Ахтемовлар ақында не айтар едіңіз? Олар ненен оғырашайдылар? Селям алейкум. Асан ені яқшы танышым енді. 7 жылдан берлі енді Қырымда кечірілген басқы тентулер, махкемелер, vicdanı olған Қырым татарларын bu meselelerden lakayt kaldırıp olamıyorlar. Lakin yakın adamlar, dostlar bu rejimin pancasına düşkende o da pek tesir etedir. Bu sefer onların pancasına cemaat erbabı, siyasi erbabı Nariman Ağa Cilal düşken ve onların arasında yakın dostum Hasan Ahtem ve tanışım Aziz Ahtem onların pancasına düşkenler. Ve білесізім, я асылында мына олған вазиетте халқымызға насыл телеклеріні солыр. Біздер шымды не yapmak керекміз? Мына анлаймыз вазиет қиын, бұл режимде насыл телеклеріні солыр, насыл біздер әрекетлер yapmak керекміз? Şimdiki zaman elbette her Kırım Tatar birbirimize destek etmek gerekmiz. Bu böyle kanunsuz, hukuksuz şeylerden çete kalmamak gerekmez. Korantaların ve onların çare olgan kadar birbirimize kol tutmak gerekmez. Ve de hoşmak isterdim, Asan'ın çoktan tanışım, o milli hareketlerden, meselelerden uzak bir vakit kalmaydı. Ve bugün o cinayetin öz boyuna alğanı ve advokatlardan red etkenini tek bir şeyini gösteriyor. Onlarga karşı baskı yapkanını gösteriyor. Çok sağ olunuz Mansur Bey, sağ olunuz bizim yayınımızға çıqqanınız üçün. Biz sizge can yürekten minnetdarmız ve sizin destekiniz için, sizin pozisiyanız için sağ olunuz sizge aytamız. Saygılı teleseyirciler, şunu da aytmağa istem, keliniz pervasız olmayıq, halakayt olmayıq. Bugün bizim balalarımızga mektuplar yazayıq, onların ailelerini ziyaret eteyik ve imkanlarımızga kadar onlarga yardım ellerini uzatayıq. Çünkü onların vaziyetleri kıyın ama buna bakmadan onlar hepsi pek vatansever, milletsever. Mına onların faaliyetlerini görebilirsiniz. Nasıl fedakar evlatlarımız bu Aziz, Asan, Ahtemовlar, Eldar Odamanov, Şevket Usinov ve elbette ki Nariman Cilal. Keliniz onlarını unutmayıq, aytmayıq ki ayda mağa bu toxunmadı, bu öyle iş, bu öyle vaziyet, herkes böyle alda olabilir. Şunun için bu xorantalarga, onların ailelerine, onların küçük balacıkları kaldı. Onlarga hepimiz toplaşıp yardım eteyik ve böyle etip birliğimizni göstereyik ve elbette ki mına yanımızda olgan manhurtlar, pervasız insanlar bugün bizim milletimizge karşılık göstergenlerge de anlatayıq. Onların korantalarına, onların soy soplarına, eğer onların komşuları olsanız, onlarını toxtatayıq. Çünkü Rusya bunu kullanacak. Biz bir milletimiz, bizim halkımız milli hareketimizde daima bir nabız altında olgan edi ve Mına bizim balalarımız bugün o kadar azaplar çekti. Mına onlarını bugün onlar anda o kadar çekişirler ki ama bazı insanlar ekranlardan çıkarlar, böyle şeyler aytalar. Şunun için
Bunu anlap bilip первосыз olmayıq ve elbette ki birlik olayıq ve desteklerini göstermege aşıqayıq. Yayınımızı ise benim meslektaşlarım devam edecek ve bu günler devamında ve aslında bizler olğan vaziyet hakkında sizge daima hikaye edecekmiz, haber edecekmiz. Bizle olunuz. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Қартлық іч sevmейім. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейім мен. Душман олса жаныма халық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейім мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimde yürek. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзім ілек көрамайым, кемлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын, ясланам черенлері. Дүйғыларымны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka er bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Allah'ım 99 min var. Ya Rabbim Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle. Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın. Yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Добрый день, это программа «Бугунь», прямой эфир телеканала АТР, в который вы можете звонить, писать на Viber, звонить по телефону, Вайберу, Скайпу и так далее. Сегодня, 7 сентября 2021 года, мы продолжим разговор про то, что сейчас происходит в Крыму. Собственно, мы никогда его не прерываем, просто новая волна репрессий, подчеркнуто этнических, против нашего народа, против нашего лидера, одного из наших самых серьезных лидеров Наримана Джелялова, который посажен в СИЗО на 2 месяца, типа пока идет разбирательство. Вот. Поэтому мы будем говорить об этом каждый день из нашей студии, потому что ему плохо. Вот. И плохо тем, кого задержали вместе с ним, и плохо всем нам. И мы будем рассказывать об этом Украине, всему миру, и будем всегда на связи с Крымом. Я сейчас хочу, вчера же новость была уже днем, что Николай Полозов, который будет сегодня в прайме у меня, в прямом эфире, не пропустите, кстати, 21:15, Николай будет из Крыма, долго будем с ним разговаривать, задавайте ему вопросы, звоните, еще раз, 21:15, прайм канала АТР, прямой эфир, Николай Полозов сегодня вечером. А сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели его цитату вчерашнюю, что он сказал про это решение так называемого суда, а мы тем временем связываемся с Крымом. Российские власти, оккупировав Крым, продолжают последовательную системную практику репрессий в отношении, прежде всего, крымско-татарского народа, в отношении тех представителей крымско-татарского народа, которые активно заявляют о своей политической, общественной позиции, и к числу таких активных граждан, активных общественных деятелей, политических деятелей, безусловно, относится и Нариман Джелялов. Именно его деятельность, его тексты, они, безусловно, вызывают у российской власти безумную желчь, безумную изжогу. И, на мой взгляд, триггером для его ареста и последующего заключения под стражу послужило вовсе не какое-то полумифическое событие на газопроводе, о котором никто никогда не слышал, а его участие в международном саммите «Крымская платформа», куда он поехал совершенно открыто, не таясь, где он высказывал свою позицию. По всей видимости, власти решили идти по наиболее жесткому сценарию. Ну, вот такое мнение Николая Полозова, это и политическая оценка происходящего. А сейчас с нами на связи, как и вчера, наш адвокат, крымский татарин Айдар Азаматов. Салям алейкум, Айдарбей. Алейкум салям. Я вот то, о чем мы вчера говорили с тобой, вот,
вот и София Ханем в эфире, что, скорее всего, предполагали вы, что оказано давление сильнейшее на двух братьев, да, которых вынуждают, как ты предполагал, дать лживые показания на Наримана, и чтобы изобразить его диверсантом или там посредником, вдохновителем, как угодно, привязать Меджлис, крымтатарского народа, к теракту, который, естественно, если он и был, они сами его устроили. Вот ребята решили запытать, запугать и так далее, и так далее. Это трудное видео, я долго взвешивал для себя, стоит ли его показывать, на самом деле, в нашем эфире. И вообще, стоит ли показывать такие видео, этот спор идет в журналистике давно, потому что они же добыты под пытками, это же не является свидетельством, ну, не является искренними словами этих людей. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас не говорили о том, что это вот они говорят что-то. Понятно, что говорят это не они, и почему у них лица размыты, и все это остальное прочее. Мы обсудим как раз с Айдаром Азаматовым, который должен был быть защитником одного из братьев, но вот опять Айдар все это расскажет, то, что вчера начинал рассказывать, но сегодня вот это омерзительное гестаповское ФСБшное видео, которое ляжет в доказательную базу уголовных дел в международном трибунале на 100%, это свидетельство преступления, они сами их документируют. Вот что они заставили сказать наших крымских татар. Ребята, и послушаем, проанализируем после. Меня зовут Ахтемов Асан Исламович, 1989 года рождения. Добрались мы до Херсона на простом рейсовом автобусе. Оплатили проезд, пересекли спокойно границу. Нам сказали, что хотят вот так сделать плохую вещь с газовой трубой, подорвать газовую трубу. В селе Перевальном, в квартире, они нам показали взрывное устройство. Рассказали про него, как им пользоваться. Устройство должно было сработать в течение 4-5 часов. Позже я был на работе, и в часов 12 дня мне опять же позвонил Саид и сказал, все сработало. Сказал, что там куча людей и ищут неизвестных. Просьбы с их стороны были удалить все переписки. И когда сказали, когда вы будете ехать туда, оставьте телефоны дома. Я Азиз Ахтемов Азиз Эскендерович, 1996 года рождения. Спустя где-то 2-3 недели они нам отправляют это взрывающее средство. После этого, где-то в конце июля, нам приходит сообщение, отправили координаты. Газовой трубы находится в Перевальном. К приезду мы оставили машину под мостом, где до цели оставалось 100 метров. Тяжело это комментировать с гуманитарной точки зрения, но с точки зрения адвоката, здравого смысла и всего остального можно и нужно, потому что это творят с нашими людьми, с гражданами Украины, с крымскими татарами. Айдар, вот твои впечатления, без всяких даже, я не хочу, чтобы ты сам все это сказал, что ты думаешь, посмотрев это видео, и к чему склоняешься? Ну, мое впечатление какое, это видео не зря сразу его не показали. Был какой-то выжидающий эффект, я думаю. Время нужно было выждать, чтобы во всем мире заговорили об этих арестах, об этих обысках. И это было некий такой ответ всем этим, всему интернет, пространству, где про Наримана Джилялова говорили о его деятельности в качестве журналиста, правозащитника, в том числе и о том, что он является первым заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа, который, как все уже знают, признан в Российской Федерации как экстремистская организация. Это не зря об этом говорили. То есть выждали момент, пока об этих людях расскажут много только лишь позитивного, положительного, что никто в мире не верит в то, что эти люди могли быть диверсантами,
в том числе и самая главная фигура — это Нариман Джилялов, все мы понимаем. И Асан и Азиз Ахтемовы — это некий инструмент по преследованию Наримана Джилялова спецслужбами Российской Федерации. И наглядно это видео показывает то, что эта картинка должна была дать ответы на вопросы, которые возникали в первую очередь у общественности. Но сразу скажу, мое мнение, данный ход неудачный по нескольким причинам. Первое, если даже разбирать это видео, я его внимательно смотрел, слушал, как ребята дают пояснения, показания дают. Я считаю, что это по сути показания, по сути это следственные действия. Где они проходили, мне неизвестно. В каких условиях они проходили, нам тоже неизвестно. На что я обращаю внимание? Первое. Во-первых, лицо Асана и Азиза закрыто фильтром. Для чего это сделано? Я думаю, что после неудачных попыток оперативных сотрудников ФСБ таким образом показать то, что люди признают вину по ранее уже возбужденным, пройденным уголовным делам. Ну, я, например, приведу такое самое громкое дело. Это уголовное дело в отношении украинских моряков, троих из которых точно так же записали, показали видео, но не было фильтра лица. И вот видно было, как они просто читают, то есть глаза справа налево или слева направо ходили, и видно было, что люди читают с какого-то текста, приготовленного текста заранее. В случае с Асаном и Азизом здесь уже имеется более, скажем, усовершенствованный метод. Это закрытие лица, чтобы люди не видели, как человек может читать с подготовленного текста. Это первое. Второе. Но, опять же, видно, что как голова у человека в одну сторону, то вторую, во вторую сторону двигается. Ну, можно предположить, что таким же образом был прочтен текст, который был заранее заготовлен. Это первый момент. Второй момент, очень важный. Если люди, которые демонстрируют это видео, ожидали то, что это видео имеет законный характер, я скажу, что сразу нет. Потому что с точки зрения уголовно-процессуального законодательства подобное видео, даже если это видео, оно должно сопровождаться составлением протокола. В протоколе должны указывать, что применяется средство фото-видеофиксации. При данном допросе или опросе, как бы это ни выглядело, но процессуально это должно было быть оформлено. Иначе все, что показывают вот так вот по телевидению или в СМИ, это не имеет никакой юридической силы. И самый главный элемент — наличие адвоката, то есть защитника в этот момент. Исходя из этого видео, я там не наблюдаю защитника, который бы там присутствовал. Лишь есть Асан и Азиз. Ну, опять же, видео замылено, лицо замылено, но предполагаем, что это они. И есть, с другой стороны, камеры человек, который задает эти вопросы. Скорее всего, это оперативный сотрудник, может быть, следователь. Но нет защитника, который бы мог бы его консультировать, оказывать ему правовую помощь. Третий момент, очень важный тоже, касательно Асана, моего подзащитного. Он держится за живот и ни в коем случае в процессе разговора не убирает руки от живота. Я почему обращаю на это внимание? Неспроста. Дело в том, что защитнику Наримана Джилялова удалось узнать некоторые подробности касательно Асана. Когда они пребывали в ФСБ, Нариману и Асану удалось увидеться.
И Нариман заметил, что Асан также держался за живот. Он как бы это пытался не показывать, но это было явно видно, что вот какие-то проблемы у него есть с животом. Это первый момент. Второй момент. Родственникам Асана удалось пообщаться с адвокатом по назначению, который принимал участие на следственных действиях. Да, меня не пустили, кстати говоря. И он также заметил, что он держится за живот, однако почему-то защитник не стал выяснять подробности, просто спросил: у тебя что-то болит? Он сказал: да, болит вот в области живота, чуть выше. И все, на этом разговор закончился. То есть никаких вопросов, в результате чего это произошло. Были ли применены меры физического воздействия, психологического воздействия? То есть эти вопросы не были заданы. И вчера в Киевском районном суде города Симферополя мой коллега, адвокат София Шабанова, также обратила внимание на Асана, когда его выводили из зала судебного заседания. Он также вроде бы держал руку за живот. То есть мы что предполагаем? Я лично предполагаю, что, скорее всего, в отношении Асана была применена сила. То есть, по сути, его пытали. Пытали для того, чтобы получить нужные показания. И я добавлю, что вот, изучая материалы дела по избранию меры пресечения, я обратил внимание на некоторые факты, то есть интересные моменты. Дело в том, что протокол допроса Асана датирован 4 сентября по времени в 17:49 часов и завершен в 18:25. Протокол задержания датирован также 4 сентября в 23 часа 50 минут. Все мы знаем о том, что обыски и следственные мероприятия начались у Асана дома в 23:00 3 сентября. У меня, как у защитника, сразу вопрос. Где находился Асан Ахтемов с 23:00 3 сентября по 17:49 4 сентября? Ну, даже, допустим, его привезли в ФСБ в 16:00, пока там технические моменты, начали следственные действия в 17:49. То есть с 23:00 3 сентября по 16 часов, предположительно, 4 сентября о месте нахождения Асана Ахтемова нам не было известно. Это еще также подтверждается заявлениями в различные надзирающие органы, в том числе правоохранительные органы, от родственников и от защитников, о том, что в 23:00 3 сентября у Ахтемова Асана начался обыск или осмотр, что бы это ни было. Его забрали в неизвестном направлении люди, предположительно сотрудники ФСБ, и мы просили принять меры. Все это время, где он находился, нам неизвестно. Я предполагаю, что все это время он находился в неком помещении, может быть, даже в подвале, как это было с Нариманом Джиляловым, с мешком на голове, и против него применяли меры физического и психологического воздействия. Иначе это было бы как-то отражено, если бы его забрали из дома, там, в управление ФСБ, и это было бы как-то зафиксировано. То есть с этого времени, вот с 23 часов 3 сентября по 16 часов, предположительно 4 сентября, с Асаном Ахтемовым проводили незаконные мероприятия. Угрожали им, скорее всего, была применена сила,
чтобы по итогу получить все те показания, которые отражены уже в протоколе допроса, имеющиеся в материалах дела. И в том числе сведения о том, что пособником преступления является Джилялов Нариман. И самое интересное, что именно в промежуток времени с 13 часов по 16 часов 4 сентября я лично, мои коллеги, адвокаты, пытались как-то узнать информацию о месте нахождения Ахтемова Асана в управлении ФСБ. И нам всегда поступал ответ, что в управлении ФСБ этих лиц нет. То есть Ахтемова Асана, Ахтемова Азиза, Наримана Джилялова и двух других, которых мы тоже не знали, где они находятся, и думали, что они также в неизвестном направлении похищены, так скажем. Это действительно было так. С 13 часов по 16 часов информации нам не давали, и в последующем не давали после этого времени. Это не просто сделано. Сделано это только с одной целью, чтобы мы не смогли увидеться с Асаном, с Азизом, в том числе и с Нариманом, и чтобы мы не смогли оказать им юридическую помощь и как минимум спросить, какое у них состояние здоровья, где они находились все это время, чтобы потом в последующем отразить это в самом протоколе их допроса и обратиться в соответствующие структуры для расследования этих незаконных действий. Мой недопуск к Ахтемову Асану я расцениваю как, во-первых, нарушение права на защиту, во-вторых, это целенаправленная акция в целях получения необходимых показаний от Асана, и в-третьих, чтобы я не смог зафиксировать следы пыток, так как следы пыток, если это не зафиксировать там первый день-два, то они со временем исчезают, и уже никаких доказательств этому мы не сможем привести. В настоящее время, опять же, у меня пока доступа к Асану нет, так как следователь упорно игнорирует мои звонки. Я ему звонил 4 сентября, вот этот промежуток времени он не брал трубку. Я был в управлении ФСБ, через дежурного пытался сообщить следователю. Дежурный постоянно говорил, что к вам выйдут, так и никто не вышел. Я свой ордер представлял, бросал его в специальный ящик, который находится в ФСБ, который должен был, по итогу мой ордер должен был попасть следователю. У меня также нет информации, получил ли он этот ордер, а может быть даже получил, но считает, я об этом не знаю. Я предупредил свою палату, то есть адвокатскую палату Крыма, о том, что я заключил соглашение с родственниками Асана, и чтобы палата не назначала адвоката по назначению. Связывался со своим коллегой, пытался связаться со своим коллегой, адвокатом по назначению, однако обратной связи также не было. И вчера в Киевском районном суде мне также не удалось увидеть Асана, так как все так быстро и оперативно провели, то есть меру пресечения там за 10 минут избрали, и его обратно посадили в автозак, и я его не смог увидеть. То есть все эти действия, все эти попытки связаны только лишь с одной целью. Это делается для того, чтобы мы не смогли опровергнуть всю ту ложь, которая указана в допросе ребят, и чтобы мы не смогли обеспечить их безопасность, юридическую безопасность. К большому сожалению, это так, но мы будем предпринимать необходимые действия, пока не буду говорить какие, но у нас есть несколько вариантов для того, чтобы попытаться увидеться с Асаном Ахтемовым, выяснить,
все обстоятельства, которые пока нам неизвестны, и, соответственно, донести им, что надеяться на положительный и хороший исход по этому уголовному делу не нужно. Никаких обещаний никто не сдерживает, и нет необходимости верить в эти обещания, тем более если эти обещания дают службы, которые инкриминируют людям совершение преступлений, за которые наказание от 10 лет лишения свободы. Айдарбей, очень подробно все рассказал, благодарю тебя. Хотел уточнить, ну, понятно, что сухая выжимка такая, что лица размыты, потому чтобы не видно было, что они читают, потому что даже в этом тексте есть слова, которых я не знаю даже. Вот просто я всю жизнь со словом работаю, я таких слов не слышал. Это очень специфичные какие-то определения, ну, вот, которые, скорее всего, с экрана считаны. Вот. Ну и сам темп речи, и как они, ну, это мы можем сколько угодно догадываться, но лица закрыты, понятно, чтобы, может быть, они пару дублей хотели сделать с открытыми лицами, но поняли, что это не вызывает доверия, решили вот поступить вот так. Может быть, я фантазирую уже, но все может быть. А это первое. Второе, живот. Просто людям, которые никогда не были в таких условиях, я докладываю, что бьют в основном по животу, по мягким частям тела и пытают. Таким образом по лицу вряд ли будут бить, тем более ФСБ и так далее, и так далее. Третье, вот то, что они считались, они реально похищенные были, потому что без всяких документов уже взяли, без ничего, и что они зафиксировали допрос после. Это, наверное, для того, чтобы, если что, не отвечать, если что-то происходит во время каких-то пыток, да, вот, например, мало ли что может произойти, чтобы они могли где-то, ну, условно говоря, выкинуть человеческое тело, да, и сказать, что мы его не видели. Это тоже, наверное, как вариант, они так страхуются по-звериному. Но это моя версия. Но я хотел у тебя уточнить, а что это за человек Саид, про которого они рассказывают? Что это за Саид такой? Слышал ты фамилию? Кто это? Ну, в фабуле в постановлении о возбуждении уголовного дела и в самом допросе, который имеется в протоколе допроса, фигурирует имя Саид. Однако ни мне, ни родственникам, да никому не известно, кто это такой. Мы не знаем. То есть фамилию не знает никто, ничего, это все где-то у них там в деле написано что-то, и все. Фамилии нет, там есть просто имя Саид. Я понял. Все. Но это, возможно, связано с тем, что оккупанты не очень хорошо разбираются в крымско-татарской фонетике, и в грамматике, и в именах, что имя Саид, оно по-другому немножко звучит в крымско-татарском языке. Ну, посмотрим, что они дальше будут приплетать. Ведь чаще всего, я же не ошибаюсь, да, у нас бы не так произносилось это. У нас бы говорили Саид, скорее всего. Вот. Ну, я не могу сказать. Единственное, могу сказать, что, скорее всего, в этом уголовном деле будут секретные свидетели. Ну вот, да. И последний, конечно, вопрос, который следующему гостю задам, просто смысл. Вот такая невероятная спецоперация, как они рассказывают, украинской разведки совместно с террористическим меджлисом, взорвать в деревне какую-то трубу. Объясните мне, где тут смысл в этой диверсии? Она что, ведет к воинской части? Она снабжает там стратегические объекты? Что? Где обоснование? Потому что ты же адвокат, и адвокатов я знаю, говорят, главное преступление мотив. Какой мотив тут может быть? Ну, что я могу сказать? Во-первых, 23 августа в соцсетях, это, по-моему, день, когда проводили крымскую платформу, в соцсетях появилась информация о том, что где-то в селе Перевальное, в районе дачного массива, произошло повреждение газопровода, что повлекло за собой отключение от потребления газа населения. И, ну, то есть, по сути, причинен ущерб государству, то есть Крымгазсети, в данном случае ГУПРК Крымгазсети. Ну и, соответственно, нарушено жизнеобеспечение граждан таким образом. И указано на то, что возбуждено уголовное дело по данному факту, и данное уголовное дело расследуется Симферопольским районным отделом полиции. Мы, честно говоря, когда это все произошло, думали, что
такая огромная спецоперация, задействовала столько людей, и для расследования уголовного дела по факту повреждения трубы, были какие-то сомнения, конечно, и мы не верили до конца, что на этом все закончится, но почему-то в мыслях было только уголовное дело, связанное с повреждением трубы. Второй момент. Я скажу как обычный гражданин, насколько я знаю, вот эти вот, как прописано в материалах дела, объекты жизнеобеспечения, особо важные объекты жизнеобеспечения, к сожалению, никогда не охраняются. Очень редко я обращал внимание, что трансформаторы, по сути, это тоже объекты жизнеобеспечения, газовые трубы, там, объекты водоснабжения, как-то закрыты там сетка или есть... Да, Айдарбей, но я даже не про это. Мы сейчас что будем лезть в эту технику безопасности? Просто суть в чем? Я тут мотива вообще не вижу никакого. Эта труба ведет в село. Я так правильно понимаю? Вот если коротко сказать. Или к дачным участкам, да? Проходит она вроде где-то так, где-то вот через дачный массив, да, и где-то по материалам дела указано, что к воинской части тоже имеет отношение. Если это имеет отношение к воинской части, то почему эта труба, именно это место, где произошел этот взрыв, он не охраняется? Но мы не будем всерьез это обсуждать. Это понятно, что все чушь собачья. Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь, за очень внимательный анализ. Мы на связи каждый день с адвоката Айдар Азаматов, Крым. А сейчас мы приглашаем в студию тоже по скайпу нашего человека аналитика из команды Крымсос Євгена Ярошенко. Євген, вітаю. Доброго дня. Щось я тебе бачу. Все. Послухай, ось мене цікавить більш за все те, як вони будуть обґрунтовувати намір Меджлісу взяти участь в диверсійній операції з пошкодження труби якоїсь там в дачному товаристві. Що це таке взагалі? На мою думку, з точки зору російського слідства, важливо не обґрунтування. Важливо ті наративи, які будуть використовуватися у пропагандистській машині. Тут я бачу кілька наративів, які будуть розповсюджуватися після цих подій. Перший наратив – це те, що будь-кому, хто бере участь у Кримській платформі або так чи інакше виступає за деокупацію Криму, його можуть викрасти, його можуть посадити до в'язниці чи просто кудись вивезти в невідомому напрямку і довго будуть шукати цю людину. По-друге, це спосіб дискредитації Меджлісу як представницького органу кримських татар. В Росії і в окупованому Криму з 16-го року Меджліс заборонений, визнаний як екстремістську організацію. І це спроба переконати деякі країни світу і проросійське населення в Криму, власне, проросійське населення всередині Росії, яке довіряє кремлівській пропаганді, в тому, що Меджліс – це така небезпечна організація, яка дестабілізує ситуацію в Криму, створює загрозу національній безпеці. І по-третє, це всі ці дії були спрямовані на те, щоб відбити бажання у кримчан збиратися на різні акції протесту. Той факт, як грубо відреагували на зібрання людей під будівлею ФСБ в Сімферополі, свідчить про те, що окупаційна влада не має намір терпіти будь-які спроби несанкціонованих мирних зібрань. Навіть тоді, коли ці мирні зібрання не стосуються, власне, питання деокупації Криму, а просто стосуються поваги елементарних прав людини. Елементарна повага, щоб якщо людину затримують, щоб це було в установленому законом порядку, а не щоб це було викрадення.
Євгене, ну ти ж розумієш, як досвідчена людина, що це всі формальності, вони їх не дуже цікавлять, як вони шиють ці справи. Це просто, ось ти частину послухав розмови з адвокатом, да? Просто я думаю, що, ну це моя думка така, може я не правий, що в першу чергу, я не думаю, що когось у світі можна таким псевдотерактом, пошкодженням труби біля дачного кооперативу, причому там не зрозуміло, що там пошкоджено, але навіть не важливо навіть це. Да? Тобто не можна нікого у світі нормально, ну крім може Нікарагуа, там і когось там Білорусі, і КНДР, переконати в тому, що така людина, як Наріман Джелял, якого багато хто знає, і він зустрічався з усіма лідерами, які прибули тут на Кримську платформу, що він має підривати десь труби. Це просто неприродні і дурниці якась. Да? Я думаю, що моя версія, що все ж таки це така певний ляпас і Україні, вони так думають, і Америці, бо президент Зеленський привіз до Байдена список осіб, яких утримує Росія незаконно, так? І ось вам поповнення цього списку, каже Путін, через це затримання. І по-друге, це залякування Кремля, етнічне залякування, щоб кримські татари взагалі, щоб їх там не було. Хто буде там відкривати роти, той сяде. Чи виїжджаєте звідси до вашої України, як вони кажуть, да? Чи вас тут не буде? Ось, чи погоджуєтеся з такими цілями? Може бачиш інше? Частково. Власне, я би не робив, в жодному разі не недооцінював би силу російської пропаганди. Якщо взяти російські пропагандистські сайти, такі як Russia Today чи Sputnik, то можна побачити, що вони здійснюють мовлення навіть на таких мовах, як албанська. Тобто це значить, що російська пропаганда розповсюджується по всьому світу. Інше питання, наскільки вона доходить до голови пересічних громадян в різних країнах світу. Ну, якщо побачити на офіційну позицію близько майже 50 країн, які відвідали Кримську платформу, то очевидно до верхівки цих країн, на щастя, в них є імунітет. Ще близько 20 чи 30 країн – це ті, які регулярно голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН з прав людини щодо Криму. Але є всі інші країни, які тримаються осторонь теми Криму. Ну і є десь близько 20 чи 30 країн, такі як Нікарагуа, Венесуела, які підтримують Росію. І не в усіх країнах є глибока експертиза щодо українсько-російського конфлікту. Це теж треба визнати, і тут Україні треба активніше просувати свої наративи для того, щоб розвінчати російську пропаганду. А щодо того, що звинувачення у диверсії, я тут погоджуюсь з вами, Айдер Ага, в тому, що одна справа, якби Нарімана Джеляла та інших затримали би саме офіційно, їм би звинуватили за участь у Кримській платформі. Тоді це була би підстава для всіх країн світу казати про те, що це суто політичне переслідування. А так їм фальсифікують справу про диверсію. А диверсія – це вже вважається як злочин насильницького характеру. І це дуже сильно ускладнює адвокацію їх звільнення. Як з боку українського МЗС, українського омбудсмена, так і з боку правозахисних організацій. Послухай, Євгене, ну я думаю, в нас з тобою питань тут немає, але чи ти не бачиш схожість, подібність справ Сенцова з цією справою? Так, тут я бачу, є подібність із справою групи Сенцова. Тут я також бачу подібність із тим, що була справа, так звана справа українських диверсантів на початку серпня 2016 року, коли був Євген Панов і ще кілька людей затримані, їх теж офіційно звинуватили в диверсії. Тобто їх саме звинуватили в тому, що вони нібито співпрацювали з українською розвідкою і що вони мали намір підірвати якісь об'єкти критичної інфраструктури. Бо тут такі звинувачення, вони, по-перше, унеможливлюють, не те, що не унеможливлюють, але ускладнюють переговори щодо звільнення цих осіб, особливо
міжнародну підтримку їх звільнення. А по-друге, це також спосіб російської пропаганди показати, що Україна нібито агресивно налаштована, що Україна хоче розхитати стабільність в Криму і так далі. І переконувати місцеве населення в Криму, що Україна і її так звані диверсанти створюють загрозу для благополучия кримчан, які висказали за воссоединение, вхождение в родную гавань і так далі. Зрозуміло. Євгене, ну і останнє запитання, можна коротко, як захочеш. Що конкретно Кримсос і інші правозахисники мають робити конкретно в цьому випадку? Як нам добитися того, щоб пропаганда не спрацювала російська? Передусім і Кримсос, і інші правозахисні організації мають оперативно і синхронно реагувати. На початку суботи, коли стало відомо про те, що 5 осіб були викрадені, була оперативно підготовлена заява, розіслана серед українських стейкхолдерів, розіслана серед міжнародних партнерів із чіткими закликами, що треба робити, в тому числі запроваджувати санкції. Також потрібно підняти питання про активізацію Кримської платформи, бо Кримська платформа, одне з завдань, чому вона була створена, це якраз для того, щоб синхронно реагувати на події в Криму. І якраз правозахисна спільнота насамперед вимагає, щоб всі країни, які брали участь у Кримській платформі, могли синхронно на це відреагувати. Так, це дуже важливо, Євгене. Дякую, що ти це сказав. Бо, тобто, від слів до справ. Ось зібралися, сказали, що ми один за одного проти окупації Криму. Ось, будь ласка, підтвердіть свій намір спільною боротьбою за звільнення Нарімана Джеляла і інших кримських татар і українських політзаключених. Дякую, що долучився. Євген Ярошенко, експерт організації Кримсос. Зараз ми ще чекаємо на цікавого, важливого гостя, також так само скайпом. Ну, а поки що я хочу сказати, я дійсно бачу, як схожі методи шиття справи зі справою, так званою справою Олега Сенцова. Так само, в принципі, звинувачують в тому самому, не знаю точно та стаття чи ні, але суттєво це не має значення. Шиють справу проти Нарімана Джеляла і інших людей. І дуже схоже все це. І я закликаю нашого відомого кінорежисера Олега Сенцова. Він вже писав на Фейсбуці, що про затримання, про викрадення Нарімана Джеляла. Активно підтримати міжнародну кампанію з боротьби за звільнення цих людей. Його голос чутно у світі, і це буде важливо, тому що і тут будуть зняті всі запитання щодо релевантності звинувачень у диверсії. Навіть не можу це слово нормально сказати по відношенню до Нарімана Джеляла. Тобто це дуже схоже. Я буду вдячний, Олеже, якщо ти це зробиш. А зараз ми маємо на зв'язку заступника голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України, пані Євгенію Кравчук. Євгенія, вітаю тебе. Добрий вечір. Вітаю. Вітаю. Я хочу запитати, що ось перший, по суті, перший день, сьогодні працює Верховна Рада України? В вересні так. Ми збиралися в серпні на позачергові засідання, але вже в пленарному режимі Верховна Рада повернулася. Ну, як реагує ваша фракція, як реагує Верховна Рада України, Міжнародний комітет і інше? Ти там ближче до подій, звісно, на події в Криму після Кримської платформи. Ми підготували листи від нашої парламентської делегації в ПАРЄ на Дуню Міятович, це комісар з питань прав людини Ради Європи. Вона, до речі, давно обіцяє поїхати в Крим, щоб якраз подивитися. Особливо дуже б хотілося, щоб вона ув'язнених відвідала, побачила ці умови і поспілкувалася з ними. Ну, от, на жаль, за ці роки не змогла
змогла Міятович поїхати, там розповідаючи, що ковід не дозволяє це зробити, хоча зараз, ну, по-моєму, особливих проблем немає в пересуванні, і це можна, я думаю, без проблем зробити. Також ми звернулись до генерального секретаря Ради Європи пані Пейчинович-Буріч. Вона, до речі, була на Кримській платформі і впевнена, що могла навіть в кулуарах спілкуватися з тим самим Наріманом Джеляловим. І я також надіслала повідомлення і повідомила колег, особливо тих, хто брав участь у слуханнях в ПАРЄ щодо ситуації з кримськими татарами, де, власне, одним із учасників і був Наріман Джелялов. І ці його слова, які лунали просто, ну, от в обличчя він говорив і Москалькові, і депутатам Госдуми, які є членами делегації в ПАРЄ. І ці слова потім лягли власне в основу резолюції, яку ми голосували в Раді Європи, парламентській асамблеї в червні місяці. Але насправді, що би не робили депутати, от такі от надсилали листи, і ми можемо, знаєте, хоч 5 звернень від Верховної Ради ще організувати. Але, на мою думку, зараз основну роль в відстоюванні і взагалі вирішенні ситуації мав би взяти на себе МЗС. І більше того, такі речі, які, ну, чітко пов'язують з Кримською платформою, тобто люди були на Кримській платформі, тут їм шиють якісь диверсії, тероризм і так далі. Це може стати приводом зв'язатися з підписантами декларації цієї спільної меморандуму Кримської платформи і говорити про санкції додаткові. Насправді, я вважаю, що треба починати от дискусію про якийсь український аналог, ну, вірніше, там, аналог в інших країнах, акту Магнітського або закону Магнітського, де буде розширений перелік чиновників, усіх, хто причетні до цих затримань. І свою роль має, до речі, відіграти і прокуратура Криму, і СБУ, і поліція Криму, які всі зареєстровані там в Херсоні. І насправді готувати підозри до тим, хто законно затримує наших громадян по видуманим таким якимось причинам. Ну, це однозначно, пані Євгенія. Я просто хочу уточнити, особисто ви знайомі з Наріманом? Ні. Ну, як, ми бачилися більше в онлайні, ну, можна сказати так, ми спілкувалися, тому ми знайомі. Угу. А якось твоє особисте враження, за що така помста? Конкретно за Кримську платформу, за ці резолюції, за те, що він, ну, взагалі, як росіяни кажуть, більмо на глазу, да, там, тобто діючий перший заступник Меджлісу, який ніби заборонено в Росії. Ось що стало, ну, конкретною причиною, щоб зараз це зробити, причому з таким, ну, я скажу таке слово, дебільним звинуваченням просто? Ну, все-таки, зважаючи на те, що Наріман ніколи не мовчав, і от він, бачите, брав участь в слуханнях, брав участь, він постійно давав коментарі в медіа, це ж не секрет, так, що він цю діяльність вів постійно, і все-таки таким тригером стала участь в Кримській платформі. Бо Росії дуже важливо зараз доказати, що вам не вдасться от переломити цей порядок денний, що, значить, ви хочете повернутися до теми Криму. Навіть от зверніть увагу, як Путін зразу реагує. Ми не будемо обсуждати Крим. Крим – це, значить, там закритий вопрос. Не намагайтеся до нього повернутися. А Кримська платформа якраз підкреслила, що світ не закрив для себе тему Криму. Ну, ось зараз просто наші влади, конкретно МЗС, ну, всі, хто створив цю платформу, президента, є шанс перевірити, наскільки потужна ця спільнота може відреагувати на цей кейс, який прямо пов'язаний з людиною, яка просто була в них на очах. Тобто вони її знають і бачили особисто, і слухали, що він там казав, Наріман, тощо.
Ну і власне нам не дуже потрібні чергові заяви про якусь глибоку стурбованість, бо я про те і кажу, да. Я про те і кажу. Глибока стурбованість, вона вже звучить 8 років, і на жаль, ми тільки констатуємо все більше і більше порушень прав людини в окупованому Криму, на тимчасово окупованих територіях Донбасу. І більше того, коли був візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, то власне він розпочав свою зустріч з Джо Байденом з того, що він сказав, що ми передали вашому офісу 450 прізвищ, які є в списку людей, які ми, або вони є ув'язнені, бо ми їх не можемо знайти, вони пропали безвісти, але ми розуміємо, що вони десь там на підвалах. І просто дуже би не хотілося, щоб цей список просто зростав. І далі кількість зростала, а світові лідери говорили про, що це неприпустимо, а з іншого боку продовжували з Росією мати якісь економічні відносини. Тому тут я, до речі, абсолютно солідарна з паном Резніковим, який сказав, що Росії має бути дуже дорого, занадто дорого продовжувати окупацію Криму і Донбасу. А це тільки санкції. Причому це не тільки як санкції до країни, тобто якісь неможливість торгувати якимись товарами, але й персональні санкції. Бо всі ці топ-чиновники, вони ж мають дітей, які хочуть вчитися в Європі чи в Сполучених Штатах, відпочивати в Європі, мати якусь нерухомість в Європі, мати там якісь рахунки. Тобто вони обкрадають фактично росіян, і потім витрачають ці гроші в Європі і в Сполучених Штатах. І оці персональні санкції бувають навіть болючіші, ніж санкції до усієї країни. Я думаю, що, як показує досвід, Жень, працює виключно, коли і те разом. Є і економічні санкції, і політичний тиск, і персональні санкції. Це теж важливо. Бо, знаєш, скажи, будь ласка, скільки в нас років вже немає нових санкцій за Крим? Здається, з 2014 року нічого не змінилося ще. Там, принаймні, нічого не відмінилося з року в рік, а росіяни дуже сильно намагаються ці санкції позбутися цих санкцій. І те, що вони з року в рік продовжуються, це теж насправді дуже важливо. Важливо. Вони теж адаптовуються вже до цього. Звісно, будь-яка санкція, коли вона не посилюється, до неї йде адаптація з боку. Там це ж приклад Ірану, бо ми ж бачимо, в міжнародній арені багато прикладів таких. Тому що, а чи не здається тобі, що і час обраний для цього, і форма така сама, як проти Сенцова. Справа Сенцова, вона ж один в один. Майже так там теж катують людей, примушують їх брехати, зрозуміло. Тобто це дуже схоже, дуже схоже. Тобто вони... Але в цьому трошки є різниця, бо мені здається, тут основне ще завдання, таке надзавдання, пов'язати це з якимось, я не знаю, ісламістським, тероризмом. Тобто ще в те, що це кримські татари, акцентувати ще на тому. Особливо після того, якщо Верховна Рада визнала корінним народом. Це все докупи все, все докупи. Так, і почала говорити, якась дискусія починається принаймні про автономію, і це точно не може не дратувати. Нам треба самим бути сильнішими і просто голосно говорити з усіма партнерами. Тим більше є вже аудиторія, вони вже зобов'язалися, коли підписали цю заяву спільно, зобов'язалися принаймні уважно стежити за тим, що відбувається в Криму. І ось просто зараз, просто в наших очах. І ще я думаю, що це такий, це моя думка, ти політик, я можу сказати трохи інакше, що це ляпас такий Байден. Не ляпас, а знаєш, таке, тобто уяви, щоб тобі не привозив Зеленський, президент України, щоб ти не хотів, щоб ти не казав, я зроблю так, як я хочу, все буде на моїх умовах. Це каже Путін і Байдену, і учасникам Кримської платформи, і Зеленському, і всім нам, Україні, всьому світу. Тут просто, знаєте,
в чому от абсурд цієї ситуації, що хтось, умовно кажучи, взяв в руки біту і лупить цією бітою, а інші демократичні такі всі люди, так, цивілізовані, вони там, не знаю, грають в шашки, умовно кажучи, це так приблизно виглядає. Ну і особисте запитання, що конкретно ось, пані Євгенія, ви можете зробити особисто на своїй посаді? Я це зробила перший день, коли дізналася цю інформацію. Я зробила пост англійською, бо всі писали, і навіть МЗС і Кримська платформа писали українською, але якщо ми хочемо привернути увагу міжнародної спільноти, міжнародних журналістів, то цю інформацію треба поширювати англійською мовою. Я там відправила цей лист і цей пост і якраз тим депутатам від ПАРЄ, які були з нами на КПВВ, бо ми після Дня Незалежності, коли був візит великих делегацій парламентських інших країн, ми запросили там керівника польської делегації в ПАРЄ, і грузинів, і латвійку, і представників Чехії, побачити КПВВ. І ми ще раз акцентували, що це єдиний легальний спосіб потрапити на тимчасово окуповану територію. От, умовно кажучи, якщо Дуня Міятович, комісар з прав людини, все-таки погодиться поїхати в Крим, перевірити, як там дотримуються права людей, то вона має заїхати тільки через 2 КПВВ. Це Чонгар і Каланчак. Все. Ніяких літаків з Москви в Сімферополь. Зрозуміло, це гарна мета, але не менш важливе те, що ви дивитеся один одному в очі, і чим частіше ми будемо заглядати в очі нашим західним партнерам, які приїхали на Кримську платформу та іншим, і питати їх, ми сказали, ви сказали А, що ми будемо робити як Б і С, тому що нічого не покращилось, м'яко кажучи. Дякую дуже тобі, Євгенія, за те, що долучилася. Це заступниця фракції «Слуга народу», народный депутат Украины Евгения Кравчук была с нами. Но я хочу вам сказать, что через несколько минут вы увидите программу с Парсемью Наримана Джеляла, большую программу, которую сняли в этом году в рамках серии программ «Безым Айле». Посмотрите на этого прекрасного человека, я его просто обожаю, считаю одним из самых лучших крымских татар. А потом будет продолжение эфира телеканала. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Маарифчи, неширчи, драматург ve публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehri
шерінде нешіретілген Хаят адлы газетада муарир олып чалышты. Соңра Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ле бераберлікте Ветан Хадимы намында газета чықардылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Газпралы тарафындан чықарылған Терджиман газетасында чалышы башлады. Исмаил Газпралы 1914 сенесі вефат еткен. Соңра Асан Сабри Айвазов Терджиманның баш муарері олды. Соңра о Ахмеджит шерінде Миллет деп адландырылған газета нешір етті ве айны заманда Қырым Милли Құрылтай рейсі вазифесінде бұлынды. Асан Сабри Айвазов публицист олмақ ле бераберлікте эм язычы, эм драматург, эм де ажайып эдеби терджиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден bu алға қалдық, кебі беди есерлер ле бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне терджиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади өмір фаалиеті ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыйжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша, Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыңыз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыңыз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз, милли мектеплерімізе соқыңыз, анализаныңызға терджимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селамете чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Айле кечкене бір кайнаттыр. Айны айле бізге оге кетмеге, çalışmaға, қиынлықларны кечмеге ярдым ете. Бүгінке бізім қараманымыз да өз күчіні айны айлесінден алады. Бүгін біз бей таныш көйіндеміз. Белли сесетшінас, Оджа, Джемат Эрбабы Нариман Жилял өз қорантасына давет етті. Ешті қорантазаларыны беклетмейміз ве тез-тез евіне ашықамыз. Нариман аға, бүгін евіңізге давет еткеніз үшін çok sağ olunuz. Çok beklenilgen gerçeklerle biz için görüşüp. İşte keliniz, en yakın insanlarınız bizden tanış etiniz. Başlayık en büyüklerden bu Enver babam. Bayağı yaşında, evin pek gururlanan babam da Kırım'da sürgünlükten evvel doğan edi. Benim için ne içindir bu pek öyle bir mühim bir fakt. Yanımda elbet onun ömür arkadaşı anamız Ayşe Hanım. Son sizin on tarafından büyük kızım Adile otura, kiçkene kızım Emine. Oğlançığımız şimdi yuxlay ve elbette yanımda sevimli benim ömür arkadaşım Reviza. Men endi bilesiz Nariman Жилял. Kahve pişire galiba evinizde tek Adile. Adile pişire mi kahvelerini? Onu başladık öğrenmeye öyle şeylerge. Endi biledir. Pek mezzetli. Ellerine sağlık, maşallah. İşte iki kızınız endi balaban, endi bayağı yardım etedirler.
Біз білесіз, бізде өле бір проблема бар, бекім бөле әркез, бір ана бабаларда, да әлбетте олар балалар. Тырышамыз, олар балалықны толы өле бір дүйсінлар, ама Қырым-татар қоранталарда енді өле бір әдет балаларны іште өле бір күчік яшларынан башлап, қоланмаға өле демеге мүмкін, башлайсың, бұның ярдым етін, кадасыны бақын, сауытларын юыңыз. Әлбетте біз оны, бізге о қадар ярдым да керек, ама ең біріншіден оларны өгретмеге тырышасың. Мен мұна өмір арқадашымен олай бір спорлашамыз, менден сен оларны тезже енді огрен ашлар енді пішірмеге бақсынлар. Өмір арқадашымның башқа бір бақшылары бар, о дейм маңа өзіме еңгілже іште әрбіршіні япмаға, ама сақ олсынлар қызчықларым, олар тырышалар әлбетте, келіп сорайлар да мұна сіз келгеніңізден евел, келіп не ярдым етейік, нелер жиштырайық, олай сорап іште ярдым еттілер. Сіз де ярдым етесіңіз, чүнки бізге келгеніміз нен қавені сіз пішірдіңіз. Çok sağ olun. Маңа о асылында бір ағырдегіл, біріншіден біздің қорантамызда оле бір әдет еді. Бабам ер вақыт анама ярдым етеді, ағам да оле өзіні тұта. Анам çalışқанда бұл 90-жы сенелері пара қазанмақ үшін базарлық yapқан еді, ве әлбетте маңа да бұйырайды. Нариман біршілер үйлеге пішірерсін, картоп қауырайдым, пішірейдім біршілер, оның үшін алыштым. Сон 8 ел мен өлі бір студент олған сон, өз-өзімні бақтым, кенеде достарыммен бері-бер біршілер ашамақ үшін бақтырдық. Оның үшін маңа асылында бір ағыр дегіл, ама әлбетте әркез өлі сорай, мен өлі адди ашлары бетті азырламаға білем, ама незетлі біршілер ашамақ сесен, өмір арқадашым пек güzel ашлар пішіре, оның үшін мен асылында кірішмейм о ерлерге, ве o istese de men öyle çok aşhanege karışmayayım ama kahve pişirmeye bu. Ama Liveza Hanım, Nariman Ağa'nın en sevimli yemeği hangisi? Mantı. Hep sahaylar sevgili. Mantı var. Ana babanızga biraz suallerini vermege isteyim. Men veraga siz endi sürgünlüknü geçtiniz. Sürgünlük vaxtında siz 6 yaşındaydınız. Hatırlaysınız mı o vaxtlarını? Tekaram var ki poyizlarga minsetkenler үйден çıkarganlarını, lemselerin, akyarın bombalaganları, mağazımız vardı, anda düşken yasamaklarını tübüne kırıp saklanaydım. Samotlar uçup geldi. 6 yaşında balaydınız. Yok, çıkkanda 6 yaşındaydım. O vakti 42'de birde keldi var. Vakti 4 yaşında işte tekaran akılda kaldı. İşte o sabahını siz nasıl hatırlaysınız? Mayıs'ın 18'inin sabahı nasıl oldu? Alptı vokzalga vagonlarga tıktılar işte. Ana dıngır. Olgende oldu, doğan da oldu vagonda. Her bir şey oldu, her bir şey gördük. Anamın rahmetli kol tavasını alıp hemen düşüp bir şeyler pişireyim dese, birden gudok çalaydı. Çıka kütedik herkes. Vagonga minamay kalganlar da ola turgan. Ana vaktidan son getirip Uzbekistan'a toktular, bizim baraklarda yaşadık. Zarafşan savkozunda. Ve Uzbekistan'da Ayşe Hanım'la tanış oldunuz, Nasıl tanış oldunuz Ayşe Hanım? Hatırlaysınız mı? Hatırlayın. Kudalıktan. Kudalıktan başta oluyor edi. Getiriyor, tanış edilir. Beğensen barap, beğenmesin. Koydaşınız vardı bu arada koyunda. Men o tanış etti. Sınıfdaşım anası rahmetli oldu endi. O getirip tanış etken. Son? Birden beğendiniz birbirinizini. Bir kereden yok demedik birbirimizge işte. Aha. Ve dünyaya 3 bala peyda oldu, Da, o 3 bala. Bilem ki 2 oğlunuz ve bir kızımız var. Büyük kızımız, 2 oğlan. Maşallah. Kaç torununuz var? 9 10 hazırlı. İnşallah. Bekleyik 10.
Машалла. Бақытлы Қарбаба ве битасыңыз. Да, бек бақытты. Evet, бақыттымыз. Сау болсынlar, бар болсынlar. Балалар мабет яшайлар, онан башқа бақыт бар ма айтпақайын. Нариман аға, мына ана бабаңыз сізге тәрбие берген вақыт, вақыт, анги тевсияны сіз хатырлайсыңыз ве яшайыш бойынша сіз бұл тевсиянен кетесіңіз оге. Oldu mu öyle? Мен білмеймін, асылында мен оларын берген тәрбиенен 100% разым. Олар мені çok сөгмеділер, керекли дайын, керекли дәрежеде. Бабам, мен оны бір ердейінде айтқан едім, бабам өмірінде бір кере мені ұрды. Ama onu yaxşı hatırlayayım, hiç can ağırtıları yoktur mende, çünkü iş için o yaptı. Biz şehirde yaşaydık ve ben başka bir azbarına gittim. İşte babam açılanıp biraz şamar orada. Ondan son bayağı bana serbestlik berediler. Bayağı işte akıl öğretediler. Babam ağamla beraber beni bütün bu akay işlerini nasıl yapmağa erişini öğrettiler. Babamız çalışkan için bütün bu aletlerin nasıl kolda tutmak, demirle, ağaçla nasıl çalışmak bayağı şeylerini öğretti. Ağam, anam ve tatam beni işte öyle bir tahsil boyunca okumak, saymak. Ben mektepke barganca tatam beni erişini öğretken edi. O da çok sağ olsun, onu her vakit onu tırışam aytmağa. Onun için terbiyem pek güzel aldım. Ben belesem ve bu psikologik tarafından özünü serbest duyam bu yaşına gelip ve elbette ben endi tırışam aytkan gibi ballarıma da öyle bir çok öyle bir üstüne tesir etmege basmağa işte basmamak öyle bir tırışamız ve bu balans işte tapmağa. Çünkü endi ana babam olgan son bu mesuliyetini elbette duyasın öyle bir. Yaxşı, onun için nasıl aytayım? Ömür devamında onlar bana beni öğrettiler işte bu adalet adam olmağa, serbest adam olmağa, işkir adam olmağa. Elbette balalıkta bayağı zorlap, öyle bana bunu yapacaksın, bu yapacaksın, şimdi anlaysın ne için öyle gerek edi. Onun için biz, ömür arkadaşım da tamam öyle, biz bir işten korkmayız, gerek olsa işte gerek hareketlerini yapmağa her vakit hazırız. Terbiye meselesinde aytasınız ki bazı vakitte münakaşalar çıka, apayım böyle ayta, men böyle ayta. Ama neyse de nasıl bir kararga kelesiniz? Kimnin aytkanı çok ola? Левиза ханым. Мен более консерватив бір тарапына алам, Нариман демократик тарапына ала. Onun için bir ортаға іште келеміз. Де омаға айта, Левиза текран емшақча керек олмаға, сен пек өлі басасын. Де менің сөгем іште, ама озера теклаф етеміз, сон баларға өлеште Bizde öyle ola, bilesiz, ballar bir şeyler yapsalar, bir aramızda bir şeyler olsa, de birisi öyle bir başlay açık kızmağa, ikincisi su tura bu vaziyetini, ya da ikincisi onun için ama Allah'a şükür bana indi kaç yıl? 12 yıl. Avgust'ta bana indi 12 yıl olacak beraber yaşağımızın. Allah'a şükür ben çok memnunum, yaxşı geçirdik. Çok şeyler her bir korantada gibi olgan edi ama neyse beraberimiz, ben öyle bir ümit etem ve ömrün sonunda öyle de kalır. Ya nasıl tanış oldunuz? Kayda? O mecliste tanışıldık. Men 3. kursta gıyabi bölükte okugan edim ve Korandaga da yardım gerek edi yapmağa ve işe kirdim mecliske. Bir işte eski bir ofisinde Eskişehir'deydi, Jitkova sokağında ve bizde öyle alçak, küçükene bir evçik edi.
Мен Шевкет Акайбулаевның ярдәмчесе булып çalışkan edim ve Şevket Ağa'na iş odasına girmek için bizim odasına gerek edi geçmege ve herkes kim keledi yerli meclisler azalar Resim çıkarıp alaydık. Yok resim çıkarmaydım. Kim kese selamlaşıp, bir şakalaşıp, alını sorap, Şevket Ağa'nı sorap geçiyediler. Biz endi alıştık öyle. Anda da bir kız çıkıtraydı. Ve bir günde kele bir yigit ne selamlaşıp biz ne soramayıp doğru indemeyip bizim geçip işte Şevket Ağa'ya kırdı. Biz kızçığının oturgan edik, bir-birine öyle baktık, terbiyelenmegen bir adam geldi, insan geldi deyip. Son işte laf etip, öyle de indemeyip çıktı. İkinci sefer kelgende Şevket Ağa yok idi, işten ketken idi ve o kaldı, mecbur oldu kalmağa, beklemek onu. Selamlaştı mı ikinci kere? Birinci kere utandım, öyle bir kızlardan. Ve buna ikinci sefer kelgende işte o Şevket Ağa'nı beklemek için oturdu, laf ettik, işte kaydasın, tanış adamlarını da taptık ve başladık öyle işte. Son Şevket Ağa'ya Nariman Ağa kaç kere gelip başladı bir günde? Son o Avdiyet'te çalıştı, jurnalist gibi olup çalıştı ve mahalleler getirdi, da işlerinin bizde de anda toplaşılar olaydılar, öyle jurnalist gibi geldi çalışmağa ve elbette sıkça gelip başladı. Kelgen edi. Sonunda başkaca bir-birimizge bakmağa başladık. Aslında bu sene Avdet gazetasının 30 yıllığı jubileyi ve benim için Avdet gerçekten Avdet oldu. Çünkü ben 8 yıl başka yerde okugan, yaşagan edim. Tamam 2005 senede ben kayttım Kırım'a. Şevket Ağa beni çağırgan sebebinden. Anda elbette işini de taptım, yolumunu da taptım ve elbette umur arkadaşımını da tamam anda işte tanış olduk ve eğer şehrini, Akmecit şehrini yaxşı bilseniz, Jitkova sokağı bu eski şehir, bayağı öyle bir tepede, bizler son endi tanış olgan son bu yerden ta demir yol vokzalına Jayav bayağı yürüdük. Sabahdan saat 6'da men birinci elektriçkanın kelip, o meni son elektriçkaga onu ozgarıp, oturtup, men çapaydım avtobusga, endi evge barmağa. Öyle işte bayağı kezdik, yürüdük. Herkes işte gibi, bütün yaşlar bekim öyle yaşadılar. O vakitleri bizge maşinalar yok idi. Jayav yürüyorduk, marşrutki, elektriçka öyle işte. Ve işte 2 yıl galiba biz öyle bir yürüdük. Son bir karar alıp, ana babalarımız da karşı çıkmadılar ve tez toyun yapıp koranta kurduk. Maşallah. Sizin fikrinizce muvaffakiyetli ve muhabbet korantanın sırrı nedir? Ayta bilesiniz mi? Endi bir formulanız vardır sizin. Aytacaksın. Bilesiz, menimce mında en birincisi iki söz bekim var. Bir-birini hürmet etmek ve çeşit öyle vakıyalarga sabır etmek gerek. Buna hürmet ve sabır olsa bütün öyle bir maniyalardan geçmek mümkün. Yaş olganda belkim yaşlar öyle bellilerin kinoların bakıp, serialların bakıp bu koranta yaşayışı yengildir, işte anda bardır. Ama bu iştir, men onu öyle bir duyam ve her bir işinde gibi mında sabırlı olmak gerek. Öz ömür arkadaşını elbette hürmet etip soylarını, dostlarını ve elbette bir-birinin için bayağı işler yapmak hazır olmak gereksin. Endi sen bir özün değilsin, istesen anda bardın, mında bardın. Endi koranta olgan son beraberlikte karar da alına, beraberlikte de işler yapıla. Ballar koşulgan son o da öyle bir. Ama onun bir güzel işte neticesi var çünkü koranta var.
Эмине ве отделениен біраз Джемил юхлай. Onun için Emine ve Adile'nin konuşacağımız. Adile kaç yaşında? 11. 11 yaşında Emine. 8 yaşında ve onlar milli sınıfka katnaylar. Ve ana tilimizde de güzel laf ettiler. Soramağa isteyeyim. Kim çokça sizini, bilmem, soge deyik. Kim çokça sizge iş buyuru, ananız ya da babanız? Kim böyle sert deyik? Bilmiyorum. Ana, vakit ana oldu. Çünkü anam Erkunyo'nun olarмен beraber babam bizde yumuşakça. Nenen siz meraklanasınız? Katnaysınız mı burada bir bilmem tögereklerge? İsteyim katlamak tögerekge, resimler yazmak için. Resim yapmak seviyorsun. Ya Emine? Ben de resimler seviyorum. Okumağa seviyorum. O böyle bizde öyle icadkar bir insan. Adile öyle işte resimleri pek Adile azıcık introvert kızımız. O seviye öyle bir oturup bir şeyler yapmağa eminimiz. Öyle azıcık artistik kızımız. Yarışlarda da galibiyet kazangan edi. Nasıl yarışlar? Kobelek. Kobelek yarışı. Maşallah. Demek hem şiirler aytasınız hem de yırlaysınız ya kızlar. Bugün bizim seyircilerimiz için yırlayacaksınız ya da hem de şiirler aytacaksınız. Biz beraber yırlayacağız, ben şiir aytacağım. Pek güzel. Başta yırdan başlayalım. Nasıl yer olacak? Alıştadan. Güzel kırım yeri. Kanı buyurunuz. Alıştadan esken yerler yüzüme vurdu. Balalıktan osken yerler göz yaşım turştu. Men bu yerde yaşamadım yaşlığıma. Doyalmadım vatanıma. Hasret oldum ey güzel Kırım. Bahçaları, meyveleri, bal ile şerbet. Sularını içe içe doyalmadım men. Men bu yerde yaşamadım yaşlığıma. Doyalmadım vatanıma. Hasret oldum ey güzel Kırım. Aferin, maşallah. Enver Karbaba, gururlanasınız mı ballarınızla, torunlarınızla? Onlar için yaşayak endi. Evet. Başta balalarımızın baktık endi torunlarga kolumuzdan keyin yardım etip işte. Gururlanmayı yapacağım. 5 alıp kelsek kubarlanmız. Evet. Bu hala okuyor. O da şu. Şükür Allah'a. Aslında Adile bizde öyle bir yaxşı okuyordu. Biz şu bileneydik Emine Hanımız nasıl okuyacak? Çünkü o azıcık öyle bir yerde oturmagan bir kızcık, Leviza çok öyle bir şu bilendi, kasivetlendi, nasıl olacak, nasıl o mektepte, anda endi bala bahçesinde değil oturmak 45 dakika ama o bizni bayağı öyle bir şaşırttı. O oturdu. Şimdi sınıfta en güzel okuyan talebelerden birisi işte. Onun için hocamız da bizni endi kıynay. Okusun, öğrensin öyle bir. Endi Cemil ağamız nasıl olacak böyle. Endi yanı öyle bir kasivetler. Ama ona da vakti var. O nasıl tarafka tarta aslında? O Emine'ge öyle bir görünüşünden ve tabiatından Emine'ge bayağı öyle bir oşay. Bana dördüncümüz endi bizge bir tapmaca. Nasıl olacak? Evet, kızlar değiller endi bir balans olsun. Endi olacak kısmet olsa balacığımız Adile'ge oşasın deyip endi olacak doğru. Bakarız. Bala terbiyelegen vakitte Nariman ağa, en esası ballarınız nasıl insanlar olup öskenini ister ediniz? Men bilesem, mına ana babamdan, eksi de ana babamızdan öyle bir algan terbiye ve elbette
Олар огреткен шилерін біз де тырышамыз. Олар ачық адамлар олсынлар. Elbette халқымыздың бір азасы өзіні дүйсынлар. Бұны пек өле бір ең мұйым деп саямыз ве анамыз, Умур арқадашым, бұңа чоқ дыққат айыра. Менден де зияде ана тілімізде лаф етсінлер, мұна ширлерін, түркілерін, тарихымыздың білсінлер. Арада сырада, әлбетте шынды оларын чоқ бір қиынамайық, ама отырамыз ве башлаймыз. Мұна тарихымызда өлеші олды, тарихымызда бөле вақиялар олды. Іште земаневида, оле бір дұрынымыздың тырышамыз ағнатмаға. Олар адалетлі, сербест, ачық, оле бір адамлар бір шиден қорқмаға білгілі олсынлар. Бұтын іште олешілерге огретмеге тырышамыз. Чүнки әлбетте ана баба олған сон енді жүрегіміздің оле бір дұйғылары толдырды, не олажақ, насыл өсежеклер, олардың өмірі енді насыл олажақ. Олар да біздің кеби Қорантанын тізмеге ала ярдымжы олажақ мы, yok мы, не тағдыры. Іште оле отырасын қасиветленесін. Оле ола ер кезінінде юқлатқан сон, визанин отырып, оле бір ақшамда дегіл геже қавесіні яндырамыз ве түшініп іште оле бір лаф етеміз. Кім насыл олажақ? Сіздің балалығыңызға қайтмаға істередім. Нариман аға балалықта насыл еді, қатырлайсыңыз ма? Табиаты, білмейм, ненен мерақлана еді, насыл бала еді асылы? Бір жерде отырған бала да өледі. Этажда отырдық навайды, шыға қачайды. Қайда қачайды? Мен қыдырып жолға түссем бірда Айше топеден қыша үйде дей. Нұмақты кіреді, нұмақты кірмей. Бізде якында ойдыра бар еді. Ана еминеді ондайын бір жерде отырған шейді өгіл. Бабасына ұшай. Бабасына тартты. Ол дүйады, бабасы іштен келедік бар. Балалықта енді аңлай едіңіз ме? Мұна бұл бала, білмейм, сиясетнен оғырашачақ, бұл сиясет жолымен еді. Оқыма бек яқшы оқиды. Ожалар бір мектептен бір мектепке класслар кешкенде ожапшасы. Мен Нариман'ın ап кетeceğim diye dağında yol var еді. Men ya bir yerden alırım, mektep gece yardım eder barmağı diyedi. Mında kendi dedi, vay самого лучшего ученика увозите деді. Я говорю, что? Әйер бір шен біледі, татасы оғыретті айтқанына көрі. Мектептен мне не интересен деді. Все знаю, бір шен біле, harflerini біле, оқыма біле. И этот справедливый был. Бір кере мұнда октябрьде бір бала ярым ай сөз жазған немесіне, заборсіне. Бода көрген. Ocakta kim yazdı deyip soran ama ya çok предательство. Satmaydı. Yok. Onday. Öyle şey var еді, ama bu balanın barıp laf ettim, anlattım. Evet milletimiz hakkında öyle yaramay sözler var еді. Men tırıştım işte laf etmege. Aslında tanış, dost gibi bir bala еді. Ағнаттым. Сіз ағнайсыз, 90-ынчы сенелері бұл халқымызға шымды де язықлар олсын, ама о вақытлары халқымызға чоқ өле бір ярамай өле дұйғынен Қырымда яшаған адамлары бақа еділер, қорқа еділер, бұл стереотип ішінде бұлынып, ве өлеш вақиялар пейда олайды. Ама Аллаға шүкір ағнадық ве мектебін соңына же бір дост олып өле бір yaşadık beraberlikte. Onun için öyle. Нариман аға, мына чоқ бүгін адалет сөзіні айттық. Aslında hepimiz білеміз, сіз пек адалетлі қорқмаған инсансыңыз. Ve bu adaletlік сізге yaşayышты кедер етмей ме? Yok, мен оны öyle bir gerekli bir çizgi sayam ve aslında benim umurumda aslında tırışam halkımız içinde, yaşagan mına yerimiz, Kırımımız içinde adaletli öyle bir yaşayış olsun, serbest yaşayış olsun. Bütün işlerim işte buna bağlı ve elbette
мен де яңлы шилер бір япа білерім. Маңа да оле бір 100% мына бұл адам адалетле айтмақ мүмкін дегіл. Ең мұйым адам өз хатасыны оле бір аңнаса ве оны yok etmege тырышса, o çok güzeldir. Onun için şimdiki zamanında o'zingiz bilesiz, bir-birimizga öyle bir qiyish bekin bakamiz, ana o satqın deyler, mana bu yaramay deyler, ana o qaraman deyler. Ama elbette bundan pek muqayt olmak gerek. Adam bugün bekim yanlışabilir, yarın büyük bir qaramanlık yapabilir ve elbette men tırışam bunda büyük bir muqaytlıkla bakmağa. Eğer men bir şeyden razı olmasam, tırışam adam o güne barıp, onu korup ya da açıktan öyle bir aytmağa ve belki onun için bana öyle bir men öyle bir sayam hürmetle bakmağa tırışalar ve men ondan çok memnunum ve bundan büyük bir mesuliyet duyam. Endi böyle güzel bir mevzularga geçmek isterim. Aslında Kur'an'tanız men siz çok rahatlanasınız mı? Ve nasıl rahatlanmağa seviyorsunuz? Çok rahatlanmayız. Çünkü bazı vakitlarda Nariman'ı haftalarının görmeyimiz, demin de ballara. Onun için ama boş vakti olsa elbette tırışamız çıkmak beraber Kur'an'tan. Yazıklar olsun, bekim menin tabiatım öyle rahatlanmağa ya da rahatlıkka öyle bir vakit ayırılmağa bilmeyimiz, men bekim bilmeyim. Elbette evde oturup evde öyle bir erkünlük, öyle bir rahatlık var. Ama bir yerge toplanıp gitmege pek seyrek ola. Sağ olsunlar, birek öyle bir dostlarım var, çağıralar, keliniz bizge, deniz yanına, yakında bardık, işte Kezlev tarafına 2 gün öyle Kur'an'tan beraber denizin kokusunu ve sıcağını öyle bir duyduk. Men yandım anda. Ama neyse öğrenmek gerek. Bu büyük bir öyle iştir, rahatlanmak. Evet, Kırım Tatarlar için. Kırım Tatarlar için men özünü öyle bir serbest duymayım. Her vakit telefondan ama anda baracaksın, anda baracaksın, o kadar alışasın ve öyle bir toktatmak için. Onun için bu koronavirüs çıkkan son men bayağı gerçekten eğer bu hastalık çetki alsak bayağı kullandım. Çünkü men gerçekten evde bulunup birkaç ay mına karantanın beraber ballarından eşitmedim. Baba sen kayda ketesin? Onlar ervada. Ne vakit kaytacaksın? Bekleyiler oturalar bunda. Endi kaytsam Ömür arkadaşım dey, ballar sen de endi sağınganlar. Sen her vakit bir yaka ketesin. Mana bu barın, bu yılın barında endi evde oturup işte bayağı toyduk birbirimizge. Liviza Hanım, siz birden alıştınız mı Narimanaga? Er vakit bir yerge ketdi, bir yerlerde iştirak etti. Kaç yıl gerek oldu sizge alışmak için? Kaç yıl saymadım ama birden alışmadım elbette. Onun için kıyın elbette kıyın. Aslında ballar olganda endi kıyın oldu. Çünkü kichkine hatırlayım Cemil'de anda 6 ayda olganda o ketken edi. 1-2 haftaga mında kış bizde отопление bozuldu. Onun için oturduk, sağ olsun dostlarımız var. Gelip tez yaptılar, çıkıştık. Ama İşte alıştık. Men belesem Liviza'ga yengilce oldu çünkü o bizim bu milli harekette ozu çalıştı. O yaxşı ağnay ne sebepten men evde yok mu, ne için men andamında yürüyem. Bu tarafından aramızda öyle bir münakaşalar yok. Elbette Ömür arkadaş gibi, anası gibi o ister edi men çokça evde olganımı ama işte tilimizni tapamız. Men belesem. Maşallah. Bugün yakınlar hepsi evdeler ve herkes evde olganda nasıl yemeklerini pişirmeye tırışasınız ve bugün nasıl yemek hazırlayacaksınız Liviza Hanım?
Aslında endi yaz bizde keldi, onun için öyle ağır bizde aşlarından kobeteler, mantılar. Yani mantı bugün olmayacak. Yok, olmayacak. Kamraştan endi vazgeçtik tekrar çünkü yaz sebzeler meyveleri var. Onun için biz öyle işte dolma, sarma degen aşının pişirdik. Ve onların variantlarını. Variant, yani başka bir çeşidi. Çeşit türlü sebzelerden yapkan dolmalar. Men pek meraklandım, onun için sabırsızlık ile bekleyeyim ve sizlerini de aşhanege Liviza Hanım'la davet ettim. Bizle olunuz. İşte saygılı seyircilerimiz, görgeniz gibi biz endi aşhanedemiz Liviza Hanım'la ve elbette ki bizim yardımcılarımız Emine ve Adile'nin. Liviza Hanım, aslında evinin en sevimli odası aşhanede. Aşhanede, çünkü hem de oturamaz, hem de televizor, hem de aş pişiremiz, laf etemiz, hem de aşhanede. Adile'nin, Emine erte başladılar mı sizge yardım etmekle? İyi, tırışam, öğrenmeye erte başladılar. Nasıl yemeklerini siz pişirmeye seviyorsunuz Emine? Dolma. Dolma. Ya Adile? Мен anneannem пекинем yapmaya böyle dessert, булочки. Tatlı yemeklerini. Ve elbette ki bana gözümüzge birden bu resim taşlana, bunu galiba Adile çizdi. Sen seviyorsun resim yapmayı. Ben boyaladım. Emine ise boyaladı. Ne için anda ananızın bir gözü kısılay, küncüsü açık? Ne için öyle? Adile bilmedi ровно yazmadı. Küçük gözünü yaptı. İşte ustalıkның büyük sırrı. Eğer de ikinci gözünü nasıl doğru kerek yapmağa bilmeseniz, buna böyle yapabilirsiniz. Bu da istidattır bence. Bir yanda güzel tilekler. Bu doğulan gününe yapkan ediniz bu resmi? Yok. Onlar her gün bana öyle tileklerini bağışlarlar. Onun için sebep gerek mi? Diştirdim de, mantolum da böyle tilekler. Adile son gösterirsin resimlerini. Biz bugün ne yapacağımız? Dolma, sarma. Aytkanına gibi bizde endi yaz sebzeler çok, elbette öyle hamraş aşları pek ağırlık yaparlar. Onun için ve aslında biz Horantan'ın sebzeler meyveler çok aşağımız pepe degen şeyge uğraşamız ve bugün ben hazırladım sizge işte hem de dolma hem de sarma yapacağımız. Dolmalar biz yapacağımız biberden, mor patlıcandan ve domatesten ve saracağımız kapustalı yapraklar ve üzüm yapraklar. Aysa başlayalım. Sen Emine, yana dolduracaksın biber ya da pomidor biberlerini. Demek sen biberlerini doldur, ben ne yapayım Liviza Hanım? Mümkün domateslerini doldurmak, Adile ise patlıcanı dolduracak. Ben saracağım ise. Kapustanı. Yaxşı, yapayıq aysa aslında bu anlağanıma göre 3 kazanda. Ayrı bir 3 kazanda koyamız çünkü üzüm yaprakları bizde öyle ekşi. Onun için adamı başka sebzelerge geçmesin deyip işte yapamız. Liviza Hanım, aslında 3 balanın anası olmak bu yengil şey değil. Akayın her vakit çalışsa, her vakit işte olsa ağır olmayayım. Nasıl beceresiniz? Niye yardım ete? Kim sizge yardım ete? Aslında çok balanın beni korkuzdurmacasınız çünkü ben bala bahçesinde çalışıyorum ve günde 20-25 taneden ziyade de bala olalar. Ve onun için çok balala korkmayın. Korkmayın. Siz bala bahçesinde terbiyeci olup çalışırsınız. İyi, terbiyeci olup Aysa sizin sabırınız pek kavidir. Mına biz ballarınıza terbiye beremiz, çok şeylerini anlatmağa tırışamız ama biz de ballarımızdan bazı şeylerge öğrenemiz. Siz öz ballarınızda nasıl şeylerge öğrenesiniz, öğrendiniz? Nege öğreteler olar? Bala bahçesine geri göre ballar özleri öyle açık, öyle yüzlü, öyle nasıl diyeyim, küncülüğü yoktur, yalanlığı yoktur aytkanı. Onun için onların can yürekten gerek
konuşmağa. Onlar onu duyarlar. Ve elbette onlardan öğreniyorsun öyle temiz, açık olmak, işte öyle de güler yüzlü, işte böyle işte. Нариман аға hakkında konuşayım biraz. Aslında halkımız Naриман ağanı böyle adaletli, cesur, ciddi insan olarak bilirler. Ya evde o nasıl baba? Evde o pek yaxşı. Hem de baba, hem de ağay her vakit yardım ediyor. Gerek olganda her vakit hazır. Her şeyge, hem de balalarının dersleri de yapmağa, çünkü ben bekimdir yetişip olamayım, hem de aşılarına bakmağa, hem de balaçıklarına. Onun için her vakit bana yardım ediyor. Kızlar, siz aslında gelecekte balaban olsanız kim olmak isterdiniz? Adile, senin de biliyorsun mu ya da daha düşünüyorsun mu? Bileyim. Kim olacaksın? İllüstratör, ben isteyeyim kitaplarınğa resimler yazayım. Maşallah. Ya sen Emine? Ressam. Ressam olacaksın. Ressam? Emine de. Teacher olganı tabii yaşatsan. Eray deniz şeye, istekler. Biz de öyle aydan da icadkar bala her aydan bambaşka zenatını seçiyoruz kim olacağını ya balam. Ya sizin fikrinizce Germana politologiya, siyaset olmagan olsaydı Naриман ağa nasıl zenat boyunca çalışır edi? Da ne yapmağa biliyor? Naриман aslında her şeyini yapmağa biliyor. Hocalıkta mümkün, onun da sabrı hocalığa var. Balaban ve balarının beraber tarih olsa, geografiya olsa, onların her vakit uğraşa ve onlara anlata derslerini. Adile bizde 6. sınıfka geçti. Üçün anda endi tekarançık ağır programması. Ona da hazırlanmak gerek. Bakınız biz tez beceremiz. Maşallah yardımcılar çok olsa her şey tez ola. İşte saygılı seyircilerimiz görüyorsun gerçekten de pek dülber ola. Korunuşu ve ben eminim ki pek lezzetli de olur. Kızlar seviyor böyle yemeklerini. Aşamağa biberli soyunu da seversiniz. Evet. Çünkü bilim sevmiyor. Biberini ayırasın. Ben de balalıkta öyle yapaydım. Ama şimdi pek seviyorum. Çünkü biliyorum vitaminlerim de pek çok. İşte kaç dakika pişirmek gerek olacak Leviza Hanım? 30-40 dakika yeter oğa. İşte ama patlıcan ve domatesge 20-25 dakika yeter. O tezce pişer. Tezce pişirir. Onun için ben ayrı bir kazanға onların koyarım. Ve kazanın tübüne gerek mutlak tırıqot koymağa. Son kaynagan suyun koşamız ve 2-3 kaşık sarı yağ üstüne koyup pişiremiz. İşte saygılı seyircilerimiz gerçekten de miraklı resept. Mına endi hepimiz beraberlikte görgeniz gibi işini becerdik. Endi kazanға olarını koyup pişirmek işi kaldı. Siz için bu vakit pek tez geçer. Bizle kalınız. İşte Naриман ağa bu siz yaşayan koy. Koyunuzun adı Beytanış. Beytanış. Gerçekten de pek miraklı adı var. Rus adı. Первомайская. Кырымда баягы Первомайский көйлері бар, ama bizimki, men onun için aytam her vakit bizim eski adlarını pek güzel, çünkü qaysı koy birden ağnayısın. Ve Beytanış koyundayım, ona böyle dülberden dülber özendi baratta. Naриман ağa aslında biz Kırım'da yaşayımız ve Kırım bence unikal bir yerdir. Evet. Mında memleketinin aman her bir memleketini görmek mümkün Kırım'da. Ama buna bakmadan bazıları Kırım'dan ketmege mecbur olalar. Siz de böyle fikirler kimlerde peyda ola mı ya da aslı bu fikirlerini siz kabul etmeysiniz? Yok, kabul etmeyeyim. Men bilesiz Özbekistan'dan kelgen son men de Kırım'ın öyle bir fiyatını diyeyim, emniyetini o kadar bir bekim ağnamaydı ama şimdi o kadar benim için vatanımız mühimdir. Bir yaka ketmege hiç de istegim yoktur.
Нариман аға, сіз принципиал инсансыңыз мы? Ve hangi принциптеріңізден сіз ешбір вақыт вазгечмессіңіз? Принципиал айтмақ мүмкін, амма насыл тырышам оле олмаға. Тырышам әлбетте, ve менің үшін ең мұйым бір принцип бұл сербест олмақтыр. Сербест олмақ, чүнки егер адам сербест олмаса, оның оле бір умуми яшайшы да güzel олмас. Қорантада алайық, оле бір жемат арасында бұл адам өзіні бір sıkıntılı оле бір вазиете бір дуяжақ ve оның әрекетлері де doğru менімже олмаслар. Нариман аға, егер мына тарихымызны алсақ, тарихымызда әрекет еткен, фаалиет көстерген анги инсан сіз үшін неміневидір? Böyle insanlar bekim çoktırlar ama men sonki vakitlары bekim bizim en belli adamlardan, öyle birisi kahramanlardan birisinden bu Noman Çelebici-han. On yaşayışını yaş ketti, onu öldürgen son. Men şimdi tırışam o yaşagan vakitlarını, o yapkan işlerini ve planlarını, öyle bir fikirlerini öğrenmeye tırışam. Yazıklar olsun pek az malumat var. Yakında Rahmetli Yunus Kandım yazgan kitabını okudum. Bayağı öyle bir fikirler anda güzel var ve onlar şimdiki zamanında pek öyle bir uygun ve tırışam elbette bakmağa nasıl bir öyle bir bugünkü günge layık bir hareketler yapmak mümkün. Elbette çok adamlar var ama bu insan beni ne içindir ziyade öyle bir meraklandırar şimdiki zamanında. Нариман аға, мына халқымызны алса, халқымыздың аятыны, yaşayışını, ne için halkımız vakit bir sınavlardan keçe? Ne için o kadar çok kıyınlıklar bizim halkımızın başına geliyor? Sizin fikrinizce bu neyle bağlı? Gerçekten çok benim dostlarım, benim de aklıma öyle geliyor. Ne için öyle ola? Ne için bizim halkımızga öyle bir rahat yaşamağa vermiyorlar mı? Ben bilesem bu bizim yaşagan yerimizden bağlı. Ya da Allah'ımız bizim halkımızı bir şeye de hazırlay. Yaşagan yerimizge ne için? Kırım öyle bir dülber yer ama öyle bir bizim yer küresinde öyle bir yerçikte yerleşkede bunda bütün siyaset, bütün öyle bir yollar, bütün halkların öyle bir hareketleri bu yer, bu toprak etrafında olgan ve elbette bunda öyle rahat yaşamağa çare de olmadı. Ve men öyle bir belliyim, bekim halkımızga öyle bir rol ayrıldı. Biz onu da anlamak da gerekmiz ve onu kabul etmek de gerekmiz. Ondan son belki bu ağırlıklar, bu sınavlar bitecekler. Ama men öyle bir umut etem, bütün bu sınavları halkımızın tek kavilleştirirler. Böyle bir hayal eteyik, halkımızın geleceğini nasıl göresiniz? Nasıl görmek isterdiniz? Men bilesiz öyle bir pozitif bir adam, onun için geleceğini de öyle bir kara түсlerinde görmeye hiç de istemeyim. Ne de olsa men tırışam yaxşılıkını. Mına şimdiki de zamanında vakit adam hayırlısı da var. Çok öyle güzel şeyler oldu. Bayağı bu çöplükler öyle aytayık, onlar korundu ve bayağı aslında bekim korunmayan kahramanlar peyda oldu. Biz mina belledik ama adi adamlar, onlar o kadar özünü güzel gösterdiler bu vaziyette ve yanı yollar, yanı imkanlar açıldı. Onun için eğer biz toxtamasak, eğer biz içinde, halkımızın içinde olan bu enerjisini kolda tutsak ve onu hayırlı bir işlerge kullansak, men bilesem halkımızın geleceği de parlak değil o kadar değil ama halkımız için ve bu toprak için güzel olacaktır inşallah. Bugünkü günde gerçek aytsam halkımız böyle bir joyuldu da değil de yolun sanki tapıp olamay böyle yolunu adaştırdı.
өзүнү насыл алып бармак керек? Яғни насыл тевселеріңіз olur? Тевсеем бір, білесіз, не үшін олешімді алда халқымыз oldu? Çünkü келділер ябанжылар ve олар başka bir yollarını, başka bir принциплерini teklif eteler. Bu doğru değil, mına böyle yapınız değil. Bu serbestlik güzel değil, mına öz aşkazanını bakınız. Ve bu doğru değildir. Bizim milli hareketimiz yıllar içinde bayağı bir öyle kavi prinsiplerini teklif etti. Onların öyle bir teşkirde yaşayış devamında, kureşimiz devamında men bilesem ne kadar biz öz adetlerimizge, öz tarihimizge, öz mına milli prinsiplerge kol tutsak, sanki ana o bir yip, labirint Minotavra deyilер, anda yipke bağlı adamlar işte bu sınavların geçip çıkanlar bu labirintten. Bizler de kısmet olsa, eğer bu prinsiplerge tayansak, men bilesem bütün bu sınavlarından bu ağır, gerçekten ağır vaziyetten geçermiz. Ve inşallah öyle bir bu topraklarında, Dülber topraklarında, doğru ayttınız, öyle bir bahtlı serbest yaşarmız. Milli prinsipler, milli gayeler, belki de her bir insan özcesini anlaydır. Nedir bu milli gaye? Milli gaye bu Kırım'da yaşap özünü de baktırmak gerek. Halkımızga da öyle bir faydalı adam olmak. Çünkü biz gerçekten azmız şimdi. Tatarlar çok ama kim ne yerde yaşay? Ben her vakit aytam, onu ulu adamlarımız da İsmail Bey Gasprinski de aytkandı. Koluna kelgen kadar halkımızga yardım et. O ne olabilir? 5 gümüş de olabilir, 1 milyon da bekim olabilir. Birkaç öyle bir tola duvarın içinde koymak olabilir. Tabiatını temizlemek, mahkemelerge barmak, işleri çok. Adam tek onu bir düşünüp baksın, benim koluma mına bu şimdi kele, ben onu yapayım. Öz ballarını terbiye etmek. İş adamlarga öz biznesini yaxşı bir inkişaf etip adamlarga iş vermek, onlarga aylık kazanmak, para kazanmak çarelerini vermek, o da halkımızın için bayağı bir güzel öyle bir iş. Yırcılar türkü yırlasınlar, çalgıcılar çalsınlar. Jurnalistler öz işini güzel, profesyonel şekilde yapsalar, o da men bilesem mına hareketimizge, halkımızın yaşayışımızga balaban bir tesirli neticeler öyle bir olacak. Onun için tek öyle yanlış öyle bir yolundan vazgeçeyik men bilesem. Bilesiz şimdiki zamanında bekim karamanlık da göstermeyip, yaramay hareketlerge koşulmamak. Bu mühimdir. Şimdi bu öyle bir tırışalar halkımızını, Kırım Tatarlarını öyle bir yaramay hareketlerine işte koşulup onlarını yanlış yolundan alıp gitmeye. Men umut etem, eminim men. Ve bu sonki 6 yıl içinde onu kurduk. Kırım Tatarların mına tecrübesi akıllı yetti de koşulmamak öyle şeylerge. Nariman ağa, sizin yaşayış devamında en büyük gururunuz ve galibeniz. Aytıp olursunuz mu? Aytıp olurum, men onu her vakit aytam, bu benim korantam. Benim gururum, benim umutum, benim bilmeyim geleceğim ve elbette men onu bekim aytalmam ama eminim ki eğer men ballarımı östürsem, onlarga terbiye berip, öz korantalarını kurmağa çare tapsam, men öz yolumnu öyle bir doğru da ketkenini ve tollu ketkenini bekim sayarım ve elbette ikincisi bu halkım için öyle bir faydalı bir adam olsam, o da men bilesem. Şimdi öyle aytalmam ama bekim keller öyle bir yıllar, vakitler oturup men onu duyarım. Mına yapkan işlerim semirali oldu, öyle bir yaxşı oldu. Men Leviza Hanım'dan soragan edim bu subetten evvel. Eğer de politologiya zenatı olmagan olsaydı, Nariman ağa kim olmakını becerir degen sualga aytты ki siz her şeyini yapıp olursunuz. Siz her şeyini yüksek seviyede beceresiniz, lakin siz özünüz nasıl cevap bere bilesiniz? Nasıl zenatını seçer ediniz?
Білесіз, біріншіден айтacağım, tembellik de bana öyle bir şey var içimde. Tembel olmasam gerçekten men bayağı işler becerir edim. Ama siyasetten ve jurnalistikadan uğraşmaktan evvel men çalgıcı olmağa ister edim. Müzika mektebinde men klarnet aletinde öğrengen edim ama bitirmedim. Onun sebepleri var edi. Son dostlarım çağırgan ediler. Men Kırım'a okuştan kaytkan son dostlarım çağırgan ediler. Kel bir takımga kirersin, toylar çalarık, para kazanırık. Sağ olsun dostlarım. Ama apayım yok dedi. Men seni son geceler koralmam dedi. Yok, başka işler yap. Ve men daha bir men sevimli zanaatında öyle bir çalıştım. Bu hocalık yaptım. Men gerçekten bu işini seveyim. Ağır iş. Kayda hocalık yaptınız? Mektepte. Men mektepte Akmescit Halkara Mektebi'nde çalıştım. Bizim Türk arkadaşlarımızla beraber tarih ve hukuk işte fenlerin verdim ballarga. Ama son başladım ben de jurnalistikаны uğraşmağa ve bütün bu işlerini birden yapmağa ağır oldu. Seçmek borçluyum edim. Ben seçtim işte jurnalistikаны. Siyasetke ise öyle bir yaşayış beni sanki getirdi. Ben onu seçmedim özüm. Ama vaziyet öyle oldu. Ben gerçekten başladım ondan uğraşmaya. Ama özünüzü çok çekim sayasınız. Siyasetçi, politolog, hoca, baba. Ben ayrılmayayım. Her şey mende öyle bir garmoniya olarak içimde işte var. Onun için ben bütün bu vazifelerini hazırım ve isteyim işte becermeye. Yaxşı ki siz bizim halkımızda varsınız. İşlerinizde muvaffakiyetler dileyimiz. İşte endi saatımızga bakam. Galiba dolmalar da endi şey yata. Onun için saygılı seyircilerimiz biz evge kaytamız. Siz ise bizimle kalınız. Dolmalarga maşallah gerçekten de Leviza Hanım pek dülber korunuşu. Ellerinizge sağlık, lakin biraz böyle sabrımızı sınayacağız. Çünkü birkaç suallerim var Nariman Ağa ve programımızın sonunda böyle ananevi sual. Sizin fikrinizce bizge Cemil de koşuldu ve onu da eşten bilesiniz saygılı seyircilerimiz. İşte Nariman Ağa, halkımızın küçüğü ne de sizin fikrinizce? Küçüğümüz bilesiz, birinciden büyük men belesem sabırdan. Sabırlı bir halkımız ve men belesem akıllı da halkımız. Çünkü ne de olsa men belesem yanlış öyle bir adımlardan halkımız her vakit çokluğundan vazgeçi ve onun için men belesem ne de olsa biz çokluğundan doğru yoldan mutlak öyle bir ketip öz maksatlarımızga kelerimiz. İnşallah. Ve Emine bizge vade etti bir şiirini okumağa. Nasıl şiir olacak Emine? Kırım. Kırım hakkında. Buyurun. Buna derler yeşil ada, kocamandır çatırdak. Bir tarafı kulan çöller, bir tarafı bahçe. Bak, gelir sular yallalardan, ne güzeldir dağları. Altın açlık tarlaları, kozuları, koyları. Öter kuşlar sabah, akşam, olur yazda gülistan. Ne taraf göz edersin, altın açlık bak bostan. Maşallah, maşallah. Böyle güzel ballarınız var, ana babanız yanınızda, siz gerçekten de baklı insansınız. Hep böyle devam etsin ve ballarınızga böyle terbiye vergeniz için de teşekkürler bildiremiz. Ve elbette ki programımızın afsus ki, lakin yakınlemegen de vakit geldi. İşte saygılı seyircilerimiz, her birinizin Kur'an'tanızga aynı böyle muhabbetlikni ve sevgi muhitini dileyim. Ben sizlerden sağlıklaşam, lakin unutmanız, her hafta sizlerle güzel Kur'an'talarla tanış etmekle devam edeceğim. Bir-birinizini korşalаңыз ve ATR ile kalınız. Çok sağ olunuz. Siz de sağ olun. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com.
Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip, hasretine kavuşsun. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet küreşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için küreş meydanı açıktır.
Окупанти звинуватили українську розвідку та Меджліс у диверсії на газопроводі. ФСБівці навіть опублікували пропагандистський ролик, де показали нібито ту саму пошкоджену трубу у Перевальному під Сімферополем. Записали псевдозізнання братів-бранців Азіза та Асана Ахтемових, яких окупанти викрали з власної домівки у ніч проти п'ятниці. Більше доби їх тримали без їжі та води, а на ролику їх обличчя розмили. Коли бранці розповідають про нібито підготовку диверсії, затинають це у складній термінології. Окупанти заявили, що за нібито підрив газопроводу кримсько-татарські бранці отримали по $2000 від Меджлісу та української розвідки, які за версією окупантів спільно готували план пошкодження труби у Перевальному. Окупанти заявляють, що братів Ахтемових нібито завербували у херсонському Макдональдсі, а вибухівку буцімто отримували у шматках сиру. Окупаційний голова Криму похизувався облавою і пригрозив усім, хто вийде на підтримку бранців. Мы будем раскручивать эту группу дальше. По крайней мере, понятно, что все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб, ну и под руководством, понятно, американцев. Там без них это все бы не обошлось. Терроризм не пройдет в Крыму. Все, кто будет способствовать, в данном случае террористам, пытаться выходить и оказывать давление, так сказать, в общественном поле на органы власти, однозначно тоже эти действия все будут пресечены очень жестко. Хапати і затримувати тих, хто хотів дізнатися про долю 5 затриманих кримських татар, почали наступного дня після облави. На людей, які вийшли до будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, накинулися озброєні кийками ОМОНівці. Без розбору хапали чоловіків, жінок та літніх людей. Десятки людей вивезли до окупаційних відділків поліції та склали протоколи. Вывели Эскендера Азизанова из здания Киевского суда, увозят. Не церемонились із громадянськими журналістами. Журналіст. Згодом десятки людей зібралися під стінами окупаційного Київського райсуду Сімферополя, де розпочали судилище над Ельдаром Одамановим, Шевкетом Мусіїновим, братами Ахтемовими та Наріманом Джелялом. Навколо присутніх ходили окупаційні поліціянти з камерами та гучномовцями, перекрикували адвокатів та погрожували людям. Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Либо статья 19.3 неповиновение законным распоряжением сотрудников полиции. Требую прекратить противоправные действия и немедленно разойтись. Так звані зізнання брати Ахтемови давали після тортур. Адвокати переконані, що бранці перебувають під неабияким психологічним та фізичним тиском з боку окупаційних силовиків. А під час судилища майже не реагували та не піднімали голови. Ребята как-то неадекватно, очень странно себя вели, не поднимали голову. Такое было ощущение, что они ничего не слышат. Я все-таки пробилась в зал судебного заседания, подошла к Азизу, сказала: я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, вот сегодня с женой. В это же время позвонила жена, а Азиз заученными словами сказал: я от вас отказываюсь, у меня есть адвокат. И я говорю: что ты делаешь? Вот родственники беспокоятся, а он сидит и он просто ни на что не реагирует. Такой может быть только в одном случае, когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Окупанти намагаються змусити братів Ахтемових свідчити проти першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, упевнений його адвокат Микола Полозов. На його думку, це помста Росії за участь у саміті Кримської платформи у Києві та незмінну позицію щодо окупації та репресій. Братья Ахтемовы, они, по всей видимости, являются инструментом достижения российскими властями своей политической задачи. А политическая задача очень простая. Она заключается в том, что российские власти, оккупировав Крым, продолжают последовательную системную практику репрессий в отношении, прежде всего, крымско-татарского народа, в отношении тех представителей крымско-татарского народа, которые активно заявляют о своей политической, общественной позиции, и к числу таких активных граждан, активных
общественных деятелей, политических деятелей, безусловно, относится и Нариман Джелялов. Нарімана Джеляла окупанти звинувачують у підбурюванні до диверсії на газопроводі. Такі закиди він не визнав і відмовився від свідчень. На судилищі адвокат Микола Полозов заявив про низку порушень окупаційних силовиків, а також про тортури щодо першого заступника голови Меджлісу. Еще будучи в статусе свидетеля, он был подвергнут жесткому психологическому давлению. Его с мешком на голове вывезли в неизвестное место, в неизвестное подвальное помещение. Его всячески запугивали, угрожали применением насилия. Ему не давали есть, ему не давали спать, он находился в наручниках. Впоследствии в отношении него провели психофизиологическое исследование, так называемый полиграф, что также является абсолютно незаконным. На судилищі Наріман Джелял подякував усім, хто підтримує його та інших незаконно затриманих кримських татар. І додав, що попри тиск немає ані бажання, ані наміру залишати Крим. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что обвинения абсолютно ложные, связаны с моей журналистской и публичной политической деятельностью. Это еще раз доказывает правоту того, чем я занимался, и не только я. Вот. И всем передаю большой привет. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. И обязательно друг друга поддерживать. Парламентська фракція «Європейська солідарність» готує проєкт постанови про заклик до учасників Кримської платформи тиснути на Російську Федерацію задля визволення Нарімана Джеляла та інших кримсько-татарських активістів. Про це з трибуни Верховної Ради заявив заступник голови Меджлісу нардеп Ахтем Чийгоз. Він заявив, що окупаційний режим в Криму застосовує до затриманих тортури та закликав парламент зробити усе, аби притягти до відповідальності окупантів та президента Росії Владимира Путіна особисто. Проти них чинили і зараз чинять, застосовують тортури. Але їх не зламають. Тут настав час, коли нам потрібно показати нашу участь в їх визволенні. І владі України, і особливо парламенту. Учасникам Кримської платформи, щоб вони звернулись до цього злочинця Путіна, щоб нарешті він відчував свою відповідальність. І в тому числі, щоб учасники Кримської платформи, наші партнери, теж відчули відповідальність. Вибори до Держдуми в окупованому Криму – пряме порушення міжнародного права. У Верховній Раді України завтра розглянуть законопроект постанови про звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми Росії. Вони відбудуться з 17 по 19 вересня. Окупанти збираються організувати голосування і у окупованому Криму. Крім цього, Росія активно залучає до участі у виборах і жителів окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти. У постанові зазначається, що це є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права. Депутати мають намір звернутися із заявою до Радбезу і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, Європарламенту, парламентів та урядів держав-членів ООН з вимогою не визнавати вибори до Держдуми Росії. Там будуть голосувати не лише кримці, які змусили взяти російський паспорт, але будуть голосувати наші українці, які живуть на тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської області після масової паспортизації. І я би хотіла розуміти, який план України щодо цього, окрім лише великих заяв. Затримання Нарімана Джеляла та ще 4 кримських татар окупаційними силовиками засудило посольство Великої Британії в Україні. Там закликали їх звільнити. Британія засуджує затримання 5 кримських татар, включаючи заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла. Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх, як і всіх українських політв'язнів. Крим – це Україна.
Україна закликає Сполучені Штати посилити тиск на Москву, щоб припинити репресії в окупованому Криму. Про це на зустрічі з американськими конгресменами у Києві говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він розповів американській делегації про нову хвилю облави затримань на півострові та грубі порушення прав людини. Дмитро Кулеба закликав американських конгресменів сприяти посиленню тиску на Кремль, щоб змусити до звільнення усіх бранців. Також міністр Кулеба звернув увагу конгресменів на мілітаризацію Росією окупованого нею Криму, а також перешкоджання свободі судноплавства у Чорному та Азовському морях. Усі так звані свідчення давав під тортурами. На черговому судилищі в окупаційному міському суді Сімферополя український бранець Владислав Єсипенко заявив про катування. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, Єсипенко у депресії та страждає від панічних нападів, адже боїться погроз ФСБ, передає Кримська правозахисна група. Також бранець заперечує закиди окупантів про нібито співпрацю з українською розвідкою. Натомість Єсипенко заявив, що займався висвітленням соціально-політичної ситуації в Криму як фрілансер Радіо Свобода. Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Російські окупанти знову задіяли артилерію. З 82-х та 120-х мінометів вони били по позиціях оборонців Новозванівки, Золотого 4 та Катеринівки. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. А в районі Зайцевого, Невельського та Новолуганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої зброї. Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання 2 саморобних вибухових пристроїв. Бойових втрат серед українських захисників немає. Станом на 7 годину ранку 7 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Російські окупанти посилюють свої фортифікаційні споруди та укріплення, повідомляють в українській розвідці. Крім обладнання передових позицій, ворог завзято мінує прифронтову територію. Це призводить до втрат, зокрема і в лавах російських окупантів. Противник встановлює мінно-вибухові загородження із використанням протитанкових мін і заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Зазначені дії окупантів створюють додаткову небезпеку для цивільного населення. Інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ. Такі випадки ворог намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації об'єднаних сил. Церемонія закладання корвету для потреб військово-морських сил Збройних сил України відбувся у Туреччині. Корабель типу «Ада» побудують на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі. Будівництво корвету триває з квітня цього року, але за турецькими традиціями церемонія закладки кіля відбувається лише після побудови корпусу. У 2022 році корвет буде переправлено до України, і вже у 2024 році він має увійти до складу ВМС України. Це знакова подія для України та значний поштовх у розвитку її військово-морських сил. Всі домовленості з Турецькою Республікою виконуються вчасно, а деякі з них навіть з випередженням встановлених строків. Це ми бачимо на прикладі безпілотних літальних комплексів «Байрактар ТБ-2», які вже виконують завдання в інтересах нашої країни. Талібан оголосив про захоплення провінції Паншер, останнього центру опору талібів. Живуть там здебільшого етнічні таджики. Нещодавно туди також бігли залишки регулярної армії Афганістану. Гориста долина важко доступна. Природним бар'єром їй служила ущелина. Однак Талібан вона не зупинила. На викладених бойовиками кадрах видно, як вони піднімають свій прапор біля офісу губернатора у столиці провінції, місті Базарак.
При завоюванні Паншері у нас не було жертв серед цивільного населення, але, звичайно, мобільна служба 3-4 дні не працювала, продукти туди не доставляли, тому що на дорогах воювали. Сьогоднішнього дня постачання відновлять, також відновлять постачання електрики, мобільний зв'язок та інтернет. Бої почалися тут тиждень тому після провалу перемовин між двома сторонами. Бійці опору, однак, заявили, що вони, як і раніше, присутні на всіх стратегічних позиціях і продовжують боротися. Так, лідер руху Ахмад Масуд опублікував у Твіттері повідомлення, що він у безпеці, однак більше жодних відомостей про нього не надходило. Нещодавно Масуд також сказав, що він готовий до нових переговорів з Талібаном і вітає пропозицію релігійних лідерів дійти згоди. 20 років тому під час попереднього правління Талібану в країні Паншер також був центром опору. А Ахмад Масуд – це син попереднього лідера антиталібського руху. Його батька вбили незадовго до атак 11 вересня у США. Відповідальність взяло на себе угрупування Аль-Каїда, заборонене у багатьох країнах. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Доброго вечора, хайырлы акшамлар. Бүгін яйыны АТР'ın эфирінде келешек 2 саат devamında sizden мен Осман Пашаев çalışacağım ve hatırlayıq olup geçken vakıyalarını bu izin günleri Kırım Tatar milli hareketinde belki en büyük darbe yapılgandır. Ukraynaca geçim. Цими вихідними кримсько-татарський і рух опору зазнав найбільшого удару, ви вже знаєте, протягом цих 3 діб і з нашого марафону на телеканалі АТР про спочатку викрадення, а потім, як дізналося, затримання з боку окупаційного ФСБ, першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла, а також ще 4 кримських татар. Їм закидають диверсію, нібито підготовку вибуху на газогоні в селищі Перевальне 23 серпня цього року, в той день, коли в Києві відбувався установчий саміт Кримської платформи. На прямому зв'язку з нами зараз народна депутатка України від партії «Європейська солідарність» Ірина Фріз. Доброго вечора. Пані Ірино, чи чуєте мене? Я не чую ефір і я дуже погано чую вас. Ще раз, пані Ірино, я буду голосніше. Так чутно? Так. Давайте, у нас 2 питання. Завтрашня Верховна Рада збереться на позачергове засідання, і народні депутати хочуть розглядати проект постанови про звернення щодо Конгресу Сполучених Штатів щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО. Ваші коментарі, ваше ставлення до цього звернення? Це послідовна позиція Європейської солідарності. Хочу нагадати, що під час роботи 8-го скликання парламенту подібна заява була схвалена як вимір парламентської дипломатії. Тобто в даному випадку парламент нашої держави заявляє про готовність щодо подальших кроків у набутті більш стійких стратегічних відносин з нашими партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами.
Ну, з'явилися сьогодні вже цитати нашої амбасадорки в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової, яка застерігає депутатів від такого звернення. Давайте послухаємо, що сказала пані Маркарова. Основний союзник поза НАТО – статус для країн, які не планують або не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас. Підтримка парламенту якраз дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО. І тут, я думаю, Ольга Стефанішина і Міноборони можуть детально поінформувати про те, що нам потрібно зробити із річного плану з НАТО і з програми партнерства з розширеними можливостями. Пані Ірино, якщо вам не чутно було з ефіру, пані посолка каже про те, що цей статус для тих країн, які в силу географічних причин або інших не можуть бути членами НАТО, для країн, які хочуть набути це членство, це не той статус, і треба його утриматися. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це вперше в історії парламентської діяльності, коли представниця МЗС, в частності посол від України, робить подібного роду заяви. Адже попередня заява не викликала будь-яких заперечень з боку нашого посла в Сполучених Штатах Америки. І ніхто такої загрози, як те, що надання, я наголошую, що це лише заява парламенту, це звернення. Це не означає, що одразу після цього звернення цей статус нададуть. Таку вазня, яку розпочала пані посолка, з моєї точки зору, є якоюсь занадто бурхливою, адже з огляду на наше звернення, яке ще не проголосовано, рішення від Госдепу стосовно цього я поки що. Відповідним чином я вважаю, що заважання парламентській дипломатії, яку веде безпосередньо Верховна Рада України, є такою, яка підлягає відповідній критиці з боку очільника Міністерства зовнішніх справ і діяльності посолків. А чи взагалі були такі випадки, коли країни, які хочуть набути членство в НАТО, отримували цей статус? Чи це буде, в разі, якщо таке станеться, це унікальний випадок для України буде? Я думаю, що як тільки ми зможемо обговорювати конкретно надання нам статусу, тоді ми можемо обговорювати щодо рухів безпосередньо до Альянсу. Я не бачила ще жодного факту, надання ПТЧ перешкоджало, умовно кажучи, через отримання подібного статусу. Те, що ті країни, які мали цей статус, не прагнули до ПТЧ, це виключно обумовлено діяльністю та внутрішньою політикою цих стран. Наш євроатлантичний курс задекларували і закріпили в Конституції, і відповідним чином ніхто і ніщо не може нас зупинити на цьому шляху. Пані Ірино, чи цей статус передбачає якісь чіткі гарантії, чи він інституалізований якось, має свої правила, чи для кожної країни це окремі домовленості? Розкажіть, будь ласка, докладніше, що надає цей статус. Цей статус для кожної країни виробляється за своїм регламентом, за своїми правилами. Тому говорити, в якому форматі буде надано, якщо буде надано, тому що поки що його не надано, і мови про те, що він буде наданий, не йдеться, окрім заяви пані посла. Тому давайте виходити з того, що є парламентська дипломатія і є право Верховної Ради звертатися щодо необхідності посилення нашої міжнародної співпраці з огляду на агресію Російської Федерації. Якщо ж ця ініціатива все ж таки виходить з українського боку, і вже, як ви кажете, було звернення, чи уявляє Україна або ініціатори в Україні, які би ми хотіли, як в Ізраїлі, як в Бразилії, як в Афганістані? Я не почула в даному випадку вашого питання, вибачте. Пані Ірино, ще раз. Ініціатива все ж таки виходить з українського боку в даному випадку, тому чи уявляють ініціатори, зокрема ви, якого тоді, як в кого має бути цей статус? Як в Ізраїлі, як в Бразилії, чи, можливо, як в Афганістану? Я думаю, що ми обговорювати може бути цей статус після того, як буде підтверджено готовність про надання цього статусу. А потім вже обговорюються умови. Тому зараз передбачати, яким він буде своїм, унікальним і таким, який може бути виключно для України.
Ще не можу не торкнутися теми суто кримської. Цими вихідними окупаційна влада затримала 5 кримських татар. Серед них перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Їм закидають диверсію, намагання здійснити вибух на газогоні в селищі Перевальне в Криму. Скажіть, будь ласка, чи має це розголос, ця ситуація серед депутатів, чи є реакція депутатська на ці дії окупантів? Так, у нас обірвався зв'язок з пані Іриною Фрис. Будемо йти далі. І ще знову повертаючись до Криму. І сьогодні, вчора, Київський окупаційний суд міста Сімферополя обрав запобіжний захід до Нарімана Джеляла. Це отримання під вартою строком на 1 місяць. 30 днів, фактично на 2 місяці, до 4 листопада 2021 року. Давайте послухаємо, що сказав сам Наріман під час цього оголошення. Во-первых, очень большая благодарность всем, кто за меня и за ребят переживает. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что обвинения абсолютно ложные, связаны с моей журналистской и публичной политической деятельностью. И это еще раз доказывает правоту того, чем я занимался, и не только я. Вот. И всем передаю большой привет. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. И обязательно друг друга поддерживают. Нарімана Джеляла вивезли в невідомому напрямку зранку в суботу 4 вересня. Спочатку в його будинку відбувся о 6 ранку в обшук. В 7 його вивезли і майже добу до 4 ранку неділі про його місце знаходження ніхто не знав. Лише після цього слідчий ФСБ повідомив, що він і знаходиться в будинку ФСБ. Тільки майже за добу до нього допустили адвокатку Емінію Авамілєву. Що ми знаємо, що зазвичай в той час, коли невідомо про місце знаходження вивезеної людини, до них застосовують тортури. Зокрема, Нарімана тримали з мішком на голові. І тепер окупаційна влада оголошує його посередником у диверсійній справі. До справи долучився відомий російський адвокат по всіх політичних справах кримських татар, справах керівників Меджлісу Микола Полозов. От його коментар щодо запобіжного заходу для Нарімана Джеляла. Российские власти, оккупировав Крым, продолжают последовательную системную практику репрессий в отношении, прежде всего, крымско-татарского народа, в отношении тех представителей крымско-татарского народа, которые активно заявляют о своей политической, общественной позиции, и к числу таких активных граждан, активных общественных деятелей, политических деятелей, безусловно, относится и Наріман Джелялов. Именно его деятельность, его тексты, они, безусловно, вызывают у российской власти безумную желчь, безумную изжогу. И, на мой взгляд, триггером для его ареста и последующего заключения под стражу послужило вовсе не какое-то полумифическое событие на газопроводе, о котором никто никогда не слышал, а его участие в международном саммите «Крымская платформа», куда он поехал совершенно открыто, не таясь, где он высказывал свою позицию. По всей видимости, власти решили идти по наиболее жесткому сценарию. На зв'язку зі студією телеканалу АТР, член Меджлісу кримсько-татарського народу, керівник Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Хайрлах Шомар, Ескендер Бей. Чи чуєте ви мене, Ескендер Бей? На жаль, у нас поганий зв'язок. Я сподіваюся, що наші редактори спробують перенабрати пана Ескендера, щоб налагодити зв'язок з ним. Ескендер Бей, чуєте мене? Чую вас. Я чую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо був
цілком офіційний привід затримувати його за діяльність, Нарімана Джеляла за діяльність в екстремістській організації Меджліс. З 29 вересня 2016 року рішенням Верховного суду Росії Меджліс – екстремістська організація. Наріман ніколи не приховував, що він є першим заступником голови Меджлісу. Чому російська влада не пішла цим шляхом екстремізму і вирішила вигадувати ці справи з газогонами, на вашу думку? Я попрошу наших режисерів все ж таки скасувати зв'язок і перенабрати пана Ескендера. Далі будемо говорити про міжнародну реакцію на затримання Нарімана Джеляла. Велика Британія засуджує затримання 5 кримських татар, включаючи заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Посольство Великої Британії закликає російську владу негайно звільнити всіх українських політв'язнів. Велика Британія засуджує затримання 5 кримських татар, включаючи заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла. Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх, як і усіх українських політв'язнів. Крим – це Україна. Ну і давайте послухаємо все ж таки, як окупаційна влада пояснює свої дії щодо кримськотатарських активістів і кримськотатарського політика, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Російська Федеральна служба безпеки заявила, що 7 вересня, сьогодні, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом з Меджлісом кримськотатарського народу причасні до диверсії, яка нібито відбулася на газогоні в селищі Перевальне 23 серпня. ФСБ заявляє, що в рамках розслідування арештовано 3 підозрюваних, 1 виконавець, і українська сторона нібито обіцяла за цю диверсію $2000. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне, так называемой оперативной службой Таврия, с участием запрещенной в России организации Меджлис крымско-татарского народа. Ну, я нагадаю, що у адвокатів, родичів ні в кого не було відомості, де добу перебували похищені ФСБшниками кримські татари. За цю добу ФСБ підготувала відео з нібито зізнанням, принаймні 2 кримських татар, двоюрідних братів Ахтемових, їхні обличчя заблюрені. Це взагалі час, я ще раз нагадаю, коли ФСБ, коли навіть адвокатам невідомо, куди їх вивезли, це час, щоб застосовувати тортури, і під цими тортурами отримуються відеозізнання, які потім ФСБ розповсюджує по своїх засобах масової пропагаги, як зазвичай це було в Криму не один раз. Давайте подивимося, як працює ФСБ з викраденими кримськими татарами Асаном і Азізовим Ахтемовими. Меня зовут Ахтемов Асан Исламович, 1989 года рождения. Добрались мы до Херсона на простом рейсовом автобусе. Оплатили проезд, пересекли спокойно границу. Нам сказали, что хотят вот так сделать плохую вещь с газовой трубой, подорвать газовую трубу. В селе Перевальном, в квартире, они нам показали взрывное устройство. Рассказали про него, как им пользоваться. Устройство должно было сработать в течение 4-5 часов. Позже я был на работе, и в часов 12 дня мне опять же позвонил Саид и сказал, все сработало. Сказал, что там куча людей и ищут неизвестных. Просьбы с их стороны были удалить все переписки. И когда сказали, когда вы будете ехать туда, оставьте телефоны дома. Я Азиз Ахтемов Азиз Эскендерович, 1996 года рождения. Спустя где-то 2-3 недели они нам отправляют это взрывающее средство. После этого где-то в конце июля нам приходит сообщение, отправили координаты. Газовой трубы находится в Перевальном. К приезду мы оставили машину под мостом, где до цели оставалось 100 метрів. Ну і треба глядачам пояснити, мета того, чому обличчя братів
Ахтемових заблюрені. Це робиться з однієї причини. Їхні обличчя відомі всьому Фейсбуку, всім соціальним мережам, медіа тут в Україні, тому ні для кого не секрет і нема чого їх ховати. Воно робиться лише для того, щоб ми не бачили, як хлопці читають написане, це по очах могло б бути видно, як вони читають те, що написало ФСБ для отримання цих так званих зізнань. І мені кажуть про те, що налагодився зв'язок у нас з членом Меджлісу кримськотатарського народу, керівником ресурсного центру Ескендером Барієвим. Хайрлах Шамлар Ескендер Бей. Я повторюю запитання, яке вже намагався поставити до вас. Наріман Джелял принаймні не приховував всі 5 років з часу визнання Верховним судом Російської Федерації Меджлісу екстремістської організації тим, що він є не тільки членом Меджлісу, а є першим заступником голови. У російської влади 5 років був час притягати його за діяльність в екстремістській організації. Навіщо окупантам оцю вигадувати якусь диверсійну газогінну справу? Но если говорить о том, что почему все эти годы Наримана Джелялова не привлекали к ответственности или не заводили уголовные производства, да, там были у него обыски все-таки, если вспомнить, но речь идет о том, что Нариман Джелялов выступал на определенных площадках и также публично участвовал на различных мероприятиях. Но в данном случае, когда мы говорим о Крымской платформе, то как раз-таки Крымская платформа — это та площадка союзников, консультативная площадка, целенаправленно на восстановление целостности Украины и направлена на борьбу с оккупацией Крыма, то есть за деоккупацию Крыма. То есть в понятии российском мы знаем, что Российская Федерация в 2020 году активно начала проводить внутренние изменения в законодательстве Российской Федерации. И это происходило во второй половине 2020 года, в первой половине 2021. Они усиливали свое законодательство. И на самом деле, даже вот по логике, должны были, во всяком случае, прийти к Нариману Джелялову и обвинить его в 280 статье части 2. Но мы здесь видим, что даже в этом случае оккупанты начали исхищряться, я бы сказал бы так, и они даже не спровоцировали, а сымитировали диверсию. И таким образом для того, чтобы обвинить Наримана Джеляла и наших соотечественников Асана и Азиза в том, что якобы они планировали совершить диверсию, и, соответственно, у них статья 281, часть 1. Это говорит о том, что таким образом оккупанты даже хотят уйти от явно политических статей и таким образом, дабы не вызвать более бурную реакцию стран-членов Крымской платформы. И поэтому и обвинить их именно в диверсии. Но мы понимаем, как мир все-таки относится к вопросам, связанным с терроризмом, с диверсионными действиями и так далее. То бишь, я считаю, что это целенаправленная операция ФСБ, которая была заведомо спланирована, которая, в принципе, ФСБ предусматривали, что Нариман в дни Крымской платформы будет находиться на материковой части Украины для того, чтобы все-таки обвинить его именно по вот такой статье, именно которая не является явно политической. Нам дуже тут зрозуміло про те, що, як кажуть жаргоном в Україні, що ця вся справа є ліпніною, тому що вигадується справа, яка не пізніше, там 23 серпня, якраз день проведення Кримської платформи, нібито теракт відбувся тоді. Якраз, в принципі, російські засоби масової пропаганди і готували нас кілька разів до можливих атак і диверсій на газогони. Потім люди зникають. Зазвичай у ФСБ або у російської поліції нема ніяких перешкод в тому, щоб офіційно затримувати
людей, але їх просто фактично викрадають і добу невідомо. Це теж зрозуміло, для чого робиться, для того, щоб застосувати за той час, поки нема доступу адвокатів, до них тортури і інші методи незаконного отримання інформації. Потім ми бачимо це так зване зізнання братів Ахтемових з заблюреними обличчями для того, щоб приховати, що фактично люди, які нібито зізнаються, читають написане для них. Навіщо росіяни бояться політичної справи? Чого? Вони вже демонструють, що вони нічого не бояться. Навіщо уникати політичної справи? У вас є закон, рішення суду про екстремістську організацію, судіть політиків, засуджуйте їх. Що не дає їм спокою робити відверто політичну справу? Да, Османбей, смотрите, в первую очередь уже было понятно, когда выкрали и непонятно, где находились ребята, и уже на момент задержания, обыска и задержания Наримана Джилялова, я уже писал публично о том, что, скорее всего, с ребят будут выбивать показания против Наримана. И, скорее всего, мы дальше увидим в процессе, в процессуальном плане, для чего это делается. Ну, во-первых, смотрите, первое, как я уже сказал, для того, чтобы показать весь мир, он быстрее реагирует на политически мотивированные статьи, а не на терроризм и диверсии. Во-вторых, здесь они убивают сразу несколько зайцев. Первое, для того, чтобы показать, они и дают в своих СМИ, что группирование или группировка Меджлис, экстремист, У нас знову обірвався зв'язок з Іскандером Барієвим. Я сподіваюся, ми налагодимо, бо у нас залишилося для нього ще кілька запитань. Це і про... Пане Іскандере, можете повторити останню хвилину? Да, второй, я продолжу. Вторая задача была, чтобы дискредитировать государственного народа, и они во всех своих пропагандистских каналах говорят о том, что группировка экстремистской организации Меджлис, и арестован один из его руководителей. Ну и далее, конечно же, здесь они четко показывают связь Меджлис и спецслужбы Украины, которые планировали диверсию, соответственно, подготовили. Таким образом, это противоречит даже тем основным посылам Крымской платформы, которая заявляет о том, что мы будем бороться за деоккупацию Крыма и восстановление собственности Украины ненасильственным путем. То бишь, вот здесь это явно четко построенная операция и идеологическая пропаганда. И таким образом оккупант пытается привести, опять же, угрозу со стороны украинского государства, украинских спецслужб, жителей Крыма. С другой стороны, угрозу высшего представительного органа татарского народа, который они называют группировкой под названием «Меджлис». У підсумковій декларації Кримської платформи, яку підписали учасники 46 країн в серпні, 2 тижні тому, йшлося було обережне формулювання щодо подальших санкцій в разі загострення ситуації. Там йдеться мова, якщо я правильно знову-таки цитую це, чи можна вважати оці останні затримання, і, зокрема, вже і заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, фактично в ієрархії меджлісівській він другий після Ріфата Чубарова і фактично найбільший очільник представницького органу в Криму. Можна це вважати вже загостренням ситуації, чи можна вже цей механізм Кримської платформи збирати для того, щоб говорити про подальші санкції по відношенню до Російської Федерації? Вас, конечно, очень плохо слышно, и я не совсем разобрал, не совсем понял, какой вопрос. Но если, опять же, связываем с Крымскую платформой, связываем мы, скажем, те процессы, в том числе преследования членов Меджлиса кримськотатарского народа, какие должны дальнейшие быть действия, однозначно сегодня должно будет заявление Меджлиса кримськотатарского народа. Однозначно, что в том числе будет обращение к странам, ко всем странам, ну и в том числе, в первую очередь, странам, о том, что была адекватная реакция.
будут делать все и обвести, что это попали в информационную кампанию в Сирии, привлечение диаспоры, для того, чтобы все-таки были действия, огромные действия и, соответственно, мы видели результаты усиления санкций решения. Я спробую повторити своє запитання. Я плохо слышу. Я попрошу наших режисерів ще раз перенабрати Ескендера Барієва, для того, щоб ми могли поставити чітко наші запитання. Я сподіваюся, протягом хвилини це вдасться зробити. Українська омбудсменка Людмила Денисова звернулася до Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішеля Бачелета у зв'язку з новими арештами, які відбулися в Криму. Висловлює рішучий протест у зв'язку з незаконними арештами українських громадян в тимчасово окупованому Криму. Затримання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатись поза увагою міжнародних правозахисних інституцій. Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув'язнених громадян України. Міністерство закордонних справ Туреччини стурбовано ситуацією з затриманням кримсько-татарських активістів, і, зокрема, першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Про це заявив речник міністерства Танжу Більгіч. Ми отримали звістку про те, що перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял був затриманий і доставлений у невідоме місце після обшуку у його будинку у Криму вранці 4 вересня. І з того часу від нього нічого не було чутно. Ми з занепокоєнням стежимо за розвитком подій і очікуємо, що Наріман Джелял і 4 інших затриманих кримських татар якомога швидше повернуться до своїх домівок і сімей. Росія та інші країни з аналогічними режимами мають відповідати за політично вмотивовані арешти, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода після масових затримань в окупованому Криму тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Ковін. Для нас такі дії Росії не новина. Ми уважно відстежуємо те, як Росія арештовує людей з політичних причин у Криму і не лише. Ми регулярно це засуджуємо. Я вважаю, що нам важливо співпрацювати зі світовою спільнотою для того, щоб Росія та інші режими відповідали за політично мотивовані арешти. Ми регулярно працюємо в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з цією метою. Я вважаю, що необхідно також завжди привертати увагу міжнародних спостерігачів до таких неналежних та незаконних затримань. І знову на зв'язку у нас член Меджлісу кримсько-татарського народу, керівник кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Чуєте мене зараз? Ескендер Бі, чи є ці арешти і затримання тим самим загостренням ситуації в Криму, про яку йдеться в декларації підсумковій Кримської платформи? В цій декларації йдеться мова, що сторони будуть обговорювати можливі санкції в разі загострення. Чи арешт Нарімана Джеляла можна вважати цим загостренням, чи це дає привід звертатися до Кримської платформи, почати процедуру обговорення нових санкцій? Думаю, однозначно есть вот, и мы должны со всех сторон это игнорировать, потому что дело в том, что на самом деле, несмотря на то, что они пытаются прикрыть именно статью диверсии, на самом деле, конечно же, вся, в первую очередь, месть как реально на успешно платформа. И здесь, на мой взгляд, Российская Федерация таким образом реагирует, как будет реагировать Крымская платформа, насколько она способна, насколько она самоорганизована в этом. И, конечно же, здесь должна быть лидирована, должна быть реакция платформы для того, чтобы продемонстрировать Российской Федерации, какова платформа
Поэтому я считаю, что здесь много зависит самого украинского, поскольку все-таки генератором Крымской платформы является само украинское государство. И, соответственно, конечно, должна быть четко сцентрированная реакция. То, что сейчас уже появились заявления... Дякую, Ескендербей. На жаль, я змушений перервати цю розмову, і я перепрошую наших глядачів за якість зв'язку. Як ви бачили, ми тричі намагалися налагодити скайп-зв'язок з членом Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендером Барієвим. І як ми бачимо, відповіді на ці запитання нам дуже важко розібрати. Зв'язок так і не налагодився. Далі про можливі переговори з Путіним. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія має погодитися на зустріч президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна. При цьому він відмітив, що в Кремлі вже торгуються, відмовляючись обговорювати кримську тему. Український міністр визнав це добрим знаком. Якщо починалося з боку Москви, що не зрозуміло про що говорити, категорично не збігаються порядки денні і бачення цієї зустрічі, то тепер вони вже торгуються про її порядок денний. Але самітом Кримська платформа ми показали, що ми про Крим ніколи не забудемо. Крим – це не та тема, щодо якої можуть бути компроміси. Я переконаний, що тема Криму буде на порядку денному у будь-яких обставинах. Питання в тому, як це буде публічно висвітлюватися. І ми чекаємо протягом ефіру останніх наших 5 хвилин зв'язку з колишнім командувачем Збройних сил України Віктором Муженком. І будемо говорити знову ж таки про цю справу в Криму, справу, яку російська окупаційна влада називає диверсією, по якій вона затримала першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла, а також ще 4 кримсько-татарських хлопців, активістів. Ще раз хочу... Так, мені кажуть, що пан Віктор вже у нас на зв'язку. Доброго вечора, пане Вікторе. Пан Микола? Пане Микола, доброго вечора. Доброго вечора. Микола Маламуш у нас на зв'язку. Справу росіяни називають це справою диверсантів. Якщо ви чули, від наших журналістів отримали матеріали, там нібито зізнання, як в головках сиру ввозилася в Крим вибухівка, що це організатори цих вибухів, це головне управління розвідки і Меджліс кримсько-татарського народу. Чи є вам щось сказати про ці російські закиди? Ну, в першу чергу ми орієнтуємося, що Російська Федерація неодноразово погрожувала Україні, що коли ми будемо готувати, а тим більше проводити Кримську платформу, будуть вжиті адекватні заходи. В першу чергу передбачалось оперативні. Зрозуміло, що в цій ситуації були відповідно підготовлені спеціальні операції, начебто від наших спецслужб, але готували по всім ознакам, ми бачимо по почерку Росії, як правило, вони так готують. Але зрозуміло, що в цій ситуації треба було вдарити по Кримській платформі як базовому сегменті, який наче відстоює Крим, а з іншого боку показати, що там діють диверсанти, які підтримуються і направляються спецслужбами України. Але санкції, ГРУШ, наше головне управління розвідки, є санкції президента України. Вони прямо підпорядковуються президенту і начальнику Генерального штабу. Тому в даній ситуації була стратегічна посил підірвати Кримську платформу як таку, звинуватити Україну в першу чергу, те, що ми проводимо диверсії, не йдемо мирним шляхом і, відповідно, посіяти довіру серед учасників не тільки Кримської платформи, але й серед наших партнерів. І третя складова – це, зрозуміло, використати механізм обвинувачення Меджлісу. Це третій удар, який йде. Стратегічний – це міжнародний формат, безпосередній – це Україна із нашої позиції, ну і конкретно, зрозуміло, провести операцію по затриманню якраз організаторів, які відстоюють інтереси України. Це, в першу чергу, керівництво Меджлісу і, відповідно, активісти. От це була основна модель, яка розпрацьована на стратегічному плані, в оперативному і реалізована через начебто підготовку теракту з використанням вибухівки, проведення якогось там імітації вибуху, ну і, зрозуміло, затримання вже представників кримсько-татарського народу. Це класичний варіант проведення спеціальної операції, але в першу чергу я хотів би наголосити, що був стратегічний посил підірвати саму довіру до України, до тих активних заходів, які проводили по поверненню Криму.
зрозуміло, до конкретної акції, це формування Кримської платформи, і відповідно, навіть якщо вона відбувається або відбулася, вони рахують, то ця інформація і така позиція, наприклад, диверсія відбулася, вона буде підривати якраз позицію України. Чому? Тому що це ж не звинувачують тільки кримські татари, а в першу чергу звинувачувати все були організатори спецслужби України. Відповідно, вони підшукували варіанти проведення диверсії, вони шукали вибухові пристрої, вони, відповідно, вербували, наприклад, когось там із кримських татар і проводили цю операцію. Тобто комплексне звинувачення і комплексна дія. Багато ми бачимо представників міжнародної громадськості, ООН в першу чергу, США, Європейського Союзу, Туреччини і багато інших не повірили в цю версію, тому що Росія неодноразово використовувала такі методи. І ми знаємо, що якраз період вирішальних подій, вона, як правило, задіяла такі диверсійні або провокаційні акції проти України. Це черговий етап, який вони показали в класичному форматі. Але тепер питання постає, а що ж нам робити? Я думаю, що в першу чергу, зрозуміло, відносно тих людей, які сьогодні затримані, треба звернутися в першу чергу в ООН, Комісію з прав людини, це перша складова. Друга складова, зрозуміло, міжнародні суди. Відносно цього треба подали представники кримськотатарського народу, відносно родичі. Третя ситуація – підняти дуже потужну планку на рівні США, Європейського Союзу, щоб якраз підняли свій голос і відносно конкретно дій Росії і звернулися до Путіна з вимогою звільнити цих людей, припинити ці провокації. Це одна із таких потужних складових. І третя складова – випробувати наш механізм Кримської платформи на міцність. Відповідно, ми організатори, ми ініціатори, і поставити питання перед учасниками Кримської платформи, і хто приєднався, і як ми чітко оцінюємо цю ситуацію, які об'єднаємо зусилля, і які будемо вимоги ставити відповідно Російській Федерації. Жорстко, чітко, з можливим використанням санкцій. Пане Миколо, ще одне коротке запитання. Чи взагалі треба намагатися розвінчувати цю російську брехню спецслужбам або засобам масової інформації про всі ці головки сиру, вибухівку, яку там через кордон навіть шматок сиру не можна провести, яким чином цікаво провозиться ціла головка через ці рентгени? Чи взагалі не треба на це зважати і це вже не справляє враження на наших міжнародних партнерів? Знаєте, я думаю, що ці такі фактори, не треба їх особливо там копатися в них. Тобто це ми будемо вже, так сказати, мільчити це все. Нам треба сьогодні стратегічно ставити питання відносно порушення прав людини, проведення диверсійних операцій проти України і порушення всіх міжнародних норм. І саме головне – це відповідно відстояти права кримських татар, які сьогодні затримали на всіх механізмах і міжнародних ООНовських, і європейських, і потужних гравців, які підтримують нас, і сама Кримська платформа. Це правильний шлях. А як ми будемо копатися в цих нюансах, ми далеко можемо зайти в такі дискусії, в якісь оцінки і тому подібне. Воно сьогодні вже не принципово. Принципово, що сталося проти України і проти конкретних кримських татар. Дякую, це був Микола Маламуш, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Протягом цієї години ми здебільшого обговорювали цей удар по проукраїнським силам, по кримськотатарським активістам на території півострова, про затримання, фактично викрадення 5 кримських татар, серед них першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, яким російська окупаційна влада вигадала справу про диверсію на газогоні в селищі Перевальне 23 серпня цього року. Залишайтеся з нами. Після новин ми продовжимо ефір «Бугунь». Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь.
6-й рівень АТА Предок – $200 щомісячно. Крок 4 – авторизуватись. Крок 5 – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Hürmetli dindaşlarım, milletim. İbrahim peygamberimiz Allah'a inanıp öz oğlusunu kurban edecek edi. Ne kadar bizim büyüklerimiz halkımız vatanında yaşamak borçludur. Onu kaytarmak için özünü kurban ettiler. Bugünkü vaziyetini kabul etmeyip halkımızın zorlamasınlar deyip, halkımız serbest olsun, halkımız vatanında sahip olsun deyip özünü kurban eteler. Onların arasında Reşat Ametov, Ervin İbrahimov ve diğerleri. Allah'a inanayıq, milletimizge inanayıq, birbirimizge inanayıq. İmanında aslında bir vakit ayrılmayıq. Окупанти звинуватили українську розвідку та Меджліс у диверсії на газопроводі. ФСБівці навіть опублікували пропагандистський ролик, де показали нібито ту саму пошкоджену трубу у Перевальному під Сімферополем. Записали псевдозізнання братів-бранців Азіза та Асана Ахтемових, яких окупанти викрили з власної домівки у ніч проти п'ятниці. Більше доби їх тримали без їжі та води, а на ролику їх обличчя розмили. Коли бранці розповідають про нібито підготовку диверсії, затинаються у складній термінології. Окупанти заявили, що за нібито підрив газопроводу кримсько-татарські бранці отримали по $2000 від Меджлісу та української розвідки, які за версією окупантів спільно готували план пошкодження труби у Перевальному. Окупанти заявляють, що братів Ахтемових нібито завербували у херсонському Макдональдсі, а вибухівку буцімто отримували у шматках сиру. Окупаційний голова Криму похизувався облавою і пригрозив усім, хто вийде на підтримку бранців. Мы будем раскручивать эту группу дальше. По крайней мере, понятно, что все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб, ну и под руководством, понятно, американцев. Там без них это все бы не обошлось. Терроризм не пройдет в Крыму. Все, кто будет способствовать, в данном случае террористам, пытаться выходить и оказывать давление, так сказать, в общественном поле на органы власти, однозначно тоже эти действия все будут пресечены очень жестко. Хапати і затримувати тих, хто хотів дізнатися про долю 5 затриманих кримських татар, почали наступного дня після облави. На людей, які вийшли до будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, накинулися озброєні кийками ОМОНівці. Без розбору хапали чоловіків, жінок та літніх людей. Десятки людей вивезли до окупаційних відділків поліції та склали протоколи. Вывели Эскендера Азизанова из здания Киевского суда, увозят. Не церемонились із громадянськими журналістами. Журналіст. Згодом десятки людей зібралися під стінами окупаційного Київського райсуду Сімферополя, де розпочали судилище над Ельдаром Одамановим, Шевкетом Мусіїновим, братами Ахтемовими та Наріманом Джелялом. Навколо присутніх ходили окупаційні поліціянти з камерами та гучномовцями, перекрикували адвокатів та погрожували людям. Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Либо статья 19.3 неповиновение законным распоряжением сотрудников полиции. Требую прекратить противоправные действия и немедленно разойтись. Так звані зізнання брати Ахтемови давали після тортур. Адвокати переконані, що бранці перебувають під неабияким психологічним та фізичним тиском з боку окупаційних силовиків. А під час судилища майже не реагували та не піднімали голови.
ребята как-то неадекватно, очень странно себя вели, не поднимали голову. Такое было ощущение, что они ничего не слышат. Я все-таки пробилась в зал судебного заседания, подошла к Азизу, сказала: я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, вот сегодня с женой. В это же время позвонила жена, а Азиз заученными словами сказал: я от вас отказываюсь, у меня есть адвокат. И я говорю: что ты делаешь? Вот родственники беспокоятся, а он сидит и он просто ни на что не реагирует. Такое может быть только в одном случае, когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Окупанти намагаються змусити братів Ахтемових свідчити проти першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, упевнений його адвокат Микола Полозов. На його думку, це помста Росії за участь у саміті Кримської платформи у Києві та незмінну позицію щодо окупації та репресій. Братья Ахтемовы, они, по всей видимости, являются инструментом достижения российскими властями своей политической задачи. А политическая задача очень простая. Она заключается в том, что российские власти, оккупировав Крым, продолжают последовательную системную практику репрессий в отношении, прежде всего, крымско-татарского народа, в отношении тех представителей крымско-татарского народа, которые активно заявляют о своей политической, общественной позиции, и к числу таких активных граждан, активных общественных деятелей, политических деятелей, безусловно, относится і Наріман Джелял. Нарімана Джеляла окупанти звинувачують у підбурюванні до диверсії на газопроводі. Такі закиди він не визнав і відмовився від свідчень. На судилищі адвокат Микола Полозов заявив про низку порушень окупаційних силовиків, а також про тортури щодо першого заступника голови Меджлісу. Еще будучи в статусе свидетеля, он был подвергнут жесткому психологическому давлению. Его с мешком на голове вывезли в неизвестное место, в неизвестное подвальное помещение. Его всячески запугивали, угрожали применением насилия. Ему не давали есть, ему не давали спать, он находился в наручниках. Впоследствии в отношении него провели психофизиологическое исследование, так называемый полиграф, что также является абсолютно незаконным. На судилищі Наріман Джелял подякував усім, хто підтримує його та інших незаконно затриманих кримських татар. І додав, що попри тиск немає ані бажання, ані наміру залишати Крим. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что обвинения абсолютно ложные, связаны с моей журналистской и публичной политической деятельностью. Это еще раз доказывает правоту того, чем я занимался, и не только я. Вот. И всем передаю большой привет. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. И обязательно друг друга поддерживают. Фабрикуванням справи на Нарімана Джеляла та братів Ахтемових займається слідчий ФСБ Віталій Власов. Він також займається справою проти фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, якого жорстоко катували струмом, та бранців Залушти, яких кинули за ґрати за розмови про релігію. Владислав Стужук, Заман, АТР. Парламентська фракція «Європейська солідарність» готує проєкт постанови про заклик до учасників Кримської платформи тиснути на Російську Федерацію задля визволення Нарімана Джеляла та інших кримсько-татарських активістів. Про це з трибуни Верховної Ради заявив заступник голови Меджлісу нардеп Ахтем Чийгоз. Він заявив, що окупаційний режим в Криму застосовує до затриманих тортури та закликав парламент зробити усе, аби притягти до відповідальності окупантів та президента Росії Владимира Путіна особисто. Проти них чинили і зараз чинять, застосовують тортури. Але їх не зламають. Тут настав час, коли нам потрібно показати нашу участь в їх визволенні. І владі України, і особливо парламенту. Учасникам Кримської платформи, щоб вони звернулись до цього злочинця Путіна, щоб нарешті він відчував свою відповідальність. І в тому числі, щоб учасники
Кримської платформи наші партнери теж відчули відповідальність. Вибори до Держдуми в окупованому Криму – пряме порушення міжнародного права. У Верховній Раді України завтра розглянуть законопроект постанови про звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми Росії. Вони відбудуться з 17 по 19 вересня. Окупанти збираються організувати голосування і у окупованому Криму. Крім цього, Росія активно залучає до участі у виборах і жителів окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти. У постанові зазначається, що це є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права. Депутати мають намір звернутися із заявою до Радбезу і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, Європарламенту, парламентів та урядів держав-членів ООН з вимогою не визнавати вибори до Держдуми Росії. Там будуть голосувати не лише кримці, яких змусили взяти російський паспорт, але будуть голосувати наші українці, які живуть на тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської області після масової паспортизації. І я би хотіла розуміти, який план України щодо цього, окрім лише великих заяв. Верховна Рада України планує звернутися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй про визнання Федеральної служби безпеки Росії та Головного управління Генштабу Збройних сил Росії терористичними організаціями. Проект постанови про це зареєстровано у парламенті. Серед авторів 5 нардепів з фракції «Слуга народу» та депутатської групи партії «За майбутнє». Вони мотивують необхідність такого звернення тим, що протягом окупації Криму ФСБ регулярно затримує незгодних з режимом та викрадає громадян України. А самих співробітників ФСБ регулярно викривають в організації провокацій та диверсій в Україні. До того ж, діяльність терористів на окупованих територіях Донбасу безпосередньо контролюється керівництвом як ФСБ, так і Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Саме за участю російських кадрових військових та солдатів здійснюються обстріли мирного населення та диверсії. Це цілком відповідає методам угрупувань, визнаних світом терористами. Україна закликає Сполучені Штати посилити тиск на Москву, щоб припинити репресії в окупованому Криму. Про це на зустрічі з американськими конгресменами у Києві говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він розповів американській делегації про нову хвилю облави затримань на півострові та грубі порушення прав людини. Дмитро Кулеба закликав американських конгресменів сприяти посиленню тиску на Кремль, щоб змусити до звільнення усіх бранців. Також міністр Кулеба звернув увагу конгресменів на мілітаризацію Росією окупованого нею Криму, а також перешкоджання свободі судноплавства у Чорному та Азовському морях. Усі так звані свідчення давав під тортурами. На черговому судилищі в окупаційному міському суді Сімферополя український бранець Владислав Єсипенко заявив про катування. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, Єсипенко у депресії та страждає від панічних нападів, адже боїться погроз ФСБ, передає Кримська правозахисна група. Також бранець заперечує закиди окупантів про нібито співпрацю з українською розвідкою. Натомість Єсипенко заявив, що займався висвітленням соціально-політичної ситуації в Криму як фрілансер Радіо Свобода. Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Церемонія закладання корвету для потреб військово-морських сил Збройних сил України відбувся у Туреччині. Корабель типу «Ада» побудують на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі. Будівництво корвету триває з квітня цього року, але за турецькими традиціями церемонія закладки кіля відбувається лише після побудови корпусу. У 2022 році корвет буде переправлено до України, і вже у 2024 році він має увійти до складу ВМС України. Це знакова подія для України та значний поштовх у розвитку її військово-морських сил. Всі домовленості з Турецькою Республікою виконуються вчасно, а деякі з них навіть з випередженням встановлених строків. Це ми бачимо на прикладі безпілотних літальних комплексів «Байрактар» ТБ-2, які вже виконують завдання в інтересах нашої країни.
Талібан оголосив про захоплення провінції Панджшер, останнього центру опору талібів. Живуть там здебільшого етнічні таджики. Нещодавно туди також бігли залишки регулярної армії Афганістану. Гориста долина важко доступна. Природним бар'єром їй служила ущелина. Однак Талібан вона не зупинила. На викладених бойовиками кадрах видно, як вони піднімають свій прапор біля офісу губернатора у столиці провінції, місті Базарак. При завоюванні Панджшерів у нас не було жертв серед цивільного населення, але звичайно мобільна служба 3-4 дні не працювала, продукти туди не доставляли, тому що на дорогах воювали. З сьогоднішнього дня постачання відновлять, також відновлять постачання електрики, мобільний зв'язок та інтернет. Бої почалися тут тиждень тому після провалу перемовин між двома сторонами. Бійці опору, однак, заявили, що вони, як і раніше, присутні на всіх стратегічних позиціях і продовжують боротися. Так, лідер руху Ахмад Масуд опублікував у Твіттері повідомлення, що він у безпеці, однак більше жодних відомостей про нього не надходило. Нещодавно Масуд також сказав, що він готовий до нових переговорів з Талібаном і вітає пропозицію релігійних лідерів дійти згоди. 20 років тому під час попереднього правління Талібану в країні Панджшер також був центром опору. А Ахмад Масуд – це син попереднього лідера антиталібського руху. Його батька вбили незадовго до атак 11 вересня у США. Відповідальність взяло на себе угрупування Аль-Каїда, заборонене у багатьох країнах. Мільйони людей опинилися на межі голоду в регіоні Тиграй, що на півночі Ефіопії. Тут ось уже 10 місяців триває війна між урядом і повстанцями. Через бойові дії неможливо доставити допомогу. У регіоні почалася гуманітарна криза. Минулого тижня ООН закликала сторони конфлікту відкрити шлях для вантажівок із продуктами. За даними організації, термінової гуманітарної допомоги потребують 5 мільйонів 200 тисяч людей. З них 400 тисяч уже голодує. Водночас в уряді Ефіопії заявляють, що не блокують доставлення гуманітарних вантажів. За розрахунками ООН, до Тиграю треба щодня відправляти 100 вантажівок із харчами. Але з 20 серпня сюди не приїхала жодна. У нас не залишилося запасів продовольства, які б можна було роздати людям. Те, що маємо, ми розподіляємо або вже розподілили. Ситуація дуже важка. Востаннє переселенці отримували продукти понад 2 тижні тому. Війну проти уряду розв'язала колишня керівна партія регіону «Народний фронт звільнення Тиграю», на яку перетворився повстанський рух комуністів-сепаратистів. Під час боїв загинули тисячі людей. Понад 2 мільйони мирних жителів мусили покинути свій дім. Ми постійно йшли під палючим сонцем, і нам дуже хотілося пити. Доводилося пити прямо з калюж, але від цього було тільки гірше. Бойові дії вже поширилися на регіони Афар та Амхара. Як наслідок, там мусили втікати з дому 300 тисяч жителів. 1 мільйон 700 тисяч людей потребують гуманітарної допомоги. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.
Hayırlı akşamlar. Bugün yayına son kez teatrın efirinde sizden ben Osman Paşaev bu iki saatini çalıştım. Esas mevzu belki bu günlerin mevzusu Nariman Cilalı'nın ve daha 4 Kırım Tatar failinin tutuklanması. Kırım'da bu Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ve Ukrayna sesleri için Kırım'daki en büyük darbedir. Bunda mutlak müzakere edeceğimiz programın bu sonki saatini Ukrayna dilinde alıp baracağımız. Доброго вечора. І ось нашу цією останньою завершальною години був на ТР політолог і політичний технолог Валентин Гладкий. Правильно я цитую. Бо поговоримо і про нагальну тему, яку не можу оминути телеканал АТР. Це те, що відбувається в Криму, і про завтрашню позачергову сесію Верховної Ради звернення до Конгресу Сполучених Штатів. Але як до політичного технолога, те, що вам близькі, це сьогоднішні рейтинги з нових політичних сил. Ви бачили це теж. Зеленський беззаперечний лідер, 31% підтримки після врахування голосів тих, хто не визначився. Найближчий його суперник 13%. Це Порошенко, майже вдвічі більше, як фактично те саме, що як було 2 роки тому на виборах. І кажуть про те, що його рейтинг Зеленського знову почав зростати. Що відбувається з рейтингом Зеленського? Чому так тримається беззаперечним лідером вже 3-й рік? Так ви зважаєте на ще один важливий показник – антирейтинг. Тому що саме антирейтинг є тією межою або тією стелею, до якої, в принципі, можливе зростання або перетикання людей. Тобто, коли ми дивимося на показники такі, за кого ви за жодних обставин ніколи не проголосуєте. Всі решта його конкурентів мають антирейтинг понад 50%, і це означає, що в будь-якому разі, в ніякому моделюванні другого туру вони не отримують голоси в другому турі. Тобто перетикання голосів не Тому якщо говорити про суперника Зеленського, це якийсь ймовірний, поки ще невідомий нікому суперник, який не має ані рейтингів, ані антирейтингів. А так виходить, що в нього нема суперників. Так там чітко показано, що жоден зі старих політиків не зможе скласти повноцінну конкуренцію на президентських виборах Зеленського. Якщо ми говоримо про парламентські вибори, проаналізуємо показники партій, які потенційно можуть потрапити до парламенту, то там ситуація значно цікавіша. Чому? Тому що те, що сталося на виборах 2019 року, і те, що назвали електоральною революцією, коли сформували монобільшість, Зеленський, його політична сила, то це екстраординарна подія, навряд чи вона повториться. Відповідно, треба, коли ми аналізуємо розклад політичних сил, партій, то ключова боротьба буде за те, хто зможе увійти в коаліцію майбутнє. Це, зрозуміло, дуже гіпотетична і віддалена перспектива, але тим не менше це ключовий момент. Тут не 42-43%, але з урахуванням голосів тих, хто не визначився, все одно понад чверть має «Слуга народу». Так, але понад чверть це означає, що доведеться все одно формувати коаліцію. І тут ключовий момент, з ким цю коаліцію вдасться сформувати. І тепер, якщо ми проаналізуємо позиції політичних партій, то деякі з них займають таку деструктивну, відверту позицію, і вона є токсична. Тобто вони за великим рахунком унеможливлюють будь-які шанси в майбутньому з ними утворювати коаліцію. Тобто навряд чи ми можемо собі уявити коаліцію Зеленського з Європейською солідарністю в майбутньому парламенті. Я просто гіпотетично з огляду на результати цього соціологічного питання. Чому? Тому що позиція Європейської солідарності є непримиренною і взаємовиключною. Те саме стосується і навряд чи можливо коаліція Зеленського і ОПЗЖ в майбутньому парламенті. Чому? Тому що вона так само є токсичною і так само є взаємовиключною. Але, наприклад, коаліція гіпотетична між Батьківщиною і Слугами народу, вона вже виглядає як більш ймовірна. Тому, відповідно, я думаю, що зараз ці політичні сили, які дивляться свої відсотки, вони зараз просто прораховують свою стратегію про те, хто може в майбутньому потрапити до парламенту і з ким гіпотетично ми зможемо укласти коаліцію. І на яких засадах. Згадаємо вибори 19-го року парламентські. Тоді сама «Слуга народу» не очікувала монобільшості, бо ми розуміємо, половину парламенту обирають мажоритарка, і тоді ніхто не очікував, що вони саме стільки ж наберуть мажоритарників, скільки вони набрали за пропорційними списками. Це дозволило їм дійсно не укладати, бо перед цим говорилося про можливі коаліції з «Голосом». Всі ці речі відбувалося. Зрозуміло, що в умовах нинішніх вже по округах
кого б вони не виставили, аби «Слуга народу», це вже ця стратегія не спрацює. Виборчий модель Да? помінялася. Давайте не будемо забувати, що схвалили новий виборчий кодекс, і вибори в Україні будуть відбуватися за новою моделлю, да? Мовно кажучи, за партійними списками, ну, з відкритими. І це залишає для «Слуги народу» можливість все ж таки більш-менш найбільшу фракцію все ж таки отримати. З огляду на наявні показники, так, але знову ж таки найбільше вибори, це в Україні дуже люди хибно розуміють взагалі, вибори виграє не той, хто назбирає найбільшу кількість голосів. Вибори виграє той, хто формує коаліцію і формує коаліційний уряд. Ви можете назбирати 49% голосів, 49% голосів, і у вас буде ледь не більшість в парламенті. Але ті, хто назбирав сукупно, хай це буде там 5 партій, назбирають 51%, і вони можуть утворити коаліцію і сформувати коаліційний уряд. І формально вибори виграють вони, а не ви своїми показниками. Чи моделювали ви зараз результат? Бо я дивлюся, тут у нас ми маємо ситуацію, коли дуже багато партій мають 3-4% і по прохідному бар'єру в 5% у нас буде дуже багато перерозподіл тих, хто не пройшов, і навіть з результатом, якщо, скажімо, вони витягнуть на 30%, я бачу, що можуть сформувати навіть 51% без нікого. Ні, не зможуть. Це виключно. Тому я вам кажу, що на сьогоднішній день... Дивіться, спільний результат всіх решти трьох, хто долає 5% бар'єр, 30%. Це опозиційна платформа, Європейська солідарність, перша опозиційна платформа і Батьківщина. Виходить, достатньо набрати трошки більше, ніж ці три партії разом взяті, і перерозподілити голоси тих, хто не пройшов, і тоді... Так вони ж будуть пропорційно перерозподілятися. Тобто, якщо ви не збираєте третину голосів, ви ніяк собі монобільшість не сформуєте. Повторюю, що просто це ще є особливості нової виборчої системи. Тому ще раз просто хочу наголосити на тому, що вже сьогодні політичні партії, які планують своє майбутнє на наступний парламентський цикл, повинні думати, наскільки їхня риторика має бути непримиренною, наскільки їхня риторика має бути компромісною по відношенням до тих чи інших тем, для того, щоб в майбутньому можливі конфігурації коаліції не були токсичними для їхніх виборців. Тому я кажу, що якщо сьогодні Тимошенко займає цю таку з одного боку критичну позицію по відношенню до «Слуги народу», а з іншого боку це така доволі конструктивна і стримана позиція, тобто вона не є настільки аж радикально неприйнятною по будь-яким пунктам, що просто якщо Зеленський говорить чорне, то говорить там біле, як це робить, наприклад, ОПЗЖ чи Порошенка. Тобто це значно більш поміркована позиція. Це означає, що гіпотетично вона створює простір можливості для утворення майбутньої коаліції. Те саме стосується, наприклад, партії «Голос». Там зрозуміло, що складні процеси відбуваються, але вони так само навіть від початку цієї каденції демонстрували всіляку готовність, що ми готові з вами входити в коаліцію. Інша справа, що там були неадекватні вимоги до коаліції, але тим не менше. А ті політичні сили, які будуть чітко йти на конфронтацію, то потім їм дуже важко буде утворювати коаліцію, тому що вони будуть незрозуміли своїми виборцями. Тому я схильний думати, що серед тих партій, які там балансують на межі, це передусім я би зробив ставку все-таки на «Удар», тому що і Кличко, тому що він просто і за віковими своїми ознаками, і я би так сказав, за електоральними своїми критеріями, він за великим рахунком. Але від нас, точком здається, не дуже піднімає 3% в «Удару». А я просто тут до чого хочу це підвести. Ви розумієте, що завжди є чинники, які впливають на рейтинг зростає, чи він падає. Зрозуміло, що Кличко має достатньо високий рівень підтримки в Києві. І зрозуміло, що його діяльність як київського мера дуже сильно позначається на тому, як ставляться до нього кияни. Тобто є певна волативність його виборців у Києві. Щось добре сталося, відкрили якийсь новий шляхопровід, побудували, відремонтували дорогу, щось зробили, киянам сподобалося, рейтинг росте. Там якась сталася подія, рейтинг падає негативно. Але якщо ми говоримо, масштабуємо його ситуацію на всю Україну, то подій, де би партія «Удар» себе би чітко заявляла в усіх регіонах, щоб це могло вплинути на ставлення до партії «Удар» потенційних виборців, значно менше. Так, Кличко, звичайно, претендує на лідерство, і асоціація міст України, тобто і намагаються якось реанімувати, і зробити більш дієвою, і намагаються артикулювати якусь позицію по загальнонаціональним питанням, не лише як мер міста,
але як і загальнонаціональний лідер. Ну, але тут він, по-перше, зразу наштовхується на конфлікт з паном Зеленським, який розуміє, що це не дуже йому на руку грає. Це один момент. А другий момент, що все-таки йому там нема на що спиратися. Йому треба розбудовувати партійні структури в регіонах, для того, щоб можна було на них стати і спиратися. Можна було б закидати про відсутність партійних структур місцевих, і, зокрема, ми бачимо відмову їх виставляти свого кандидата на харківських важливих мільйонника, але те, що ми бачили на минулорічних місцевих виборах, фактично у нас дві різні реальності є: загальнодержавна і місцева. Ми на виборах бачили, що Одеса, Дніпр, Львів, навіть обласні центри, інші менше, ніж міста-мільйонники, всюди є фактично регіональні партії, які відомі тільки населенню цього регіону і меру. Навколо нього у нас нема, а за законом регіональних партій. Да, вони це заборонено прямо. Вони загальнонаціональні, але фактично ми маємо регіональні партії, які переобрали всі своїх мерів, залишилися на місцях. І у нас загальнодержавні партії не мають фактично місцевого такого впливу або перемог. Вони мають вплив, вони теж, що відбувається взагалі у нас з місцевим і загальнонаціональним рівнем? Чому політичне життя так відірвалося одне від одного? Тут просто... А іншого теж не відбувається. Намагання, спроби об'єднатися мерів і зробити загальнонаціональне щось теж не спрацювало. Тобто у нас є 4 політичні сили, які гарантовано проходять на загальнонаціональному рівні, і є купа сил окремих навколо кожного мера. Ну, тут всі ті регіональні політтехнологічні проекти, насправді їхньою справжньою метою була підтримка мерів, які виграють мерські вибори, і для того, щоб вони могли бути ефективними, їм треба спиратися на, умовно кажучи, промерську більшість або хоча б представництва в місцевих радах. І вони інших функцій не ставлять. Тобто більшість тих партій, вони не ставлять перед собою мету масштабуватися і вийти на загальнонаціональний рівень. Але деякі з цих партій мають таку мету і, в принципі, можуть гіпотетично масштабуватися на загальнонаціональний рівень. Це передусім, я вже згадував пана Кличка, і УДАР, бо він навіть це не приховує. Тобто це і те його звернення, пам'ятаєте, колись було до органів місцевого самоврядування напередодні Дня місцевого самоврядування, коли він закликав всі здорові патріотичні сили згуртуватися навколо партії УДАР. Ну, це зрозуміло, претензія на загальнонаціональне лідерство. Якщо ми говоримо про ще такі партії, то я би виділив там гіпотетично, знову ж таки, це пропозиція. Там принаймні є як сказати, бажання масштабуватися. Чи є ресурс для того, щоб це зробити? Це проблема. Тобто я, чесно кажучи, сумніваюся, що їм це вдасться. Гіпотетично це міг би бути наш край, але там теж вони перебувають в стадії достатньо глибокої внутрішньої, не те, що кризи, а такої заморозки. Тобто люди просто ще не розуміють, варто їм цим займатися, не варто їм цим займатися. Гіпотетично можна ще виділити тут окрему групу, це, наприклад, «Свобода». Тобто «Свобода» – це все-таки загальнонаціональна партія, але просто вийшло так, що у них є певне електоральні базові регіони. От за межі цього електорального базового регіону вони чомусь на сьогоднішній день не можуть вийти. Тобто вони, в принципі, скукожилися. Причому в цьому базовому електоральному регіоні вони вже стикаються з конкуренцією Петра Олексійовича Порошенка, Європейської солідарності, які так само стоять приблизно на однакових ідейних засадах. За великим рахунком такою ж самою партією можна назвати і ОПЗЖ, тому що в них так само є базовий електоральний регіон, і вони дуже проблематично з нього виходять. А якщо ми зараз подивимося на ситуацію внутрі ОПЗЖ, знову ж таки, дуже цікаво. Там же є крило Медведчука, крило, умовно, Бойка. І я думаю, що там серйозні внутрішні процеси відбуваються також всередині цієї партії. І я думаю, що виборець Медведчука, він за багатьма критеріями відрізняється від потенційного виборця Бойка. Тобто, якщо виборець Медведчука – це швидше все-таки більше проросійські погляди, то виборець Бойка – це швидше така ностальгія по радянському минулому, по цим господарникам, умовно кажучи. Тому от всі ці сукупність регіональних проєктів, які показали прекрасні результати на місцевих виборах, вони відрізняються серйозно один від одного. Їх не можна, умовно кажучи, загнати під один якийсь спільний знаменник. Ну, якщо ми подивимося на результати, то об'єктивно найбільшу кількість мандатів в органах місцевого самоврядування здобув хто?
Батьківщина. І відповідь на питання «чому?» є також є простою і очевидною. Тому що у них, на відміну від більшості інших партій, є місцеві осередки. Тобто у них дуже потужні місцеві осередки, я не знаю, там до рівня району вони точно дотягують. А більшість партій, якщо ми подивимося, наприклад, той же самий «Голос», тобто вони, здається, дуже рідко, коли виходять за межі обласних центрів. Тобто у них в обласних центрах навіть є проблема сформувати ці осередки. Це навіть якщо ми виносимо за дужки оці внутрішні процеси, які сьогодні мають місця у фракції «Голос». Тому тут розбудова партії насправді не такий простий процес, як багатьом видається. Да? Тобто це величезна кількість кадрів, да? Тобто це величезна кількість фінансового ресурсу. Там, де є люди, всюди є людський чинник, всюди є кадрові помилки. Тобто це все ми сьогодні спостерігаємо. Крім того, до того запитання, Україна рухається з бік, скажімо, ідеологізації від партії лідерів, де головний лідер не рухається. Не рухається. Чому це не відбувається? Я вам скажу, що весь світ не рухається у напрямку ідеологізації партії. Навпаки, йде до лідерів, так? Ні, не до лідерів. Так, дивіться, тут є нюанс. Пункт перший, що сам факт, феномен ідеологічних партій, він властивий так званим масовим партіям. Масові партії – це феномен масових суспільств, да? Це класовий підхід, да? Це партія пролетаріату, це партія там буржуа, коли чіткі ці є ніші електоральні, коли є чіткі критерії приналежності. Мій батько голосував за лейбористів, я голосую за лейбористів, я вболіваю за Манчестер і я голосую там за лейбористів. На сьогоднішній день є таке явище, як волативність виборців. Тобто на сьогоднішній день дуже мало партій спроможні зберегти симпатії виборців впродовж хоча б 2 циклів. Я вам скажу більше, дуже мало партій спроможні пережити хоча б 2 виборчих цикла. Особливо, якщо ми говоримо про Європу. За виключенням Британії, Німеччини, і, можливо, ще Франції, в більшості держав Європи дуже великий рівень волативності. Да? Тобто ви спалахнули, на піку прийшли до влади, 1 каденцію відбули, виборці розчарувалися, ви розвалилися, розсипалися, ребрендінг і пішли на вибори під іншими прапорами. Що, власне кажучи, ви в Україні можете спостерігати? Це не є винятково українська тенденція, це загальна, давайте сказати, європейська тенденція однозначно. Плюс додайте туди великий вибух популізму, оцей от феномен. Тобто це не те, що яскраво виражені політичні лідери. Я би сказав так, що це швидше стихійні згуртування навколо найбільш яскравих фігур. Тобто не зовсім лідерських. Да? Тобто якщо ми подивимося там БП Грілло, да, в Італії, зрозуміло, що це умовна лідерська фігура. Тобто це швидше яскравий образ, який є привабливим для пересічних людей. І протестне голосування, да, або там, як називається, там смарт-вотінг дуже часто, коли ми голосуємо просто проти естеблішменту, голосуємо за тих, хто має найбільше шансів перемогти. Зеленський, до речі, це феномен якраз із цього розряду. Багато хто досі цього просто не зрозумів. Про це є також дуже класна книжка, це прекрасний новий цифровий світ, да, це Коен і Шмідт, де вони говорять, аналізуючи арабську весну, розказують, як там формувалася нова політична еліта. Вона дуже часто формувалася безвідносно до бекграунду людей. Достатньо було, що у цих людей було багато підписників на Фейсбуці. Тобто популярні блогери, популярні інфлюенсери, популярні ліди, те, що російською називають ломи. Я його знаю, я за нього голосую. А потім виявляється, що ця людина, окрім як писати пости в Фейсбуці, вона ні на що і не спроможна. Тому-то вона їй була популярна, вона була відомою, за неї проголосували, вони прийшли до влади і виявилося, що вона не спроможна нічого вирішувати. Оце є глобальна тенденція. І зрозуміло, що вона не оминає Україну. Тому всі ці претензії на професіоналізм, на лідерство, вони не працюють. А ідейні партії – це все, це глухий кут, це тупік. Тому що на сьогоднішній день нема таких мас людей, які спроможні бути об'єднаними якоюсь однією загальною ідеєю. Ми все одно будемо... це чому зараз це те, що називається політика ідентичності. Тому що на сьогоднішній день одна людина, вона може бути одночасно, грубо кажучи, робітником. Але робітником вона найманим працівником. Вона може бути білим комірцем, може бути блакитним комірцем. Далі вона може бути приналежною до якоїсь національної меншини. Да? Тобто, умовно кажучи, пакистанці я не знаю, там в Британії, умовно кажучи. Зрозуміло, що британський робітник, який за походженням є англійцями, британський робітник тієї ж саме текстильної фабрики, але який є походженням пакистанець, вони мають відмінні багато чому інтересів. Хоча і той робітник. І в концепції Маркса вони мали спільні інтереси. Далі, вони можуть бути, умовно кажучи, хтось може з них бути геєм.
Ну, тобто виникає ще одна кваліфікуюча ознака. Тобто це приналежить до сексуальної меншості. Далі, хтось з них може бути зеленим, умовно кажучи, да, там виступати за права тварин чи там за екологічні якісь проблеми. Ці можуть не виступати. Тому всіх цих людей на сьогоднішній день об'єднати великі масові партії просто нереально. Трошки, збережу, хіба не є дві наступні після «Слуги народу» партії ОПЗЖ і «Європейська солідарність» фактично ідеологічними партіями. «Європейська солідарність», хоча вона вважається партією Петра Порошенка, мені здається, можу поправити, що її профіль, її виборця дуже зрозумілий. Це, як би там не глузували, мова, віра, армія, це Росія ворог, патріотичне коло, україномовне, патріотичне, з ліберальними нотками багато в чому, можливо, не таке, скажімо, праве, як «Свобода» або там суто чисто там християнські партії, які бувають. Да? Тобто і своя церква, але відкритість світу, західний вибір, НАТО, ЄС, як би там чекали, не чекали. І якщо навіть не буде там Петра Олексійовича Порошенка, зрозуміло, що все одно цей виборець, його профіль зрозуміло. ОПЗЖ, чи є там Бойко, чи є там Медведчук, теж зрозуміло. Це ностальгія за минулим, російськомовність, багато радянських таких уявлень про життя. Війну хто почав, незрозуміло, хто на це відповідь не даємо. Війну розпочали, достатньо перестати стріляти. От якби і Росія не зовсім і ворог. Але є один нюанс, що насправді, ну, от умовно кажучи, можна сказати, що ОПЗЖ це до певної міри є ідеологічною партією. Ну, хоча там ідеологія чітко не сформульована. Ви розумієте, що насправді що таке ідеологія? Ідеологія – це класові відповіді на певну сукупність питань. На сьогоднішній день ця політична сила вона ж не дає цілу сукупність відповіді на весь перелік питань. Тобто навіть коли ви давали характеристику, ви вибрали вузький сегмент, який стосується, умовно кажучи, лише ставлення до геополітичних процесів, до конфлікту з Російською Федерацією, але ми не торкнулися цілої низки там гуманітарних питань, які не зводяться до армії, віри, мови. Не торкнулося цілої низки соціальних питань, економічних питань. Тобто ці питання в економічній програмі Порошенка і Медведчук відрізняються один від одного? Мабуть. А я думаю, що ні, тому що і ті, я думаю, Медведчук за капіталізм. Угу. Порошенко за капіталізм, я сподіваюся, да? Тобто Порошенко ж не за соціалістичні ідеї, не за націоналізацію виступає. Тобто і той виходить так, що вони в цілій низці питань все одно співпадають. Так само, як, грубо кажучи, я думаю, що туди ж буде співпадати і «Слуга народу», туди ж буде співпадати і «Батьківщина», туди ж буде співпадати і «Голос». Тобто, розумієте, «Батьківщина» дуже багато соціалістичних цих речей з обороною, а вони не прихильники приватизації, вони противники продажу землі. Чому ви? Але справа полягає в тому, що якщо ми знову ж таки торкнули питання землі, то найбільша кількість прихильників ринку землі серед виборців Зеленського. Соціологія показує. Хоча в програмі це було і у Зеленського, і у Порошенка, і у «Голосу». А у Тимошенка не було в програмі ринку землі. Вона виступала з самого початку, тобто вона просто орієнтувалася на іншу електоральну нішу. Так само, як і ОПЗЖ. У них була обіцянка, що вирішення земельного питання лише після загальнонаціонального референдуму. Тобто вони з самого початку виходили з таким меседжем. Але в даному аспекті я просто говорю лише про те, що коли ми говоримо про великі ідеологічні партії, ми бачимо, що вони насправді розподіляються по дуже вузьким критеріям і за дуже вузькими ознаками. Тобто за багатьма ознаками вони будуть співпадати. І партія Порошенка – це яскраво виражена партія лідерського типу. Тому що, якщо Порошенко вибрати з цієї партії, вона абсолютно розвалиться. Давайте не будемо забувати, що Порошенко – це ядро, навколо якого обертаються тіла меншої політичної ваги. Але якщо цей центр тяжіння забрати, вони так само розлетяться і туди... Я думаю, вони розлетяться лише через те, що, можливо, поки що Петро Олексійович єдиний акціонер цієї партії. Фінансування партії у нас теж важливу штуку має, хоча вони фінансуються з бюджету останні вже роки і трошки... Хотілося, щоб лише з бюджету, але я маю підозри припускати, що не лише з бюджету. Енвер Куртієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, у нас на зв'язку з Кримом. Хайрлах Шамлар, Енвер Бей. İştesiz mi yana? Алло. Да. Enver Bey iştesiz mi yana? İşteyim. Evet, en büyük bir mevzu kanalımız içinde sonki günleri bu
Нариман Жилялове 4 Кырым татарының tutuklanması, Нариман Жилял Milli Meclis'in birinci muavini. Benim tek bir sualim var. Halk nasıl aldı? Halk horçalamağa hazır mı ve ne yapmağa hazır bu aldı? Elbet, o'zingiz ko'rgan edingiz. Mana xalq to'plasha keli. Mana men o'z fikrimni aytayim. Biz shunday elbette alıngan edik bu meclis a'zolarini ve diğer faal iştirak etken insanların birer bular hep de bir sıkacaklar ya kapatacaklar öyle şeyin hepsini ayarlamayız. Ama şimdi Nariman'ın kapatkanları bizge bir şok gibi oldu. Çünkü bu insan hiçbir zaman yarama işlerge ulaşmadan tek doğrusunu aytkan insan. Onun aytkan laflarında da misal için Rusya hükümete karşı ya da işgalcilere karşı bir şey yok dedi. Tek doğru şeyler aytkan edi o. Misal için bu meseleyi halkara kanunlar çerçevesinde yapmaya gerek ve onun sonuna çıkmaya gerek. İşte bu böyle misal için şeyler aytkan edi ve doğrusunu aytkan edi. Ama böyle vahşice onu kapatlaganları ve bu diversiya hakkında şeylerin çıkarganı o akılga sığacak şey değil. O kadar yaramay şeyleri yaparlar. Onlar biz aytan da şok kaldık. Elbette insanlar işte böyle ifak piketlerge çıkarlar. Onların gördüğünüz hepsini 60'a yakın insanların kapattılar. Son para cezasını verdiler. Son ve bazıların sutkalarga koydular. Elbette şimdi halk sokaklarga çıksa ağları ne olacak belli. Sokaklarga demeyeyim, Enver Bey, en azından mesela bir kapatmagan için bir sürü vakit mahkemeler ötkerilecek. Mesela mahkemelerge gelmege gerek mi? En azından millet bu şey ne aytam? Mahkemelerge gelmege o kadar bağlan problemi yok. Halkımız mahkemelerge geldi, gelecek. Her vakit gelecek. Ona o kadar problem yok ve gelir ben belirtsem hem şimdi belki bu şok aldı o kadar çok insan gelmediğinden anda yüze yakın insan var ama gelecekte mi 4. noyabr'da olacak ilahire mahkemelerge daha da çok insanlar gelir diye ben inanıyorum. Çünkü biz birbirlerimize yardımcı olmasak, destek etmesek, birlik, beraberlik içinde olmasak elbette bizge kıyın olacak. Onun için hepsimiz birleşip birbirlerimize yardım etmek gerekimiz. Bu elbette birinciden bu mesela. Gelirler, ben belirtsem elbette gelecekler halklar. Halkımız korkmadı. Onlar bir şeyden korkmaylar. Birinci mesele bu vahşice bizim insanlarımıza davranganların akılga sıkacak şey değil olganda bu pek belli. Bu şeyge ben çok yetim. Korku meselesi bunda yok. Elbette birinciden benim duygularıma göre balaban hareketler etmek gerek bu halkara seviyede. Çünkü buna platforma deklarasyasında yazılgan edi. Böyle şeyler yapılsa demek cevap verecekler. Ama nasıl cevap? Bu test olarak oldu. Nasıl cevap verecekler? Bu şimdi görmek gerekmiz. Çok sağ olun Enver Kurtiyev, Kırımtar Milli Meclisi'nin azası bizde canlı bağda Kırım'dan bağlandık. Müzakere ettik Nariman Жилялов'ın tutuklanmasına. Valentina, 5 років російська влада вважає Меджліс екстремістською організацією. Це рішення їхнього Верховного суду 16-го року. Наріман Жилял не просто член Меджлісу, перший заступник фактично в ієрархії Меджлісу, а друга людина після Ріфата Чубарова, який не покидав Крим весь час, хоча отримав двічі на рік предписання щодо дотримання законодавства Російської Федерації.
5 років вони його не тримали, хоча в них є формальний привід брати і саджати його як члена екстремістської організації. І пішли шляхом вигадання якоїсь справи між головним розвідуправлінням Міноборони і Меджлісу по вибуху на якомусь газогоні. Нащо? Чому Росія не хоче судити політика, а вигадують якісь справи з газогодами, вибухівками і диверсіями? Тому що є таке поняття, як в'язень сумління, тому що є таке поняття, як політичний в'язень. Тому що коли людину притягають до відповідальності саме за тими статтями, які мають ознаки, тобто міркування політично мотивованих, і за політичною кваліфікацією або за сумління, умовно кажучи, за переконання, за погляди, то реакція одна. Інша справа, коли вас притягають за кримінальний злочин, тобто і ви будете потім намагатися захистити таку людину, говорити, що це політичне переслідування, що це використання кримінального судочинства для політичної розправи, а вони будуть робити, вибачте за вислів російською мовою, морду кирпичом і говорити ніякої політики, просто кримінал. Тобто це багато хто не розуміє, але в Радянському Союзі, пам'ятаєте, була в Кримінальному кодексі 58 стаття, здається, вона так і називалася, антирадянська діяльність чи пропаганда. І зрозуміло, що всі когось притягали до цієї статті, вони мали право, і хоча б трактуватися як політичні в'язні. А потім, нібито це скасували з Кримінального кодексу, стаття зникла і почали саджати тих же самих політичних в'язнів тільки за зґвалтування, наприклад, або за гомосексуалізм, або ще за якимись надуманими приводами. А ви знаєте, що радянська правова система, правоохоронна система, вона не дуже сильно змінилася на пострадянському просторі, а в Росії так і поготів. Тому була б людина, справа знайдеться. Могли б наркотики підкинути, могли б зброю підкинути. По реакції і повіреної у справах США, і посольства Великобританії, і інші, поки чеський МЗС жорсткі заяви, вони не чекали ніяких пояснень з боку Російської Федерації, кримінальні справи, вони чітко заявили звільнення і політичне переслідування. Тобто, чи справляє враження не переслідування їх по політичних справах, а по вигаданих, чи справляє на світ це враження? І на кого тоді Росія збирається справляти враження? На внутрішнього споживача. Треба розуміти, що будь-яка влада, вона діє у двох вимірах. Це міжнародна арена і це внутрішньополітична ситуація. Тому, вони прекрасно розуміють, що навряд чи це справить на когось враження на міжнародній арені, і що дійсно американці, чехи чи британці повірять в те, що людина, яка все своє життя займалася політичною діяльністю, не екстремістською діяльністю, не бойовиками, ніколи не претендували на силове захоплення влади. Меджліс, наскільки я пам'ятаю, і в Україні ніколи не претендував на захоплення влади в силовий спосіб, ніколи не претендував на досягнення політичних цілей шляхом використання політичного насилля. Так це навіть в Україні значно більш ліберальні, ніж нинішня Росія. То я не думаю, що в нинішній Російській Федерації Меджліс перетворився на організацію, яка декларує, як ІРА чи ЕТА, Баски, що ми будемо в силовий спосіб. Ні, в кращому випадку вони б займалися політичною діяльністю. Але після того, як заборонили, то і цього інструменту, по суті, кримських татар позбавили. Тому це зрозуміло, що для міжнародних експертів і політиків це очевидно. А для місцевих внутрішньоспоживачів, для росіян, можна розказати, що дивіться, які страшні кримські татари, вони всі екстремісти, це взагалі ті самі чеченці, тільки гірші. Бо в Чечні в нас є наш друг, герой Росії Кадиров, а в Криму ми поки що такого героя ще не знайшли, хто погодився зіграти роль і об'єднати навколо себе кримсько-татарський народ, так як Кадиров навколо себе об'єднав, умовно кажучи, в Чечню. Ви сказали, що це на внутрішнього споживача, це політикам притаманно говорити про мудрий народ, політехнологи зазвичай цього не кажуть, і всі політехнологи знають, наскільки багато протиріч в голові однієї людини може бути, коли вона хоче одночасно і заможньо жити, і малі податки, і речі, які протирічать один одному, на цьому будуються на цих дослідженнях масової психології. Скажіть, будь ласка, наскільки довго російський мешканець, житель буде сприймати це? Скажімо, у нас є аргументована, раціональна позиція. Люди, 30 років в Криму не було тероризму. 7 років вашої окупації, за 7 років там теж не було жодного випадку тероризму. Як можна мати 120 терористів, і вже навіть більше, коли терору не було? Як це можна, наскільки довго це можна продавати на внутрішньому ринку російському?
Ну, я думаю, що насправді більшість росіян цим не переймається просто. Так само, як і більшість мешканців Радянського Союзу не дуже переймалися тим, що є дисиденти і що є політв'язні. Тобто більшість цим не переймалися, коли про це дізнавалися, то воліли просто уникати когнітивного цього дисонансу і про це не чути, не знати і робити вигляд, що цього просто не існує. А та свідома частина російського суспільства вони ж бачать, тому що жертвами політичного терору, бо можна це називати в Російській Федерації, вже є не лише представники інших національних меншин, а в тому числі самі росіяни. Навальний той же самий. Тобто ми ж не говоримо про його політичні погляди, він добрий, поганий. Справа полягає в тому, що це також є прояв політичних переслідувань. Ситуація з Німцовим. Політично вмотивовано вбивство однозначно. І так, тобто всі прекрасно це розуміють, але одна справа розуміти, а інша справа набратися сміливості протидіяти. І тут російська система побудована за дуже примітивною схемою. Ти демонструєш лояльність, взамін отримуєш певні можливості. Не демонструєш необхідного рівня лояльності, отримуєш купу проблем. І ти сидиш собі, ми ж з вами вчилися в Радянському Союзі, я думаю, всі прекрасно розуміли, що ти вступаєш в комсомол, і це можеш потім вступити в університет, вчитися, якось просто мінімум, тебе ж ніхто не вимагає, щоб ти там дійсно був палким ленінцем. Але якщо ти не вступаєш в комсомол, умовно кажучи, або демонструєш свою опозиційність, то ти не вступаєш в університет, ти взагалі становишся бомжом, грубо кажучи. Ти не знайдеш роботу. А в Радянському Союзі стаття за тунеядство. Ти, власне кажучи, помикався, потикався, і тебе через якийсь період відправили прибирати сніг в Сибір. І російська система в цьому не змінилася. Тобто більшість росіян, я їх просто також розумію, суто по-людськи. Тобто вони собі сидять, якийсь там, я не знаю, живе людина в Москві все своє життя, вчиться в МГУ, умовно кажучи, я не знаю, на фізика, хіміка, політолога, і думає, коли я вже закінчую, звалю собі в Європу або в США. Нащо мені лізти на рожон і виходити на ці марші протестів, де мене можуть затримати, побити, посадити і зламати мою майбутню кар'єру? Краще я собі тихенько пересижу, за першої ліпшої нагоди просто вийду з цієї прекрасної держави. Тому тут серйозно не варто очікувати, що російське суспільство підніметься проти цієї сваволі. Тобто це дуже, я в цьому сумніваюся. Але це не означає, що у них нема оцих думок, які я щойно оголосив. Тобто просто вони зараз повернулися до тієї ж практики в Радянському Союзі, коли вони говорять офіційно одне, а в себе вдома на кухнях абсолютно інше. В підсумковій декларації Кримської платформи, саміт якої відбувся 23 серпня тут в Києві, яку підписало 46 країн, там йдеться мова, що сторони в разі загострення ситуації будуть обговорювати можливі подальші санкції до країни-окупанта. Чи можна вважати цю ситуацію з дотриманням, в тому числі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, з загостренням ситуації, які дозволяє Україні говорити, апелювати до країн учасників Кримської платформи про початок цих переговорів щодо санкцій? Я думаю, що так. І практично впевнений, що так не буде. Не буде чи буде? Не буде. Ні, тобто Україна швидше за все, безумовно, це питання поставить і буде намагатися його якось просувати. Але я практично впевнений в тому, що це питання швидко просуватися не буде. Є такий принцип, називається реп-стемп. Це означає, що коли якесь рішення прийнято, то кожен наступний чиновник намагається не змінювати це рішення, а просто пропечатати і перекласти відповідальність на того, хто колись раніше це рішення прийняв. Коли відбулася анексія Криму, були схвалені перші санкції проти Російської Федерації. Вони, до речі, були найм'якші, як це не парадоксально. І для того, щоб на сьогоднішній день змусити переглянути той пакет санкцій, змусити країни вжити інших додаткових санкцій, це реально дуже проблематично. Тобто будуть наштовхуватися на це максимальний супротив, і небажання європейських політиків, світових політиків все-таки робити оці кроки, які можуть потягнути наслідки. Як на зовнішньополітичній арені, в стосунках з Росією нам може це не подобатися, але вони все одно на це озираються. І внутрішньополітично, тому що там все одно російська пропаганда працює. І вони так само мають своїх агентів впливу, які впливають на настрої суспільства. Тому швидше за все, звичайно, українська влада поставить це питання. Швидше за все, учасники Кримської платформи візьмуть це до уваги. Швидше за все, почнуться якісь дискусії, діалог, погодження. Але навряд чи в осяжному майбутньому ми побачимо якісь чергові санкції щодо проти Російської Федерації, спричинені, зокрема, і черговим наступом Російської Федерації на права та свободи корінних народів Криму, зокрема, кримських татар, і оці політичні всі репресії.
І ще дуже коротко, на жаль, ця ефір не набагато часу. Завтра Верховна Рада збереться на позачергову сесію, щоб розглянути це звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки, отримати статус союзника Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Українська посолка Сполучених Штатів Оксана Маркарова закликає не робити цього і каже про те, що це роблять країни, які в силу географічних або інших причин не претендують на статус на здобуття повноправного членства в НАТО. Що ви думаєте, робити це, не робити, і що з цього вийде? Ну, я думаю, що та угода, яку привіз зі Сполучених Штатів Америки, рамкова ця угода між міністерствами оборони, ну, те, що привіз пан Зеленський, вона відкриває значно більше можливостей, ніж цей статус союзника. Це по-перше. По-друге, чого вартує статус союзника, ми побачили в Афганістані. Ну, тобто тут, мені здається, коментарі після цього зайві. І я погоджуюся, що дійсно, якщо ми претендуємо на набуття повноцінного членства в НАТО, то дуже дивно претендувати водночас і на статус союзника поза НАТО. Тобто ми маємо, коли будемо набувати статус члена НАТО, то нам тоді буде треба відмовлятися від статусу союзника США поза НАТО. Тобто це швидше таке, знаєте, пропагандистське і, я думаю, внутрішньополітичне питання. Тобто я практично впевнений, що ті люди, які ставлять це питання на порядок денний, вони вирішують внутрішньополітичні цілі, досягають, і зовсім це не стосується міжнародної політики. Тому що я повторю, що ті документи, ті домовленості, давайте так кажемо, домовленості, бо там вони різною мірою формалізовані, які вдалося досягнути Зеленському в Сполучених Штатах Америки, вони є достатньою базою, платформою для того, щоб поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, зокрема і в безпековій сфері. Ну а ці просто якісь широкі жести, красиві заяви, звернення. Ну так, є в Україні люди, яким це подобається, але я прихильник того, що треба більш бути прагматичним і іноді навіть, можливо, і більш цинічно ставитися з таким здоровим скепсисом. Відрізняти, що має практичне значення, а що такого практичного значення не матиме. Дуже вам дякую за те, що приєдналися до нашого заключення. Дякую за запрошення. АТР. Bugün programımız yekünlendi. Bizden kalınız. Biz sizden de yarın görüşürüz. Sağ olun. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить.
и со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться, и понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться, и могут не писать, не волноваться, не звонить, и никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь, а кто еще вас сможет так же полюбить? Hürmetli dindaşlarım, milletim. İbrahim peygamberimiz Allah'a inanıp öz oğlusunu kurban edecek edi. Ne kadar bizim büyüklerimiz halkımız vatanında yaşamak borçludur. Onu kaytarmak için özünü kurban ettiler. Bugünkü vaziyetini kabul etmeyip halkımızın zorlamasınlar deyip, halkımız serbest olsun, halkımız vatanında sahip olsun deyip özünü kurban eteler. Onların arasında Reşat Ametov, Ervin İbrahimov ve diğerleri. Allah'a inanayıq, milletimizge inanayıq, bir-birimizge inanayıq. İmanında aslında bir vakit ayrılmayıq. Ишгалчылар Украина истихбараты ве Меджлисні газ борусына қаршы olған диверсияда қабатлады. ФСБ хадимлері Ахмеджет районындаки Ангара койынде газ борусы янында шығарылған пропаганда видеоны яйынлатты. Ишгалчылар тарафындан жұма эртесіне кечер кечесі евлерінден тинтувлерден сон хырсызланған аға қардаш Азиз ве Асан Ахтемов өзіне ифтира атқан видеосыны чектілер. Оларны бір күнден зияде аш ве сусыз туттылар. Видеода мабуслерінің юзлері көрінмей. Мабуслер диверсияның азырланмаса қанда тариф еткенде қиын терминологияны қиналып оқығаны дуйла. Приехав в Херсон, я пошел в Макдональдс, где ко мне подсел человек в красных кроссовках, красной кепке и назвал себя Саидом. Нам сказали, что хотят вот так сделать плохую вещь с газовой трубой, подорвать газовую трубу. Где? В селе Перевальном. Что за взрывное устройство? Он объяснил, что это кумулятивный снаряд, и что он должен пробить эту трубу. Должно хватить силы, чтобы пробить эту трубу. Спустя где-то 2-3 недели они нам отправляют это взрывающее средство. После этого, где-то в конце июля, нам приходит сообщение, отправили координаты. Газовой трубы находится в Перевальном. Ишгалчылар Меджлис ве Украина истихбараты тутулганларга газ борусы патлатылмасы үшін $2 миллион берді деп айталар. Ишгалчыларның уйдырмасына көре Меджлис ве Украина истихбараты Ангара койынде бору бозылмасының планны бера-бер азырлаған. Ахтемовларға бұл жинайетке қошылмаға Херсондаки Макдональдста теклиф еткенлер. Олар патлайжы маддені қашқавал кесеклері ішінде алғанларын айталар. Қырымның ишгалчылар елбашысы кечірілген тараманы дестеклеп, мабуслерге қол tutmaq için çıkacak insanlarını korkutmağa tırıştı. Мы будем раскручивать эту группу дальше. По крайней мере, понятно, что все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб, ну и под руководством, понятно, американцев. Там без них это все бы не обошлось. Терроризм не пройдет в Крыму. Все, кто будет способствовать, в данном случае террористам, пытаться выходить и оказывать давление, так сказать, в общественном поле на органы власти, однозначно тоже эти действия все будут пресечены очень жестко. Хырсызланған 5 қырым татары қайда олғанны білмеге тырышқанларына тінтувлер от керілген күні тұты башладылар. Аризна таяқларын сілеланған АМОН хадимлері Ахмеджеттеки ФСБ даресынан бинасы оғыне шыққан инсанларға үжім етті. Олар оғынде кім олғанны бақмайып, еркек, қадын ве еслі башлы инсанларыны тұттылар. Олар же инсанны ишгалжы полис бөліклерін алып кеткен сон протоколлар түзділер. Вывели Эскендерага Азисанова из здания Киевского суда увозят. Пунен берабер ишгалчылар яқалануларны айдынлатқан жемаат журналистлеріні де тұтты.
Журналист. Эртесіне жемачылық Ахмеджетеке Киев Ишгалжы махкемесі янында топлашты. Анда Эльдар Удаманов, Шевкет Усейінов, аға қардашлар Ахтемовлар ве Нариман Жилялған избетен сыңырланов тедбірлері белгіленмесі бойынша махкемелер башланды. Махкеме янына келгенлері трафында Ишгалжы полис хадимлері камера ве янғыратчынен юрейді. Олар адвокатларға лаф етмеге кедер етіп инсанларына қорқытайды. Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Либо статья 19.3 неповиновение законным распоряжением сотрудников полиции. Требую прекратить противоправные действия и немедленно разойтись. Ахтемовлар азапларға чектірілген сон бөле танықлық бере білгендір. Адвокатлар қайдеткенне көре тұтылғанлар Ишгалжы көбетшілерінің физик ве рухи басқысы алтында болуна. Адвокатлар қайдеткенне көре сөзде махкеме девамында ве биткен сон Ахтемовларының ич бір қаршылығы олмаған ве олар атты башларына көтермегенлер. Ребята как-то неадекватно, очень странно себя вели, не поднимали голову. Такое было ощущение, что они ничего не слышат. Я все-таки пробилась в зал судебного заседания, подошла к Азизу, сказала: я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, вот сегодня с женой. В это же время позвонила жена, а Азиз заученными словами сказал: я от вас отказываюсь, у меня есть адвокат. И я говорю: что ты делаешь? Вот родственники беспокоятся, а он сидит и он просто ни на что не реагирует. Такое может быть только в одном случае, когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Ишгалжылер Ахтемовларны меджлис рейсінің бірінші муавина Нариман Жилялға қаршы танықлық бермеге мечбур ете біледі адвокат Николай Полозов. Оның фікіріне көре бұл Жилял Қырым платформасында иштирак еткені ве Ишгалге қаршы олғаны үшін интихамдыр. Братья Ахтемовы, они, по всей видимости, являются инструментом достижения российскими властями своей политической задачи. А политическая задача очень простая. Она заключается в том, что российские власти, оккупировав Крым, продолжают последовательную системную практику репрессий в отношении, прежде всего, крымско-татарского народа, в отношении тех представителей крымско-татарского народа, которые активно заявляют о своей политической, общественной позиции, и к числу таких активных граждан, активных общественных деятелей, политических деятелей, безусловно, относится и Нариман Жилял. Ишгалжылер Нариман Жилялны Ахтемовлар газ борусында диверсия кечірмесінде қызыштырғанында қабатлай меджлис рейсінің муавина қабатлауларына рет етіп танықлық бермектен вазгечті. Махкемеде адвокат Николай Полозов Ишгалжылер тарафындан япылған қанун бозылуларына сеслендіріп, Нариман Жилял азапларға чектірілгенін айтты. Еще будучи в статусе свидетеля, он был подвергнут жесткому психологическому давлению. Его с мешком на голове вывезли в неизвестное место, в неизвестное подвальное помещение. Его всячески запугивали, угрожали применением насилия. Ему не давали есть, ему не давали спать, он находился в наручниках. Впоследствии в отношении него провели физиологическое исследование, так называемый полиграф, что также является абсолютно незаконным. Сөзде махкемеде Нариман Жилял оңа вет тұтылған дегер Қырым татарларға келіп қол тұтқан инсанларға минедарлық білдірді. Басқаға бақмадан Қырымны терк етмеге истегі олмағанын айтты. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что обвинения абсолютно ложные, связаны с моей журналистской и публичной политической деятельностью. Это еще раз доказывает правоту того, чем я занимался, и не только я. Вот. И всем передаю большой привет. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. И обязательно друг друга поддерживают. Нариман Жилял ве Ахтемовларынан давасына ФСБ таққачысы Виталий Власов тақық еті. Бұнен берабер азапларға чектірілген Радио Свобода мұхбері Владислав Есипенканын Ахмеджетте тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп ұйдырылған терроризм давасына свидетели Иеговы азаларына қаршы ұйдырылған даваларыны тақық етмекте.
Европейская солидарность фракциясы Қырым платформасында иштирак еткенлерге Нариман Жилял ве башка Қырым татарларының азат етілмесі үшін Русияге басқартырылмасы талабынен қарар лейхасын азырлай. Бұны Меджлис рейсінің муавина халқы депутат Ахтем Чийгоз Юқары Шура Минберенден сеслендірді. Ойышғалжелер Қырымда тұтылған инсанларына азапларға оғратқанын айтты. Бұнен берабер Чийгоз парламентна ишғалжелер ве Русия президенті Владимир Путинны шахсен месулетлікке чекмек үшін ершейні yapmağa çağırdı. Против них чинили і зараз чинять, застосовують тортури. Але їх не зламають. Тут настав час, коли нам потрібно показати нашу участь в їх визволенні. І владі України, і особливо парламенту. Учасникам Кримської платформи, щоб вони звернулись до цього злочинця Путіна, щоб нарешті він відчував свою відповідальність. І в тому числі, щоб учасники Кримської платформи, наші партнери, теж відчули відповідальність. Ишғал етілген Қырымда Русия Девлет Думасына сайлаулар кечірілмесі халықара құқығының бұзылуыдыр. Украина Юқары Шурасы Русия Девлет Думасына сайлаулар кечірілмесі танылмамасы режасынен қарар қабыл етежек. Русияде шу сырада ишғал етілген Қырымда сайлаулар сентябрінің 17-сінден 19-на қадар кечірілмелі. Бұнен бері Русия Донбасының ишғал етілген қысмында да Русия паспорттарын алған инсанларны сайлауларға желп етмекте. Қарар лейхасында бұл Украина анаясасы Украина канунлары халқара канунларының бұзылуы олғаны қайдетілі. Депутатлар бұл қарарны қабыл етіп, Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы ве Қавсызлық Шурасына, ОБСЕ, НАТО, Авропа Бірлігі, Авропа парламенті ве Бірлескен Миллетлер азасы олған девлетлерінің парламент ве акимиетлеріне Русия Девлет Думасына кечірілген сайлаулар қанунсыз оларақ танылмасы үшін мұражат етежек. Там будуть голосувати не лише кримці, які змусили взяти російський паспорт, але будуть голосувати наші українці, які живуть на тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської області після масової паспортизації. І я би хотіла розуміти, який план України щодо цього, окрім лише великих заяв. Украина Юқары Шурасы Бірлескен Миллетлерінің телекөстілік Шурасына Русияның телекөстілік федераль қызметі, яғни ФСБ веселялы құбетлерінің баш штабының, баш идаресіні ГУР қызметіна террористік тешкілатлар оларақ танымаға режасынен мұражат етмеге планлаштыра. Бұл ақта қарарының лейхасы парламентте қайдетілген. Оларының муэлифлері Слуга народа фракциясы ве партия за будущее адлы депутатлар группасының 5 халқы депутатыдыр. Олар білдіргенне көре бөле мұражат Қырым ишғалінден сон ФСБ Русия режимінен разы олмағанларына мұнтазам тарзлат мақта ве Украина гражданларына қырсызламақта дейлер. ФСБ қадемлері Украинада провокация ве диверсияларны тешкіл еткені вақыт яқаланмақта. Бұнен берабер Донбасының ишғал етілген территориясында террорчылықнан фаалиеті МФСБ МД силалы құбетлерінің баш штабының баш идаресінің реберлігі тарафындан контроль етілмекте. Рус забитлері ве аскерлерінің иштирагынен арби олмаған иялеге үжімлер ве диверсиялар япыла. Бұл әрекетлер дүнияда террористик оларақ танылған тешкілатларының усулларына бұтынлей уймақта. Украина Америка Бірлескен Девлетлеріні ишғал етілген Қырымда репрессияларны тоқтатмақ үшін Москваға басқаны қуетлештірмеге чағыра. Мұны Украина тышышлері Назира Кулеба Киевде Америка Конгрессінің азаларының көрішкені вақыт айтты. У Америка делегациясына Ярмадада кечірілген тарама ве яқаланувларының яңы далғасы ве инсан ақларының қаба бұзылмасы аққанда білдірді. Дмитро Кулеба Русияны Эрмабусны азат етмеге мечбур етмек үшін Америка Конгрессінің азаларыны Кремльге басқаны қуетлештірмеге чағырды. Бұне берабер Кулеба конгрессменлерінің диққатына ишғал етілген Қырым Русия тарафындан аскерилештірілмесі гемілерінің Қарави Азақ деңізлерінде сербес юрышы олмағанына желп етті. Азапларға чектірілгені үшін өзіне ифтира атқан Ахмеджетнің ишғалжілер махкемесінде кечірілген отырышта Украин мабусы Владислав Есипенко азапларға ұғратылғанына білдірді. Оның адвокаты Дмитрий Дзинзе айтқанына көре, Есипенко ФСБ тарафындан ола білген қорқытмалар себебінден теляшылына. Бұнен берабер мабус ишғалжілерінің оның Украин истихбаратынен ишбірлігі аққында тахминлеріні рет ете. Есипенко білдіргеніне көре, о Радио Свобода хабер агентлігінің журналисті оларақ Қырымдаки ичтимаи
ijtimoiy siyosiy vaziyatni aydınlataydı. Владислав Есепенко мартынан 10-да Ахмеджетте Тарас Шевченконың doğған күніне бағышланған нумайыш кечірілген сон тұтылған еді. Ишгалжілер Радио Свободаның штаттан тыс журналистіні Силянын қанунсыз япылмасы ве оның Украин махсус қызметлерінен ишбірлігінде қабатлайлар. Türkiye'de Ukrayna Harbi Deniz Kuvvetleri için Harbi geminin kuruluşu başlandı. Ada çeşit gemisi İstanbul'da yerleşken gemi kuruculuk işhanelerinin birinde kurulacak. Harbi geminin kurulması aprel ayında başlandı ama Türkiye ananelerine göre geminin temel taşına koyup merasimi Kogert'nin kurulmasından son ötkirili. 2022 senesi gemi Ukrayna'ya berilip, 2024 senesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin erkenine koşulacak. Це знакова подія для України та значний поштовх у розвитку її військово-морських сил. Всі домовленості з Турецькою Республікою виконуються вчасно, а деякі з них навіть з випередженням встановлених строків. Це ми бачимо на прикладі безпілотних літальних комплексів «Байрактар» ТБ-2, які вже виконують завдання в інтересах нашої країни. Талибан талеплерге қаршы шыққан соңки Панджшер вилайеті запт етілмесі аққанда илан етті. Анда эсасен этник таджиклер яшамақта. Кеченлері Панджшерге Афганистан ордусынан аскерлері қачқан еді. Дақ вадисіне барып етмек зордыр. Дере таби мания еді. Ама бұл мания Талибанны тоқтатмады. Талеплер тарафындан чекілген кадрларда олар Панджшерінің пайтақты олған Базарақ шеріндеки вали офисы янында ось байрағына көтергенні көрмек мүмкін. При завоюванні Панджшері у нас не було жертв серед цивільного населення, але, звичайно, мобільна служба 3-4 дні не працювала, продукти туди не доставляли, тому що на дорогах воювали. Сьогоднішнього дня постачання відновлять, також відновлять постачання електрики, мобільний зв'язок та інтернет. Мында урушылар бір апта евелсі. Екі тараф арасындаки музакерлерінен соны хайырсыз олған сон башланды. Талеплерінен рақыплері білдіргеніне көре, олар евелсі олғаны кібі бұтын стратегик позицияларда қалып көрешмеге девам ете. Мұхалиф әрекетінің лидері Ахмад Масуд Твиттерде о телекесізлікте олғаны аққында білдірді. Фақат бұндан ғайры оның аққында ешбір хабер yok. Якынларда Масуд Талибаннен яңы музакерлерге азыр олғаны ве дини лидерлерінің аңлашмаға теклифіні қабыл еткенін айтты. 20 ел evvelsi Талибан Афганистанда hukmdorlik etkeni vaqt Panjsherде muxalifet merkezi edi. Ahmad Masud taleblerge qarshi chiqqan hareketning evvelki liderining o'g'lidir. Masudning babasi Amerika Birleşken Devletlerinde sentyabrning 11-inde hujumlar o'tkirilmasdan evvel o'ldirilgan edi. O vaqt cho'q davlatlarda yasaqlangan Al-Qaida tashkiloti mas'uliyatlikka chekilgan edi. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Это время обсуждения главных событий с наиболее знающими людьми и акторами политики
и так далее. Сегодня у нас наша вся политика происходит в оккупированном Крыму. И там, о чем мы говорим уже несколько дней подряд и будем говорить дальше, происходит незаконное задержание. Ну, понятно, о каком законе может идти речь. Это российская оккупационная власть и так далее. И я хочу, чтобы мы начали этот эфир, а гостем, я не буду скрывать, будет адвокат Николай Полозов, который вот как раз взялся защищать Наримана Джелялова. Можем даже вывести его в эфир уже сейчас, Николай. Вот. Приятно видеть такое лицо. Привет, Коля. Здравствуйте. Вот я хочу, чтобы мы все еще раз посмотрели то, что сказал на суде Нариман. К сожалению, у нас только аудиозапись есть, и дальше с тобой пойдем. Во-первых, очень большая благодарность всем, кто за меня и за ребят переживает. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что обвинения абсолютно ложные, связаны с моей журналистской и публичной политической деятельностью. И это еще раз доказывает правоту того, чем я занимался, и не только я. Вот. И все передаю большой привет. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. И обязательно друг друга поддерживать. Ну, а теперь я прошу Николая, который единственный лично видел, общался с подзащитным своим, с Нариманом Джеляловым, первым заместителем главы Меджлиса Крымстарского народа, рассказать о том, что происходило в эти дни с Нариманом, как он себя чувствует. Спасибо ему огромное за приветы. Это мы должны ему передавать. Передаем слово поддержки. Теперь слово адвокату Николаю Полозову. Ну, что сказать об этом деле? Уже много было сказано. На текущий момент Нариман Джелялов находится в этом деле в статусе подозреваемого. Вчера по ходатайству следователя ФСБ Виталия Власова суд, Киевский районный суд Симферополя, конкретно судья Крапко, принял решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 ноября, то есть фактически на 2 месяца. Ранее практически стремительно было проведено 2 таких же судебных процесса по ходатайству следователя в отношении Асана и Азиза Ахтемовых. В целом, что можно сказать об этом деле? Это дело, по версии ФСБ, диверсия, взрыв на газопроводе в селе Перевальное, которые якобы осуществили Азиз и Асан Ахтемовы, а вина Наримана Джелялова заключается в том, что он осуществил пособничество в совершении диверсии. По версии следствия он передал контакты Асана Ахтемова некому своему киевскому знакомому. И даже по версии ФСБ, в принципе, Нариман никакого непосредственного отношения ни к какому газопроводу, никакой диверсии не имеет. Но, тем не менее, формально они считают, что он является пособником и, следовательно, должен понести наказание. Важно отметить, что фактически дело в отношении братьев Ахтемовых было возбуждено только 4 сентября. Дело в отношении Наримана было возбуждено на следующие сутки 5 сентября. И впоследствии следствие провело такой довольно грязный манипулятивный трюк. Оно объединило эти уголовные дела. Почему грязный трюк? Потому что фактически Наримана вынудили сначала дать показания в качестве свидетеля по одному уголовному делу, потом в отношении него возбудили другое уголовное дело, а позже уже соединили. И он был лишен возможности, хотя следствие заранее априори знало, что его будут задерживать, воспользоваться правом юридической помощи от адвоката, а также правом, которое предоставляется подозреваемому или обвиняемому, не свидетельствовать против себя. Такой грязный трюк следствие иногда проводит. Здесь тоже не стали церемониться.
И что самое любопытное, это не единственные уголовные дела, о которых в рамках производства последние несколько дней было известно. Обыск, который проводили дома у Наримана Джелялова рано утром, после которого он фактически был задержан, оказывается, производило вообще другое ведомство и вообще по другому уголовному делу, о котором нам, в принципе, на текущий момент ничего не известно. И, конечно же, важно понимать, что, несмотря на весь этот антураж, который соответствует стилистике 30-х годов, да, диверсии кругом, шпионы и так далее, подоплека преследования Наримана Джелялова является исключительно политической. Он один из лидеров, которых не депортировали или не запретили въезд в Крым, который остался там, который на протяжении 7,5 лет оккупации продолжал занимать открытую, последовательную политическую и общественную позицию, которая крайне не нравилась ни местным оккупационным властям, ни в целом российской власти. И, на мой взгляд, триггером, такой последней каплей, которая переполнила терпение Кремля, а если мы говорим обобщенно, было посещение и участие Наримана в международном саммите «Крымская платформа». Подожди, Коля, хочу остановить немножко. Да, мы знаем, когда он сказал, посмотри, ты же единственный, кто говорил с Нариманом. Иногда я буду переспрашивать вот так, да, не потеряй мысли. А его предупреждали об этом устно, письменно, как спецсодержания какие-то они там выносят? Или намекали на то, что не надо туда ехать? Он тебе это не говорил? Нет, он ничего такого не говорил. Конечно же, он чувствовал давление, конечно же, он чувствовал внимание. Иногда это внимание перерастало в откровенную слежку. Конечно же, он каждый раз, когда пересекал админграницу, подвергался многочасовым опросам, тщательным досмотрам и так далее, и так далее. Конечно же, многие ему говорили: уезжай, нельзя оставаться в Крыму в таких условиях, с такой позицией, с такой точки зрения, с такими поступками. Нариман, как и, наверное, любой крымский татарин, конечно же, всегда отвечал, что нет, Крым — это моя родина. И уезжать при таких обстоятельствах, оставлять соотечественников он просто морально не мог и продолжал делать то, что делал. Хотя, конечно же, понимал, что угроза его ареста по любому основанию, неважно, это уголовное дело сфабриковали или это было бы какое-то другое уголовное дело, она все равно оставалась очень высокой. Коль, скажи, пожалуйста, вот опять я тебе даже не столько как адвокату обращаюсь, сколько как человеку умному, анализирующему вот, и следящему, ты же постоянно в нашей теме, в крымской. Вот они же могли ему запрет на въезд поставить, да, как Чубарову и Джемилеву. Ну, просто не пустить обратно в Крым, да, вот этих лишних волн не поднимать. Диверсионное дело отдельного, там уже не первое якобы дело про диверсии, они стряпают, да, единственное, что тут крымские, там, нет, в том тоже был крымский татар, но хотят, понятно, из-за террористов слепить, все понятно, но это вот какое-то поднятие ставок, они же могли просто его не пустить обратно в Крым. Вместо этого они решили вменить ему статью, которая сейчас до 12 лет, да, а если по сговору группы лиц они там наберут выбитых показаний или показаний свидетелей всяких, да, там, по-моему, до 20 даже. Да, и в деле уже мы видели документальные следы того, что есть засекреченный свидетель. Это кто, Саид некий или кто? Нет, это некий человек под псевдонимом, который еще 4 сентября в 11 утра, то есть в тот момент, пока Наримана с мешком на голове везли в наручниках куда-то в сторону Севастополя, в рамках оперативно-розыскного мероприятия оперативному сотруднику ФСБ поведал историю о том, что он якобы общался довольно много с Нариманом, что якобы Нариман рассказывал ему о неком человеке по имени Реза постоянно, что он якобы общался при нем, при вот этом неназванном засекреченном свидетеле с этим Резой, и что в конце августа, уже после проведения Крымской платформы, якобы обсуждал по телефону какие-то дела, при этом упоминалось слово «труба», при этом упоминалось слово «деньги». И впоследствии, когда он узнал о том, что Нариман задержан, у него
значит, проснулась совесть, и он пошел в органы госбезопасности для того, чтобы все рассказать и быть полезным. Ну, в общем, как понятно, вопросов к тебе еще очень много, у нас долгий подробный разговор. Как понятно, они решили подстраховаться не только запугиванием и пытками, как очевидно для меня, братьев, вот, Азиза и Асана, но еще подстраховаться своим обычным методом, который Сталину, кстати, не снился. Потому что там все-таки доносы должны были быть какие-то на бумаге написаны, это конкретный человек должен был быть, чтобы человека расстрелять или там посадить на 20 лет. Сейчас этого ничего не надо. Российские законы так далеко ушли вперед по пути сталинизма, что Сталину не снилось. А сейчас хочу, чтобы, знаешь, мы посмотрели это видео, я думал, вот один раз сегодня показывал уже с Айдаром Азаматовым, мы обсуждали. Я думал, насколько этично это показывать, в принципе, да. И, конечно, сразу говорю, что это не воспринимайте эти слова как слова людей, чьими именами они себя называют. Потому что после того, как тебя заберут вот в такое заведение, да, мы знаем, что там они могут применять. Люди, адвокаты рассказывают, что они в пол смотрели в суде, они не отвечали на вопросы самых близких родственников, просто не смотрели на них, что вообще для крымского татарина невозможно, да. И потом они уже выложили, вот это там один за живот держался парень, один из братьев, потом они выложили это видео с размытыми лицами. Вот я сейчас хочу, чтобы мы это посмотрели, а ты, как адвокат уже опытнейший, и с моряками же они такое же проделали, по-моему, да, да, пытались манипулировать, пытались там запугивать, нужные слова выбивать, повторять и так далее. Давайте посмотрим это видео такое, ну, достаточно подлое, совсем подлое, но будем рассматривать его как документ, как улику против этих сволочей, которые обязательно когда-нибудь против них сыграют. Меня зовут Ахтемов Асан Исламович, 1989 года рождения. Добрались мы до Херсона на простом рейсовом автобусе, оплатили проезд, пересекли спокойно границу. Нам сказали, что хотят вот так сделать плохую вещь с газовой трубой, подорвать газовую трубу. В селе Перевальном, в квартире, они нам показали взрывное устройство. Рассказали про него, как им пользоваться. Устройство должно было сработать в течение 4-5 часов. Позже я был на работе, и в часов 12 дня мне опять же позвонил Саид и сказал, все сработало. Сказал, что там куча людей и ищут неизвестных. Просьбы с их стороны были удалить все переписки. И когда сказали, когда вы будете ехать туда, оставьте телефоны дома. Я Азиз Ахтемов Азиз Эскендерович, 1996 года рождения. Спустя где-то 2-3 недели они нам отправляют это взрывающее средство. После этого где-то в конце июля нам приходит сообщение, отправили координаты. Газовой трубы находится в Перевальном. К приезду мы оставили машину под мостом, где до цели оставалось 100 метров. Николай, твоя версия, почему лица размыты? Ну, скажем так, они играются в некое подобие соблюдения прав человека, в той части, что лицо, которое еще не осуждено, соответственно, обладает презумпцией невиновности, а потом суд вынесет оправдательный приговор, а лица, значит, видны, и будут суды и так далее, и так далее. То есть это больше такое кокетство в сторону цивилизационных ценностей, нежели чем какая-то попытка посадить дублеров. Это похоже на изображение, похожий голос на этих ребят. Мало того, я их лично видел вчера в суде. Другой вопрос, почему они это говорят и почему органы ФСБ применяют вот такие методы медийного воздействия на общество, на потенциального зрителя. Ведь это довольно распространенная история. Вот ты напомнил моряков, действительно, в первые там несколько дней после задержания публиковали якобы признательные показания некоторых из них. Из последних событий, буквально полгода назад, там же в Крыму Владислав Есипенко, фрилансер Крымреалий, который мало того, что
на камеру он диктовал, он еще и интервью с каким-то местным пропагандистом записал и полностью рассказал эту версию. Правда, потом он заявил о том, что в отношении него применяли пытки и электрический ток. В первый момент, когда он у него оказалась возможность сказать об этом, он об этом сразу заявил. Ну, чего далеко ходить, тот же Протасевич. Мы все прекрасно помним эту историю. Делается это для того, чтобы сформировать у общественного мнения некий нарратив о том, что, ну, смотрите, они же сами признали вину, ну, что вы тут обсуждаете? Значит, так и было. Я хочу напомнить, что еще в начале лета в Севастополе, по-моему, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проводил расширенное совещание с представителями МВД, ФСБ, прокуратуры, других силовых структур. И там это далеко не самое последнее лицо в российской иерархии заявил о том, что Украина организовала некие лагеря по подготовке диверсантов где-то рядом с админ-границей, что в Крым будут забрасываться диверсанты, осуществлять диверсии, подрывы, теракты и так далее, что Украина будет засылать туда шпионов. И мы прекрасно понимаем, что если секретарь Совета Безопасности говорит для российских силовиков, что есть такие угрозы, российские силовики как минимум должны их успешно отражать. Ну, Коль, но это тогда, как при Сталине же было с Японией. Япония враг японский шпион, там Англия враг английский шпион, потом немецкие шпионы пошли, когда стали врагами с Германией. Методически они же не меняются, все остается с тех времен. И, конечно же, я так понимаю, что изначально пытались тому же Есипенко придумать некую диверсию, там у них что-то не получилось, оставили просто у него хранение взрывчатых веществ. А здесь дополнительно получилось так, что на протяжении последнего времени основной удар по крымским татарам наносился по так называемой линии дел Хизбут-Тахрир. И многие, скажем так, ожидали, что в конечном счете эти репрессии расширятся и в них будет вовлекаться все больше людей. Сейчас мы видим, что дела, связанные с Меджлисом, а последние дела, я напомню, это были, если мы говорим о Миле Меджлисе, дела в отношении зампреда Меджлиса Ахтема Чайгоза и зампреда Меджлиса Ильми Умерова состоялись аж 4 года назад. То есть было очевидно, что силовики попытаются в этом направлении активизироваться, что они, в принципе, делали уже на протяжении последнего года. Я имею в виду заочные дела в отношении Рифата Чубарова, заочное дело в отношении лидера крымских татар Мустафы Джемилева, дело в отношении вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. То есть, но это были заочные дела. И вот сейчас, после Крымской платформы, видимо, в Кремле действительно хлопнули кулаком по столу, поставили задачи. Вот, потребовалась свежая кровь. Они обратили внимание на Наримана Джелялова как на наиболее потенциальную жертву их вот этих вот притязаний. Какие-то странные теракты. Знаешь, как говорят, какая страна, такие теракты, да? Какой оккупант, такое исполнение. Они все делают достаточно коряво, но кроме тех вариантов, когда им просто нужно взорвать дома там у себя в столице или там свалить самолет иностранный, мирный. Вот это как-то совсем выглядит совсем днищем, извините за такой жаргон, какое-то село, какой-то дачный поселок, какая-то газовая труба. Ну, даже если бы кто-то привязал бы к ней, я не знаю, 500 килограммов тротила, да, и даже если бы она была взорвана, да, вот там же, в принципе, ну, ничего бы не изменилось в Крыму. Зачем такие глупые обвинения предъявлять, тем более, что там и ничего и не повреждено-то было фактически, там на этих видео ничего и не видно, где это там... Я не знаю, но на мой взгляд это просто какие-то такие горе-пиротехники из ФСБ решили сымитировать и все. Ну вот я как раз уже успел пообщаться с некоторыми специалистами. Дело в том, что, например, в Крыму при постройке таких сооружений есть опасность оползней, опасность смещения почв. И часто трубы рвутся как раз из-за определенных технологических процессов. И
некоторые специалисты утверждают, что могло иметь место вообще просто технологический некий недостаток, некая авария, которую впоследствии уже творчески переработали специалисты ФСБ в диверсию. Я напомню, что по сообщениям средств массовой информации за 23 августа изначально никто же не говорил о том, что на этом газопроводе произошел какой-то взрыв. Да, абсолютно. Там что-то, какое-то повреждение техническое возникло. Там было написано «механическое повреждение». Каким образом оно было получено, совершенно непонятно. И впоследствии, я так полагаю, что придумали версию, которая им наиболее подходит, тем более, что, ну, чтобы вы понимали, кумулятивный заряд прожигает броню танка. Эта труба, ну, сколько она толщиной? Ну, может быть, сантиметр 10 миллиметров, большой, да. 15 миллиметров, 20, хорошо. Ну что, это же не бронесталь. То есть, если бы там действительно был подорван настоящий кумулятивный заряд, там не просто бы эту трубу прожгло и вывернуло бы, там бы еще, она же, я так понимаю, газом все-таки была заполнена. Там бы пылало, там бы точно факел был. Точно был бы факел. Там был бы взрыв, были бы определенные последствия. Ни в социальных сетях, в пабликах местных жителей, ни в средствах массовой информации ни одного сообщения о том, что был взрыв, было взрывное устройство, мы так и не наблюдали. Конечно, говорить пока рано, мы не видели самих материалов дела, потому что следствие обязано назначать взрывотехнические экспертизы, там еще ряд экспертиз. Ничего подобного следствие еще не назначало, нас с назначением не знакомило, но, по всей видимости, какие-то следственные действия в этом направлении все равно будут производиться. Но, опять-таки, я думаю, что просто удачно подобрали подходящие некие события и на них уже натянули, что называется, фабулу обвинений. Да, ты, кстати, не ответил на мой вопрос. Почему они же могли закрыть ему въезд? Вот это действительно из мести? Кому из мести? Ну, скажем так, закрытие въезда – это такая специфическая процедура, которая касается тех, кого они не считают гражданами России. То есть, если мы говорим о Мустафе Джемилеве, то российские власти его не считают гражданином Российской Федерации. Рифат Чубарова они тоже не считают гражданином Российской Федерации. А вот, например, если бы они закрыли въезд Нариману Джелялову, что, в принципе, административно-то они могли сделать, но кто им помешает, это авторитарное государство. Ну да. Но, с другой стороны, они наступают на собственные грабли, когда говорят, что в Крыму проживают граждане России. По Конституции запретить въезд гражданину России на территорию России невозможно. Ну, я понимаю, что кто не понимает, естественно, что аусвайс есть у всех, там иначе жить просто невозможно, не жить, не дышать, не работать, не лечиться, конечно, ничего, не иметь собственность. Вот. И скажи, пожалуйста, но они же до сих пор и Олега Сенцова считают гражданином России, хотя тот даже не брал ничего в руки совсем, он сразу в тюрьму уехал. Именно так. Именно так, они считают. И, ну, здесь какая история? Здесь они подходят очень изобретательно. То есть, когда им это выгодно, они считают гражданином Российской Федерации. Понятно, да. Когда они обращаются в суд с требованием заключить под стражу или продлить содержание под ней, они говорят, а вот есть украинское гражданство, может убежать. То есть вот такой вот да? иезуитский подход. Да. Скажи мне, ты, конечно, знаком с делом Сенцова, так или иначе, и так далее. Скажи мне, пожалуйста, насколько вот это дело диверсионное, там же тоже была диверсия, теракт, что-то такое, да? Вы из этого жанра, да? Там обвинение террористической направленности. А в чем разница? Вот сравните два дела. И там, в принципе, они же пытали людей, там запугивали, склоняли к лжесвидетельствам. И все. Ну, все это... Конечно. Вот, давай ты лучше ты сравнишь. Просто мне это в голову пришло, что это похоже. Юридическая разница в конструкции состоит. Статей террористическое обвинение в терроризме – это обвинение в деятельности, которая там, посредством того же взрыва может причинить вред людям прежде всего. А диверсия – это когда тот же может быть использован взрыв, но людям вред напрямую не причиняется, а причиняется вред объектам инфраструктуры. Вот. Поэтому если поблизости там никого из людей не было, то они вот квалифицируют именно как диверсию. Ну и, видимо, это звучит
для них вот так вот круто, диверсант, мы поймали диверсантов. Вот. А в целом антураж-то абсолютно одинаковый. То есть как работает эта система? Человека рано, как правило, рано утром захватывают. Это может сопровождаться обыском, как правило, сопровождается, может не сопровождаться обыском. Затем у них есть определенное количество времени для того, чтобы провести манипуляции. Времени этого может быть по-разному. Ну, в среднем можем говорить где-то о 12 часах, которые есть в распоряжении оперативников, ну, как правило, ФСБ. Потому что потом человека могут хватиться, потом начинаются какие-то вопросы, его уже надо документально оформлять. А вот эти 12 часов он находится, или чуть больше, полностью в их власти. Человека дезориентируют, как правило, ему мешок на голову надевают, наручники заковывают, бросают на пол машины, такое тоже бывает, начинают избивать и куда-либо увозят в какое-то безлюдное место. Это могут быть какие-то конспиративные квартиры, подвалы собственных ведомств и так далее, и так далее. И там уже стоит конкретная задача перед специально обученными людьми навязать человеку какую-либо версию событий, либо выбить из него какие-либо показания. И для этого применяются различные запрещенные методы, начиная там от психологического давления, непредставления там воды, еды, избиений и заканчивая совершенно очевидными пытками, в том числе пытками электрическим током. Особенно это популярно у российских спецслужб, поскольку электрический ток не оставляет серьезных следов на теле, а в то же время причиняет достаточно серьезные страдания человеку для того, чтобы его можно было достаточно оперативно сломать, получить от него нужные показания или заставить его заучить нужные показания. И на протяжении нескольких часов происходят эти действия, после чего уже приходит непосредственно следователь, который фиксирует, вот как вот доставили ему человека, он начинает фиксировать его показания на голубом глазу. Типа добрый следователь, да, который пришел, ничего не знает, вот, а вот привезли нам подозреваемого. Ой, здравствуйте, вы чай будете? Давайте с вами поговорим. А человек Именно да. Слушай, именно так это происходит. Но это все опять все сталинские времена, вот, но я почему спросил про глаза, про лица размытые, да, потому что по мимике глаз, да, по мимике век можно всегда определить, что человек читает. Ну, потому что говорили эти братья Азиз и Асан, но я вообще не сомневаюсь, что они читают. Вот мне не кажется ли тебе, что это вот какая цель, а не то, что там какой-то... Нет, что мешает поставить телесуфлер? Ну, я и про это говорю, да. Да. Такое тоже может быть. Я этого не исключаю. Ну, понимаете, здесь фактически органы ФСБ пытаются заранее, еще до того, как следствие дойдет до определенных каких-то процессуальных действий, создать обстановку, при которой развернуть эту ситуацию в каком-то другом направлении будет уже достаточно сложно. Ну, то есть даже с моральной точки зрения, да. Ну, ты же уже признался, ты же вот, смотри, это все уже видели. Смотри, твои родственники это видели, твои друзья это видели, да. Ну, вот, ты же... Да, именно так. Да, вот. Пытали наверняка, пытать могут очень стыдно, да, могут снимать на видео это, могут все что угодно вообще делать. Нет, может быть все что угодно, бывает в том числе применение и сексуального насилия к людям. Но в том-то дело, то есть они максимально подавляют психику людей. Вот эти 12 часов, это им такой дал такой сталинский лак такой, когда ты должен сломать человека, чтобы он действовал так, как тебе нужно. В это время ни в коем случае не должен быть адвокат, даже следователя нет, он не нужен. И потом они уговаривают людей отказаться от защитника. Это правильно, да, я так понимаю? Да, дело в том, что когда потом приходит следователь и уже начинает процессуально оформлять либо задержание как подозреваемого, либо допросы уже осуществлять, по закону должен присутствовать адвокат. Иначе эти следственные действия будут признаны как недопустимые доказательства, полученные в результате недопустимых методов. И чтобы человек не мог рассказать адвокату о том, что с ним произошло, адвокату, который приглашен его близкими, семьей и так далее, настоящего адвоката не допускают, а приглашают специального адвоката. Как правило, это адвокат по назначению, то есть предоставляемый государством. А еще более, как правило, это адвокат, который
сотрудничает с соответствующими структурами, которые просто присутствуют для галочки, чтобы поставить свою подпись, и чтобы информация о незаконных манипуляциях, о пытках никуда не просочилась вовне. Как они поступили конкретно с твоим подзащитным Нариманом Джелялом? Но здесь важно понимать, что все-таки пытки производят они в отношении тех людей, которые малоизвестны. Информация о ухудшении состояния здоровья которых не вызовет большого резонанса. Медийные фигуры, они, как правило, не подвергаются такому воздействию. Поэтому в отношении Наримана Джелялова, например, те вещи, которые применяли к братьям Ахтемовым, по всей видимости, это серьезное избиение, применение, в том числе электрического тока, не применялось. Но в отношении него применялось жесткое психологическое давление. То есть применялась тактика «хороший, плохой оперативник», применялась тактика дезориентирования, то есть когда он находился с мешком на голове на протяжении нескольких часов, его перемещали из одного помещения в другое, даже вывезли из Симферополя в другое место, держали в наручниках, не давали ему воды, не давали ему пить, угрожали его близким. То есть это такое серьезное психологическое давление, которое они применяли, естественно, каждый раз не забывая сказать об угрозе применения именно физического насилия. Я думаю, что, знаешь, если любого человека на сутки посадить с мешком на голове в неизвестном помещении, это тоже элемент физического, на самом деле, насилия, просто разной степени жесткости и брутальности, да? Вот. Но по международной классификации это является пытками. Как еще один есть способ лишения сна, дискомфортная стойка, или не давать возможность сидеть, вот такие вот все вещи. Что еще тебе рассказал Нариман из того, что можно сказать? Он рассказал о том, что после нескольких часов нахождения в таком состоянии, несмотря на то, что он постоянно требовал, чтобы к нему допустили адвоката, и он называл какого адвоката, Эмине Вамилеву, ему в этом отказывали. Над ним провели психолого-физиологическое исследование, так называемый полиграф. То есть подсоединили его к аппарату и задавали ему какие-то вопросы. А после его допросили в качестве свидетеля по делу в отношении братьев Ахтемовых. То есть важно понимать, что по состоянию на 4 сентября было одно уголовное дело в отношении подозреваемых братьев Ахтемовых. С момента, когда Наримана увели из дома после утреннего обыска, поместили в машину, надели этот мешок и наручники, он находился еще в статусе свидетеля. То есть свидетели таким образом доставляют, угрожают, запугивают. Он не был задержан. И он дал показания в качестве свидетеля. Впоследствии с ним провели еще очную ставку с Асаном Ахтемовым. И после проведения этой очной ставки, через некоторое время, он уже был задержан официально как подозреваемый по другому уголовному делу. По уголовному делу в отношении него. Скажи, пожалуйста, но факт один и тот же они вменяют, да? Просто уголовные дела разные, а факт это все эта труба в садовом товариществе, да, порвавшаяся? Да, именно так, именно так. И это пример такой грязной манипуляции. Потому что впоследствии, на следующий день, когда мы с ним встретились перед судом, следователь нам предъявил постановление об объединении этих уголовных дел. То есть что сделало следствие? Если попытаться просто объяснить, по российскому закону, если человек подозреваемый, он имеет право не давать показания без какой-либо ответственности. Не хочет давать показания и не дает их вообще. А свидетель отказаться от дачи показаний не может. Вот в чем смысл, я понял. За это предусмотрена уголовная ответственность. И они, заведомо зная, что его все-таки задержат,
И опасаясь того, что если они ему сразу задержат и объявят подозрение, он воспользуется своим правом не давать показания вообще, они его сначала допросили как свидетеля, а затем объединили эти дела, и в деле, где он не дает показания как подозреваемый, уже имеются его показания как свидетель. Естественно, на первом же допросе, который у нас был перед судом, допросе в качестве подозреваемого, он отказался от показаний данных в качестве свидетелей, от показаний данных в ходе очной ставки, поскольку они были проведены без адвоката, ему никто не оказывал юридическую помощь в тот момент, хотя он требовал этого. И, во-вторых, это нарушает его право уже как подозреваемого. То есть, смотри, это, если мне память не изменяет, я давно учил законодательство так. Это, по-моему, 51-я статья Русской Конституции, да? Ну, 51-я статья — это не свидетельствовать против себя. Да, да. Но, например, человек не может отказаться от дачи показаний по другим каким-то обстоятельствам. Не, я тебя понял. То есть, если тебя обвиняют, ты можешь сказать, идите и добывайте доказательства сами, я в этом не участвую, да? Или это, если касается тебя или твоих близких, я так смутно вспоминаю, да? Ну, вот, что с братьями? Что-то про них слышно хотя бы? Что-то, может быть, про них Нариман говорил? Где они вообще? Что с ними? С братьями ему удалось недолго пообщаться перед судом. Их поместили в специальные помещения, называемые стаканы. Это такие помещения размером примерно 1,5 метра с железной дверью, где содержат людей, конвоируемых, для того, чтобы они никуда не разбежались перед судебным процессом. И он понял, что там эти братья, он их окликнул, они отозвались. Он сказал, что по их голосу слышно было, что они очень расстроены, подавлены. И когда он спросил, били ли их, они сказали, что да, одного били просто, а другого били сильно. Ну вот, видимо, я просто могу перепутать имена, я их не знаю лично, Асан и Азиза. Вот тот человек, там, Айдер Азаматов, адвокат, говорил, который держался за живот. Ведь по практике, кроме пыток током, бьют по мягким частям тела, они знают, как бить, да? Это Конечно, же НКВД. обучаются этому. Это палачи, по сути дела. К сожалению, так. И, в принципе, Нариман постарался как-то поддержать их, хотя на текущий момент один из них отказался от независимого адвоката дважды, от другого пока еще нет никакой информации, но адвокаты продолжают до сих пор осуществлять попытки пробиться к ним и каким-то образом напрямую поговорить и выяснить, что с ними произошло, и узнать об их состоянии. Я думаю, что ты, как адвокат, это твое, конечно, дело, будешь просто отметать эти все показания как недействительные. Понятно, что это не поможет в русском суде, но в оккупационном. Здесь, скажем так, я связан как адвокат позиции своего подзащитника. На текущий момент позиция Наримана Джелялова заключается в следующем. Вину в том, в чем его подозревают, а я напомню, что ему пока не предъявлено обвинение, он не признает. Те показания, которые обманом у него, манипуляции, были взяты в качестве свидетеля и данные им в ходе очной ставки, он от них отказывается. То есть здесь ФСБ немного переиграли сами себя. Если бы дело в отношении братьев было другим уголовным делом, и их не объединяли эти дела, то Нариман не мог бы отказаться от этих показаний. А когда процессуальные статусы его в одном уголовном деле различаются в разных показаниях, то это послужило для нас формальной возможностью отказаться от этих показаний. Новых показаний никаких он не дает, он пользуется своим правом не давать никаких показаний, потому что доказывать вину — это обязанность следствия, нет обязанности доказывать свою невиновность. Это что касается формального подхода, такой процессуальной точки зрения. В целом, конечно же, Нариман отчетливо осознает и публично об этом заявляет, что преследование осуществляется его исключительно по политическим мотивам.
что, безусловно, основой вот этого уголовного преследования является его политическая деятельность, общественная деятельность, его открытая позиция относительно оккупации Крыма, относительно положения крымских татар на оккупированной территории. И, конечно же, он намерен отстаивать свою правоту и право крымских татар жить в Крыму открыто в ходе этого уголовного дела, используя его как политическую трибуну. Безусловно, Нариман очень талантливый журналист, и оратор прекрасный, и интеллектуал, и то, что они его захватили, это в публичном поле, но в мировом, понятно, в российском этого никто не покажет, им точно выйдет боком, потому что он знает, как про это рассказывать и что говорить, он очень грамотный человек и опытный политик, несмотря на такой достаточно молодой возраст. Скажи мне, пожалуйста, вот почему меня настораживает формулировка «диверсия»? Потому что они могут увести в военный суд это дело к себе в Рейх. Это возможно такое из оккупированной территории забрать в Ростов? Нет, все что угодно возможно. Возможно и новые уголовные дела. Есть еще одна деталь, которая касается обыска. Обыск, который проводили у Наримана рано утром 4 сентября, проходил вообще в рамках другого уголовного дела. Вот расскажи про это. Что это за уголовное дело? Что за обыск? Они готовят страховочное что-то, если это вот совсем будет ни в какие ворота, да? К сожалению, практически никакой информации об этом уголовном деле нет. Мы знаем, что был произведен обыск, но при этом копия постановления не вручалась в нарушение закона. И при таких обстоятельствах, я так понимаю, что должным образом не было доведено ни до Наримана Джелялова, ни до его супруги сведения, которые содержатся в постановлении на обыск. То есть просто пришли какие-то люди, махнули какой-то бумажкой, забрали то есть какие-то предметы. даже номера статьи нет, да? То есть чтобы сориентировать хоть как-то? Нет даже понимания, какой именно это орган власти расследует вот это дело, в рамках которого был проведен обыск. У нас есть подозрение, что этим занимается Центр противодействия экстремизма МВД России, но пока мы никаких следов этого обыска, документальных следов, не наблюдали. То есть по нашему делу следователь заявил о том, что обыск не проводился по делу о диверсии. Органы ФСБ этот обыск не проводили, этим занималось какое-то другое ведомство. Следователь ничем помочь нам не может. И учитывая, что Меджлис крымско-татарского народа признан экстремистской организацией, а делами экстремистской направленности занимается в России Центр противодействия экстремизму МВД России, я не исключаю, что фабрикуется какое-то новое дело, которое может касаться членов Меджлиса, членов региональных Меджлисов. И в совокупности с делом о диверсии через фигуру Наримана Джелялова я не исключаю, что российские власти попытаются, что называется, притянуть Меджлис уже к каким-то радикальным действиям, типа диверсии, подрывов и так далее, и так далее. Ну, для чего это нужно? Для дискредитации, конечно же, попыток дискредитации Меджлиса крымско-татарского народа в целом, прежде всего на международных площадках, потому что для внутреннего потребителя это абсолютно неинтересная история. Скажи, пожалуйста, если это уголовное дело касается экстремизма, это примерно, то есть они будут цепляться за формулировки, за слова, за принадлежность к Меджлису, да? То есть это экстремизм, это то, что не связано с взрывами, пожарами и так далее, да? Вот это то, что вот существует в таком словесном виде, да? Да, экстремизм — это то, что не терроризм. Да, то есть да, но вот это то, что против меня они дело возбудили, вот такое же, да, за высказывание публичное. Да. Они изъяли у Наримана технику, я правильно понимаю? Да, где она находится, что на ней находится, какая-то информация оттуда копировалась или наоборот заносилась. Мы знаем и о таких случаях. Ну, в принципе, знаешь, чтобы неизвестно. Да, чтобы состряпать уголовное дело такого рода, в принципе, это они могли бы ничего и не забирать, потому что Нариман публично высказывался достаточно четко и был на крымской платформе. Ну, что еще нужно, да, для того, чтобы... И никогда не отказывался от того, что он первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Тут как бы уже букет готовый. Могут что-то еще достать, но то, что еще
хуже для народа в целом. То, что ты сейчас сказал, я об этом сразу вот о такой технологии не подумал, что если они открывают серию преследований по принципу «ты принадлежишь к Меджлису», мы это доказываем через какие-то письма, сообщения там и так далее, и так далее. Секретных свидетелей. Да, да, да. Вот мы эту папочку, раз ты член Меджлиса, мы это доказали, как они же, ну вот, и поехал в тюрьму, да, ну пусть там не как террорист, но все равно на серьезный срок. Вот сколько там, до 9 лет, там, не знаю, по этой статье, по которой они меня судят, там, они засекретили все это. Значит, если ты за высказывание там или за принадлежность к Меджлису, вообще ничего говорить не надо. Надо просто доказать, как я понимаю, в законодательстве, что этот человек принадлежит к структуре Меджлис, которая не ограничена абсолютно. Потому что Меджлис — это и региональные Меджлисы, это сельские Меджлисы, это районные Меджлисы, это городские Меджлисы, это центральные Меджлисы. То есть, в принципе, слово Меджлис — это уже как все, черная метка, тебе, как на тебе уже написано, что ты, значит, еврей должен идти туда, да, и можно всех этих людей просто по формальному признаку начать сажать, преследовать, да, и так далее. Да, именно так. Это заготовка для гораздо более масштабных репрессий в Крыму, нежели чем они происходят сейчас. Я впервые слышу эту мысль, она очень логична. Спасибо тебе, Коля. Она совершенно не веселая, но то, что ты сказал, вполне в эту логику укладывается. Тем более, что членов Меджлисов там, с членами семей, с членами, с родственниками, с соседями и так далее, это совершенно массовое запугивание. И это могут быть аресты и дела уголовные на просто тысячи людей. Это не 20, не 30, и даже не 150 человек, да, как политзаключенные. Именно так. Именно так. Но будем надеяться, что мировое сообщество как-то на это отреагирует, хотя... Кого-то, ты скажи мне, ты как человек, занимаешься политической адвокатурой, собственно, все твои дела, они все бы основывались вот на этом, на публичности, на поддержке западных институций, государства украинского и так далее. Как ты смотришь на реакцию на украинского государства и наших западных партнеров на задержание, как это не знаю, ну, на похищение, задержание и предъявление обвинений, там, подозрений Нариману Джелялову и ребятам? Но здесь важно понимать очень важную вещь. Дело в том, что российский режим, он не статичен, он находится в динамике, в отрицательной такой очень серьезной динамике. И те модели, те инструменты, которые могли сработать еще год-два назад, сегодня как раз годовщина освобождения украинских военных моряков и еще 11 украинских политзаключенных, которая произошла 2 года назад. Вот, например, даже то, что могло сработать 2 года назад, уже на текущий момент, может быть, и не будет настолько эффективно. А единственный способ в политических делах освободить человека, спасти его, единственный способ — это создать такие политические условия, при которых цена его удержания для российского режима гораздо выше, нежели чем какие-то варианты с обменом, с помилованием или с чем-то другим. И в силу резистентности российского режима, в силу его такого окукливания, кристаллизации, гораздо сложнее использовать те методики, те возможности, которые можно было использовать раньше. И, конечно же, одной озабоченности Запада явно не хватит. Мало того, мы помним, какие усилия прилагала украинская власть, когда были попытки освобождения украинских политзаключенных. Вот теперь надо втрое больше работать для того, чтобы эффект мог быть таким же. Это тоже важно понимать, это нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому, конечно же, я понимаю, что единственный способ освобождения политзаключенных, в том числе Наримана Джелялова, это создание внешнеполитического давления на российскую власть, может быть, какого-то точечного давления на конкретного человека в российской власти, которое может привести к принятию такого политического решения. Ничего другого за вот почти 8 лет оккупации запретено не было. То есть это возможность оказания давления и поиска вариантов для обмена либо
каких-то иных договоренностей, которые позволяют спасти человека. Ну, понятно. Я, знаешь, Коль, может, ты это делаешь же, но я бы тебя попросил, вот, несмотря на то, что мы это говорим живьем, это будет все в интернете, лежать в Ютубе и так далее, сделать какое-то ясное, прежде всего для наших политиков, и для нашего общества украинского, и донести, что можно перевести и донести то же самое до западных сообществ, что если сейчас вместе не оказать это давление, да, то дальше может быть процесс лавинообразный, репрессии в отношении тысяч людей, этнических чисток, да, то есть масштабирование этого явления в гораздо более серьезных размерах, до тысяч, до десятков тысяч людей, ну, до чего это может привести, это первое. Второе, вот про то, что ты сейчас сказал, что усилия должны быть утроены, и я думаю, что тебя, как адвоката Наримана Джелялова, услышат, вот все-таки. Ну, я очень надеюсь на это, и, конечно же, ты абсолютно прав. Российские власти всегда пытаются проверить внешний мир на слабину. Если сейчас не будет оказанного какого-то существенного сопротивления тем действиям, незаконным действиям российской власти в оккупированном Крыму, последствия могут оказаться гораздо более масштабные и более плачевные. Ну, это как, знаешь, это как с оккупацией Крыма, когда он зашел и оглядываться начал, что будут делать все, да, и потом понял, что можно делать вот то, что он сделал. Знаешь, я ни секунды не сомневаюсь, что Нариман Джелялов и другие наши крымские татары окажутся на свободе в итоге. И я желаю тебе удачи, всем нам удачи, и огромная поддержка Нариману, его супруге прекрасной, его детям, его маме и папе. Сегодня фильм показывали, передачу про них буквально там пару часов назад, и это невозможно, ну, это просто, это замечательная семья, замечательные люди. Я хочу сказать, вот насколько сильно он их выбесил, да, насколько сильно любое упоминание про Крым для них болезненно, что они смотрят наш канал и не наш канал, и все, что говорится про Крым, просто с лупой и записывают все, и просто их от этого переворачивают. Вот я хочу показать нашим зрителям видео, которое сегодня утром вышло на российском телевидении, как они обсуждали мой разговор с Тарасом Березовцем на его YouTube-канале про то, что как россияне, вот так называемые, будут либо бежать из Крыма, либо встречать украинскую армию, и кто такие на самом деле, дорогие россияне, сформулировала сама Скобеева, и сама же сказала, что Крым будет освобожден. Именно такое слово она использовала, понимая, что он украден, конечно, и что никакая там не родная гавань. Ну, тут много оговорок по Фрейду. Давай послушаем просто для понимания того, как их трясет от нас. Своими влажными фантазиями об освобождении Крыма поделился еще один беглый русофоб на зарплате. Теперь он в офисе президента работает, господин Муждабаев. Вы просто послушайте, что говорит этот кретин. Иначе его назвать невозможно. Украинские войска мы будем встречать хлебом с солью, потому что мы, русские люди, рабы. Крым вернется очень красиво. Я, кстати, еще уверен, что многие из бывших ватников будут караваи выпекать и выбегать на танки букеты. Будет, я их знаю, этих людей. Вот. Это просто кто сильнее, тот перед тем и пляшут. Да? Но если он не совершил преступление, то мы с улыбкой на него посмотрим. Если совершил преступление, он за них ответит. Приговоры им будут выписываться гораздо эффективнее, чем сбор тонны доказательств бумажных там, в Нюрнбергском процессе. Это уже сейчас надо ко всему этому готовиться. Сейчас многие коллаборанты какие-то там вот эти прихлебатели, значит, которые там из себя кого-то изображают, они все оттуда выйдут. Посмотрите, не знаю, Коля, ты видишь на лица этих упырей, как их всех выворачивает, потому что они знают, что это правда, потому что они прекрасно знают, что Крым действительно будет освобожден, потому что он сейчас увязнен, да, украинской мовой, захвачен. Вот все они прекрасно понимают. Спасибо тебе, что ты с нами во все эти трудные дни. Большое спасибо за поддержку, Айдер. И я хочу еще раз повторить слова Наримана, которые он сказал на суде. Друзья, поддерживайте друг друга. Мы поддерживаем Наримана и всех арестованных незаконно. Передавай всем огромный привет. Мы ни на секунду про них не забудем здесь, ни на одну секунду. Да? Мы сделаем все, чтобы мир трясло от того, что происходит в Крыму. Ну и вот моя просьба к тебе остается. Это надо пояснять. Это действительно, возможно, масштабирование репрессий в неконтролируемых масштабах. Спасибо, что был с нами из оккупированного Крыма Николай Полозов. Я вам хочу вот что сказать. Давайте поддерживать друг друга. Это сказал Нариман Джелялов, человек, который бывший журналист, кстати, политический обозреватель телеканала АТР, наш коллега, брат, друг, наш лидер.
И мы должны продолжать говорить о нем, о других политзаключенных каждый день, с утра до вечера, сколько мы только можем. Вы можете нам в этом помочь. Не надо много слов, не надо ничего, кроме того, чтобы зайти подписаться на Patreon нашего канала. Так каждый день, вернее, каждый месяц, раз в месяц выберете сумму, которую вы в качестве доната отправите нам на борьбу с этими чудовищной вещью, которая называется этническими чистками в 21 веке в центре Европы. Смотрите АТР дальше. До новых встреч. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. В Україні починає діяти процедура визнання особою без громадянства. Кого стосується процедура? Із заявою про визнання особою без громадянства зможе звернутись людина, яка не може отримати національний паспорт, оскільки не є громадянином жодної з держав. Наприклад, той, хто не має жодного документа, що посвідчує особу – паспорта чи ідентифікаційної картки та інших документів. Можливо, держава попереднього проживання чи громадянства відмовляє видати паспорт? Або неможливо підтвердити належність до громадянства України? Розгляд заяв покладено на Державну міграційну службу. Конец 80-х годов 20-го столетия. Переломный этап в истории крымско-татарского народа. Именно тогда решалось, вернется ли репрессированный народ на родину в Крым или навсегда останется жить на чужбине. Акции в Москве летом 1987 года продемонстрировали беспрецедентную организованность национального движения крымских татар. Они стали пробным камнем перестройки. Проверку на демократию новая власть не прошла. Но всем стало очевидно, крымско-татарское национальное движение переживает новый подъем, и на этот раз народ намерен идти до конца, без компромиссов и уступок. Дальнейшие события развивались по нарастающей. Выступления и собрания крымских татар проходили в этот период повсеместно. Вскоре после массовых московских акций 1987 года крымские татары, жители Тамани, предприняли попытку привлечь внимание советской и мировой общественности к проблеме крымских татар, решив пройти пешим маршем от Тамани до Симферополя – 300 километров за 12 дней.
7 октября 1987 года таманцы и присоединившиеся к ним крымские татары из других регионов наметили провести два мероприятия. Митинг с требованием прописать всех крымских татар, проживающих в Краснодарском крае, многим по 10-12 лет в прописке отказывали. А по его окончании должен был стартовать пеший марш из Тамани в Симферополь. Его основной целью было привлечь внимание мировой общественности к проблеме крымских татар. В эпоху гласности столь заметная акция не могла остаться без внимания и освещения. Еще одно назначение этого похода было дать новый импульс национальному движению, которое переживало некоторый спад после московских акций. Путь участников был распланирован по дням, по километрам. По пути следования в населенных пунктах крымские татары, жившие там, должны были обеспечить участников марша пищей и ночлегом. Утром 7 октября на площади станицы Тамань собрались участники марша, провожающие жители Тамани и окружающих станиц. Здесь же были и представители власти, партийных органов, милиции, прокуратуры, естественно, гэбисты. Над площадью стоял гул толпы. Начался митинг. На нем председатель Темрюкского райисполкома Загоруйко предупредил участников шествия о том, что подобные действия являются нарушением решения райисполкома о проведении митингов, демонстраций и шествий и будут рассматриваться как антиобщественные проявления. Зампрокурора Темрюкского района Гнаевой в мегафон зачитал предупреждение в адрес ряда лиц крымско-татарской национальности за подстрекательскую противоправную деятельность. Впрочем, уже в 11 часов прокурор в мегафон объявил людям, что все крымские татары, проживающие в Краснодарском крае, не имевшие до сих пор прописки, прописаны. То, что для многих крымских татар было многолетней проблемой, наконец свершилось. Как полагал зампрокурора, поскольку основное требование крымских татар выполнено, дальнейшие действия участников мероприятия теперь уже точно противоправны, и в очередной раз зачитал предостережение. Но это вовсе не остановило людей. Число участников шествия на площади только возрастало. К полудню из толпы начала формироваться колонна людей в направлении выхода из Тамани в сторону станицы Сенной, которая находилась в 25 километрах от Тамани. Сюда колонна планировала дойти к вечеру того же дня. Дойдя до окраины Тамани, участники похода провели молебен. В их адрес прозвучали ободряющие напутствия, и они двинулись дальше, к Симферополю. Пути назад не было. Колонна из более чем 200 крымских татар всех возрастов двинулась по обочине шоссе, не выходя на проезжую часть, в сторону Сенной. Однако уже через 600 метров дорогу им преградили несколько сот милиционеров. Власти стянули к Тамани подразделения внутренних войск и еще много войсковых подразделений, предназначения которых крымские татары не знали – около 12 тысяч человек. Таким образом, на каждого участника похода приходилось по 60-70 человек представителей правоохранительных сил. Колонну крымских татар остановили. После словесной перепалки с полковником тот дал распоряжение своим подчиненным расступиться и дать дорогу колонне. Недалеко от 7-го километра шедший в первой шеренге писатель, бывший фронтовик Сейтумир Эмин, увидел, что дорога впереди плотно перегорожена машинами несметным количеством милиции и военных. В воздухе кружили вертолеты, на берегу моря напротив шоссе стояли 3 военных десантных катера, 15 автобусов. Как вспоминал один из активных участников тех событий Абдурашид Джапаров, Эмин потребовал остановить колонну. Но нет, колонна продолжала идти. Когда до людей в погонах и машин, перегородивших дорогу, осталось 30-40 метров, было решено остановить колонну и объявить привал. Люди сошли с шоссе к столбу линии электропередач в 15-20 метрах от шоссе. Сели вокруг него плотными кругами. Старики, женщины, дети в центре, молодые крепкие мужчины по краям.
Их окружили в несколько кругов сплошь офицеры. Над головами ревели вертолеты. От группы офицеров отделился полковник, зачитал предупреждение, предложил крымским татарам сесть в автобусы, которые развезут всех по домам. Но люди молча оставались на своих местах. Полковник дал команду своим подчиненным приступить к задержанию. Солдаты и милиционеры не спешили выполнять приказ. Полковник несколько раз повторил приказ «приступить». Тогда, демонстративно засучив рукава со словами «я покажу вам, как это делается», он подошел вплотную к сидящим на земле и, запустив руку внутрь плотного людского круга, ухватил за волосы попавшуюся девчонку и стал ее тащить из круга. Его подхватили десятки рук и кинули в центр круга, в гущу людей, буквально на растерзание. Офицеры бросились на крымских татар спасать полковника. Завязалась драка, настоящая бойня голыми руками, продолжавшаяся около 2 часов. Шоссе было залито кровью. Валялись оторванные погоны, туфли, осколки битых окон автобусов. 150 парней крымских татар против противников, которых было больше в несколько десятков раз. Крымские татары дрались отчаянно, даже женщины. Наконец драка закончилась. Их схватили по 10-15 человек, распихали по автобусам и с сопровождением. Впереди, сзади и сверху вертолеты повезли в Сенную. Но крымские татары на ходу принялись изо всех сил раскачивать автобусы, что создавало угрозу аварии. Тогда дали команду двигаться со скоростью 3 км в час. С обеих сторон автобусов шли колоннами военные и препятствовали раскачиванию автобусов. Во время столкновения на дороге одному из парней удалось вырваться и сбежать из автобуса. Он помчался в Тамань и рассказал о происходящем на 7-м километре. Многотысячная толпа вышла на площадь требовать освобождения всех участников шествия. Пригнали автоматчиков, чтобы успокоить людей. Первый секретарь райкома Киселев и другие районные чиновники спрятались от гнева толпы в здании милиции. Под натиском многочасовых требований населения Тамани крымских татар освобождали и привозили на площадь. Таманский поход вызвал огромный резонанс во всем мире. Уже в 7 часов вечера 7 октября о событиях в Тамане сообщали крупнейшие мировые радиостанции. Советские, крымские, таманские и узбекистанские газеты пестрели заголовками статей, осуждавшими участников похода и их руководителя заголовками типа «Куда ведет слепой поводырь?». Экстремисты из числа крымских татар затеяли провокационную акцию. 16 октября 1987 года была прервана телефонная связь между Ташкентом и Крымом. Запрещен въезд и выезд из Крыма автотранспорта. Ограничено передвижение и сосредоточение туристских групп. Машины останавливали, у водителей проверяли документы. Крымских татар высаживали и задерживали. На 11 часов утра 18 октября 1987 года в городах Крыма активисты движения назначили митинги. В Симферополе на митинг смогли прийти лишь несколько человек, остальные были превентивно задержаны дома или на работе. Пеший поход крымских татар Тамань-Симферополь 7 октября 1987 года был прерван советскими правоохранителями на 7-м километре. И тем не менее, можно уверенно сказать, участники легендарного похода были в числе тех, кто открывал для всех крымских татар путь на родину.
Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь.
Шостий рівень АТА Предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Конец 80-х годов 20-го столетия. Переломный этап в истории крымско-татарского народа. Именно тогда решалось, вернется ли репрессированный народ на родину в Крым или навсегда останется жить на чужбине. Московские акции крымских татар 1987 года сделали крымско-татарскую проблему известной во всем мире. Началась перестройка, гласность, когда можно было уже читать и читать. Вот тогда, в общем-то, мой путь начался тогда. Так? И в силу, значит, ну вот я вам обрисовал, да, когда ты видишь карту, да, ну, а потом задаешься себе вопросом. Крымско-татарская, да, там 90%. Да, и я, например, уже в качестве экономического эксперта уже в 90-е годы, занимаясь проблемами развития туризма, в частности по Ялте, так, вот, и узнал, например, как щелкнуло что-то, наконец сложилась картинка, и я понял, что чеховская Ялта и Ялта царская, да, там, это крымско-татарский город, да? То есть Чехов, Собинов, там все великие деятели русской культуры, их там они все там перебывали, Вот, это была крымско-татарская среда. Ставится вопрос о том, что вот сейчас в планируемом порядке возвращение крымских татар. И, как сейчас помню, тогда позвонил первый секретарь обкома мне и говорит: а ты сделай замер настроения студентов университета, как они относятся к тому, что возможно возвращение крымских татар. Это где-то был 87-й год. Мы сделали соцопрос студенческой аудитории, и объективный, я не знал, какой будет результат, никто не знал. Делали он закрытый, не для публикации, поэтому нужен был для правды, для всего. Большое количество, несколько тысяч было опрошено, потом шли подсчеты до позднего вечера, и в итоге они показали, что 93-94% студентов были за то, чтобы крымские татары вернулись, они имеют право, это их родная земля и так далее. Я помню, докладываю тогда первому секретарю, вот, это был Гуренко, и он говорит: да ладно, что, такие что ли результаты? Ну да, такие. Вы там не подтасовывали ничего? Да нет, говорю, вот они все, не то что там в большинстве, они в подавляющем большинстве Хотя за. это только 87-й год, многое неизвестно. Но вы знаете, вот это была молодежь, которая уже советские стереотипы отвергала гораздо больше, чем мы к этому были уже готовы. И в этом смысле они говорили: любой человек имеет право жить на своей земле. Ну и что там, татарин, не татарин, там, что мы клеймо будем ставить? Ну и вы знаете еще, как историк, уже пошло ведь много публикаций тогда. Они уже читали все эти новые газеты, новые журналы, слушали этих журналистов новых и радио. Это очень влияло на это мысль, пошло конечно. Очищение мозгов и все остальное. Однако власти продолжали противиться возвращению репрессированного народа на историческую родину.
Зимой 1988 года ситуация с пропиской в Крыму для крымских татар оставалась крайне тяжелой. Руководство Советской Украины во главе с Щербицким по-прежнему занимало жесткую позицию в отношении возвращения крымских татар на историческую родину в Крым. Лишь один из множества примеров зафиксирован в правозащитном бюллетене «Вести из СССР». В начале января 1988-го крымский татарин Казым Халилов купил дом в Мичуринске Белогорского района Крымской области и 9 января 1988-го въехал в него. Однако в прописке ему было отказано, и руководство колхоза, на территории которого он поселился, предложило ему покинуть Крым. 16 января дом Халилова был снесен бульдозером. Имущество его было погружено на машину и вывезено в неизвестном направлении. На следующий день Халилов был выселен из Крыма. Прокурор Белогорского района и зампредседателя райисполкома Овчинников одобрили действия властей в отношении Халилова. 24 января 1988 в Белогорске состоялась демонстрация 2000 крымских татар, собравшихся со всех концов Крыма. Демонстранты требовали наказания виновных в издевательствах над Халиловым, несли лозунги с требованием равноправия народов и автономии для крымских татар. Милиция не вмешивалась. Когда колонна демонстрантов подошла к зданию райкома КПСС, к ним вышел секретарь райкома Колесниченко, который пообещал, что справедливость в отношении Халилова будет восстановлена и впредь подобное не повторится. Ранее, 21 января 1988 суд принял к рассмотрению иск Халилова к руководству колхоза о возмещении нанесенного ему материального ущерба. Перед глазами всю жизнь будет дорога до школы, туда кидали камнями, назад. И мое счастье, что был еще мальчик Рустем, крымский татарин, мы с ним были в одном классе, вот он меня защищал. И вот так вот было практически все время. То есть кошмары, ужасы, естественно, никто ни на какую работу не брал. Как мог, ты должен был выживать. В этот момент уже переезжает Даишка, тоже с Новой Каховки, и найти дом это было вообще тоже очень сложно, чтобы кто-то продал, но таки в другом селе Мичурина Белогорского района удалось ему купить дом. Но, конечно же, никто этого не ожидал, и никто не хотел, чтобы крымские татары поселялись. Он был первый в этом селе. Пришел директор совхоза и сказал, что вы тут жить не будете. Крымские татары никогда не будут жить в Крыму. Поэтому дом был опечатан, вся мебель, все, что было в доме, вывезено на склад, вплоть даже до собаки. Собака была барбос, ее тоже вместе со всей мебелью, с продуктами было вывезено на склад. И в течение 3 дней дом сносили бульдозером. Дом был очень крепкий, они его сразу не могли. То есть 3 дня шло вот этот снос этого дома. В это время Казым Даишка фотографировал. Он фотографировал, он до этого много раз ездил в Москву. И за ним гонялись милиционеры, правоохранительные органы. Он чудом сбежал в лес, выкинул в кусты, понимал, что его сейчас арестуют, выкинул в кусты фотоаппарат. И таки его увезли. 25 января в Белогорске началась голодовка крымского татарина Шамиля Военного в знак протеста против выселения из Крыма Халилова. И ситуация сдвинулась только потом, когда уже ничего не помогло. Даишка принимает решение держать голодовку. Сухую голодовку. Это все проходит в доме ветерана национального движения Ришата Османова. Очень хорошо помню этот дом Новокленова, Ришат Ага Рахметляда, без рук, но всячески поддерживающий. Сейчас даже вот такая параллель выстроилась, несмотря на всю тяжесть, он рисовал, вот у меня сейчас в голове снова этот дом его, да, вот кружка висит в коридоре, и его рисунки. Каждый день приходили врачи, измеряли давление, состояние смотрели, и когда уже был совершенно истощен, они принимают вечером такое решение, что он просто погибнет. И в ту ночь сельский совет этого Белогорского района принимает решение вместо этого снесенного дома дать ему земельный участок, чтобы он мог построиться. 15 февраля 1988 года 12 крымских татар села Вишенное Белогорского района Крымской области
объявили голодовку, которую намеревались проводить вплоть до решения вопроса об их прописке в Крыму и оформлении купчих на дома. 20 февраля они прекратили голодовку после того, как колхозный сход проголосовал за их прием в колхоз, что гарантировало им прописку. Согласно данным Крымского обкома, по состоянию на 10 марта 1988 года в области проживало 14 188 крымских татар. При этом, если за 6 месяцев второго полугодия 1987 года было прописано 1331 человек, то за 2 месяца 1988 1133 человека. Сопоставление этих цифр показывает, что под натиском возвращающихся крымских татар власти были вынуждены пойти на некоторые послабления. Было также принято решение о проведении организованного набора квалифицированных рабочих и специалистов народного хозяйства из числа крымских татар для работы в колхозах и совхозах степной части области. В 1988 году предполагалось принять по оргнабору до 300 семей. Для организации этой работы в Узбекистан выезжал первый заместитель председателя Крымского облсполкома Федуличев. Как и в конце 60-х, начале 70-х годов, оргнабор проводился органами Госкомтруда и распространялся на наиболее достойных, хорошо зарекомендовавших себя в труде и общественной жизни крымских татар по рекомендации трудовых коллективов областных республиканских рабочих комиссий. Эти осторожные шаги власти стали результатом активности национального движения. Güzel yalın, ay yalın.
oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli huça. Pıçen, arpa, aş istemez verir sana bunlara. Sefil rezil olma sakın satıp ana toprağı. Yediklerin, içtiklerin hep bu topraktan gelir. Cebindeki akçaları sana bu toprak verir. Alma, armut, arpa, buğday, bağ ve bostan cümlesi. Toprağın verdiği baylık. Satma sakın toprağı. Onu bilip sevmelisin. Çayır ile bahçeye. Akça suvdur, akar gider. Bitirirsin akçayı. Akça bitti, bahçe gitti. Ne olur senin alın? Aman oğlum, topla akça. Kere kaytar bahçayı. Bak senin bir çayırın var. Ne güzeldir çoprağı. Şırıl şırıl kele suyu yarıp kara toprağı. Lanet eder sana çokrak, satma sakın çayıra. Eğer satsan çevirirsin, fenaya sen hayır. Saç tarlaya, harpa, buğday, işle, bekle tarlaya. Bir saçarsın, un alırsın, unutmayın Hudaya. Bir çuval buğdaya karşı altın, kumuş verirler. Kereklerin neyse bunlar ile gelir. Aman oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli huçağı. Pıçen, arpa, aş istemez verir sana bunlara. Sefil rezil olma sakın satıp ana toprağı. В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, поселке Кибрай, Алмалык, Узбекская ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям. Правда, остановить выступления крымских татар было уже практически невозможно. Крымские татары же требовали от власти решения вопроса. Вот она-то и должна была, не люди там внизу, просто живущие обыкновенной жизнью. И я, когда со своими коллегами на эту тему разговаривал, вот ее, кстати, не всегда поднимают, я думаю, что напрасно. Я говорю, вы знаете, они и опять при возвращении заплатили самую дорогую цену за то, чтобы вернуться. Не у нас, этнических, так скажем, русских, не у этнических украинцев, славян. Нет такого количества примеров, когда, не имея никакой возможности решить вопрос, крымский татарин шел на акт самосожжения, показывая уже, так сказать, абсолютное несогласие с тем, что происходит, и готовность жертвовать собой, чтобы, ладно, у меня не получилось, но я своим примером заставлю для других начать решать эти вопросы. И я говорю, ну-ка, кто из вас, защищая свой интерес, готов пойти вот на эту крайнюю меру? Это потому что жизнь их с этих депортациями всеми приучила полагаться только на самих себя. И вот волевые качества, которые они демонстрировали, ну, надо сказать, никто, другие этнические общины Крыма не продемонстрировали. Это, опять же, всем показывало,
давайте дадим им решить вопрос, который настолько сильно кровавым образом, ценой жизни их волнует. И это разряжало атмосферу, и власть заставляла после этого сразу какие-то меры принимать, потому что и международное журналистское сообщество на это откликалось. Несмотря на сопротивление властей, только за март 1988 года в Крыму было прописано около 1000 крымских татар. И этот факт не может не удивлять. В информации об обстановке среди крымских татар заведующего отделом административных органов ЦК Компартии Украины Чумака на имя Щербицкого от 1 апреля 1988 года сказано: Неорганизованный заезд крымских татар продолжается. В последние дни в Крым ежедневно прибывает в среднем 20 семей, до 80 человек. В настоящее время без прописки в области проживает 354 семьи, 1198 человек, в том числе в домах, приобретенных без нотариального оформления, 249 семей, 830 человек. Вопросы их прописки и трудоустройства решаются в установленном законном порядке. Рядом с абзацем хорошо видна рукописная помета Щербицкого. Чем это кончится? Очевидно, что власть была озадачена и в какой-то степени даже деморализована столь мощным натиском народа. В этом же сообщении Чумак сообщает, что прокурорами объявлено 41 предостережение лицам татарской национальности, допустившим неправомерные действия, внесено в суды 33 иска о признании договоров купли-продажи домов недействительными. 11 из них рассмотрены и удовлетворены. За нарушение положения о паспортном режиме в СССР к административной ответственности в текущем году привлечено 592 человека. В 1967 году 791 человек. Как видим, тенденции старых времен плавно перетекли в новые. И именно на это обстоятельство, хроническое нежелание власти решать крымско-татарскую проблему, указывал Андрей Сахаров в письме генсеку Горбачеву. Академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Национальные проблемы в нашей стране являются очень острыми. Это наследие той системы, которая была сформирована при Сталине, система, в которой нации оказываются неравноправными между собой. Союзные нации, которые являются коренными в союзных республиках, оказываются в привилегированном положении, нации других республик оказываются как бы подчиненными. Это мы видим на многих примерах, например, даже автономные республики, такие как, например, Башкирия, Татария, оказываются в гораздо худшем положении. Возникают разные сорта. Я знаю о всей трагедии народа крымских татар. Принимал участие в защите тех активистов крымского татарского движения, которые были арестованы, в том числе Мустафы Джамилева, Ишата Джамилева и некоторых других. Академик не однажды обращался в 70-х годах к Брежневу и в различные советские инстанции о судьбе крымско-татарского народа. Крымско-татарскую проблему Сахаров назвал и в числе важнейших национальных проблем СССР наряду с проблемой Нагорного Карабаха в своем письме Горбачеву. Созданная при Президиуме Верховного Совета СССР комиссия не нашла пока путей восстановления справедливости. На местах продолжаются дискриминационные действия в отношении крымских татар, желающих вернуться в Крым. Отказа по национальному признаку в прописке и приобретении домов, провокационная агитация в прессе. Обстановка обостряется. Все еще используется, особенно неофициально, аргумент о сотрудничестве крымских татар с немцами во время войны. Но распространение на весь народ ответственности за действия его отдельных представителей неправомерно. Активистов национального движения называют экстремистами.
Между тем, все движение всегда проходило в строго законных формах с полным исключением насилия. Иллюстрацией последних слов академика может служить одно из примечательных событий в национальном движении первой половины 1988 года, которое никак нельзя охарактеризовать как сходку хулиганствующих элементов или сборище экстремистов. 23-24 апреля 1988 года в поселке Пахта Ченасского района Ташкентской области состоялось 4-е всесоюзное совещание представителей инициативных групп крымско-татарского движения. На совещании присутствовали также представители власти и правоохранительных органов. В работе совещания приняли участие 112 делегатов, прибывших из различных населенных пунктов Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Краснодарского края, Херсонской области УССР, Москвы и Крыма. С отчетным докладом «Национальное движение крымских татар» сегодня выступил Мустафа Джемилев. В докладе подводились итоги деятельности движения в первые перестроечные годы. Особенно подробно Джемилев остановился на анализе ошибок и недочетов московских акций июня-августа 1987 года. Он отметил, что московские события в значительной мере способствовали изменению тактики движения. Если раньше на первом плане была петиционная работа, то есть составление различных обращений и петиций, сбор подписей и отправление делегаций в Москву за ответом, то теперь, наряду с петиционной работой, в значительной мере наши соотечественники стали прибегать к публичным митингам и демонстрациям, которые стали возможными в условиях объявленного курса на демократизацию и гласность. На совещании был избран новый состав Центральной инициативной группы. После долгих дебатов совещание одобрило текст общенародного обращения на имя Горбачева. План дальнейших действий предусматривал сбор подписей под обращением к Горбачеву до 20 июня 1988 года, сбор средств в Фонд национального движения, выезд представителей крымских татар в Москву к 20 июня 1988 года, если к этому времени не будут приняты меры по решению крымско-татарского вопроса, продолжение митингов и демонстраций. Было также решено приступить к выпуску периодического информационного издания.
Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Шубар барақ ев алтында отырыр. Яқшылыққа құйрық саллар, яманлықтан құтырыр. Көзчіклері бір-бір етер, таныш көрсе, дост көрсе. Мышық шарик софу болыр, ачуланса бір ұрсе. Ошамай шәрлерінің шарикіне, итіне, оз өтмегін озы тапа, оз ішімен кечіне. Шубар барақ башын егер, достлашыр. Оз eşini ozu tapar, ozu sever, anlaşır. Zaman bolur, bir ablasa bütün koyunu kudarır. Boğulganını sudan tutar, çimenlikке çıkarır. Көп vakitler gene fakir olmaslarga horlanır. Aram köpek degen adı er havada kullanır. Şubar barak iç maqtanmay, iç жыламай, қартая. Көзі жашлай, тышы қалмай, аяқлары майшая, ең соңында геберді дей, бір чұқырға аталар. Бірқат жыл соң ченгенлер кеміклерінің саталар. Крымско-татарское национальное движение никогда не было подпольной организацией. Оно всегда искало диалога с властью и с широкой общественностью. Эти принципы, прозрачность движения делала его порой весьма уязвимым, давая возможность властям предпринять упреждающие меры. Накануне намечавшихся майских акций движения 1988 года власть приняла очередные меры по нейтрализации негативного влияния экстремистов на татарское население и предотвращению готовящихся им антиобщественных акций. Документ ЦК КП Украины, датированный 4 мая 1988 года, показывает, что власти осознавали силу движения и весьма серьезно готовились к мероприятиям крымских татар. Меры по предупреждению акций движения были приняты уже в начале мая 1988 года. 7 мая большая группа крымских татар собралась на митинг в сквере Революции в Ташкенте. Митинг не был разрешен. В сквер были стянуты отряды милиции и дружинников. Выступления участников митинга стали глушить духовым оркестром. Тогда демонстранты подняли плакат «Свободу политзаключенным Аблаеву и Кадырову».
Официально было объявлено, что в мае началось переселение нескольких групп крымских татар в Крым по рекомендациям Республиканской рабочей комиссии и Госкомтруда. В мае должно было переехать 8 семей, а до конца года намечалось переселить еще 300 семей в степные районы Крыма. 18 мая, в день 44-й годовщины депортации, в 22 городах и поселках страны состоялись демонстрации и митинги крымских татар, в которых участвовало более 25 тысяч человек. В Москве на площади Революции близ Кремля 20-минутную демонстрацию провели несколько десятков крымских татар с траурными бантами на груди. В Крыму митинги и демонстрации состоялись практически во всех районах. На домах крымских татар были вывешены красные флаги с черной каймой. Въезд в Симферополь для татар в этот день был запрещен, однако около 600 человек все же провели здесь траурный митинг. В Белогорске состоялся митинг с участием 1000 человек. После митинга его участники колонной прошли на кладбище, где был совершен религиозный обряд. Митинги прошли также в городах Бахчисарай, Саки, Старый Крым, Джанкой, в поселках Донское Симферопольского района, Первомайское Кировского района, Воинка Красноперекопского района и других. Демонстрации состоялись в Краснодарском крае. В Абинске в них участвовало около 1000 человек, в Крымске – 1500 человек. В Узбекистане митинги прошли в Ташкенте, городах и населенных пунктах Ташкентской области, а также в Самарканде и Сырдарье. Акции крымских татар продолжались непрерывно на протяжении нескольких месяцев, причем особую остроту они приняли в Крыму. 20 мая 1988 года около 80 крымских татар, добивавшихся прописки в Крыму, начали проводить демонстрации в городе Саки. Демонстрации продолжались несколько дней. 22 мая в Бахчисарае состоялся митинг, в котором участвовали около 2000 человек, в том числе 300 крымских татар. 26 мая крымские татары из Узбекистана, добивавшиеся прописки в Крыму, разбили около поселка Зуя палаточный лагерь, около 500 палаток. 29 мая около 1000 солдат и столько же милиционеров окружили лагерь, прекратив доставку туда продовольствия. Многие были задержаны и вывезены в автобусах. Одному из организаторов палаточного лагеря, Абдуришиту Джипарову, было предъявлено обвинение в злостном хулиганстве. В связи с обострением обстановки среди крымских татар, их попытками создать палаточный городок вблизи Симферополя на трассе Симферополь-Новороссийск, властями был разработан план по предотвращению антиобщественных проявлений со стороны крымских татар на период до 15 июня текущего года. План предусматривал не допустить создания палаточного городка и расширения лагеря, а также концентрации татар в других местах, усилить разъяснительную и профилактическую работу среди татар по предотвращению этой акции, срочно решить вопрос об ответственности виновных в групповых действиях, нарушающих общественный порядок и допускающих злостное неповиновение законным требованиям органов государственной власти, подготовить личный состав и необходимые средства для прекращения создания так называемых лагерей, усилить прокурорское реагирование на факты нарушений законности со стороны лиц татарской национальности. Крымскому обкому и облсполкому было дано поручение активизировать работу агитационно-пропагандистских групп по разъяснению среди крымских татар неправомерности их действий по созданию палаточного городка и ответственности за эти нарушения. Палаточный лагерь в поселке Зуя просуществовал до 3 июня 1988 года. Над лагерем, который все это время был окружен милицией и войсками внутренних войск, был поднят флаг Крымской АССР. Обитатели лагеря были силой развезены по различным населенным пунктам Крыма. 4 июня в Белогорске около 500 крымских татар, прибывших из Узбекистана, Краснодарского края, других мест, провели митинг, а затем расположились на окраине Белогорска в 200 метрах от молокозавода
подняв на флагштоке красное полотнище с надписью «Крымская АССР». Здесь сконцентрировалось более 1200 человек и свыше 200 автомашин. ЦК КП Украины отреагировал на это незамедлительно, разработав план дополнительных мер по предотвращению создания палаточного городка в Белогорском районе. Меры по нейтрализации и предупреждению антиобщественных проявлений со стороны крымских татар предусматривали перевести органы внутренних дел Крымской, Запорожской и Херсонской областей на усиленный режим работы, укрепить их за счет других управлений внутренних дел республики, срочно ликвидировать скопление татар около молзавода в Белогорском районе. При этом иногородних предусматривалось выдворить, а организаторам и лидерам объявить через прокуроров официальное предостережение. Было решено также перекрыть все пути въезда крымских татар в Крымскую, Запорожскую, Херсонскую области автомобильным, железнодорожным, авиационным транспортом, паромом, принять меры по предотвращению выезда их в Москву с антиобщественными намерениями, поставить перед министром внутренних дел СССР Власовым вопрос о разрешении ввода в Крымскую, Запорожскую, Херсонскую области частей внутренних войск и в случае необходимости введения их в действие по распоряжению МВД УССР. План предусматривал установить связь с Узбекской ССР и Краснодарским краем по вопросу воспрепятствования выезда в Крымскую область татарских семей, обмена оперативной информацией. В связи со сложившейся ситуацией на 8 июня 1988 года намечался выезд в Крымскую область руководящих работников ЦК Компартии Украины, прокуратуры КГБ, МВД, Минюста. Операция по ликвидации скопления крымских татар закончилась для властей успешно. В ней участвовали крупные силы правоохранителей.
Қардаш жеңгенде окопта ятмадым. Тушмедім бараққа аяқсыз олып. Чоқ сорсан мен да винтовка тұтмадым. Боранлы кежеде сынырда қалып. Жоқ, мен не дедім? Яңылдым. Фортуна мана да діңлетті сөзіні. Штанып барлақ бір бала едім. Сыныфым мана да танытты өзіні. Топрақны белледім, еследім уфуқны, білекні чермедім. Чықтым мен күрешке, қаранлық, хордамда чырпынған анамны. Азаптан алдым да, кетірдім күнешке. Işık çün doguştum, şehirde, koyde, күнештен күч алды шиддетлі сөзлерім. İsteyim er yerde bir alev doğursun, keniş yol izlegen қарулы көзлерім. Sevmeyim сүрмелі көз үшін кабакта, қаделер парлапта, айың бұзмақны. Ағлавух лирика пешінден жүвіріп, күлкүнчлі, перешан шиырлер язмақны. Достарым оқысын, севсінлер мені, оларға бақшыштыр тізілген сатырым. Мен ішчі еміктар көйліге ишанып, алевлі шиырчым перомны батырдым. Мы продолжаем вспоминать события истории трудного возвращения крымских татар на родину в Крым. Год 1988. 9 июня 1988 года было опубликовано сообщение Государственной комиссии по вопросам крымских татар. Сообщение в основном касалось удовлетворения социально-культурных запросов граждан из числа крымских татар. В нем утверждалось, что решениями соответствующих органов власти сняты все ограничения, в той или иной степени ущемлявшие права крымских татар, и гарантировано их полное равноправие с другими советскими гражданами, в том числе в вопросах выбора места жительства, трудоустройства и учебы. Однако при этом было оговорено, что постановлением Совета министров СССР четко определен порядок проживания и прописки граждан, независимо от национальной принадлежности, в Крымской области и в других курортных районах страны. комиссия приняла решение, что для образования крымской автономии нет оснований. Несмотря на привычную для властей констатацию, что обстановка спокойная и ситуация контролируется. Результаты работы комиссии вызвали новые выступления протеста. Власти, по-видимому, прогнозировали такую реакцию, хотя по привычке и пытались свалить все грехи на экстремистски настроенных лиц. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар.
9 июня демонстрации против решений комиссии состоялись в Узбекистане. В Янгиюле 5000 человек, в Черчике 2000 человек. 12 июня в Ташкенте около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. 18-21 июня в Москве было задержано несколько крымских татар, прибывших в столицу, чтобы выразить протест против решения комиссии Андрея Громыка и вручить петицию в ЦК КПСС. Их отправили по местам жительства. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. Инициаторами забастовочного движения выступили краснодарские инициативники. В Узбекистане их поддержали инициативные группы Центральной инициативной группы Ташкентской области. Забастовки в Краснодарском крае начались 20 июня и закончились 4 августа 1988 года. В Ташкентской области они длились с 27 июня по 10 июля. 20 июня в забастовке протеста в Краснодарском крае приняло участие около 5000 человек. Затем забастовка распространилась на Херсонскую область. Число бастующих увеличилось до 18-20 тысяч человек. 23 июня в Узбекистане, Крыму, Краснодарском крае прошли траурные митинги, посвященные 10-й годовщине со дня самосожжения Мусы Мамута. 26 июня в Ташкенте состоялось несколько митингов и демонстраций крымских татар, в которых участвовало около 20 тысяч человек, в том числе приехавших из Крыма и Краснодарского края. Они были разогнаны милицией и солдатами внутренних войск с применением дубинок и слезоточивого газа. Около 500 человек были задержаны. Их освободили через несколько часов. Многие получили серьезные телесные повреждения, несколько человек были доставлены в больницу. Вечером того же дня было решено объявить с 27 июня 1988 года общенациональную забастовку. В Москве было задержано и выслано по месту жительства около 900 крымских татар, прибывших в столицу, чтобы заявить свои претензии 19-й партконференции. 10 июля 1988 года в Ташкенте состоялся митинг крымских татар для обсуждения перспектив забастовки. Утром 10 июля в клубе экспериментального завода собралось около 300 человек и еще 2000 около него. Члены Центральной инициативной группы Сабрия Сиутова, Искендер Фазылов, Фуат Аблемитов были задержаны. Сиутову приговорили к 10 суткам административного ареста за хулиганство. Остальных через несколько часов отпустили. На митинге было решено прекратить забастовки и проводить их только в знак протеста против увольнений за так называемые прогулы. Тем не менее, в Краснодарском крае забастовки крымских татар продолжались. 15 июля 1988 года в поселке Нижнебаканский состоялась однодневная массовая голодовка с требованием восстановления на работе уволенных забастовщиков. На 20 июля за участие в забастовках здесь было уволено более 700 человек. 23 июля 1988 года в Краснодарском крае прошли новые митинги и демонстрации крымских татар. В Темрюкском районе была проведена суточная голодовка протеста с участием 500 человек. После митингов крымские татары из разных населенных пунктов съехались в Анапу, где был проведен митинг с участием 2000 человек. Подъезды к городу во время митинга перекрывали милицейские грузовики. 3 августа забастовка закончилась. В ней участвовало более 3000 человек. Из них на 5 августа 730 человек были уволены за прогулы. В Ташкенте и Ташкентской области за время забастовки на 5 августа было уволено 216 человек. Уволенные обжаловали это решение в суде. 12 августа 1988 года в суде города Янгиюль было рассмотрено 7 таких исков. Все они были оставлены без удовлетворения.
В начале августа 1988 года активистами движения была предпринята новая попытка встретиться с Михаилом Горбачевым. С этой целью в Москву прибыла крымско-татарская делегация в составе примерно 30 человек. Во встрече им было отказано из-за занятости Горбачева. Народные посланники Ришат Джемилев и Ниязи Селимов 5 августа были задержаны органами милиции, а затем высланы по месту жительства. Остальные члены делегации продолжали добиваться встречи. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Здесь люди годами безуспешно добивались прописки. Демонстрация была жестоко разогнана войсками спецназначения в количестве 2000 человек. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Все эти многочисленные факты свидетельствуют о нарастании народного сопротивления. Обстановка оставалась напряженной, и это вынуждало власти предпринимать новые шаги к урегулированию ситуации. В октябре 1988 года республиканская оперативная группа по вопросам преодоления негативных проявлений среди крымских татар приняла план работы на 4-й квартал 1988 года. В последнее время главари крымско-татарских автономистов вынашивают замыслы о перенесении центра национального движения непосредственно в Крым, подстрекают к ускоренному переезду татар на жительство в Крымскую область. За 9 месяцев текущего года прибыло 13 761 человек. Предпринимают попытки инспирирования групповых антиобщественных проявлений. 17 октября 1988 года, накануне очередной годовщины образования Крымской АССР, состоялось заседание Республиканской оперативной группы по вопросам крымских татар. На заседании обсуждался единственный вопрос об обстановке среди крымских татар в областях республики и намечаемых мерах по ее стабилизации. В очередной раз повторялись гневные сентенции в адрес лидеров экстремистски настроенных лиц, которые якобы подстрекают татар к ускоренному переезду на жительство в Крымскую область, используя для этого любые возможности. Особое беспокойство оперативной группы вызывал массовый неорганизованный заезд татар в Крымскую область. Если за весь 1987 год в Крым прибыло 661 семья, 2297 человек, то за 9,5 месяцев текущего года 4000 семей, 14 600 человек, из которых 1600 человек живет без прописки. В том числе 1080 человек в районах, в которых установлены ограничения в прописке. Празднование Дня образования Крымской автономии 2021 года ознаменовалось новыми митингами в Узбекистане, Краснодарском крае, в Крыму, в городе Ленинабад, Таджикской ССР. Но, несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил представителям инициативной группы крымских татар, что комиссия Совета министров СССР и прокуратура СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму, ссылаясь на постановление Совета министров СССР номер 1476. Таким образом, 1988 год, прошедший под знаком беспрецедентно массовых, фактически не прекращающихся акций национального движения, не принес крымским татарам долгожданного возвращения на родину.
Gittim. Gidiyorum. Gitmek isterim. Türk ocağında tütmek isterim. Çettemen geçtiğim keniş çöllerde onun devesini gütmek isterim. Babamdan dinledim, dedem kim edi? Kimlerle düşmüş, kimlerle kalkmıştı? Geçmişin karanlık ülkelerinde hangi ocaklara ateş yakmıştı? Yaktığı ocaklar, yattığı yurtlar hangi bir baykuşlara meskin olmuştur? O şahin yigitler gürbüz ellerden o yurtlarda şimdi kimler kalmıştır? O tutun ocaklar, o yeşil çöller niçin tutmaz olmuş? Niçin solmuştur? Yigitsiz boş kalan güzel yurtlara nereden gelmişti? Baykuş bulmuştur. O atsız, hesapsız davar sürüsü hangi canavara kurban olmuştur? Dedemin gün aylan atlar koşturan meydanlar kimlere meydan olmuştur? Gittim, gidiyorum. Bakmak isterim. Sönen ocaklara yakmak isterim. Geçtiğim yerlerde her yiğit için şiirimden bir çelenk yapmak isterim. Крымское ханство и Гетьманщина, крымские татары и казаки. История связала их на длительный период и определила для них важные роли в судьбах друг друга. Что повлияло на тесные отношения между разными, на первый взгляд, народами, государствами и руководителями? И что впоследствии привело к разрыву дружеских отношений? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Ближайшие годы после этого напряженного периода во внешней политике не принесли ханам заметных успехов. Эти задачи требовали владения аналитическим материалом и попросту информацией о международном положении европейских стран, которой катастрофически не хватало. По ряду объективных причин Крым не мог иметь своих постоянных представителей ни при европейских дворах, ни при России. Чем же занималась в это время Москва? Она возобновила масштабное строительство на южных окраинах своего государства. К северу от уже существующей Белгородской линии на всем ее протяжении закладывались новые села, городки и крепости. Шло интенсивное заселение пустошей. Когда новые земли осваивались экономически, правительство военизировало их. Но государственной экспансии дело не обошлось. Шло стихийное продвижение русских на юг. И к 1680 году существовала уже новая Сызранская черта. А к концу 17 века были заложены Камышинская, Петровская и другие крепости. Против кого были обращены новые войсковые приграничные скопления, можно угадать сразу, глядя на карту.
Если до 1654 года русские границы были настолько удалены от Перекопа, что непосредственной угрозы северной агрессии почти не было, то в результате Переяславской Рады рубежи централизованной, экспансивной, значительно превосходящие Крым военной мощью и явно враждебной ему державы, продвинулись к северным землям ханства вплотную. Эта оборонительная линия стала одним из средств, с помощью которых активизировалась наступательная стратегия борьбы с крымскими татарами во второй половине 17 века. В южном направлении начинается невиданная, поистине великодержавная экспансия. План первого массивного наступления на Крымское ханство был в Москве готов уже в 1655 году. Для его осуществления были привлечены как калмыки и донские казаки, так и Богдан Хмельницкий с запорожскими казаками. Царь одобрил идею наступления, стремясь достичь ранее небывалого – выхода к Черному морю. Итак, к Крыму готовилась участь Казани и Хаджитархана. Начались сбываться пророческие слова турецкого историка и дипломата Эвлии Челеби о том, что если русские на 5-10 лет избавятся от набегов татар, если они, пользуясь благополучием, задумают заняться делами по устройству государства, ни одна держава не сможет противостоять им, и они займут земли всех казаков и поляков. Что же касается Украины, то в дальнейшем у казачества, да и у украинцев в целом, было время, чтобы пожалеть о шаге Хмельницкого, который положил начало тотальному лишению населения Украины старых политических и экономических свобод и полному воцарению здесь крепостного права. Конец многолетнему крымско-украинскому культурному, экономическому и политическому сотрудничеству положила Переяславская Рада. Она состоялась 8 января 1654 года, но окончательные условия воссоединения Левобережья с Московией можно датировать 31 марта того же года, когда была издана царская грамота статьи Богдана Хмельницкого. Согласно этим статьям, Левобережью предоставлялась известная автономия. Важнейшим из полномочий было право гетмана вести внешнюю политику. Однако результаты этого соглашения были шокирующими. Хмельницкий получил атрибуты власти, но оказался в двусмысленном положении. Ведь условия договоренностей диктовала Москва, и вчерашнему, по сути, гетману было отказано в нерушимости казацких вольностей, традиционных сословных привилегиях и в праве на самостоятельную внешнюю политику. Переговоры в Москве в 1653 году с посланниками гетмана велись втайне от хана. Ислам-Гирей чувствовал изменения в политическом климате и тщетно пытался отговорить гетмана от совершения ошибки. Он предлагал весьма выгодные условия и укрытие для казаков на своих заперекопских просторах на любой срок, пока не минет московско-польская угроза. Но его попытки не увенчались успехом. Подписание Переяславского договора в 1654 году изменило равновесие сил в Восточной Европе и подтолкнуло Крымское ханство на сближение с Речью Посполитой. Переговоры, которые начались в тот же год между ханством и Польшей, также опасавшимися усиления России, завершились пактом о дружбе между этими государствами. В связи со смертью Ислам-Гирея договор подписал его преемник Мехмед-Гирей IV, который стал новым ханом. Этот период характеризуется началом неприкрытой агрессии и активным наступлением на никогда не принадлежавшие России крымские земли.
которое началось в 50-х годах 17 века и завершилось ликвидацией ханства как суверенного государства крымских татар в 18 веке. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Подписание Переяславского договора в 1654 году изменило равновесие сил в Восточной Европе и подтолкнуло Крымское ханство на сближение с Речью Посполитой. Поляки тоже опасались усиления России, поэтому переговоры с крымскими татарами завершились пактом о дружбе, ненападении и взаимопомощи Крыма и Польши. В связи со смертью Ислам-Гирея договор подписал его преемник Мехмед-Гирей IV, который стал новым ханом. Какова дальнейшая судьба Крымского ханства? Кто будет его союзником в борьбе за независимость? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Договор, заключенный между Крымским ханством и Польшей, был выгоден крымским татарам. Они получили союзника, но еще выгоднее он был для ослабевшей Польши. Началась естественная реакция на резкую перемену равновесия польских и московских сил. Теперь русским пришлось отменить уже готовые планы массированного вторжения в Малую Польшу и Литву. А царь, амбициям которого был нанесен столь чувствительный удар, ужесточает свою крымскую политику. Мирное отношение с ханством было решено сменить новой агрессией. Соавтором этого плана стал и Богдан Хмельницкий. После ряда заседаний с польскими дьяками в марте 1655 года гетман был принят и понят московскими боярами. Началось собирание войска из калмыков, донских казаков, русских солдат, конных стрельцов, а также служивых людей и создание боеспособных отрядов для похода на Крым. Хмельницкий посылал в поход 2 казацких полка. Слухи об этих планах быстро достигли Бахчисарая. Мехмед-Гирей до этого пытался продолжать дружественную гетьманщине политику своего предшественника. Но правильно оценив ее приготовление как реальную угрозу всему ханству, не только стянул к Перекопу воинов из ногайских орд,
но и привлек к делу отряды своих черкесских и кабардинских подданных. В устье Днепра началось спешное возведение 2 крепостей, чтобы не выпустить в море запорожские чайки. Запереть устье Дона готовился турецкий гарнизон. Вторжение не последовало из-за чумы, которая поразила Астрахань и Украину, но минуло Крымское ханство. В начале июля 1655 года несколько десятков чаек и стругов с более чем 2000 запорожских и донских казаков на борту прорвалось в Азовское, а затем и в Черное море. Началась резня мирного населения и ограбление деревень на Азовском и Черноморском побережьях полуострова. Ханская армия не могла покинуть Перекоп, опасаясь главного вторжения оттуда. А посылаемые Мехмедом на побережье мелкие отряды не могли надежно защитить десятки сел, расположенные на нескольких сотнях километров побережья. Кефе и Керчь выдержали казацкую осаду, но пали Тамань и Судак. Последствия были ужасными. Прибрежные поселения опустошались полностью. Местные жители уходили в горы и забирали с собой скот, опасаясь появления казацких чаек. Но даже оставленные крымско-татарским населением села разорялись до сентября включительно, пока осенние шторма не прекратили это всенародное бедствие. Хан решил взять реванш за насилие и убийство того лета. Наиболее удобным местом был бы удар по русско-украинской армии, которая блокировала Львов. Она оказалась бы между 2 огней. Неожиданно появившись в октябре того же года со стороны Акермана и Драгобыча, крымское войско яростно ударило осаждавших с тыла. После этого воспрянули духом и осажденные поляки. Другие крымские отряды пошли на Киев, Ингул, Белую Церковь и Камень. Всего в этой кампании участвовало около 100 тысяч крымских и ногайских воинов. За летнее разорение и пожары в Крыму ханское войско расплачивалось крупной монетой. Они не щадили даже те московские и казацкие отряды, которые старались избегать столкновений, возвращаясь после осады Львова домой. Под Заложицами крымскими татарами были отбиты телеги, которые оказались украинско-московским обозом. Для увеличения подвижности армии гетман и его московские коллеги решили отправить общий обоз в тыл действующей армии. Кроме обоза, в плен попал и отряд русского главнокомандующего Ивана Бутурлина. Захваченный обоз под надежной охраной медленно двинулся к Перекопу, а хан с основным войском настиг противника у одной из переправ на пути к Тарнополю, близ деревни Озерной. Здесь, воспользовавшись тем, что войско противника находится по разные стороны водной преграды, крымско-татарская конница ударила одновременно с нескольких сторон. Бой длился чуть ли не сутки. В нем был смертельно ранен главнокомандующий русской армии. Хан получил предложение о кратком перемирии и согласился отвести своих конников, разменявшись пленными. Этот бой гарантировал спокойный уход в Молдавию и Очаков, ведь теперь никто не будет преследовать утраченный обоз и пытаться нанести удар в спину. На следующий год, надеясь на хотя бы краткое соблюдение противником условий перемирия, Мехмед Гирей IV не стал посылать войска за Перекоп. Вместо этого он предпринял некоторые дипломатические шаги. Хан отправил своего посланника в Кенигсберг, курфюрсту Бранденбурга Фридриху Вильгельму, с целью привлечь того на сторону Польши. А еще одного посланника в Австрию, к императору Фридриху III. Первая попытка оказалась тщетной, но вторая удалась. Слава о боевых качествах ханского войска облетела всю Европу, и в 1656 году Польско-Крымско-Австрийский союз был заключен.
Гирей IV стоял перед сложным выбором – довериться новому гетману и оказать помощь, или отказать ему и пойти на союз с Москвой. Одно решение могло изменить текущее положение Крымского ханства. Ah, ey yeşilada, ey ana yurdu, parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Öksüzsün, esirsin dep şimale inliyorsun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümler ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun ulu. Koşeyn Karaman şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Подписание Переяславского договора в 1654 году изменило равновесие сил в Восточной Европе и подтолкнуло Крымское ханство на сближение с Речью Посполитой. Поляки тоже опасались усиления России, поэтому переговоры с крымскими татарами завершились пактом о дружбе, ненападении и взаимопомощи Крыма и Польши. В связи со смертью Ислам-Гирея договор подписал его преемник Мехмед-Гирей IV, который стал новым ханом. Какова дальнейшая судьба Крымского ханства? Кто будет его союзником в борьбе за независимость? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар.
Пока на европейской дипломатической арене бурно развивались события, крымские татары были озабочены внутренними проблемами. Новый год начался для Крыма неудачно. Не удалось предотвратить массовый падеж лошадей и другого скота. Зима на полуострове была необычайно суровой и снежной, да и неурожай предыдущего года сказался на жесткой бескормице. Тем временем из Стамбула был прислан ферман собирать все ханское войско и выдвигаться на выручку Польши. Эта страна оказалась под угрозой тройного удара. Украинских казаков полковника Ждановича, шведов, а также молдаван, венгров и валахов. В мае крымско-татарское войско уже стояло у Днепровских переправ. Туда же подошли турки. Но перейти на правый берег не удавалось. Этому мешало казацкое войско. Начались бои. Форсировавший реку 10-тысячный отряд Ширинбея Кельмамета оказался в окружении. Его нужно было выручать. Но Порта отозвала все свои полки домой. Из Крыма же пришло известие о казацком вторжении в приморские земли полуострова. Мехмед-Гирей IV какое-то время колебался, не вернуться ли домой, где под началом Муртаза-Аги оставалось всего лишь 20 тысяч пожилых воинов. Они просили султана о помощи. Но пока гонцы скакали в Стамбул и обратно, отряд Ширинбея был на голову разбит и почти полностью уничтожен. Силы за Днепром были слишком неравны. 60-тысячное войско удалось переправить за реку, и оно полностью уничтожило войско князя Трансильванского. К тому времени в междуречии Днепра и Днестра скопилось столько казаков, что могла повториться трагедия с отрядом Ширинского бея Кельмемета. Дошло до того, что хан попросил помощи из Крыма, откуда ему Муртаза-Ага писал, что ко всем угрозам добавилось новое. Собранный в прошлом году и еще не распроданный полон из нескольких десятков тысяч человек грозит восстанием. В конце июля 1657 года на Крым с моря напали донские казаки и разграбили приморские деревни. Не встречая серьезного сопротивления, они высадились на юго-западном берегу и поднялись вглубь полуострова. Когда же в начале августа они наконец-то ушли в море, то увезли с собой награбленное добро и пленных крымских татар. С другой стороны, запорожцы приступили к самому Перекопу, который оберегал Калга Кази-Гирей, и осадили Ор-Копы, стремясь прорваться в Крым с севера. Мехмед-Гирей IV, чье войско тем временем подошло к Очакову, был вынужден отправить половину людей к Перекопу. Оставшаяся часть войска нанесла решительное поражение венграм под Меджибожем и к 26 августа 1657 года также вернулась домой. В результате казаки не осмелились на штурм Ор-Копы, и Крым на тот год от угрозы разорения как будто был избавлен. Но вот уже на исходе 1657 года, в то время как в Бахчисарае послы Москвы вели переговоры о новом титуловании царя Алексея Михайловича и продлении мирных отношений, к Перекопу снова стали подходить украинские казаки. Хан с небольшим войском должен был выехать в степи для укрепления обороны полуострова. Гетьманщина переживает сложные времена. Богдан Хмельницкий, который стоял во главе государства, умер. Отношение союзников к Гетьманщине меняется. Тогда же казаками был избран новый гетман Иван Выговский. Он сразу и открыто обозначил свою последовательную, независимую от Москвы политику. Кроме того, он железной рукой подавил поддерживаемую русскими мятежную промосковскую оппозицию. Но этим дело не закончилось. Выговский заручился поддержкой султана и просил хана послать свое сильное крымское войско для подавления мятежа.
Позже послы гетмана в Крыму заявили, что новый гетман откладывается от царя Московского. То хан не знал, верить или не верить такой радости. Гетман предлагал союз, по условиям которого Гирей шел бы вместе с ним разорять Запорожье, потому что московский царь посылает запорожцам жалование и наущает их на него. Мехмед Гирей IV стоял перед сложным выбором – довериться новому гетману и оказать помощь, или отказать ему и пойти на союз с Москвой. Одно решение могло изменить текущее положение Крымского ханства. Senden işme muradın üçün bolsa, ömründe her şeyin yurtçun olsa. Barsın yıllar aylansın bilgeninday, barsın yolun şaşırsın yıldız, gün, ay. Sen aylanma dostçuğum ah yolundan, doğru kara, iç ürkme sağ solundan. Halka bayram şenlikler bolgan eken, yat ellerge onğanlıq толған екен. Sen unutma, sürünmek yek olğanın. Ақ yolunda yalnızның bek bolğanın. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Selam aleyküm saygı dostlar. ATR telekanalının efirini Yırla Sazın programması devam etti.
Elbette bugünkü yayınımızın özgün bir hususiyeti var. Biz 18 May günü efirge çıkamız ve buna binaen bugünkü mevzumuz da aynı bununla bağlı olacak. Yangrayacak yıllar ve umumen alganda bugün yayınımızda da bir değişmeler var. Bizde birkaç solistler iştirak edecekler. İşte her şey öz nevbette ile selamlayımız sizni ve bugün ATR telekanalı ansambl ile bizlerle beraberlikte birinci solistimiz halkımızın sevimli yırcısı Alim Ağa Osmanov. Hoş geldiniz Alim Ağa. Demek Cemil Ağa biz mahsus niyetlendik işte bugünkü yayınımızı bu yıllarla bağlamağa. Aslında böyle yıllar çok mu halkımızın? Elbette böyle yıllar çok çünkü tarih boyunca halkımız birkaç kere sürgün edildi. Bizde icret yani muhacir türküler var ve elbette müzik sanatını bu vakyalarını gösteriyor, açıklada, aks ete. Alim Ağa, birinci yıl 18 May. Aslında bu yıl, bilmem ben balalığımda 80. senelerinin sonunda, 90. senelerinin başında pek popülerdi. Ne vakit peyda oldu aslında? Bu 80. yılda bu türkünü ben yazdım, müzikasını. Ama sözleri İzzet Ağa Dobra, Margilan'da yaşaydı o kişi, o oyuncu baltmeister bolup Kırım'da çalışkan. O kişi mağa bergeni de mümkün olsa bir temirge etip müzikasını bir alemge çıksın bu türkü dep. Onda bir kereden etip olmadık, rahmetli geçingen son ben bu türkünü yazdım. Bu demek kaçıncı seneydi? 80. yıl. 80. senesi. 81. yıllar. Peyda oldu bu 18 May yılı. Ve evvel vaxtları o sık icra edildi. Şimdi onu işte bugün yandıracak. Zapisleri de yoktur onu. Bir kere zapiste onda yazmadık bir yerde onu. Bana birinci kere bana sizlerine, bana sağ olsun Cemil çağırdı. Arkadaşlarını. Birkaç söz koşmak isterim. Ali Bey pek doğru ayıttı. Lakin bu ve aynı türküler işte birkaç yıl evvel kitapta basıldı. Yani öyle bir kitap bizde çıktı. Bu mevzuya bağışlandı. Evet, muhacir Kırım Tatar muhacir türkülerine. Bu kitabın müellifleri Ablaz Ağa Veli ve notalarını yazdı Server Kakura. Aynı bu yer bu cintikta var. Alim Ağa son siz icra edeceksiniz, sözlerini değiştirmediniz. İşte nasıl İzzet Ağa? Neden nasıl İzzet Ağa bana verdi? Ablaz Ağa Veli'nin bir-iki yerlerini baktık. Gerek oldu değiştirmeye aşık sözlerini. 5-6 tane söz. Ondan neden kaldı? Şu prikaz degeni, vagon degeni, poyuz degeni o şeyler. Neden o vakitte laf ettiği kişiler ondan da kaldı. Rıdvan Bey daha mümkün birkaç sözler koşmak. Bak o zaman Sovyetler devrinde elbet öyle türkülerini yasak edi. İcra etmeye demek cesurluk gerek edi. O zaman ve sağ olsun Alim Bey yazdı o yerine ve benimce bu yer sık toylarda, cinlarda yangıraydı. Ve geliniz endi dinleye kıymetli dostlar Alim Ağamızın icrasında 18 May yılını. Mayıs gecesinde prikaz okulda 18 Mayıs gecesinde prikaz okulda Nafle yere ağlaşmanız denişimiz prikaz Nafle yere ağlaşmanız denişimiz prikaz Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konular Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konular 15 dakika içerisinde Kırım'dan çıkan dereler 15 dakika içerisinde
Kırım'dan çıkan derler. Kartlar, yaşlar, bir hastaların düfekten kakar. Kartlar, yaşlar, bir hastaların düfekten kakar. Yarı gecenin bir malını da yollarda yatar. Yarı gecenin bir malını da yollarda yatar. Adım Tatar, yurtum Kırım, bu nasıl solar? Adım Tatar, yurtum Kırım, bu nasıl solar? Yok olsun bu kara günler, görmesin gözler. Yok olsun bu kara günler, görmesin gözler. Bakşı sarayın vokzalını da vagonlara minide. Bakşı sarayın vokzalını da vagonlara minide. 22 gün yol yorup Taşkent'e gelede. 22 gün yol yorup Taşkent'e gelede. Tatar halkını o'z vatanidan sürgün ettiler. Tatar halkını o'z vatanidan sürgün ettiler. Samarqandni vokzalına getirip doktorlar. Samarqandni vokzalına getirip doktorlar. Şu Kırım'ın çevresinde yeşildir dağlar. Şu Kırım'ın çevresinde yeşildir dağlar. Kırım halkı vatan için gece gündüz ağlar. Kırım halkı vatan için gece gündüz ağlar. Bu türkünü unutmanız, hatırlamak sizden. Bu türkünü unutmanız, hatırlamak sizden. Kırım'a qaytmak kısmet olsun bütün halkıma. 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 İşte dinledik kıymetli dostlar, Alim ağamızın icrasında bu yerini aslında bir ballada gibi işte böyle tarihini hikaye etmekte. Tatarların tarihi. Ve yerinin sonunda işte kaytıp gelerik deb Kırım'a icra etili. İşte biz kayttık Kırım'a, endi bugün Kırım'damız. Lakin kene de Alim ağa, mana sizin fikrinizce o zamanları nasıl düşünceler edi Kırım'a kaytsak, nasıl arzular edi ve şimdi biz endi Kırım'da o arzular gerçekleşti mi? O'zbekistonda yig'laganda bu turkini ağır bo'ladi. To'yin boshida yig'latadılar. Butun jamoat ag'lay, so'ng orqasidan hayda vatan uchun bir ag'rava to'shangiz deydi.
екі ақай шығады, ойнайды, о парасы ватан үшін кетеді деп. О вақытта асырет едік ватанға. Ama mında geldik, Allah'a şükürmüz degenden çok şeyleri mana televizyonda görüyoruz. Birisi meclis yaramaydı, birisi o yaramaydı. Biz niçin biz o kadar kıyınçlıklar korup Özbekistan'da? Bizleri yüreğimizge turtup asılıp gelgen vagonunga dep ondan sözleri eşitip geldik. Vatan vatan dep geldik, mında bir-birimizin canımızı ağırtkanımız bu yaramay şey. Ne bolsa da birlik bolmak gerekmiz. Sırlarımızın biri yarım tarafına aytmaylık. Bir yaxşı mabet bolsak, her şey mabetlikten geçer. Ve ikinci yer Alimağa Kara Bulut. Bu yerin tarihi nasıl? Bu yer nasıl? Bu Kara Bulut, bu da bek ağır bizim tarih Türkümüz. Bunu Yusuf Ağa Nurlayev degen kişi yazdı. Asaka'dan bunu Camalan'ı... Sözlerini yazdı. Camalan'ı babası Alim alıp geldi bu Türk'ünün ağa 73. yılda. Ben onu başka bir özümüzün o vakti uçurişte okuyordum. Bir başka bir eski Türk'ünü baktım sözlerine ateş yandı yüreğim sözlerinden. Ayda baktım joymaylık deyip başka bir melodiya koyduk onu. Son 91. yılda Amerika barganda ben onu özün müzikasını yazdım. Bu yer icra edildi mi aslında? Biz birinci kere icra edeceğimiz. Daha birkaç söz ben koşmak istedim. Milletimizde pek çok yıllar bulut hakkında var. En meşhur gidin bulutlar elbette. Sonra rahmetli bestekarımızın İlyas Ağa Bakşış'ın bulutlar Bekir Çobanzade'nin sözlerini ve gene de yana öyle de mümkün aytmaya yana bir türkü Kara Bulut. Muellif Alimağa Osmanov. Muzikasını siz yazdınız. Muzikasını ben yazdım. Ve kıymetli dostlar, keliniz dinleyik Alim ağamızın icrasında kene de Kara Bulutlar yerini. Men ise şunu kaydetmege isteyim. Sonra biz Alim ağamızını ozgaracakmız ve bizde Nevbet'te Reşat Ağa Mambetov olacak. Bizlerle beraberlikte yayınımızın devamında men aytdım. Bugün yayınımızın özgün bir hususiyetleri var. Şimdi ise Alim ağamızın icrasında Kara Bulutlar yerini dinleyimiz. Sarı baladı bu güneşle karaman Kara deniz dalgalandı keste millet yoluna Kara deniz dalgalandı keste millet yoluna Taşıp gelen Kara deniz şu karımna basacak Poyuz gelip hazırlandı Tatarların alacak Poyuz gelip hazırlandı Tatarların alacak Yüklediler vagonlara sürgün oldu Tatarlar Göz yaşını töktü bala çağa Ne hor oldu ayrılık Göz yaşını töktü bala çağa
Lehor oldu ayrıla Savlıqlaştık biz qarımnen Bere kopna geçkeni son Qardı yaşı şaşıp qaldı Vagonlardan düşkeni son Qardı yaşı şaşıp qaldı Vagonlardan düşkeni son Vagonlarda babacığım fronta Kız kardeşim gayip oldu Begavatın yolunda Kız kardeşim gayip oldu Begavatın yolunda Oksuz kaldık biz anadan Babadan vatandan Zulüm bizim kaygımızın Çeksin acı yaradan Zulüm bizim kaygımızın Çeksin acı yaradan Açlık sardı milletimini Hastalık bir tarafta Yandı kavruldu yürek Kaminden zulümünde Yandı kavruldu yürek Kaminden zulümünde Padişah komendantlar kovaladı boyuna boru garip tatar şu zulümden kurtuldu boyuna boru garip tatar şu zulümden kurtuldu Bizim Kırım koşu yurdumuza kaytayım Tarmar olğan Kırım Tatarların Gül vatana toplayım Tarmar olğan Kırım Tatarların Gül vatana toplayım Keldi günler bizler qaytib Şu gün işler Kırım'a Tatlı canım feda olsun O'z doğan vatanıma Tatlı canım feda olsun O'z doğan
feda olasın Oz doğan vatanıma Tatlı canım feda olasın Oz doğan vatanıma Mına böyle acınıklı yer Alim Ağa Osmanov'ның icrasında kıymetli dostlar. Biz yayınımızı devam etemiz. Men aytdım bundan sonra biz Alim Ağamızны ozgaracakmız ve bizlerden beraberlikte Reşat Ağa Mambetov. Bugün sizge tanış etmege isteyim. Reşat Ağa birkaç yıllar devamında Kaytarma ansamblde faaliyet gösterdi, çalıştı. Bugün bizim yayınımızda iştirak edecek. İşte Reşat Ağa nasıl siz geldiniz Kaytarmaga ve ne yapaydınız onda? 81 yılda muzikальный училищені түгеткен соң маған направление берділер ансамбль Кайтармаға. Анда кіріп çalışтық, яқшы çalgıcılarдан. Завер Бекиров бар еді, яқшы çalgıcılar, яқшы ustalar var еді. Kaytarmada 4 yıl çalıştım. Ondan sonra gerek oldu ketmege. Siz çaldınız bir de alette? Da, men klarnet çalam. Klarnet çalam. Son öyle oldu, Kaytarmadan kettim. Toylar çaldık, yaxşı ustalarını gördük. Allah rahmet eylesin. Çok yaxşı ustalarını gördük. Ve Reşat Ağa, bugün siz birinci icra edecek yer biz Olersek. Bu yer aslında yazılı şekilde var mı bizde cümleler? Bizde yok, onda da aytmak gerek ki жиынтықларда da yok. Bu yer aslında birinci kere kısmet olsa bugün yazacağımız, tırışacağımız. Siz hayırdan öğrendiniz bu yerini Reşat Ağa? Bu yerini men öğrendim, yaş edim. Bizde bir yaxşı anamız var edi, Allah rahmet eylesin. O bek yaxşı türküler aytaydı, bek eski türkülerini aytaydı. Biz toplaşkanda çalgıcılar geleydik oğa. O bizge dane aytaydı o türkülerden. Biz yazıp alaydık, eşiteydik. Bu da işte o icretlen muhacir türküler o mevzuda ya. Evet. Ve gene de Kırım'la bağlı. Kıymetli dostlar, keliniz dinleyek işte da hiçbir yerde, hiçbir vakit yazılmagan yer bilmeyim, belki bardır öyle seyirciler, bilgenler. Lakin endi anlaşıldı ki birçok seyircilerimiz için ilk sefer bugün yangrayacak bu yer Reşat Mambetov'ның icrasında, onun adı Biz Olersek. Biz kim yuvar bizi ah biz Sele
Kim komer bizi Ah biz Kim komer bizi Bahar gelir otlar o Oğut kumer bizi Bahar gelir Ah otlar o Oğut kumer bizi Решат Аға Мамбетовның ижрасында яңғырады бұл йыр, керчектен де пек ажайып йыр. Тесірлі. Hem sözleri ne kadar terin manalı hem de makamı bilmiyorum. Eğer men düşündüm siz yırlаған vaxtında aslında ne kadar böyle yırlar yok oldu ve bugün eğer Reşat Ağa yırlamagan olsaydı bilmiyorum bu yır aman yok olacak edi. Mümkün öyle aytmağa. Reşat Ağa da diğer öyle yırlarını siz ayttınız, ananız icra etti. Öyle yırlar var mı şimdi icra ettirmeye? Çok edi. Kartlarımız çoğusu bu dünyadan ketti öldüler. Çok şeylerini daha yazıp almadık. Çok şeyler kaldı da. Bek çok türküler var. Öyle bek sözleri ağır, bek sözleri tesirli, manalı sözler. Bek öyle türküler çok var. Bu yırda anlağanıma göre 8 satır ama bu 8 satırın içerisinde bütün insanın yaşayışı. Nefetteki yır bizde akşam oldu yakamadım gazımı. Bu yır cümleye yangıray. Şunda da mümkün. Yangıray ve milletimiz bu yırını seviyor. Lakin daha ne mümkün etme. Ben taptım Türk varyantı bile bu yırını var. Lakin ölçüsü farklı. Aslında bu yırı ne içindir? Bizim çalgıcılarımız farklı çallar. Şimdi ben usul tarafını aytmak isterdim ve en nihayet sağ olsun Reşat dostumuz geldi ve daha bir varyantı bizleri gösterdi. Reşat Ağa ya siz kimden öğrendiniz işte bu varyant? Bu türkünü rahmetli Enver Ağa Şerfiddin'den öğrengen edim. Ben çok onlardan yürüyordum bir vaktimde İbrahim dostumuz İfikçiyev. Көрüşeydik bek çok, biz bir şehirde yaşaydık, birbirimizden görüşeydik, yürüyeydik, toylarga baraydık. Bu yerini Enver Ağa'da Şerfiddin'den eşittim. Demek kıymetli dostlar geliniz dinleyik. Akşam oldu yakamadım gazımı belli halk yeri icra edecek Kennedy Reşat Ağa Mambetov. Akşamda oladı yakalamadım gazımı. Akşamda oladı yakalamadım gazımı. Kadırda
Yanğışta yazdı yansımı Kadırda mevlam Yanğışta yazdı yazımı Yaş başımdan genç yaşımdan alıp belayı da başımdan yaş başımdan genç yaşımdan alıp belayı da başımdan Больницаны çevretedi mermerdaş Больницаны çevretedi mermerdaş Ne anam var ne bana babam var ne kardeş ne anam var ne babam var ne kardeş Yaş başımdan genç yaşımdan alıp belayı da başımdan Yaş başımdan genç yaşımdan alıp belayı da başımdan Tutun da beni uracağım kendimi Tutun da beni uracağım kendimi Ben kendimi layıkla sandım Oğlumu gey Ben kendimi layıkta sandım Oğlumu gey Yaş başımdan genç yaşımdan alıp belayı da başıma
Devam etemiz, kıymetli dostlar. Yırla Sazın programması. Bugün bizim mevzumuz sürgünlük ve muacir yırlarının bağlı. Reşat Ağamambetовны biz ozgardık ve nevbette bizde Uzbekistan ve Kırım'da nam kazangan sanat erbabı Dilaver Ağa Bekirov. Hoş geldiniz Dilaver Ağa siz. Siz çok yıllar devamında böyle reberlik vazifelerini becerdiniz. Biz aytıp geçtik işte böyle yırlar yasak etilediler hem Uzbekistan'da. Olaydı bir vakit. Nasıl olaydı bu Dilaver Ağa? Ben size aytayım, mesela kaytaramağıda bir yırılacak olsam 5 tane tercüme etip, 5 tane Rusçaga tercüme etip, 5 tane list ciberisin. Bir tanesi sakeli de artık pечатlen olgan. İstese ne olsun, istese çizik olsun, istese işte o tamga urmagan çıkanda biz aklımız yok edi onu yırlama. Bütün vakit konsertlerde özümüzden men defterlerini taşıyordum ya bütün tercüme perivotlarını çünkü gelip soraylar kimlerden. Öyle şeyler dedi. O 82 yıl 80. Ya böyle o zara yırcılar bilmeyeyim bir de bilemiz o zamanları kaytarma işte birçok insanların evlerinde yırcılar özleri bilmem icra etiledi böyle yırlar. Evet, stol başında masanın o günde oturganda çoksu Türkler yırlanaydı. İşte bir doğan konu olsa ya da bilmem bir şey olsa böyle de toplaşaydık, sohbetleşeydik. Kımerde bir eski Türklerin, bugün Türklerin yırlaydık işte. Öyle şeyler var idi. Ve Dilaver Ağa, bugün sizin icranızda soğuk suvda yır yangıracak. Bu yır hakkında ne aytmağa mümkün? Ne için bu yır? İşte? Ben sizge dedim. Birinciden ben bu yırın babamdan öğrendim. Balıkta da babam yırlaydı. Bu Türk'ün o vakitler ben onun aklıma takmadım ama son çok yıllar geçti. Ben o Türk'ün unuttum. Sonra bir gün bir toyda bir adam başladı yırlama. Ben çıktım çalmam başladım. Benden sonra ya kaydan bilesin sen o Türk'ün ben bilmeyeyim bir yerden bileyim. Sonra evge gelgende babamızdan bir şamar aşadık. Şamarda ne için? Saat 4'te gelem toydan. Mırıldap gelem ana Türk'ün unutmayayım deyip. Kapı açılıp taz bir şamar senin maneyinde hiç gelesin toydan deyip bir şey. Sonra aklıma işte toktan ben de anladım kim kaydan bilgenim bu Türk'ün deyin. Ana öyle mesele olan edi. Son 1980 senesi Mağa Saltykov Şidrina kütüphaneden Leningrad'dan yollagan ediler bu bir top listalar işte yazılı. Şunun içinde ben soğuk sudan taptım. Bu tarihi böyle 1904 senesi soğuk sudan yani Sudak taraf soğuk sudan çıktılar Rumınya tarafına, Türkiye tarafına. Bütün şu koyun halkı bütün ketti. Bütün koy ketti. Onu yazılı. Выходцы из селения Сууксу говорили на жаргоне вожаков-медведей. Bana böyle bir boncu bergenler biz rahmet olsun canına Yunus Kandemil'den çok araştırdık. Hem de bunu uğraşaydık o vakit o şeylerle. Arapçasına yazılıydı, Kirillitsa'da ve Latinica'da yazılıydı. Bırakıp işledik ama yazık ki öyle olup çıktı. Yunus vefat etti. Ben de son barıp da o aytkanede bir şiir taptım ben o vakitlerin şiirini. Anda bir şey anlaşıladı gene de ama öyle olup çıktı yapamadık. Bu yıl cintiklarda var. Var. Cintiklarda var. İlyas Ağa son cintiklar son anda da var galiba ya. Var. İlyas Ağa'nın cintikinde o da cintik çıktı 1940. senede. Tamam bu yıl var anda. Sonra işte yani kitaplarda kendine tekrarladılar bu yılını. İlyas Ağa son şahsi yazdı o Türk'ün. Hem eline yazılgan hem imzası var. O Türk'ün bende hala da. Demek kıymetli dostlar geliniz dinleyip Dilaver Ağa Bekirov'un icrasında Soğuk Sudan degen yerini.
Soğuk sudan aytılı dostlar çatalda kanayan candan da sügen koyumuz dostlar gitti de zaya candan da sügen koyumuz dostlar gitti de zaraya paraxotqa minerik dostlar mangraşkan koydan akıllığa ölümday dostlar ahmakka toydan akıllığa ölümday dostlar ahmakka toydan Biz Kırım'dan giderik dostlar kapını çekler kayerlerde yürürmüz dostlar kalemdir bekler kayerlerde yürürmüz dostlar kalemdir Бүгінгі яңыраған йырлар бір-бірінден güzel, кыйммәтле достар. Ләверага Бекировны біз озгардық, Суық судан йырны о бізге ижра етті. Ве невбетте кенеде мевзумызға айт Афизе ханым Касара бізленен бераберлікте. Қырымда нам қазанған артист. Афизе ханым, мен аңнағаныма көре, сіз йырлайжақ йыр Уралда doğdu. Енді сүргін етілген ерде 44 сенесінден sonra. Bu evet halk türküsü sürgünlükte doğan aslında Ural'dağlar için böyle bir yer.
Sözleri pek meraklı. Ben aslı onu icra etkende, o çoktan icra edildi. Bizim topluluğumuzda hatırlarım anamın tariflerini, anam rahmetli Urala Mariske sürgün edilgen edi. İşte o türkü yırlaganda böyle duygular geçe. Böyle anamın aytkan, söylegen, tariflegen şu Mariske'nin dağları gele. Cemil Ağa, bu da aynı zamanda Sirek icra ediliyor. Sirek icra edilir. Lakin ne mümkün aytma, rahmetli Gülmir Ağa öyle bir çalgıcı var idi. İşte o yerini pek seviyede ve icra etiydi. Aslında Gülmir Ağa pek çok şeyler, pek çok ilahiler bileydi ve ileride elbette bir etkileyen, bir mahsus bu adam hakkında niyetlendik azılama. Misal olarak Arsen Osmanov pek çok yıllarını tamam bu Gülmir Ağa'dan yazıp aldı. Aha. Ve bugün biz işte Alim Ağa'nın yazgan yıllarını eşittik. Endi bu yılda anağanıma göre öyle çok uzak değil. Endi halkımızın tarihini aytsak, buna yakında doğdu. Ama müellifleri belli değil. Kim yazdı sözlerini? Yok, bu yer yakında değildi. Çoktan doğdu. Bakın şimdi öyle bir vakıya vardı aslında dünyada eski Sovyet devletlerinde Raskulachev'ni. Benimce o zaman o zaman 44 senesinde değil de ondan evvel. Ben öyle düşünüyorum ya. Galiba öyle. Ama gene de müelliflik kim yazdı? Müellif söz, müzik belli değil. Halk müzikasımızga çevrildi. Kıymetli dostlar, işte ve bunun yani bugünkü yayınımızını biz yakınlayacakmız. Endi anlagandığınız gibi yayınımızın mevzusu bugün sürgünlük, muhacir yıllarla bağlı edi ve halkımızın sevimli yırcılar bugün bizim yayınımız devamında iştirak ettiler. Büyük teşekkürler sizge, bizlerin seyretkeniniz için. Büyük teşekkürler bizim ustalarımızga ve yayınımızını Afize Hanım Kassara yakınlay. Ak yılan, kara yılan yırın, men ise sizlerle biz hepimiz sizlerle sağlıklaşamız.
Сен olmasаң, азиз халқым, кім қорчалар, шәвле сачар yoluma. Сен olmasаң, бүлбүл қонмас, қалем тұтқан қолыма. Сен olmasаң, кім парчалар жүрегімнің бұзларын. Сен olmasаң, ұшырым мен, бұзларым. Сен olmasаң, yolda izde қалтырарым сызларым. Сен olmasаң, ерде қалмас, омыр білі изларым. Сен olmasаң, кім ешітір ватан деген сесімі. Сен olmasаң, мен өлген соң, кім қатырлар неслімі. Сен olmasаң, не ай доғар, не таң атар дүнияда. Сен olmasаң, не ватан бар, не ана бар, не баба. Сен olmasаң, яңғырамас ерде көкте ерларым. Сен olmasаң, янсын батсын фелакетлі шуқырым. Сен olmasаң, азиз халқым, кімге керек бұл дүния? Сен olmasаң, güzelim, өксізім мен Қырымда. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Senesi UNESCO tarafından İsmail Gasprinski'nin yılı olarak ilan edildi. İlk kuz ayının yani sentyabrın 24 günü İsmail Gasprinski'nin vefatından 100 yılı geçti. Bütün dünya ulu Kırım Tatar mütefikkirini anmakta. Güzel, hoş geldiniz, sefa geldiniz. İsmail Bey Gaspral Müzesi'nin yanlarına. İsmail Gasprinski Memorial Müzeyinde bizlerini onun müdürü Yakup Apazov karşıladı. O bizlerini binanın takdirinin tanıştıracak. Öyle bir vakit geldi ki biz bunda 91. yılları gelgende o vakitte Server Ebu Bekir Han Sarayı'nda başladı çalışmaya da ve onda bir bilmem adını endi unuturum bir Bekir Ağa geçkendi burada Server ev aldı Salaçık'ta. Buradan geçkendi bu bir olmayacak bir koşakan bir bina o vakitteydi. Evi geçkendi aytı işte Abu Basmahane. Bunda tercüman gazetası çıktılardı. Onun da
müdiri işte İsmail Bey Gaspralı idi deyip serveri aytmış. Anladın? Ve o da şaşıp kaldı. İşte avli bu binanın yeri peyda oldu. Ve o ona aitti, buna aitti, binayı taptık, cemaat başladı uyanmaya. Ama binanın halı pek muşkul idi. İşte öyle oldu ki, bunda şimdi çeşitli adamlar yaşardı. 3 sene kart pensiyoner apay yaşardı ve 8 horanda olarak küçük küçük evçiklerin içine insanlar yaşardı. Bunları bundan çıkarmak gerek oldu. Yani binayı nasıl müzeyi yapacaksın ya. İşte bu balaban bir işler böyle olup kaldı benim boynuma çıktı. İşte Allah'a şükür şimdiki alınış siz görüyorsunuz. Yakup ağa, şimdi bu yerde indi daha kaç horanta kaldı? Bilem azbarından da bütün bu evvelden yaşayanlar da ketmedi. Bunlarını işte bu yerden alıp azbarını evvelki korunuşuna getirmek mümkün mü eken? Onu mutlak yapmak gerekmiş. Şimdi 2 tane horanta yaşay, birileri o tarafta, birileri bu tarafta. Çok balaban horantalar değil ama yaşaylar işte. Başka evleri yok, yerleri de yok. Elbette bunlara evler alıp versek layık olur diye bunlarından çıkarıp bu duvarları hepsini yerine getirip o zamanlığa ve İsmail Bey Gaspral'ın azbarını temelli 19. asırın sonlarına ve 20. asırın başlarında nasıl usuldaydı, nasıl direkler dururdu, nasıl işte bu sergiler eğer bir şey yerine koyulsa elbette temelli tarih yerine gelir. Men bilem İsmail Gasprinski çıkaydı bu azbar çıka, bunda oturaydı ve hatta bazı bir böyle yerlerini icra etseydi. Kızı Şefika Gasprinski hatırlay, demirciler demirde döger deb o yerini de bundan çıkıp icra etken edi. Bugün bana bu yerde olmak, bu yerde nefes almak, onun çalışkan yerinde sizge çalışmak nasıl duygular sizni kaplap alan? 2 asırdaki gibi bir bağ. Siz onu hissedesiniz mi? O yüreğimin en ince yerini dedin Hafize. Dedin kemanenin telini anladınız mı? Her sabah bunda işe gelgende bakarım ne var ne yok. Nerede sel bastı, nereden yaprak düştü. Daha da bir şeyler hepsini işte bunda çalışkan kadimlerini yığıştırıyık, temizleyik. Emcemiz bu dünyada olmasa da onun yaşayan yeri gene temiz, gene güllü, gene bilen dülber. Kapı sondan koyulmuş kapı. Bunda kaçan horandalar başladı yaşamaya. Nasıl girip bu odanın içine nasıl yaşayık deyip işte bu pencereyi bana abından bunda pencereyi yap kadar. Anladın? Son bunu bozup kapı yaptılar. Ama temelli müzeyin bu taraftan giriş kapıları o budura. Bana görürsün. Ablekti ve tap dibinekti. Gördün? Bu sonra koyulmuş. Şimdi bundan elbet o genişi. Bu bak pencere 1-2 tane pencerede 1-2 tane pencere. Ortadan abli kence 1 metre 20 santimetre kapı koyulurdu. Niçin deseniz basmakhanede balaban rulon kağıtlar, gazete kağıtları koyulurdu. Çeşit türlü şeyler getirgende bu kapılar ek türlü açılırdı ve içine girilirdi. Ama sonra işte bizler yok olgan son bu şeyi kapattılar. Yani bunda da bir horanda yaşamaya başladı. Onun için ondan kireldiler. Aslında İsmail Gasprinski bu dünyanı terk etken son bu binanın takdiri ne oldu? Revolüsiyon olgan son, kalabalıklar olgan son. Bizim halk o şeye işandı, bu şeye işandı. Ama öyle vakit geldi ki bir kimse işanmaya çare kalmadı. No, Eral'da bu basmakhane 18. yıla kadar çalıştı. Tercümanını çıkardı. No, 18. yıldan sonra bu şeyi kapattılar.
Son bu bina yok olmasın deyip burada İsmail Bey Gasparal'ın adına müzesi oldu. Ne şimdisin? Onun tutkan kalemleri, kitapları, oturgan masaları, oturgan skamilleri, masalar hepsi yerineydi ve hediyeler kaysı ona verilmiş idi. Anladın? Buna bola son buna müze yapkan son onun birinci müdürü ise oğlu Refat Gasprinski. Onu o müdürlük yaptı ama 30. yılları bunu da gelip NKVD'den ve o Hriz degen bir kültür teşkilat var idi. O gelip başladı bütün şeyleri yazmaya, almaya, alt etmeye. Bu İsmail Bey Gasparal'ı pan-Türkiz dedi, pan-İslamiz dedi, burjuazный nasyonaliz dedi. Çeşit türlü pis laf koşup yok ettiler müzeyi. Kenarda da yaşayan insanlar bu binaya bakanda korkardılar. Allah'ım bunda şimdi girsem, Gasparal'ı bili, Gasparal'ı sevey. Onun için bina çökmeye başladı. No, cenk vakitte bu binanın tekrar işlettiler. Niçin? Orada tibinde ahyar soldatlar için pişirdiler ekmeği. Fırın yaptılar ve soldatlara bunda ekmek pişirip fırından verdiler. Son cenkten son da bir 40 yılları biz gitken son bunda bir teknikum yaptılar. Medisinski, o da çalışıp olmadı. Son teknikum medisinski diğer yere gidip orada hastahane yaptılar. Bizim gelene kadar bunda hastahane var idi. Bu hastahane bunda iki Koranda yaşayan yeri orada aşhaneydi. Bunda tibinde bu sırada tutulurdu buynu hastalıklar. A tepede biraz tekrar özüne gelgen söyleri. Azbarları horalıydı, kapalıydı. Onun için bunun hastahane yaptılar. Buradan hastahane Zincirli medreseye gitken son bu yeri boşaldı ama onda Zincirli medresede çalışan insanların burada общежитие yani öyle bir avda getirdiler bunu da. Her bir binanın içine bilen odalar, kapılar koydular. Bunlar bunda gelip общежитие olarak yaşardılar. İçerdiler, yırlardılar, dövüşürdüler. İşte o İsmail Bey Gasparal'ın ilim çırak evçigini, çırağını da söndürdüler. Kulünü de yıkıştırmadılar. İşte öyle avda kalıp kaldı bu bina. Biz 91. yılları İsmail Bey Gasparal'ın adı çıkanda elbette konferansta laf çıktı. Binada gerek canlatmaya da müzeyi yapmaya. Ama ona belki insanlar tapılmadı. 150 yılı gelgende bizim Bahçesaray Regional Meclisi öyle karar çıkardı. Ben Regional Meclisi muavin olarak çalışırdım medeniyet taraftan. Sonra İlmi Umerov o vakti dedi Yakup boynuna almasan olmaz. İşte Allah nasip etti bana bu şeyi boynuma almaya. 8 Koranda bunda yaşayan Kavga köteknen ularımından çıkarıldı. Son tapıldı para. O da kıyınlıknen. Tepeden tepene kadar boşalttık. Tek duvarları kaldı anladın. İşte duvarlardan işte bu hava getirdik. Şimdiki zamandaki bina müze demeye mümkün. Şimdi içine müzeye oşakan şeyler var. Sergiler açılmış. Konferanslar geçiyor. İşte bu kadar. Şimdi ben şu müzeyini doldurgan odalarını, müzenin özünü de görmege isteyim. Mümkün olsa onu da bir göstersiniz. Buyurunuz. Buyurun bakayım. Merdivenden көтеріліп binaga kirgeninen eski resimler ve turmuş eşyalarından sergini göremiz. Karşıdaki kapıdan İsmail Gasprinski iş odasına geçemiz. Çalışkan odasını yapmak için birinciden masa gerek idi. Masa ortalığa yok. İşte o zamanın masası işte 19. asırın sonları ve 20. asırın başlarının masaları ortalığa hiç yok. O komisyon dükkanlara geze bir oldum. Bulup olmayayım. Masasız odayı nasıl yaparsın ya? Herhalde böyle bir kısmet oldu. Birer şeyler başladı toplanmaya. Birinciden bu skami. Çalışkan odasına oturulgan bir fotosu var. Baktım, işte acayip bir şey oldu da bu südebni исполнительler var ki
Beni bir çağırdılar, onda arabam biraz avariya oldu da dokumentleri bakmak için. Ben orada varsam, baksam bir insan zar borcu var idi de bütün şeyleri konfiskavat ettiler koydular. Çeşit türlü eski skamiye, şkaf desem bir şey. Baksam İsmail Gaspral'ın'a oşağan skami turu. Bu kirgeşin yerinde bir kimse yok. Aldım yavaş yavaş onu, iyi başladım gitmeye çıkmaya. Bir адвокат devler çıktı. Что вы делаете? Ben dedim, я взял скамейку Исмаила Гаспринского. Найдете в музее. Bu vaxtta da muzey bomboş. 2002 yılı, 3. yılında aklıma yok. Aldım bunu, çıktım, girdim mikroavtobusa, oturdum, işte marşrutkayla getirdim. Hepsiler bakay bunu. Nasıl insandır ya, bu olmayacak, bir eski skamiye alıp şehrin içine gezi. İşte öyle olup bu skami bunda peyda oldu. Buna göre bir tanesi dedi, mende de var, işte ben de onunla anlaştım. Onu da alıp getirdim buraya. No, bu temelli İsmail Bey Gaspral'ın masası, skamisidir. Ama skamisi durur diyor onda büyük zalların içine. No, iş odasını yapmayadan çaremiz yok idi. Sonuçta geldi ulan bir vakit, bir Emir Hüseyin degen dostum dedi, yahu böyle ben bir insanda tamir işlerini yaptım, onun parası yok idi. Bana masa verdi eskiden ve bir işte dolap gibi bir şey de verdi. Peki sana gerek olur dedi. Baksam bu masa alınmış kul elbet, yırtılmış, kıyış işte, ama bir kereden tuttum aldım dedim bana İsmail Bey Gaspral masası, fotosuna temelli oşağan bir şey. O da bu bizim zamanımız gibi. Divanlar çıksa hepsi divanlar birbirine oşay, masalar çıksa hepsi masalar birbirine oşay. O zamanda da 19. 18. 20. asırların masaları da birbirine oşardı. Biraz tekrar değişmeler vardı. Ne olsa da bu ekspertiza geçken son temelli nokta koyuldu. Bu 19. asırın sonu ve 20. asırın başı deyip son biz zapovednik olarak onu para verdik, ona da aldık. Ben restorasyon işlerini geçirdim. Onun birinci adım İsmail Bey Gaspral'ın iş odası, işte yerinden teprendi. Masa koyuldu. Bu barmak maşına diyeceğimiz nazar pечатный maşinasını da buraya koyduk. Ve diğer şeyler haysı bunda var idi. Masayı doldurduk ve şimdiki zamanda bir şey var. Bunda bilen bir dolap olmak gerek. İçine ensiklopediya Breggauza degen, o zamanda bir 22 tane 20'den çok tom Gaspral'da var idi. O saklandı. Son biz o zaman hazırladık bilen bir dolap, yani kitap dolabı. İçine ensiklopediya Breggauza bir şeyler var, bir 12 tane tomu vardır. Ve içine de doldurduk eski kitapçıklar ve İsmail Gaspral'ın kitaphaneden yazılmış, baylanmış çeşit türlü kitapçıkları doldurduk ve bu kitap dolabı da çalışıyor. Şimdi Allah nasip etse ben bir yere gördüm, o da gavur koydu. Bir Rus apayında girgende böyle bir komod gördüm. Pek eski değil, даже bilmeyi aslında ne kadar eskiliğin. Ama bu yerde işte bu komodu koyacağız, anladın mı? Buna oşağın bir şey ve üstüne sat. Biz ne böyle tomalakça satlar var idi o zamanlar. O satı da koysak ve onda da lampası var idi. O lampayı da bulsak ve bilen ağız telefonu var idi. Yani kulağına koyardı, böyle de aytırdı, anladın? Öyle telefonu da bunda dururdu. Öyle telefonu da koysak ondan sonra iş odası özüne gelir. İşte bu kadar.
районда тантаналы тедбирлер, конференциялар кече. Мында Исмаил Гаспринскийнин шахси ишиялары Тержиман нешриятында бастырылған Құран-ы Керимни көрмек мүмкін. Бірінші қатында ise sergide Kırım татарларының eski aile resimleri ve turmuş eşyaları taqdim edildi. Muzeynin birinci қатында müdiri Yakup Bey basmakhane muhitini yaratmağa niyetlendi. Tercüman nasıl şaraitte neşir etilgenini göstermek için gerekli eksponatlar toplanmakta. Bahçesaray rayon basmakhanesinde hala bugüne kadar 1930 senelerge ait aletinin çalışalar. Çare tapılsa o da Tercüman'ın müzeyinde yerini alır. Bu kalın kağıtta basılacak dokumentler, kartçikalar biz bu makineman kullanamız. Çünkü bunda nasıl kalın kağıt istesen öyle mümkün koymağa. Şu için biz o zaman pek çok kullanmayız ama gerek vakitte her vakit o bizge faydasını getiriyor. Gaspral'ın müzeyinde de yaxşı yerin alır edi dep biz belli etna Yakup Efendi'nin. Çünkü onda onu mümkün kullanmağa даже как действующий модель. Gaspral'ın vaktinde abile maşinalar var edi. Delkimde bile maşinalarman olar basa ediler Tercüman gazetasın. Ama onda mümkün öyle kullanmağa men bellesem o tercümanın nesin formasın yapıp da hiç olmaganda kelgen turistlerge basıp da bağışlamağa mümkün. Neşriyat için bir eksponat müzeyde ende var. Bu bizim o müze o zamanlarda olgan bilen bir usul. Onun adı kassetnik deydi. Yani bunda Gaspralı boğucu ya da yardımcıları bile gelip bu masanın üstüne işte bile diyeceğimiz toplardılar gazetanın yazılgan çeşit türlü hikayeleri. O da nasıl olurdu? Birinciden bu bile şeyler toplanırdı. Yani iki taraftan koyulurdu abile. Son tepeden de sıkılırdı. Ve bunda tekst degen şey. Metin koyulurdu. Buna yazacağımız tercüman koyulurdu bu taraftan. Yani basılsa doğru olurdu. Buna bu ifak soyu. Bunda bala var. Buna tercüman yazgan son bunda tekst yazmak için ikincisini bilen ifak soyunu çıkarırdı. Abli ifak harflerinden de iş tutulurdu. Buna bunda koyulurdu. Daha da bir şeyler yazılırdı işte. Sonun üstüne bir şey koyup basılırdı. Anladın mı? Bir taraftan sıkılgan son bundan bir hikaye çıkarıldı. Yakup Ağa, bu şey kaçıncı seneye ait? Bu şey elbette bu 50. 45. 50. yıllarında yapılgan şeyler. Ama İsmail Gaspral'ın kitabı var. Onda temelli bulen kaseta var idi. Ular bir olurdu. Gazete kuşlu olsa 2 tane olurdu, 3 tane. Men, sen, o hepsi durup bu gazeteyi toplaydılar gazeteyi, anladın mı? Evet. Sonra hepsini toplap sıkıp öyle bir şeye getirilir ki hayda уже станоклары basılgan şey basardılar bunun üstüne atılır çıkardı resim. Bu mutlaka o zamanlık gerekli şey. Şimdi bu şey gerekmiyor. Toplaysın bilen açılı kalı sen bilirsin. Pek mürekkep edi o vakitte. Ya onu birbirine uydurmak gerek. Balaban bir işiydi da yani bir gazete çıkarmak için dünyanın vaktini tarkatır der buna da milletim okusun, bilsin, akıllı olsun. Müslümanlar tilde, kirde, işte birlik olsak bizi bir kimse yenmez. Biz birli halk oluruz. İsmail Gasprinskiy Memorial Müzeyinde daha çok işler yapılması niyet edilmekte. Çünkü bugün artık efsane gibi olgan İsmail Gasprinskiy'nin şahsiyeti herkesin dikkatini celbetse, onun gayeleri uğrunda hizmetleri ise son derece kıymetlidir.
Озым өзіме эм аким, эм лукман эким. Кендім кендіме құтылыш, теселі де озым. Алдым дереже, энімні бойымны өлчедім. Озым озымны 5 ененен орып қойдым. Дақ топесын ортмек üçün керек неже томалақ. Юнны ағартсаң тінтсең, епім олажақ емшақ. Бақ, күнешке алданып, дағда açtı ағбардақ. Оның башына да неже қарлар яғажақ. Хардан ап-ақ ұзақ байырның топесі, қыш айның жілбесі ағбардақ қоқысы. Ордым озымны, ве соқтым, томалақ еттім. Умут дүниясыдыр бұл. Умут дүниясы. Әрбір миллетнің күчлі olması, бақытлы yaşaması әрбір айлеге bağlıdır. Bugün ziyaret edecek Kur'an'da beraberlikte olup hakiki vatanperver evlatlarını östürüyorlar. Dilever Zinedinov ve onun Kur'an'tası bugün sabah bizimle beraberlikte. Бүгін бізді Құрантаңызға евіңізге дәвет еткеніңіз үшін çok sağ olunuz. Көрем ki айлеңіз бұйық, машалла, ve dilever келіңіз, айле азаларыңызмен таныш олайық, таныш етіңіз біздерін. Sağ olunuz, hoş sefa geldiniz. Sağ olunuz. Sizni karşılamaya pek memnunuz. Bu taraftan başlayık. Bu Nariman babam, Zore'nin babası, Anife anam, Zore benim apayım, Onur arkadaşım Arzı, küçük kızımız Zera Uyken kızımız, benim anam Gulnara ve babam Hayridin. Pek memnunum. Sağ olunuz. Aslında sabahdan böyle büyük Kur'an'tan sofra başında toplanmak bu büyük bahtır. Böyle beraberlikte toplanmaya yani çok toplanasınız mı böyle beraberlikte? Evet, biz bütün merasimlerde, bütün öyle geçirilgen tedbirlerde tırışamız beraber toplanmak, bütün bayramların, doğan gün olsun, bayram olsun, Kur'an'da muhitinde beraber geçirmeye. Bugün rahatlık günü ve aslında balalarınızın rahatlık günlerini nasıl geçirmeye tırışasınız? Neler yapasınız? Hayda barasınız? Nelerini koruyorsunuz? Aslında böyle rahatlık gün degen gün bizde yoktur. Çünkü her vakit bir yerge çapamız, bir yerge ketemiz. Bu iş günü olsa sabahdan balalar mektepke, bahçaga gittiler, onların alıp gitmek gerek. Rahatlıkta da çok balalar da farklı merkezler, tügerekler var. Onun için başta sabahlıkta biz gittiğimiz tügereklerge oyunlar var, fidancılık var. Öğleden son tekrar bir vakit rahatlamak. Ne yapasınız? Kemirde varamız Harbaba bekanasına, Bakçısaray tarafta pek severiz barmağa gezinmeye. Kemirde apansızdan oturamız maşinaga ve çıkamız bir tapçığa, sazagan uçurmaga. Öyle aktif şekilde rahatlanmak severiz.
Машалла. Білесіңізме, сіздің евіңізге кіргеніміз не бірден бөлі бір sıcak, muhabbet bir muhitni hissettik. Ve ana tilimiz o kadar güzel yangıray ki balaçıklar kıynalmayıp yengil ana tilimizde konuşalar. Men eminim ki sizin ana babalarınız da sizge bunu aşladılar. Olarga sualim olacak. Ballar böyle muhitinde osmak için ne yapmak gerekmez? Buyurunuz Nariman Ağa, siz aytınız. Ballar, nasıl aytayık? Bütün millet Horantadan başlanır. Ana tili Horantadan başlanır. Millet duygusu yaşlıktan biz tırıştık aşılamağa ballarga ana tilini laf etip, hırbitan aytıp onu öyle şekilde algıramız. Çok sağ olsun Dilaver ballarının çok vakt geçiriyor. O greti birinciden biz indi harbaba hartanamız деген gibi. Biz yardım ediyoruz bizim ballarımıza, o torunlarımızın o gretmege. Onun için yaşlıktan tırıştık ana tilini laf etmeye. Dilaver onların çok vakt geçirip o grette çok biz pek teşekkürler birlerimiz bizim ballarımıza, böyle torunlarımız turduğun için. Birinciden bizim de ana babalarımız var idi. Vatan duygusun bizge ana babalarımızın aşılattı. Ondan da kitemiz biz de tırışamız önce ballarımıza, torunlarımıza bu duygunu bildirelim. Mine bu bizim bilen insanlar duvarı. Ben bundan ende çok insanlarını biliyorum. Mine Çelebi Cihan, Amithan Sultan, Ana Sever Kakura, Ninur Dizim, Beyliahre. Ve ben bundan olmağa pek seviyorum. Çünkü bundan çok kitaplarını okuyabiliyorum, aklını duyuyorum. Bu damgaga bakıp uzun işaret veriyorum. Ana babamız dediniz, bilemiz ki sizin babanız efsanevi Reşat Ağa Cemilov edi. Elbette ki bu insanın korantasından tek böyle vatanperver insanlar çıkar ve aslında rahmetli Reşat Cemilov'u siz nasıl hatırlaysınız? Onun hangi sözleri, hangi düşünceleri bugünkü günge kadar sizin aklınızda? Bilirsin, bu Reşat Cemilov babam onun hakkında ayrıca mümkün laf etmeye, çok laf etmeye mümkün. No, babam vatan için can verir. Biz ballar olup milli hareketin içine ostuk. Bütün hareketlerin biz özümüzde geçirdik. Babam kaç kere hapishanede oturdu. Bütün bu tıntılar bizim elimizde geçti. Biz onu koruduk. Babam bir şeyden korkmayıp özün can verdi vatan için. Bilirsin, o Horantasın bile bir bakmaydı, vatanı bakmaydı. Vatan hareketine bakmaydı. Onun için öyle eyledi olsa vatan sevimi mümkün değil. Elbet, mutlaka. Bana siz ayttınız ki vatanperver vatan için can vermeye hazır edi ve o vakitleri milli hareket iştirakçılarının çok sayını öyleydi. Bugünkü günde böyle gerekli derecede vatanperver insanlar var mı? Men belirlesem bugünkü vazifede şunçak vaqtda böyle adamlar vardı. Men bakam yaşlarda ular öyseler vatan duygusu var ularda. Ama bütünlaydan özlerini açıp olamaylar. Men belirlesem şunçak biz bu ahvalga kaldık. Şunçak men hatırlayayım o vaxtları. Alayıq 50. yılları, 60. yılları. Bizim millet sürgün etilgen son, adamlar bir parça ayağa turgan son, bu vazifeye alışkan son milli hareket başlandı.
milli hareket başlandı, osmaya başladı. Men belesem, men umutum var, şunçak mına bu vazifelerin öğrenip, bütün bu yani hükümetin zakonlarını öğrenip kurešmek, bizim takdirimiz şu, kurešmek. Kureş bitmedi, kureş en yakın vakti bitmez, men belesem. Bu yaşlar bana azıcık gönlüm açar, göreyim onlar da bizim milli hareketin oraya kaldıracak. İnşallah. Yani Zoriya Hanım, siz böyle vatanperver frontada doğdunuz, her şeyini gördünüz ve aslında bu muhitini siz nasıl hatırlaysınız? Qarbabanız, konuşurlar, sübetler, lakırdılar ne hakkında çokça sizge aytaydı? Çok hatırlap olamayız. Çünkü o yaş kiçkineydi. Ben de yaş oldum. Baba ketkende bu dünyadan. Onun için tek şinçik bizde var çok sorular, cevaplarını almak isteyip ama tırıp olamayız. Çünkü siyasetin Zoriya aytı, çok sorular var, çok cevabını almak isteyip. Afsuski men babam balası olup da şun yedim, o vakt geçecek de o olmayacak. Men o yaşagan vakti men o suallerin niçindir şunçuk özümü söyleyeyim. Men niçin o suallerin vermedim de cevaplarını almadım. Biz faydalanıp olmadık onların yanına. Dayılarım, babam hepsi hareket iştirakçılarıydı. Öyle oldu ki onlar bu dünyadan gittiler. Hepimiz gideceğimiz, onlar gittiler. No, biz Toğlu bu suallerin verip de cevaplarını alamadık. Belki onu aytacaklar böyle. Evet, lakin meraklanmağa devam etemiz ve o insanlar gerçekten de böyle bir güçlü izni kaldırdılar bizim tarihimizde ve tarihimizde gelgenimiz aslında Dilaver Bey hakkında konuşmak istedim ki siz ayttınız Gülnara Hanım, Dilaver daima meraklana her şeyinin, özü bir şeylerini öğreniyor, araştıra ve tarihini meraklanadı. Aslında bu daima inkişaf etmege istek Dilaver Bey'den kaydan siz aşıladınız mı? Kim biliyor? Bu özleri. Daima bilgige intilar. Biz özümüz o kadar pek aktif, balarımızla uşak pek aktif değiliz. Bu balar özleri de meraklanarlar. Kitap jiyerler, alıyorlar, okuyorlar. Bilmeyeyim kaydan çıkıyor onlardan bilmeyeyim. İşte belki Dilaver Bey özü cevabını verir. Kaydan bu kadar merak her şeyini öğrenmege? Bilesiz mi, bu yaşlıktan belki böyle merak çıktı. Çünkü yaş olganda da mektepte, institutta okuganda bir yaşlar arasında, balalar arasında bir söz yürüsetilgende, sübet çıkanda gerek olgan kadar tarihimizni men bilmeyim dep öyle zamanlarda anladım ve onu bilmek gerekligini anladım ve başladım uzanmağa bu tarafa, başladım okumağa, bilmege ve yavaş yavaş ve öğrensen bir sualga cevap tapsan da 3 sual peyda ola. Böyle şekilde. Şimdi nasıl sualler öğünüzde turada? Nelerini öğrenmege isterdiniz? Şimdi öğünüzde bugün şunçuk aytılgan edi. Bu Reşat Qarbabamız nesili hakkında, o hareketçiler hakkında onların öğünde başka vazifeler duraydı. Bizim öğünümüzde başka. Onların baş vazifesi vatanga qaytmak edi. Bizim vazifemiz ve en mühim esas işimiz mında tamir atmak, tamirlenmek, nesil kurmak, sahip olmak vatanımızga, toprağımızga ve bu iş boyunda biz
çalışmak gerekmiz hepimiz. Adam öz бар күчүнү bu işe koşmağa gerek ve bizde ömrümüzde böyle şiarımız var. Ulu İsmail Ağa Hoca'nın sözleri halkına yardım etmek istesen kolundan gelişken işten başla. Ama bir Kırım Tatarının kolundan nasıl iş gelir sizin fikrinizce? Bir Kırım Tatar nasıl iş becerse en esası o öz şahsi yaşayışından bir kısım ayırmak gerek umumi iş için. Umumi iş inkişaf eder, herkes bunu düşünse. Ve buna misal için bir Kırım Tatar öz medeniyetinin, sanatının meraklansa, bu tarafa uzansa, bu bizim adamların yapılgan levhalar öyle gerekli olsa, bu verir medeniyetimizge yanı adamların, yanı projeler. Bu adamın küçünden ben bilesem. Bundan başlasak, evet. Ve bir insan öz ailesinden başlamak gerek ve siz bunu tolusun beceresiniz. Maşallah sizge hem de teşekkürler bildirmege isteyim. Hayreddin Bey, Gülnara Hanım, böyle vatanperver evlatını nasıl terbiyelemek mümkün? Neden başlamak gerek? Benimce yaş ana babalar için güzel bir örnektir. Unutursun sen. Buyurunuz siz. Naz aytmağa. Çoksun, çok şeylerge ozu yete. Öz misalimde benimce. Cennet yolun varıp taparsın. Pek çok. Ağır sual oldu. Dil hakkında böyle bir konuşacak olsak, neden başlamak gerek? Mesela bilem ki çok insanlar öğrenmeye isterler ve siz ki bu Kur'an'da olmağa isterler. Yani ballar ana tilimizde serbest laf etkenlerini neden başlamak gerekmez? Nasıl tavsiyeleriniz olacak? Dil öğrenmesi bu sualde en esası bu istek. Öğrenmesi istekten başlamak gerek. İstek olsa bugünkü günde çareler tapılır, imkanlar pek çok. İstediğim kadar çok değil bekim ama evvelge baksak her gün o imkanlar artar. Kitap okumak mümkün, internet vasıtasıyla öğrenmek. Bugün pek çok öyle projeler var ana dilinde çıkan, yazılgan projeler. Radyo, televizyon bakmak. Bu muhitte, özünü bu muhitke koyup öğrenmek mümkün ben bilsem ama istekten başlanmak gerek bu iş. Hem de çok vakit ayırmak gerek menimce hem de ballarını böyle terbiyelemek için. Zoriya Hanım, siz evdesiniz ve tek ballarla uğraşasınız ya da çalışasınız? Burada çalışasınız. Kim olup çalışasınız? Ben ufacık sükat tutam. Ananız matematika boyunca hoca. Hoca değil. Hocaydı. Ben de iş adamı. Экономист. Экономист. Образование экономист. Образование экономист. Вообще ticaret. Ticaretle uğraşasınız. Türkçe ticaret bilir. Предприниматель. İş adamı. Yani ticaretle uğraşıp da ana tilimizde güzel laf etmek mümkün sayılı dostlar. Aslında buna ailenizni alsak, siz beraberlikte nasıl yemeklerini pişirmeyi seversiniz? Nasıl beraberlikte vakit geçirmeyi seversiniz? Yani bayramlarda nelerini hazırlarsınız? Bu bayramlar nasıl geçiyor? Men şahsen sevim ocakta bir yemekler hazırlamağa. Ama men aşçılıkta çok bilgilerim yok.
Бізде мына қадынлар çok бежерелі. Ama bir adetimiz var, biz her vakit birlikte sofra başında toplanamız bu yemekler aşamak için. Ama siz her bir şeyini ustalıkla beceresiniz. Men eminim ki aşçılıkta da ustalıkla becerirsiniz. Baktlı korantanın sırrı nedir? Sizin fikrinizce. Buyurunuz Hanife Hanım, siz aytınız. Baktlı koranda men jesine bir-birine başta sevgi olayıp onun için sevgi olmasa koranda tuzulmuyor. Koranda tuzulgan son bir vaqt kecha o sevgi degan şey bir parça so'ne diyeceğimiz. Bir-birine hurmat etmek gerek. Bir-birine apay kishi aşık olsa da o'zini aşağı tutmak gerek. Çok sık korandalar şunçuk onun için terk etdi. Ayrılalar. Yazık ki bizim Kırım'da 50% men bilesem aylıklar olar. Çünkü bekim anası babası Korandada bir umumi şeylerin anlatmagan kızlarına ya da oğlanlarına aka kişi korandasına direkt olmak gerek. Apay, ballar hepsi ona bakmak gerek örnekine. Örnek olmak gerek. Baba babalık yapmak gerek. Apay kişi men bilesem aşık olsa da onun aşağı tutmak gerek. Ne olsa da naz akıllı olsa da naz becerikli olsa da men bilesem babalarga aytmak gerek. Bu babamız. Baba ne aytsa öyle olacak. Son bekim babasını anlatar. Bir vaqt ne? Sen yanlış şey ayttın, ya balalarını anlatamadın gerekden. O zararları. No balalar yanına baba örnek olmak gerek, men bilesem. Son o vaqt ne? Balalar yaxşı doğru Kırım Tatarcasına terbiye alırlar. Güzel, hikmetli, tefsiyeli. Ya siz Nariman Ağanen kaç senende beri birliktesiniz? 37. Maşallah. 37 yıl yaşayımız beraber. Bizim ballarımız Koranda beraber yaşamaktan başlaganda biz aytkan edik ularga. Siz bir-birinizni tapdınız, biz netmedik, sizni tanıştırmadık, bir-birinizni tapdınız, sevip sayıp, bakın dedik, altqa yol yok. Bunu yaxşı düşünün. Kimerde şunçuk men chetdan ko'rayim, bazı analar kızlarına aytadi, ay bekelmesen qaytdir ki, biz o'zimiz bakarız balalarım da neler. Dayanma, kıynama o'zini. Dayanma, kıynama, öyle şey olmaz. O evvelde biz tarihke bakanda biz mında Kırım'da babalarımız, dedelerimiz yaşaganda qaytу деген şey yok edi. Çıktın akayga var, otur, bak balaların Korantanin beraber. Kenede fırsatdan faydalanıp kenede men mana til hakkında dediniz de Glaver'in mahkaması değil bir parça. İstek degende Glaver istek, birinci istek oldu. Son misal biz daha o kadar ana tilini yaxşı bilmeydi biz onunla tanışkanda. O Bekir Çobanzade'nin kitaplarını okup istep o'zi çok asıl çok ulaş etken adam değil o'zi kitaplarını okup da ular tilini o'rgandi. Hem shunchak hem latin harfini yazı, hem kirillitsa harfini yazı, hem makaleler yazı internette bir-iki makaleler de var. Maşallah bunun bakacak olur. Never çok laf etme, çok yapar. Ve bu en mühimidir. En mühimi istek gerek ama biz bilesiniz ana vatanperverlik deysiniz ne yapmak gerek öyle bir resept yok kim ne yapacak. No er adam Kırım Tatar o'z-o'zine savol bermek gerek. Ne yaptım millet için, ne yaptım vatan için? O o'z-o'zining cevabını alsa, o er adam Kırım Tatar. Biz azlıkmız.
тырышмақ керекміз. Мына бұл, нас айтамыз сізге, совместный браки olmamak керек. Біз миллетіміз жоямыз. Өле совместный, ай sevgi дейлер, ай орыс алды, Украина алды, өлеші olmamak керек. Çünkü келешегіміз не olacak? Біз ақымыз жоқ өлешілер, дағытма біздің яшыларын başka milletке ақайға шықмаған, апай алмаған. Onun için er adam oz bir nесін қошмақ керек, ватан үшін, millet үшін. Doğru. Ve bizim gururumuz balaçıklarga keçmek isterdi. Mına Gülnara bitası aytты ki ballar bala bahçasına barganda pek kıynaldılar. Çünkü Rus tilini bilmeyediler bu ballar. Gerçekten de şaşılacak şey ve hem de kuvandırıcı bir şey. Arzu sen kaç yaşındasın? 5 yaşındasın. Ya sen Zera? 7. Birinci sınıfka katnay, Arzu ise bala bahçasına bара. Arzu sen bizge bir şiir aytıp berersin? Nasıl şiir olacak? Böcek. Böcek hakkında. Sabah erте кеткенде, бақшаға мен еткенде, апансыздан сұрындым, ufak böcek көріндім. Nasıl eкен bu böcek, bunu da bilmek gerek. Çıkırdı ozlar içine, tuştum onun beşine. Zavallı o toxtamay, şaştı yolun tapamay. Koluna almak isteyim, acıp onu seveyim. Ama belki anası beklidir, en babası halsın böcek evini, almacağım elimi. Maşallah. Kim öğretti sana bu şiirini? Anan öğretti. Aşağılanını da. Zira ya sen bilem ki benim zinaddaşım olasın. Pek seviyorsun interview almağa belli insanlardan. En böyle beğengen interview'unu kimden aldın? Kimden laf ettin? Nasıl Lever? Babandan? Lever Dvajiyev, o rejisör. Ya ne için beğendin ondan interview almağı? Çünkü ben yaxşıca konuştum. Biz anda onun kulaç çıkarganda öğrencilerde onun pek öğretmeye konuda o çok şeyler biliyordum. Onun okul saatini oturmak. O pek çok şey biliyor. Ne hakkında da o sana? Kino hakkında? Ben ona sorular verip, ondan cevaplar alıp, şimdi bildim, işte bu bana gerek olur. Ya bu bana gerek oldu. Ya buna da kimden interview almağı istiyorsun? Çok insanlardan. Elbette ki insan kim olacak? Tam bilmeyeyim bu babanın. Babam kimli dese ondan alacağız. Ben de sana ayttım Zera. Babam sende yardımcı. Yakında Secilil Beynin Secilil Beynin'i konuşacağımız. Secilil Beynin? Unutkandır. Yaxşı. Bizden selam aytırsın ona. Yaxşı. Ya gelecekte kim olacak? Jurnalist olacak? Kim olacak? Kim olmak istiyorsunuz kendi? Naz Zenat. Vakit çok da. Daha vakit var ya kızım. Ama ben eminim ki en esası siz güzel vatanperver insanlar olup ösersiniz. Bu en mühimidir. Biz ise ocak ve yemekler hakkında konuştuk. Şimdi yavaş yavaş dışarıya çıkayık. Kanda Lever Bey güzel bir şeyini hazırlayacak. Ne olacak bugün? Bu Gürcistan ananevi yemeği çakakbili. Pek meraklı. Birinci kere işten gerçekten de pek meraklı. Ve saygılı dostlar biz ise sübetimizni da yekünlemeyiz. Daha çok güzel şeyler hakkında konuşacağımız. Lakin onun için biz azbarga yol alamız. Yürünüz bizden. Saygılı dostlar, görgeniz gibi biz endi azbardamız ve bizim endi pişirilecek mahsulatlarımız da hazır. Daha bir kere yemeknin adı edileverdi çünkü ben unuttum endi. Bu yemeknin adı Çakhovbili, bu Gürcistan ananevi yemeği. Ya ne için aynı bu yemek? Onu çok hazırlarsınız. Bu yemek
Оны азырламақ еңгіл ве яс мевсімде бүтін мақсулатларны бостанда тапа білеміз ве топлап апансыздан көмірді азырлаймыз. Çok yeşillikler neler gerek bizge айтыңыз? Bu tavuk eti, yağ, yeşillikler, magnagos, feselgen, bazilik, biber ve acı biber ve Bolgar biberi, tatlı biber, soğan, sarımsak ve хмели, сунели приправасы. Anlaşıldı. İşte biz yavaş yapacağımız hem de konuşacağımız. Aslında Zoriya Hanım Dileverbeyi çok pişiriyor mu? Çok uğraşar mı yemekler? Да, çok şapşap pişirse pek güzel olur. Gerçeği mesela. Yok. Aşkhanede o aşkhanede sevmiyor. Seviye bunda bazı azbar içinde pişirmeyi. Ocakta? Ocakta. Çünkü o oluyorsa tek yazda. Yazda var diye. Başka sefer uzun pişiriyoruz. Keyifke göre, keyfim olsa aytam işte bugün bir şey yapmanız ben yapacağım. Bugün işte mecbur oldunuz. Çok sağ olunuz. Soracak edim, siz Dileverbeyi aytasınız ki biz tilnen hastamız. Bu tilnen olgan hastalıkны diğerlerine nasıl darkata bilemiz bu epidemiyаны? Pek yaxşı olur edi. Bu epidemiyаны darkatmak gerek. Bu gerçekten aytsam bizim bir Marlen dostumuz var. Bu onun sözleri. Çünkü her vakit öyle konuşsak bizim alımız hakkında, balalarının zemanevi ana babalarının alı hakkında, mektepler dil öğrenmek meselesine öyle kararga kelemiz ve çoksa ana babalar bu mevzunu mühim sayılır ve buna dikkat ayırmayırlar ve ne için deyip sorasak birbirimizden, ne için biz öyle yapamız, başkaları yapmay, ne yapmak gerek sorasak böyle cevapka gelemiz, biz tilnen hastamız. Onun için. Hastalık hep devam etsin, yaxşı böyle bir manada aytam. Gerçekten de eğer de bu tül hastalığı her bir insanға, her bir Kırım Tatarға yuqsa, demek bizim geleceğimiz gayet parlak olur. Ve sizge bakam da gerçekten de kuvanam. O kadar Dilber Korantasınız, Dilber evlatlarınız maşallah. Ve Zoriya Hanım nasıl tanış oldunuz siz ve Korantanız endi kaç yıl devamlı birlikte? Beraber biz endi 10 yıl gerçek aytsam. 10 yıl olacak. Nasıl aytsam, biz yaşadık gerçek aytsak, biz pek erте evlendik ve bizge yardım ettiler, biz birbirini bilmek bizim dostlar. Onlar men nasıl aytsam, menin bir dostu da, kız bala dostu da, o şunçik evlendi, Dilever'in dostu. Onun için onlar bizni yaxşı bilip bir-birine layık olduk. Onlar onu gördüler ve pek istediler bizni bir-birine ko'rsatmak. Onun için birinciden görgenimiz son başladı. Biz evet yaşlıktan Koranta kurduk. Men 20 yaşındaydım. Ve herkesge ona bakmadan men tavsiye ettim. Kısmetimizni ko'rseniz, onu kaçırmanız, korkmanız. Bizim belli şairimiz Eşref Şemizade bu evlenuv meselesinde böyle ayta. Her bir işnin, tedbirinin öz vaqti devri var. Evlenuvni 60'lığa 50'ge kaldırsam, masxara olursun, manası böyle. Adamlarga masxara olursun. Onun için yaş balarga bugün zemanevi balar çok şey istey. Ev istey, maşina istey, her şeyin olganını istey. Buna bizde bir şey yok edi. Beraber hepimizin
Çok olsa da az olsa da hepsini beraber kazandık ve kıymetini bilemiz. Doğru, pek doğru sözler. Ve menimce Dilaver Bey ve Zori Hanım böyle bir-birini seçkende birinci kriteriya bu ana tilini bilsin. Yok. Bana bu mevzunu tiysek aslında laf etmeye bilmezdim. Bilmiyordun? Yok. Men balalıkta kartanamla çok konuşaydım. Rahmetli kartanam bu ana tilge sevgisini aşıladı. Lakin biz vatanға avdet olganda, qaytganda kartanam anda kaldı. Men 8 yaşında biz ondan ayrıldık. Ve yavaş yavaş unutuldu ana tilimiz. Böyle çok Korantada da ana babam laf etmezdi. Ama evlengen son, bala tapkan son, birinci ülken balamız Zera'nı tapkan son, biz böyle karar aldık. Ne yapsamız yapacağımız, nasıl olsa olsun, çekişeceğimiz, kıynayacağımız. Ama bala ana tilinde, muhitinde olmak gerek, onu bilmek gerek. Ve başladık o zamandan beri. Balalar niye Her akşam bizde böyle adet var. Her akşam biz toplanıp bir yaxşı Kırım Tatar kitabını alıp beraber okuyumuz ve tanış olmayan sözlerini lügatta bakamız, defterge yazamız, hatırlayımız ve öyle beraber balalarla öğrenimiz bizde. Kemirde bilesiz, men bilmegen sözlerim kağıtçığa yazam ve yapıştıran buzdolapta. Erkin korse bir haftadan sonra o mende kala. Meni şimdi gerçekten de pek şaşırttınız, hem de pek kuvandırdınız. İşte saygılı dostlar, tek istek gerek görgeniz gibi ve gerçekten de benim için bu aile numunevi bir ailedir. İstek olsa her bir şeyge erişebilirsiniz. Ve böyle ciddi mevzu hakkında konuşur ekenimiz bizim mahsulatlarımız endi görem ki kuru başlayacak, onun için başlamak gerek. İşte keliniz brasikiyedek neni başta, son neni koymak gerekmiz. Birinci yağını kızdırıp biz etini kavuracağımız, son pomidor koşacağımız, soğan koşacağımız, onun ardından pomidor, biber. En sonunda yeşillikler, sarımsak koyup, yaxşı edip kavurup, kapatacağımız ve dımlamak gerek onu. Dımlap özü gelecek, hazır olacak. Yağmına bu acı biber son yemek acı ola mı ya da? Yok, bu acı biberini biz kesmeyip öyle koyamız. İçine istegen adam özüne doğrap son aşağı böyle. İşte saygılı dostlar, eminim ki pek dülber hem de pek lezzetli olur. Onun için Dilaver Bey sizge buyurunuz aytamız. Gürcistan yemeğini adını gene unuttum. Çakal Beyli. İşte saygılı dostlar, bu yemekni hazırlamaya başlayız. İşte saygılı dostlar, bugün bu korantadan men gerçekten de büyük bir zevk aldım. Baktlı olmak için ne gerek? Menimce bu ailede baktlı olmak için her şey var. Sizge de aynı bunu dileyim. Bizle kalınız. Yanaklardan tığırmakны endi çoktan unutup aka göz yaş yüreğime, vicdanıma, anıma. Bir an toktap
Söyle manga koz yaşım. Felek dağını hazırlay. Benim aziz Kırımıma. Yüreğimnin yarasına sen tama bir. Tama bir, ey koz yaşım kayra ona. Dil yarası kamadır. Kır atımını rüzgar gibi alıp gelsin koz yaşım. Atның kozu toyda degil. Yemde degil. Yoldadır. Күч куветім сенде янық. Қалпке тамған яштадыр. Қыратымның кірпігідай кескін атеш оқтадыр. Ақ көз яшым. Сен тама бер. Яқсын тұзың ярамны. Тек сарылма кірпігімнің беліне. Мен ялбарам. Сені көрсе қырымымның юречігі қырылыр. Ақ көз яшым. Kırmıma görünmesin. Yalvarım. Калино, малино, чом не процвітаєш, молода дівчина, яку думку маєш, молода дівчина, яку думку маєш, о, як мені мати, думок не думати. Милий, на Україні треба споминати. Милий, на Україні треба споминати. Треба споминати, листоньки писати, листоньки писала білими руками, а запечатала дрібними сльозами. А запечатала дрібними сльозами, а передавала буйними вітрами, а передавала буйними вітрами. Лети, лети, листу, та й на Україну, та й упаде лист.
долітає, в перину впадає, а ще не світає, милий лист читає, а ще не світає, милий лист читає. Калино, малино, чом не процвітаєш, молода дівчина, яку думку маєш, молода дівчина, яку думку маєш. Селям алейкум! В ефірі програма Джанли Студіо. Сьогодні у нас в гостях молодий український етно-рок колектив The Dukes. Селям алейкум, хош келдінес. Алейкум селям. Як настрій? Клас, дякую за запрошення. Прекрасно, дякую. І вам дякую, що прийшли. Перше питання. Дуже багато в Україні етноколективів музичних. Розкажіть про себе, в чому ваша особливість? Особливість? Тарас. Я думаю, наша особливість в тому, що ми експериментуємо, ми якось не залишаємося на місці, не залишаємося в рамках одного стилю. Постійно в пошуці хочемо знайти щось нове. Це експеримент із етнічними інструментами, це експерименти з вокалом, експерименти в цілому стилем. Тому я думаю, це наша особливість, що ми не маємо чітких рамок в своєму звучанні. Ми не боїмося і рухаємося далі, експериментуємо. Це авторські Правильно пісні відповів. чи українські народні, які ви перероблюєте? Ну, поки що це виключно українські народні, але в планах у нас є і написання авторських. Ось вже є такі заготовочки і досить такі вдалі. Які можна буде почути на найближчому нашому концерті сольному. Це презентація нашого нового альбому. Власне, там прозвучать перші авторські пісні з авторським текстом. До того часу в нас були в основному суто народні, суто фольклор. Недалеко, милий Юре, ой там за лісочком, сушив, скрушив козак дівку своїм голосочком. Не я тебе сушив, скрушив, сама ти зав'яла, як я тебе тричі сватав, а ти отказала. Недалеко, милий Юре, ой там за лісочком, сушив, скрушив козак дівку своїм голосочком. Не я тебе сушив, скрушив, сама ти зав'яла, як я тебе тричі сватав, а ти отказала.
Як люди сприймають? Дуже по-різному. Дуже по-різному. Різна публіка в кожному місті, різна публіка, але загалом це сприймається, скажімо, більш зі знаком плюс. Позитивно сприймається в цілому. А як ви відноситесь до критики? Дуже класно, ми любимо критику. Прекрасно, так. І мені здається, що вона і повинна бути для кожного музиканта. Бо якщо немає критики, то мені здається, ти просто стоїш тако на місці і все. А коли є і плюс, і мінус, і негативне, і позитивне, і ти просто вже зважуєш із того всього. І рухаєшся далі. Як правило, кожен критик – це якийсь нереалізований музикант в минулому. Тому, коли слухаєш критиків, відчуваєш, що вони пропустили в свій час, на чому вони зробили помилки, тому що вони впізнають в тих, кого вони критикують, можливо, себе в минулому. І саме ці критики, журналісти різнопланові, або просто люди, які люблять потеревенити в інтернеті, писати коменти, вони все ж таки, можливо, колись... Мають багато часу. Так, в минулому вони, можливо, щось в них не вийшло в плані музики, і зараз вони це реалізовують на коментарях, на сторінках інтернету. А розкажіть мені про свою назву. Я знаю, що колись ви назвались по-іншому. Це, можливо, була інша група, інші люди. Частина цих людей залишилась у складі зараз Дукс. Ця назва, як правило, це запитання ми завжди очікуємо, і ми найближчим часом підготуємо такий список відповідей, щоб вони не дублювалися. Але насправді в цій назві немає нічого особливого, це просто назва, співзвучність деяких інструментів, які в нашому складі є. Тобто в народі ми і в нашому колективі духові інструменти ми називаємо дудки, і відповідно від цього це такий посил. А «зе» ми просто додали як артикль, як власна назва. І в результаті цієї співзвучності виявилася така назва «The Dux». Звучить класно, ніби. Добре, а музика у вашому житті – це основне чи… Основне, можливо, не до 99%, але на більшу частину все ж таки основне. Основне, воно приносить вам… Радість. Радість. Задоволення. Тільки радість в Україні воно приносить? Реалізацію і якісь ще бонуси, які допомагають нам рухатись вперед і реалізовувати нові проекти. Казала, чом не чую твоїх речей, раніше було щебетала, як у саду соловей. Не ходиш ти берегами, не топчи зелений луг, не суши мого серденька, не люби моїх подорож. Соловейко, канарейко, ти теж
Розкажіть про свій концерт, який відбудеться у Києві 11 травня. Так. Чим будете дивувати своїх фанів? Так, 11 травня в місті Києві ми з радістю і з любов'ю запрошуємо всіх прихильників гурту The Dux відвідати наш сольний концерт під назвою «Ліра». Ось, приходьте всі, буде дуже гаряче, ми чекаємо всіх. Приходьте. Обов'язково прийдемо. Так, і вас ми запрошуємо теж. Дякую. Приходьте. Дякую. Чим будете дивувати нас? Ця програма ми фактично цілий рік чекали. Минулого року теж навесні у нас була презентація такого експериментального альбому. Цей раз, скажімо, ми зібрали весь матеріал. Крім нових пісень, буде експеримент з авторськими піснями, і все ж таки будуть звучати старі, добре відомі наші композиції, які відомі нашим шанувальникам. Я знаю, щоб зібрати ці пісні, ви їздили у експедицію по Україні. Так? Розкажіть, будь ласка. Так, ну раніше ще за часів навчання в університеті ми із Максимом Бережніком ми їздили в експедиції і збирали весь матеріал фольклорний. А у Криму ви були? Ну, в Криму з експедиціями ні. Ну, якби У нас є частково одна пісня, яка має такі східні мотиви. Ми сьогодні її виконаємо. І в цій пісні є слова про Крим, про чумаків, які їздили в Крим за сіллю. Це теж давня українська пісня. І мелодія там, мені здається, чимось вона має якісь елементи східної культури в собі. Потрібно оцінити це.
Я бажаю вам успіхів і хочу почути від вас побажання нашим телеглядачам. Дякуємо. Ну, найперше, що хочеться побажати глядачам, це просто завжди бути в любові, у позитиві і у добрі. І мені здається, що це саме найголовніше в житті. І слухайте гарну українську музику. Миру, любові і злагоди всім. Дуже дякую вам за вашу музику, за інтерв'ю. Дуже велике дякую. З вами була програма Джангл Студіо. Залишайтесь на телеканалі АТР. Слухайте тільки гарну музику. Айт чатыртау сырығны, чоқ мы дердім. Бекчісісің бұ ерде бір құдіретінің. Суырып чықтың көкілерге, ақ бұлытқа, танышсың сен бұ әскі, оқсыз йортқа. Көп яшадың, көп көрдің, көп чектің белкі. Сен бір тілсіз тарихсың, ең әвелкі. Нелер отты башыңдан, көп яшыңдан. Қайсы изна сорайым, ақташыңдан. Башың сачың ағарған, не кедер көрдім. Қайдай қайғы, қай дертмен, дертленіп юрдым. Естер едім халқымны, дағылмайып бірлешкенін. Азиз ватан топырағында бір қалмайып ерлешкенін. Бір яқадан баш шығарып, ватан үшін күрешкенін. Еждадларын топырағында сербеслікке ерішкенін. Бір-бірінен утанмайып, оз тілінде лаф еткенін. Қартларымыз сечкен yoldan gençlerimiz кеткенін. Hareketini devam etip maqsadına yetkenin. Bir tutkan күрешіміз нәтижелі биткенін. Бегенмейім савап ешдеп günahlarga батқанны. Хал ғайеsin рет етіп, еп kenarga атқанны. Менің evim kenarında деп аяқ созып ятқанны. Халық күрешін усылыны düşmanına satқанны. Pek isteyim yurtumuzda milletimnin artqanın. İstemeyim herkes ozun arabasını tartqanın. Begenerim milletine iyi işler yapqanın. Oz halkının paylaşqanın. Ellallıkla tapqanını. İster edim halkımızını biz qırımız degenin, doğru yolunu terk etmeyip neticege kelgenin. Kokte uçkan semedeşini yerge ebed ergenin. Avam halkını doğru yolga qaytmasını bilgenin. Arzulayım milletimnin ayakka tez turganın. Kırım adlı vatanını milli devlet kurganın. Karşısına düşman çıksa onu derhal urganın. İstemeyin bazı biri yolunu çetke burganın. İstemem ben icadımda boşluk ara olganın. Esli başlı icatkarının sararganın, solganın. Pek isteyim gelecekte çok icatkar doğanın.
hiç istemem bazı şahslar gelecekini boğan. Assalamu alaikum sayıqlı teleseyircilerimiz. Efirde Gönül Gönülden yayını ve men sizlerni bugünkü misafirimiz bilen tanış etmege isteyim. Bu etnolog. Tarih ilimleri namzeti ve Lvov şehrindeki Din Tarihi Muzeyinin ilmi hadimi Ulviye Ablayeva. Assalamu alaikum Ulviye hanım. Aleyküm selam. Ulviye hanım, men sizni biraz tanıttım. Endi siz özünüzni nasıl tanıtır ediniz? Siz nasıl bir insansınız? Я, во-первых, крымская татарка, я очень люблю свой народ, и это моя любовь, скажем, горячая любовь к своему народу, это путеводная звезда моей жизни. И я очень хотела, с детских лет практически я хотела заниматься, мне было это интересно, заниматься историей, культурой, ну, всеми сферами, скажем, культуры нашего народа. И, ну, наконец, моя мечта сбылась. Это, конечно, произошло очень поздно, но сейчас, как раз вот сейчас я занимаюсь любимым делом. Я полностью свое время, свою жизнь посвятила истории, изучению истории и культуры народа. Это главное. Ve ne için biraz tafsilatlıca anlatınız? Siz milli urbalarına öğreniyorsunuz ve ben bilem nasıl siz bu işle yaşaysınız. Bu men hatırlayım bir 8 yıl evvel men bu sizinle tanış olganda siz meni hayretте kaldırdınız. Ne için bu işe dalmağa karar aldınız? Ну, опять-таки, возвращаясь, все у человека это идет с детства, да, корни. Вот возвращаясь к своему детству, то я в 9 лет начала уже шить. А потом через много лет узнала, что вот как раз-таки девочек крымских татарок в традиционном крымско-татарском обществе как раз с 9 лет сажали впервые за ткацкий станок. В 13 лет я уже ходила только в своей одежде. То есть я уже дизайном занималась и шила. Мне было это очень интересно. И вот эти вот мои навыки, кроме того, что я много читала и так далее, вот эти мои навыки, то, что я понимала, как шить, я понимала, что такое крой, и то, что я знала немного нашу историю, нашу культуру. И после моего переезда в Крым я увидела, что то, что я знала, читала, и то, что я увидела, как это преподносится, крымско-татарский костюм, мягко говоря, это совсем не то. Я стала заниматься этим более углубленно и увидела, что, оказывается, я прошу прощения за нескромность, но что никто вот лучше, оказывается, не знает. И я думаю, что, значит, надо мне это записать и оставить как научно-серьезный труд. И поэтому тема крымско-татарского костюма вот как раз-таки, скажем, обусловлена тем, что я просто это знала. Yani baxdınız, mana etrafımızda bir çox Kırım Tatar urbalarımızın biz göremiz ansambllerde, toylarda. Bu gerçek Kırım Tatar urbası ya da Kırım Tatar urbasında diğer unsurlar olmak gerek. Именно так, что дигер усла olmak gerek. Почему? Наиболее, скажем, распространенное это русский взгляд, российский взгляд на крымско-татарский костюм был преподнесен через так называемые серии открыток, которые назывались типы Крыма. В этих типах Крыма наиболее презентабельно выглядели проводники. Это была особая каста, профессиональная каста, которые для того, чтобы... Это был их заработок, это было хорошо оплачивалось. Это была совершенно отдельная тема, которой можно говорить о проводниках. Но для нас сейчас что интересно? Что их костюм был очень яркий, он был вышитый. Причем это была, скажем так, презентабельность на публику. И благодаря вот этим открыткам после, скажем, когда вернулся народ на родину, какой материал был? Визуальный источник. Вот эти вот открытки с очень красивыми мужчинами в красивых ярких одеждах.
Мы стали это шить. На самом деле каста проводников, она в какое-то время в крымско-татарском традиционном обществе, повторюсь, традиционном, да, то есть это с мировоззрением, со всеми институтами и так далее, социальными отношениями, это были во многом руконеподаваемые мужчины. Потому что это не секрет, и в русской классической литературе, например, у Антона Павловича Чехова есть 3 рассказа, которые посвящены как раз проводникам.